Глава 18. Баутиста. Вот с этим ты опоздал, приятель. Не могу разговаривать. Вся эта хренова станция – босс города. Мы в поезде собрали примерно 400 человек. И когда они вышли на станции, он первых 20 скушал, как сырные колечки. Cheese rings – выпечка с сыром, хрустящая снаружи и мягкая внутри. Сейчас мы на платформе. Отбиваемся от его языка и его миньонов. Он рыгает и выплевывает какие-то ходячие рты. Очень они сильны. Ждем следующего поезда, чтобы удрать. Не знаю, что будем делать дальше. Карл, дерьмо так дерьмо. Будьте осторожны. Через 2 станции на 435-й вас ждет босс Краведов. Попробуйте пройти через служебный вход. Я постараюсь узнать что-нибудь полезное. Держите меня в курсе. Баутиста. До скорой связи. Блин, 400 человек. Что-то чересчур для одного места сразу. Будем готовиться к беде. Я повернулся к Мэдисон. Значит, Краведы. Расскажите об этом. Прямо сейчас. Скорее. О котором из них? В этой смене их несколько десятков. Это не безразлично? Они разные? Конечно, разные, заявила женщина. Один постоянно жалуется, что хочет домой, к своей подружке. Другая требует компенсации за рану от обходчика. Всерьез обижена на то, что ее не признали участницей боев. Они друг от друга отличаются не меньше, чем вы и ваша покрытая шерстью спутница. Участница боев? Значит, они не боссы. Боссы? Это едва ли. Они, собственно, часть отдела человеческих ресурсов. Мэдисон гордо выпрямила спину. Работают под моим непосредственным руководством. Это одна из инициатив администрации по повышению производительности. Это святое дерьмо, мадам. Начните с главного. Краведы. Кто это? Они опасны для людей, как имитирующие станции. Как я уже сказала, они составная часть инициативы в рамках экономии средств. Они отлично справляются, должна я уточнить. Кондукторы и носильщики меньше склонны требовать время на отдых, когда забывают про положенные перерывы между сменами. Они заканчивают смену и входят в состояние, которое мы называем предпроизводственным ступором, а потом просыпаются к следующей смене. Они еще сонные, когда садятся в поезд. А тогда уже поздно требовать для себя дополнительного времени. Эта инициатива подняла производительность на 35%. Краведы отвечают за выполнение этой программы. Я подавил желание удавить эту женщину. Все эти сведения о том, как именно эта публика эксплуатирует работников, выводили из себя, пугали, казались неприятно знакомыми, но в то же время они были бесполезны. Все-таки что они такое? Колдуны, гигантские совы, эльфы. Расскажите, как они выглядят и на что способны. Она взглянула на меня, и в ее глазах я прочитал. Ты вправду такой тупой? Вы знаете, что такое нага? Вот и эти вроде наг, только они синие и шестирукие. Их плата – позволение съесть 1 или 2 дварфов за смену. Такой способ оплаты экономит немало золота для компаний. Какую магию они используют? Они гипнотизируют дварфов и грэплеров, когда те выходят из поездов. Удерживают их от 8 до 12 часов. В зависимости от того, на какой линии соответствующая станция. А потом посылают через портал, когда подходит время начала их очередной смены. Таким образом, я освобождаюсь от необходимости призывать их к обязательной отработке дополнительных часов. Хотя иногда у них находится достаточно сообразительности, чтобы попросить свободного времени перед тем, как они попадают в поезд. Тогда они отправляются ко мне в офис, и я выдаю им золотой нарукавник. Нарукавник? Это было выше моего понимания. Она просияла. Моя задумка. Мы говорим им, что если на них будет такой нарукавник на протяжении еще одного рейса после смены, Кравед телепортирует их прямо домой. А на самом деле, по нарукавнику Кравед узнает, что перед ним скандалист, и его можно съесть. Эта технология повысила производительность почти на 5%. Сам Рот оценил.
Пончик, мне эта дама не нравится. Она из тех, которые всем желают зла, но не считают себя злыми. Карл, точно подмечено. Я перевел дыхание. Расскажите мне про портал для служащих. Если работники проходят через него, то они просто переносятся на платформу. Через него может пройти кто угодно. Именно так, ответила Мэдисон. Прямо на платформу. Я полагаю, другие могут проходить. У нас уже были случаи, когда некоторые из вас тайком пробирались. Естественно, для краведов это жизненно важный вопрос. Если с ними что-то случается, то портал захлопывается. Они настаивали на этом пункте, когда заключали с нами договор. Согласие по данному пункту имело очень большое значение. Значит, чтобы портал действовал, прошедшие должны оставаться живыми? Я это и сказала. Теперь вы отвезете меня назад? Получается, станция 435 была еще одной ловушкой. Пройти через него можно только в том случае, если ты сохраняешь жизнь Краведу. При этом неважно, босс он или нет. Я взял паузу, чтобы переправить добытую информацию Баутисте. Он и другие спасшиеся уже вернулись к имитирующей станции в поезд, который, к счастью, не вышел из строя. Ты не сможешь спасти всех. Вот это Баутиста и его группа должны были усвоить на личном опыте. Со своей стороны я сделал все, что мог. Я снова обратился к Мэдисон. У меня осталось еще несколько вопросов. Расскажите мне о гулях, которые вас едва не убили. Женщина помрачнела. Эта мерзость не входит в мою работу. За это отвечает Дорис на подстанции Б. Ее подлость. Эта воровка мужей даже не смогла правильно организовать. Я сказала Роду, что она принесет ему смерть, а он, конечно же, не стал слушать. Она отвечает за то, чтобы краведы оставались довольны, а значит, за правильное использование излишков жителей. Но она, само собой, хотела потрясти Рода своими планами экономии. Лишний поезд на существующей линии обходится дешевле, чем специализированная конвейерная линия. Вот и смотрите, чем дело закончилось. Хорошо хотя бы, что подстанция Б погибла раньше, чем Е. Надеюсь, что гули сожрали жирную сучку. Смололи ее наращенные формы. Я уже был готов задать следующий вопрос, но тут на связь вышла Элли. Я предостерегающе поднял руку. Когда я был в разговоре, зачинщица постучалась в свою дверку. Я открыл ей, и она с места в карьер накинулась на Мэдисон с претензиями насчет своего жалования. Я вышел наружу из-за жара из топки. «Карл, привет, друзья! Какие у вас новости?» «Элли, это не такой поезд, как мы думали. Это американская горка. Ты ведь помнишь вагонетки в комнате роботов? Роботы набивают их гулями и катят вниз, к грузовому поезду. Не близкая дорога, сказала бы я. Для нас, по крайней мере. Роботы толкают вагонетку, ее дно цепляется за подножку грузового вагона, и она переворачивается, как в больнице, тележка, на которой развозят лекарства. Только тут скорость дьявольская. Карл, ну да, гулей свозят в депо, а потом поезд увозит их прямиком в бездну. Так они тут избавляются от гулей. Элли, зачем их обратно-то отправляют? Что за бессмысленный труд? Карл, вы в армии, надо полагать, не служили? Имани, я думаю, вагонетки специально так сделаны, чтобы они разбивались. Или качество сборки ни к черту. Или и то, и другое вместе. Во всяком случае, в этом туннеле монстров нет. В комнаты роботов могут попадать только гули. Другие монстры туда почему-то не допускаются. А гули вообще-то сами себя загоняют в клетки. Потом роботы их запирают, увозят по туннелю и выбрасывают на конвейер. Карл, не сомневаюсь, что-то должно произойти, когда в одном месте накопится достаточное количество тел. А что, я не знаю. Я быстро изложил все, что удалось установить мне, и дал им представление о происходящем с Баутистой. Кроме того, разослал предупреждение относительно станции 433. Имани, мы расположились тут, бьем тех гулей, которые пробегают мимо. Но опыта от них кот наплакал. Карл, они приближаются. Их много в этот раз. Туча буквально.
И среди них есть немного другие. По-моему, смесь. Она называется гулями гнева. Думаю, у них в конце второй стадии начинается преображение. Они очень сильные. Будьте осторожны. Мы только что обсуждали, не стоит ли захватить несколько вагонеток и выбраться на карусель самим. Или лучше вернуться на главный путь и ковылять до транзитной станции. Блин, убогонький выбор. Карл, я использовал бы конвейер, но это крайне рискованно. Я не знаю, насколько он безопасен сам по себе, и к тому же он привезет вас в аккурат на станцию обслуживания. Если вы доедете до станции Б или Е, ворота закроются, и троллей будет меньше. Но если туннель еще не перекрыт, вы окажетесь среди тысяч монстров. Да, тысяч. Очень опасная игра. Элли. Ну так заманчиво. Я слишком стара. Лучше американских горок мне не видать. Моего Барри после таких аттракционов тошнило сахарной ватой. Так что я настоящих гонок-то и не испытала. Вот теперь и наш шанс. Имани, я сообщу тебе, как мы решим действовать. Береги себя, Карл. Пончик. Карл, лучше возвращайся сюда. Они дерутся. Я зарычал и вернулся в кабину. Там успела установиться знойная духота. Из топки доносился крик младенца. «Значит, мы в ваших услугах больше не нуждаемся», — говорила Мэдисон, когда я входил. «Вы не имеете права меня уволить», — возражала зачинщица. «Я имела дело с порцией, и только с ней». «Порция!» — скривилась Мэдисон. «У меня стаж работы на 2 недели больше, чем у порций. Значит, я выше по положению. Я не позволю моим служащим раздевать на меня рот». «Вашим служащим? Почему у нас всякий из отдела персонала мнит себя шишкой? Нет уж, вы Эйнзеллер, одноклеточная, немецкий. Может, вы оформляете наймы и увольнения, но решение-то принимать не вам. Вы шапок, вы не ног. И вообще, у меня контракт. Мы, демоны, серьезно относимся к контрактам. Вы не вправе решать без визы руководства. Нам обеим это известно». Черные глаза шары демоницы сверкали. Я испугался, что она может вот-вот поразить женщину из человеческого рода шаровой молнией, что, вероятно, закончится плохо для всех присутствующих. Зачинщица обладала 75-м уровнем. У Мэдисон был всего лишь 10-й. Поэтому я вмешался. «Дамы, девушки, вы свои проблемы потом обсудите. И лучше вам этим заняться после выступления гулей. Сию минуту никто никого не увольняет». Защитив руку полотенцем, я осторожно прикрыл дверцу топки. Зачинщица как будто была готова протестовать, но тут подал голос и второй ребенок, и я, воспользовавшись своим шансом, закрыл горячую дверцу на задвижку. Лицо демоницы исказило гримасой боли. Мэдисон скрестила руки на груди и надула щеки. Ее трясло от ярости в самом прямом смысле слова. «Пончик, она кого-то мне напоминает. А кого именно, не знаю». Я засмеялся, не скрываясь. «Карл, ты сумеешь с ней сладить, пока я заберусь по лестнице наверх и взгляну, что это за станция 24. Может, тебе стоит пустить в ход свои чары, чтобы выудить из нее побольше информации?» «Пончик, хорошо, я все сделаю». «Карл, ну отлично. И не выпускай зачинщицу». «Я сейчас вернусь», — сказал я вслух. «А мне можно с вами?» — спросила Катя. Я собирался, поднявшись в башню, засунуть голову в крышку люка в потолке и посмотреть, что делается там. Если там мобы, то мы могли бы вернуться позже и очистить чердак от них. В последний раз мы видели короткий эпизод битвы Люси и Мар с валом гулей, и мне было интересно, не на той или самой станции мы оказались. Но для Кати редкостью было желание участвовать в чем-то рискованном, поэтому мне не хотелось отстранять ее. «Конечно», — сказал я, — «мы очень скоро вернемся». «Я иду первым», — сказал я, ставя ногу на лестницу. Люк находился на высоте примерно 25 футов. Увы, это была обыкновенная дверца, а не подпространственный портал. Поэтому у меня не было шанса посмотреть сквозь нее, применив свой навык. Катя поднялась за мной следом. Она пребывала в своем нормальном
немагическом теле человеческих размеров. Мы поднялись без труда. Я взялся за ручку дверцы и толкнул. На меня немедленно обрушился поток пыли. Я оказался в просторном, хорошо освещенном помещении, похожем на склад с каменными стенами и потолком. В центре его разместился круг из 5 колодцев. Свет лился сверху прямо на них, как от прожекторов. Стоило мне их увидеть, как они отметились на моей карте. Мобов в комнате не было, как и вообще ничего, кроме выходов. Они располагались по периметру комнаты и выводили на обычные железнодорожные платформы. Над каждым выходом имелась табличка с обозначением направления. Все двери вели к цветным линиям. Все, кроме одной, над которой значилось «Драпай поезд 3». Гремлин-механик не обманул. Именованный поезд, который делал петлю и возвращался по пройденному маршруту, существовал. Один из корреспондентов в моем чате сообщал, что видел «Драпай поезд», но не садился в него. И этот товарищ не называл номера, из чего можно было заключить, что все поезда, делавшие петлю, имели название «Драпай поезд». И в том случае служащие железного клубка подговаривали пассажиров следовать в гром имитирующей станции, поэтому не было возможности судить, какие «Драпай поезда» безопасны, а какие нет. Дверца, через которую я пробрался на этот чердак, была замаскирована под выступ скалы, из чего следовало, что мы вполне вероятно просто прошли мимо бог знает скольких потайных ходов, не заметив их. Мой навык «Уход в кусты» как будто должен был давать мне способность обнаруживать такие проходы. Возможно, сам навык был отлажен не лучшим образом. Я отметил про себя, что нужно будет обязательно обсудить этот вопрос с Мордекаем, когда он сможет к нам вернуться. Сомневаясь, правильно ли поступаю, я вытянул себя в соседнюю комнату и огляделся. Катя тянулась за мной следом. «Ничего нет», — шепнул я. Почему-то уместным показался именно шепот. Колодцы испускали мягкий пульсирующий гул. Я знал, что они откроются только за 6 часов до крушения уровня, отчего делалось не по себе. Для такого ограничения должны были существовать причины. Может быть, гули на платформах для поездов, предположила Катя, указывая на выходы. На моей карте-то вообще ничего. Жутковато. Смахивает на ловушку. Оставим пока как есть. Потом глянем на станции 36 и 48. Посмотрим, такая же обстановка там или нет. «Постойте!» — окликнула меня Катя, когда я снова повернулся к дверце люка. «Я хотела бы одну секундочку поговорить с вами наедине». Я застыл на месте. «Да, конечно. Кстати, вы же можете свободно присылать мне частные сообщения». «Я знаю, но сообщение — это всегда как-то безлико. А я собиралась сказать вам что-то действительно важное». «Да-да», я вдруг почувствовал себя так, как будто до меня что-то начало доходить. «Так о чем вы?» Было ясно видно, что она нервничает. Настолько ясно, что ее нервозность частично передалась и мне. Помните, я как-то сказала вам, что некоторые части моего тела, глаза и рот, например, должны оставаться органическими? Надо было сказать точнее. По крайней мере, 2 моих глаза должны быть плотскими. Тогда я еще удивилась. Неужели это означает, что я могу иметь не только 2 глаза, но и больше? Я начала экспериментировать, и оказалось, что я могу сделать себе столько глаз, сколько захочу. Но вот что неприятно. Меня начинает тошнить, когда у меня появляется больше 2 глаз. И с остротой зрения не все в порядке. С лишними глазами я получаю сильнейшую близорукость. Она присутствует в поле зрения именно 3-го глаза. В тех участках, которые не попадают одновременно в поле зрения 2 первых. Если эти участки не совпадают, то мой мозг еще справляется. Вы решите, что на перекрывающихся участках должно быть по-другому. Может быть и должно, и я что-то делаю неправильно. Но сейчас я тренируюсь смотреть прямо на то, что находится у меня за спиной, когда я иду. Ощущение такое, как будто я смотрю 2 фильма сразу и не могу разделить их. Даже в тех случаях, когда разница очевидна.
Как правило, я держу лишние глаза закрытыми, но если случается их открыть, то через минуту или две начинается очень тяжелая головная боль. Надеюсь, что скоро я научусь правильно делить весь объем своего зрения и не сойду с ума. Это было бы очень полезно. Но знаете, какая беда? Я чувствую себя в такие минуты, как бы сказать, меньше человеком. Я знаю, что я уже не человек. Мне нужно преодолеть эту беду. Я знаю, но это тяжело. Да, это дико просто, выговорил я. Ведь на самом деле такая способность расширять поле зрения могла бы очень помогать вам. Но почему вы скрываете эти трудности? Я секрета из них не делаю. Катя в тревоге заломила руки. Она часто так делала, независимо от того, в каком размере находилась. Когда Пончик думала, что ее никто не видит, она сделала кое-что. Я поговорил об этом с Хеклой. Хекла решила, что Пончика на это настроили вы, чтобы испытать меня. Но я считаю, что у вас более рациональный взгляд, чем у Пончика, и вы бы не стали действовать таким образом. К тому же вы ведь не знали про мой третий глаз. Поэтому как бы вы могли подговорить Пончика? Пончик это проделала так, чтобы совсем никто не увидел. Господи, Катя, да вы какую-то ахинею несете. Катя достала из своего инвентаря маленькую бумажку и протянула ее мне. В тот раз, когда вы научились управлять кошмарным и уехали, мы с Пончиком отправились расчищать пути. И я видела, как Пончик достала этот листок из своего инвентаря и засунула его под рельс так, чтобы он никогда никому не попался на глаза. А я тогда как раз упражнялась с третьим глазом и увидела, что Пончик проделала. И когда она не смотрела на меня, я вырастила новую руку, залезла под рельс и достала. Я рассмотрел бумажку. Черный билетик с хорошо знакомым золотым тиснением, изображением черепа. Внутри пробежал холодок, когда появилось описание. Купон EP. Ах, предательство. Это сладостное, нежнейшее предательство. Если в вашем купоне хранится этот купон, и вы убиваете обходчика, чье имя значится на его оборотной стороне, вы получаете следующие награды. Золотой ящик дикаря, золотой оружейный ящик, золотой ящик одеяний, платиновый ящик авантюриста. Преимущество может быть использовано не более 3 раз. Плюс 1 к уровню игрока. Преимущество может быть использовано не более 3 раз. Я перевернул листок. Обходчик номер 4122. Карл. Что за бесстыдство? Вырвалось у меня. При виде моего имени на листке я ощутил пробежавший внутри холодок во второй раз. Где она это взяла? EP означает игрок против игрока, расшифровала Катя. Я этого не знала. Хекла сказала. Когда кто-нибудь получает знак черепа возле своего имени за убийство другого обходчика и при этом входит в его партию, он получает ящик дикаря, а в нем купоны. Значит, она получила эту дрянь после того, как убила одного парня в клубе и не хотела об этом рассказывать. Неприятное чувство немедленно испарилось. Не о чем, значит, и думать. Хотя так ли? Пончик от бумажки избавилась. Система выдала ей купон на негодяйство. Я представил себе менее сплоченную партию. Там само существование таких купонов могло породить море паранойи и зла. Но мысль о том, что Пончик захочет причинить мне вред, была абсурдна. Приз пропал впустую. Пончик его выбросила, так как ей было противно к нему прикасаться. Конец связи. Но Катя продолжала заламывать руки. Это еще не все. Сначала я подумала, что Пончик поступила хорошо. Но потом я рассказала Хекле всю историю, и она меня просветила. Присылают не просто один купон, а по одному на каждого участника партии. Она умолкла, потом добавила. А Пончик избавилась только от одного купона. Этого еще не хватало. Теперь я понял, отчего Катя так распсиховалась. Она сочла, что Пончик оставила у себя купон с ее именем. Возможно, второй купон она засунула куда-то в другой раз, предположил я. А откуда Хекла вообще все это знает? От Ивы.
Это моя подруга, я как-то о ней упоминала. Я Иве рассказала еще раньше. Мы с Ивой давно дружим и в подземелье спустились вместе. У нее есть череп. Это был мужчина. Мы его не знали. Встретили, как только оказались здесь. Когда мы с Ивой присоединились к дочерям, Хекла не захотела, чтобы он вступил в группу вместе с нами. Он настаивал. Мы сказали ему, чтобы он уходил. Но он не захотел. Он схватил меня за руку, и Ива заколола его своим трезубцем. Я думала, с ним ничего страшного не случится. Она ударила его сзади в ногу. Но он умер, и Ива получила череп и купонную книжку. Хотя мне она об этом никогда не говорила. Рассказала только Хекле. «Я не сомневаюсь, что Пончик избавилась и от второго купона», — сказал я твердо. «Знаете, я рад, что вы мне рассказали, но нам меньше всего нужно подозревать друг друга. Я поговорю с Пончиком, чтобы убедиться окончательно, но не скажу, что вы нашли купон с моим именем». «Хорошо, Карл», — отозвалась Катя очень тихо. «Спасибо вам». Я убрал купон уже в свой инвентарь. В голове поднялся вихрь. Необходимо расспросить Пончика. У меня не было выбора. Но прежде требовалось подтверждение от одного из двух человек, о ком мне было достоверно известно, что у них есть свидетельства убийц, игроков. «Карл, Имани, у меня возник один вопрос к тебе. Этой девушке пришлось убить нескольких обитателей Медоу-Ларк, чтобы избавить их от умирания в муках. Я знал, что воспоминания о совершенном терзали ее. Имани. Привет, Карл. Мы собираем вагонетки, чтобы наша команда могла доехать на конвейере. Их тяжело снимать с рельсов и не поломать при этом. Так чем я могу помочь? Карл, когда ты получала свои черепа, тебе приходили купоны EP? Прости, я не стал бы спрашивать, если бы это не было важно. Наступило долгое молчание. Я успел подумать, что Имани мне не ответит. Имани. Да. Мне пришла штука под названием «Ящик дикаря». И там была книжечка купонов. Карл, сколько купонов там было? Имани. По одному на каждого участника партии. Я попыталась их сжечь, но они не загорались. Я оставила их на нашем первом этаже. Брэндон уговаривал меня оставить их на случай, скажем, если они понадобятся. Но я чувствовала их в своем инвентаре и не хотела их там оставлять. И я от них избавилась. Тебе стоит знать, что Элли таких купонов с присланным черепом не получила. Сначала я думала, что такие вещи можно получить только на первом этаже. Но потом Пончик рассказала, что ей тоже пришли два. Так что, наверное, книжку купонов получает тот, кто первым в своей партии обзаводится черепом убийцы игрока. Карл, ты говорила с Пончиком о ее купонах? Имани. Мы заговорили о них, когда ей пришел ее ящик. Она не особенно радовалась по этому поводу и тяжело переживала из-за того, что у нее появился этот череп. Я посоветовала уничтожить купоны. Карл, она совсем как ребенок. Она воспринимает вещи не так, как человек. Поговори с ней об этом. Мне надо работать. Еще свяжемся. Я ни сном, ни духом не ведал, что Пончик и Имани вообще хоть двумя словами обменялись. И теперь не мог определиться со своим отношением к их общению. А определиться стоило. Пончик сделала то же самое, что только что сделал я. Обратилась к человеку, имевшему больше опыта. Купоны создавались с целью вбить клинья между членами групп, независимо от того, будут ли купоны использованы. И до Пончика это дошло. Она приняла умное, зрелое решение. И все-таки я не мог не чувствовать какого-то отчуждения между нами. Карл, конечно, спасибо. Береги себя. Ну вот, обратился я к Кате. Так почему Хекла не хотела, чтобы тот парень вступил в ее группу вместе с вами и вашей подругой? Из-за того, что он мужчина? Нет, ответила она. Он был втируша. Я не думаю, что Хекла была бы против присоединения к группе кого бы то ни было только из-за мужского пола. Значит, все члены вашей группы женщины только в силу случайности? А если бы мы с Пончиком захотели присоединиться, как вы полагаете, Хекла приняла бы нас? Катя ответила не сразу. Ее выдал предательский блеск в глазах.
Разговаривает с ней прямо сейчас. А вы хотите соединиться с дочерями? Возможно, солгал я. Я думаю, Хекла захотела бы сначала побеседовать с вами. Она считает вас в какой-то мере безрассудным. А Пончика она очень полюбила. Ладно, сказал я. Давайте уже возвращаться, пока не... Я замолчал, потому что меня отвлекла появившаяся на карте красная точка. Она находилась на станции одной из цветных линий. Кирпичной линии. Держитесь, оставайтесь с нами. И побежали. Я припустил трусцой к колодцу, который вел на ту станцию. Проклятье. Новые красные точки. Я глянул вниз в колодец. Как я и думал, гнойные гули из депо. Пока всего несколько экземпляров, но очень скоро их будет много. Такие же точки появились и на соседней платформе. Гули подтягивались от депо на станцию 24. 12-ю станцию, как я уже знал, заполонили гули-санитары Дзикининки. Впрочем, я довольно быстро понял, что они не собирались клубиться вокруг. Некоторые из них лезли на платформу, но задерживались разве что на несколько секунд, а потом продолжали свое шествие по путям. Кроме того, я не заметил, чтобы кто-нибудь из них пострадал от удара током при соприкосновении с третьим рельсом. Под тем углом зрения, с которого наблюдал я, картина открывалась далеко не полная. Я не мог определить с уверенностью, в чем причина. Либо гули знали о токе и избегали третьего рельса, либо они обладали неуязвимостью, либо электричество по рельсу не подавалось. Я швырнул парочку хаблоберов вниз по лестнице и убил несколько тварей, после чего вернулся к люку. Мы с Катей быстро спустились к своему паровозу. Мы нашли станции 36 и 48 точно такими же, как 24-я. Гули еще не успели добраться туда своим ходом. Мы решили, что пока не будем о них думать. Прежде надо было отделаться от Мэдисон. Зев прислала сообщение, в котором просила нас безотлагательно найти зону безопасности, так как через несколько часов нам предстояло участие в шоу. Я ответил, что мы слишком заняты. Она пообещала, что нас телепортируют все равно, что бы мы ни делали. Я предложил ей трахать себя, а не нас. И она рассмеялась, решив, что я пошутил. Я пока ничего не сказал Пончику о купонах. Счел за благо подождать, заговорить в производственном трейлере. Просто я не сомневался. Теперь, когда Катя высказала вслух свои подозрения, Пончик раздует из них вселенскую трагедию, которую следовало пресечь в зародыше, так, чтобы никто не видел. К тому же сюжет еще не был исчерпан. Я видел, что в Кате происходит какая-то внутренняя борьба. Возможно, думал я, причиной тому было то, что я не полностью воспринимал ее как члена нашей команды. Да, я тратил деньги и ресурсы на ее амуницию, но я не в меньшей степени делал это и для себя, и для Пончика, и Катя об этом знала. Всем нам было ясно, что Катя рано или поздно возвратится к Хекле, потому что она этого хотела. В этом у нас не было сомнений. Загвоздка заключалась в том, что Катя мне нравилась, очень нравилась. Она была болезненно тихой. Даже если она была при полной экипировке, о ее присутствии легко можно было забыть. Но она к тому же была чертовски серьезной, робкая, нерешительная и при этом ни от чего не уклонялась. Если она обещала сделать то-то и то-то, она делала. Причем практически всегда делала хорошо, а это уже редкое качество. Еще сколько-то тренировок, работы над собой, и она станет безусловной ударной силой. Но при этом я не забывал предостережения Адетты относительно Хеклы. И потому не мог не возвращаться к мысли о том, что, возможно, нам стоило отпустить Катю. И лучше раньше, чем позже. Мне этого не хотелось, но я допускал, что с точки зрения долгосрочной перспективы это было бы наиболее разумным решением. И если решиться следовать этим курсам, то нужно было предварительно заручиться другой ударной силой. Например, нанять Хлама и Кувалду из клуба Деспирадо. Мордекай намекал как-то вскользь, что нанимать неигровых персонажей допустимо. Меня злили эти мысли. Почему все здесь устроено так сложно? Почему мы не можем просто быть верны друг другу? Мне вспомнилось, как сравнительно недавно
мы с Беа сцепились по поводу ее желания избавиться от пончика. Мы ехали к друзьям встречать Рождество, и Беа небрежно упомянула сахарную булочку, одну из персиянок своей матери. Эта кошка приходилась пончику то ли теткой, то ли кузиной, то ли еще какой-то водой на киселе. Она, мол, беременна, и роды уже на носу. И когда булка разродится, Беа возьмет 2 котят, а пончика вернет своим родителям, чтобы те попытались продать ее как высококачественную производительницу для шоу породистых кошек. Карл, она же тебе даже не нравится. Так с чего ты взъелся? Это твоя кошка, живое существо. Ты в ответе за нее. Не понимаю, как ты можешь просто взять и отказаться от нее. Бери другую кошку. Я совсем не против. Но почему для этого надо обязательно бросать пончика? Карл, а ты представляешь, какую цену можно за нее запросить? Она побеждала в больших международных конкурсах. Теперь ее вершины в прошлом. И я не пойму, тебе-то какой прок во все это вникать? В общем, блядство на блядстве. От начала и до конца. Помимо станций с колодцами мы обследовали также 50-ю, 58-ю и 59-ю. 50-ю, потому что я хотел установить, есть ли там наркопритон из сети Кракарин. Ничего такого там не оказалось. Невеликое пространство с какой-нибудь домик. Наклонная эстакада. 9 разных платформ. Маленькая станция, и на ней никаких мобов. Выглядела она так, словно на ней никто никогда не бывал. Затем была станция 58, которой полагалось бы быть обычным гнездовьем обычных мобов, и которая оказалась столь же немудрящей и пустой. Следующая станция обозначалась номером 59, простым числом, следовательно, теоретически она должна была быть станцией пересадки. Она оказалась именно такой, какой и должна была оказаться. Она была обустроена совершенно так же, как все прочие пересадочные станции, на которых мы уже побывали, когда странствовали по участкам с более массивными номерами. Ресторан, универсальный магазин и церковка с переходом в клуб «Покоритель». Дверца люка наверху тоже нашлась, за нишей в стене возле магазина. Единственная разница состояла в невероятном числе разных платформ. Их было 27. Раньше нам встречались станции с 3 платформами. Из беседы с Мэдисон мы уяснили, что станция номер 60 должна представлять собой внушительный жилой массив с десятками жилых домов и общежитий, с ресторанами и магазинами, где железнодорожники и их близкие отдыхают и удовлетворяют свои жизненные потребности. Там останавливаются все поезда с цветных линий, равно как и дорога домой. Поезд только для служащих, курсирующий по этой ветке. Там на платформе есть портал, аналогичный проходу в дальней комнате клуба Деспирадо. Безразлично, на каком поезде вы прибыли на станцию 60, с какой подстанции вы прибыли. Пройдя через портал, вы все попадете в одну и ту же точку. Однако, оказавшись на предназначенной только для служащих железной дороги платформе станции 60, мы увидели, что все там не так. Платформа, единственная на всей линии, была старой, дышала на ладан, заросла паутиной. Мы вышли из паровоза, чтобы осмотреться как следует. Лестница вела в такое же скромное пространство, как на 50-й станции. Еще была одна лестница. По ней можно было спуститься к лабиринту трапов и платформ, где, наверное, можно было из множества поездов выбрать свой. Убедившись, что никакого поселения передо мной нет, я подытожил. «Мило!» «Это ошибка!» — заявила Мэдисон и вдруг закружилась, как будто в колдовском танце, призывая дома вернуться на свои места. «Я не понимаю. Здесь живут наши работники, здесь живут их семьи. Что вы наделали? Встретить здесь большое поселение с зонами безопасности и массами неигровых персонажей. Однако на деле корпорация, несущая зло, вела здесь свою мета-игру. Игра, выходящая за рамки собственных правил. Термин из сферы видеоигр и киберспорта.
что можно было заключить из всего, что нам было известно об источнике вываленного на нас дерьма. «Идемте», — предложил я. «Посмотрим, есть ли тут хотя бы вращающаяся платформа для поездов. Если нет, придется возвращаться. На станции 41 отыщем зону безопасности». На 41-й находился ближайший к нам клуб «Деспирадо». Я хотел попасть туда и добавить новые контакты в свой чат. Оставить паровоз на путях – риск, но вынужденный. Было похоже, что гули избегали этого туннеля, поскольку данная платформа была единственно реальной на данной линии. Оставалось надеяться, что это положение не изменилось. «Нет, я остаюсь здесь», — объявила Мэдисон. Она уселась на каменную платформу, сложила на груди руки и с вызовом посмотрела на нас. «Кто-то приедет, чтобы расследовать, что тут произошло. Не знаю, что вы сделали. Пусть разберется служба безопасности транзитных перевозок. Люди пропали, поэтому кто-то приедет сюда. Если даже эта станция не существует, следствие все равно явится сюда. Хотя бы отдел безопасности транзитных перевозок существует на самом деле?» — спросил я. Мы проехали по всей линии, и я не заметил признаков такой службы. Мэдисон фыркнула. Что ж, в ее позиции имелся определенный резон. Работники, избежавшие встреч с гулями, весьма вероятно, уже двигались к этой станции. Но мне было чихать, выживет эта мадам или накроется известным тазом. Если она не намерена нам помогать, нам нет смысла таскать за собой ядовитую личность. Часть меня понимала, что сама эта неигровуха ни в чем не виновата. Ее личность и воспоминания запрограммированы, встроены в нее. А мне было все равно. Она была не с земли. Она, насколько я мог судить, не была ни обходчицей, ни бывшей обходчицей. «Если не отдел безопасности, то Рот придет», — ляпнула она из черт знает какой пустоты. «Рот всегда приходит». «Блин, твою мать, Рот, кто это?» «Это же ее бывший муж», — вмешалась Пончик. «Ты разве ничего не замечаешь? Он же финансовый директор железного клубка. Работает на станции А. А ты уверена, Мэдисон? Рот придет». «Покеда, Мэдисон», — сказал я. «Можешь пока сама себя потрахать, так?» «Тебе того же, боец недоделанный». «А я сообразила, кого она мне напомнила», — воскликнула вдруг Пончик, когда мы уже возвращались к кошмарному. «Мамка, мисс Беатрисы, вылитая. Вот та гадина была. Я всегда терпеть не могла к ней в гости ездить. Ее кошкам совсем не было хорошо. Я точно могу сказать, она не обращалась с ними так хорошо, как мисс Беатриса со мной. «Идем», — поторопил ее я. Сравнение, глава 19. Время до крушения уровня 4 дня 20 часов. На то, чтобы сообразить, как разворачивать паровоз, у меня ушло больше времени, чем мне хотелось бы признать. На том участке пути имелась секция, предназначенная как раз для этой цели. Она выглядела как лежащая на боку буква «Т». Мне пришлось провести паровоз мимо нее, вылезти, перевести стрелку трижды, и только после этого махина развернулась на все 180 градусов. Мне удалось уговорить Зев перенести на 6 часов время нашего появления на шоу о конкурсах красоты и выставках животных. Она пыхтела и бурчала, но так как шоу не предназначалось для прямой трансляции, то большой проблемой этот сдвиг не стал. Зато у нас появилось время на то, чтобы выспаться, перекусить, потренироваться и принять душ. Плюс к тому я хотел заглянуть в клуб Деспирадо. Затем нужно было волочиться на тупое шоу, которое должно было сожрать 2 или 3 часа нашего времени. Непозволительная потеря, если учесть, как близок был конец нашего пребывания на этом этаже. Я добрался до станции 41 и поставил паровоз на тормоз. Потом посвятил зачинщицу наши планы. Она, как мне показалось, была не против побездельничать в одиночестве. Пончик прыгнула на мое плечо, и так мы спустились на платформу. Станция в точности соответствовала моим ожиданиям. Один ресторан, один магазин, клуб Деспирадо и множество выходов.
На карте выстроились в линию красноточечные гули, прибывавшие на станцию со всех цветных линий. Но они не останавливались, они оставались на путях и продолжали тянуться в направлении увеличения номеров. Когда мы выбрались из паровоза, Пончик наконец-то выпустила Монгу на свободу. Мы двинулись в зону безопасности, которая размещалась в греческом кафе под названием «Эверест». Там мы прошмыгнули мимо защитника Бобка и отправились прямо в личное пространство. Итоговый новостной выпуск мы пропустили. Объявление не содержало ничего примечательного. Состав лидеров не претерпел изменений. Едва оказавшись в зоне, я ознакомился с известиями от Медоу Ларк и Баутисты. Имани и ее команда успешно проехали на конвейерной системе весь путь до депо Д, ворота которого оказались разломаны. Тем не менее, они въехали в ремонтную зону, заполненную гулями. Им пришлось пройти через мучительные и опасные схватки. Они нашли убежище в административном корпусе железного клубка, расположенного за пределами ремонтного двора. Элли парила над гулями, замораживала их сотнями и, наконец, перебила всех, кто окружал здание. Мне в течение 5 минут пришлось выслушивать ее ругань по поводу того, как мало опыта она приобрела от уничтожения гулей. Когда со всеми гулями на участке, непосредственно примыкавшем к зданию, было покончено, все вновь прибывавшие оставили административный корпус без внимания и стали продвигаться дальше, в туннель. Бывшие обитатели Медоу Ларк укрылись в здании и приступили к планированию своих дальнейших действий. Я предложил им пройти пешком по туннелю поезда для служащих до ближайшей пересадочной станции. Баутиста же сообщил, что Кравет, как выяснилось, никакой не монстр-босс, а не игровой персонаж, многорукая змея женского пола. В точности, как сообщила нам Мэдисон. Эта неигровичка попыталась загипнотизировать обходчиков, но Баутиста каким-то образом нейтрализовал ее способность активировать заклинание. Использовал свой последний Воканай, пурпурный вариант. Я понятия не имел, что это означало. Но тут возникла новая загвоздка. Бессильная Кравет пригрозила убить себя, если обходчики подберутся ближе. Обходчики остались на платформе, а в это время один из них, по-видимому в прошлом полицейский переговорщик, уговаривал ее через закрытую дверь. Если Кравет действительно убьет себя при закрытом портале, ситуация будет просто скверной. Меньше чем половина членов группы сохранила свои железнодорожные кепи, которые позволили бы им пройти через какой-нибудь из порталов, что располагались над бездной. В этом заключался их последний реальный шанс добраться до колодцев. При том, что в запасе оставалось меньше 5 суток, а большинство поездов подземки выведены из строя, те обходчики, что лишились сувенирных кепи, по-видимому, оказались бы в критическом положении. Я потренировал мощный удар, прогресса не добился, рухнул в кровать и проспал полных 2 часа. После этого мы с Пончиком направились в клуб «Деспирадо», оставив Катю возиться у макияжного стола. У нас оставалось не больше часа свободного времени перед телепортацией на шоу, и мне совершенно не улыбалось истратить этот час впустую. «Кувалда!» — завопила Пончик, едва мы вошли в клуб, и перескочила на плечо каменного монстра. Кретин зарычал, что означало приветствие. Нас окутала магическая защита голубого цвета. К ней добавилась еще одна, прозрачная, в буквальном смысле щит, ограждающий нас от физических атак. Между двумя оболочками мы теперь должны были быть практически неуязвимы все время, пока будем находиться в клубе. «Я купил заклинание «Щит», — гордо объявил Хлам. «Кувалда делает магический слой, я включаю оборону от ударов». «Я просто балдею», — одобрил я. «Мы все это ценим». Мы перебрались ближе к танцполу, на котором в этот раз было сравнительно немного обходчиков. Я объяснил, почему предлагаю всем обмениваться в чате любой информацией, после чего мой список корреспондентов пополнился еще десятком имен. «Теперь надо зайти в стрип-клуб шлюх и на парад пенисов», — предложила Пончик. «И еще, я всю жизнь
Хотела посмотреть, как танцует голый мужик. У кого движение мягче, чем у того урода, который всегда к нам приходил, когда тебя не было. Он извивался перед зеркалом и называл себя королем. Он надевал твои носки на свой причиндал и любовался ими в зеркале. Я едва слышал, о чем она говорила, потому что во все глаза рассматривал типа у барной стойки. Святое дерьмо. Пончик пока не обратила внимания на эльфа-не эльфа с пурпурной шкурой. Я шлепнул ее по спине и показал. Она повернула голову и зашипела. Вся шерсть на ней встала дыбом. «Вон тот парень. Пришел сюда один?» — поинтересовался я у хлама. «Один», — прорычал великан. «Всегда один. Много приходит. Часто у шлюх». «Что будем делать?» — спросила Пончик. «Прижмем его?» «Нет», — отозвался я. «Иди вперед, загляни к шлюхам и на парад пенисов. Только будь осторожна». Тот, который у стойки, выглядел пьяным. У него не хватало кисти правой руки. По-видимому, он выбрал ту же расу, что и Катя, потому что с этой расой мог рассчитывать, что отрастит себе руку. Сейчас он сжимал стакан с выпивкой в левой руке. Я подался вперед и негромко сказал кувалде: «Не своди глаз с Пончика. Возможно, там, куда она собралась, будет женщина, которая захочет Пончика обидеть. Пончик сама расскажет тебе, в чем дело». Я повернулся к хламу. «А ты останься со мной. Тот парень намного опаснее, чем кажется, хотя и однорукий». Я приблизился к объекту наблюдения и присел, держась на расстоянии вытянутой руки. «Привет, Фрэнк», — сказал я. «Выглядишь жопа жопой». Фрэнк был пьян, здорово пьян, как будто прирос к стойке. Я просмотрел свойства. Обходчик номер 324119. Фрэнк Кью. Уровень 17. Раса ночной эльф. Класс кровавый ассасин. Уровень всего 17-й? Серьезно он завис в хвосте. Я не знал, что такое кровавый ассасин, зато темные эльфы или дроу встречались в играх и книжках в изобилии. Это грубо высеченное лицо было вполне узнаваемым и в эльфийской вариации. Его кожа блестела темно-пурпурным отливом в клубных огнях и напоминала мне баклажан. Он утратил свои шипастые наплечники и боевой топор, и сейчас на нем был просторный черный пиджак. Зато его голову по-прежнему прикрывала шапочка Сихокс, хотя теперь он приобрел длинные черные волосы. Они смотрелись как-то неуместно в сочетании с лицом темного эльфа. Из-под губы торчали резцы, похожие, пожалуй, на клыки. Его тяжелому взгляду вполне соответствовали глубокие круги под глазами. Он, казалось, не спал вечность. От него разило дикой смесью парфюма и какой-то пропитанной алкоголем гнили. Он вскинул голову. «Карл!» Над его головой не нарисовался речевой пузырь. Он попытался очертить его культей, но магическая сила ему изменила. Бармен с головой барсука с натренированной легкостью изобразил в воздухе требуемое. «Карл, это правда ты? Проходец? Что это за хрень? Ты теперь похож на человека. Где твоя кошка?» «Она здесь», — сказал я. «А твоя жена где?» «Знать не знаю. Я не видел ее с того дня, как кончился второй этаж. Хотя она где-то рядом. Я вижу ее у себя на интерфейсе. Не особо говорит. Наверное, блокировала меня, сука. А я рад, что ты здесь. Слышал, что ты иногда заходишь. Теперь за мной месть». Я напрягся. Или здесь была искусная ловушка, или этот скот полностью развалился и несет белиберду. Я предположил, исходя из его низкого уровня, что второе более вероятно, но на всякий случай приготовился. «Значит, не видел ее после второго этажа, после того, как мы виделись на шоу «Маэстро»?» Фрэнк кивнул. «Я знаю, ты тоже ее не видел, потому что вы оба живы. Мы сцепились с ней насчет тебя и твоей кошки. Мой план был сидеть в баре, вот как сейчас, и ждать конца. А меня вышвырнули из безопасной комнаты за час до того, как второй этаж упал, и я добрел до колодца. Когда дошло до выбора расы, это отродье со щупальцами сказала мне,
что Мэгги уже определила себе расу, класс и двинулась во свояси. «И что же она выбрала?» — полюбопытствовал я. Он пожал плечами. «Не знаю. Душесоска. Есть такой класс». Он хохотнул над собственной шуточкой. «Есть должно быть. Я даже не помню, как выбирал это тело. Настолько вот был пьян. Это он, наверное, мне выбрал». Разговор складывался не так, как я мог предположить. «Но ты все-таки прошел 3-й этаж? С этим не поспоришь?» «Ну, угу. Встретил кое-каких ребят. Мэгги говорила, что по части лжи я Уильям Шекспир. Виртуоз, блин, его возьми». Он поднял культю так, как будто указывал куда-то пальцем. Хлам взметнул свою руку с быстротой молнии, но я жестом дал ему отбой. «Правда, иногда она хуже. Я им сказал правду перед концом 3-го этажа, и они выкинули меня. Я не хотел идти вниз, но я трус и поступил так, как трусу и полагалось. Я пошел по простому пути, я спустился. Глупость. Очутился в поезде с компанией новых ребят, но и они не захотели быть со мной. Эти черепа мешают людям доверять мне. Сошел на станции 101, увидел клуб «Деспирадо», и с тех пор ни ногой с этой станции. В этот раз буду храбрым и более пьяным. Он достал нечто, сигарету, как мне сначала показалось. А потом я увидел, что это была блиц-палочка, одна из тех штучек, которые быстро вызывают мощную зависимость. Она пахнет, как пачули. Восточноазиатское тропическое растение. Эфирное масло пачули широко используется как ароматическая добавка. Особенно популярно среди хиппи 1960-х годов. У меня еще хранилась в инвентаре одна такая. Когда куришь ее, умственные способности усиливаются, а побочные эффекты не описаны. «И теперь», — продолжил Фрэнк после длительной затяжки, «я сделаю то, чего не удосужилась сделать Мэгги. Я отомщу за Иветту». Иветтой звали его дочку-подростка, ту, которую Мэгги беспричинно задушила после того, как они с Фрэнком попались в мою динамитную ловушку. «Как ты собираешься это сделать?» — спросил я. Я уже был готов прыгнуть на него. Вообще был готов к активной защите. Я не догадывался, что у него было на уме, и оттого нервничал. «Я собираюсь сделать тебе подарок», — ответил он. «Вот как я отомщу за мою дочь». Он достал из своего инвентаря некий предмет. Поскольку у него не было правой кисти, эта металлическая штучка со звоном упала на стойку бара. Хлам подскочил, оказался между нами и отодвинул меня. Несколько кретинов из охраны, которых я до сих пор даже не заметил, окружили нас и подняли руки. Фрэнк хихикнул с пьяным удовлетворением. «Прыгучие вы сегодня, мальчики!» «Что, Карл, ты, оказывается, трусишка? Я не сделаю тебе больно, физически. Прошли те дни, когда я дрался. Я другим путем дойду до мести». Он откинулся на спинку стула, а свою штучку оставил на стойке. Магическое кольцо. Зеленое стекло с красным камнем. Оно излучало чары. Я не сводил глаз с Фрэнка. «У Мэгги, видишь ли, голова горячая. У меня не такая. Она хочет покончить нахрен и с тобой, и с кошкой твоей. Ты тут не виноват. Я знаю. Ты защищался. Ты сделал ровно то, что сделал бы я сам. Поменяйся мы местами. А вот Макс, она не так смотрит. Она месть понимает по-библейски». «А это что?» — спросил я, показывая на кольцо. Фрэнк культей пододвинул его ко мне. «Оно теперь твое. Я его получил в легендарном ящике сразу после того, как мы вошли в подземелье. Оно разрушает. Вот я и передаю его тебе. Это моя месть. И ты его возьмешь, ведь глупо не взять. Один ювелир в одном из больших городов предыдущего этажа предлагал мне за него 300 000 золотых. Фрэнк рассмеялся. «Это как выигрыш в лотерее. Ты же возьмешь деньги, если выиграешь. Но в итоге они разрушат тебя. Вот и кольцо разрушило нас. Так оно повлияет и на тебя. Это месть от меня. Это последнее, что я в состоянии предложить.
И это все, что мне нужно. Мало знать, что случилось. Тебе нужно понять, тебе нужно почувствовать. Ты смотришь сверху вниз на меня, я это вижу. Но ты не понимаешь. Иди нахер, Карл, и бери кольцо. Мужик нес бессмыслицу. Я посмотрел на кольцо внимательнее, прочитал описание. Колдовское кольцо божественного страдания от ночного Вирма. Вирм, червь, мутант, обладающий безграничными возможностями. Противник черепашек-ниндзя в комиксах. Ух, пугает. Для зоркого обходчика-убийцы это магическое кольцо, может быть, станет одним из тех колоссальных предметов, которые он встретит в подземелье. Если владелец сумеет использовать его правильно, его сила станет расти тем быстрее, чем больше будет у него этой силы, особенно на глубинных этажах. Однако берегитесь, если не умело им распоряжаться, оно убьет вас быстрее, чем взорвавшийся элементаль гнева. Так или иначе, кольцо это одарит вас одним из самых желанных в подземелье навыков. Надевая это кольцо, вы получаете следующее преимущество. Плюс 5% ко всем статистическим пунктам. Навык, помеченный смертью. Я протянул руку и взял кольцо. Мне пришлось поддержать его, прежде чем я получил возможность прочитать описание навыка, помеченный смертью. Помеченный смертью. Это не только Магнус Опус. Главный труд, латинский. Стивена Сигала. Актер и мастер айкидо. Стивен Сигал родился в 1952-м. Сыграл главную роль в фильме «Marked for Death» 1990 года. Это еще и один из величайших и самых печально знаменитых навыков подземелья. Активируйте его, и перед вами предстанет перечень всех обходчиков, находящихся в зоне охвата вашей карты. Избранию подлежат только обходчики со 100% здоровьем. Когда обходчик избран, он получает метку. 30 секунд уходит на то, чтобы метка полностью установилась и стала действительной. Когда обходчик с действительной меткой умирает по какой бы то ни было причине, вы получаете неотъемлемый +1 к вашему наивысшему текущему статистическому показателю. Преимущество +1 увеличивает на единицу ваш показатель при смерти каждых 3 помеченных. Предупреждение. Если метка установлена, вы уже не в силах ее удалить. Если вы ранены, отравлены, даже если содрали кожу, вы не избавитесь от повреждения и боли до тех пор, пока ваша жертва не погибнет. Поэтому тщательно выбирайте тех, кого метите. Не позволяйте им уходить от вас. Вы вправе помечать только тех участников, кто зарегистрирован как обходчик, за исключением слоев скалопендры, уровней 3, 6, 9, 12, 15, 18, где вам разрешается помечать также участников, не принадлежащих подземелью. В вашей власти помечать не более одного обходчика за один раз, за исключением этажа 9. Этот навык обладает 5-часовым сроком перезагрузки на этажах 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8. На этаже 6 перезагрузки нет. Кроме того, на 6-м этаже метки формируются мгновенно. На 9-м этаже срок перезагрузки составляет 15 минут. И там нет ограничения на число одновременно выдаваемых меток. На всех остальных этажах нет перезагрузок и задержек при формировании меток. Еще не разобрались? Вот шпаргалка. Убито меток – 0. Преимущество для меток +1 к стат-показателю. Срок перезагрузки – 5 часов. Формирование метки 30 секунд на этом этаже. Счастливой охоты. Коварный, однако, навык. И риски, выигрыш вроде бы ничтожны. Я бы пальцем не пошевелил, будь я даже кровожадным мерзавцем. Я не увидел, с чего этот навык преподносится как чудо-сила какая-то, на которую позарится всеубивающая паскуда. А я в такую не превращусь. К тому же для меня это сверхопасно. Пометишь кого-то, он ускользнет, а тебе уже не вылечится. На тебе крест.
Хотя 5% к статам не шутка. Ты его в ящике получил? Да, сказал Фрэнк. И вот оно твое. Получил я его за драку с родичем, когда входил в подземелье. Легендарный ящик, вот и молодец. Или другая какая-то хрень. За драку с родичем. Бывший Шурин. Собственно, никакой не родич. А подземелье по-своему увидела. Я придушил его. Потом на нас напали крысоватые. Ну, те монстры крысиного рода, что ходили на двух ногах. Они и убили его. Он не успел даже очухаться. Иисусе, ты помнишь тот день, когда все началось? Выбегаем из флигеля, деремся. И тут, оба-на, домов нет. Галима. Да, помню, конечно. И тут меня осенило. Святое дерьмо. Я вспомнил видео из шоу «Маэстро». Иветта ранена взрывом динамита. Она кричала от боли. Я посмотрел на кольцо, которое держал в руке. И ужас наполз на меня. Взмахом руки я подозвал бармена, прохрипел. «Виски». Он налил, и я выпил. «Ты позволил своей дочери использовать кольцо перед тем, как напасть на нас?» «Не позволил, заставил», — поправил он. «Я заставил свою дочь его использовать. Она не повышала уровни. А тут нашелся компромисс. Мэкс показала ей, какую метку взять. И мы выбрали тебя. Я решил, Коша пусть валит нахрен. Не думал, что ты выберешься. Мы не могли по-другому сделать ее сильнее. Она пометила тебя. Мы выждали 30 сек, чтобы метка установилась, и напали. Разделались бы с тобой, если б тебя безопасная зона не выручила. Так вот почему Мэгги убила родную дочь. Та мучилась от боли после взрыва, и ей было не дано вылечиться. Боль никогда не прекратилась бы. Она бы продолжалась, пока я жив. Она была красивая, сам понимаешь. Внутренне, в этом смысле. В ней не было злости. Она была не такая, как ее мать или отец. Иветта убежала, но не потому, что была дрянной девчонкой. Самозащита. Дети не всегда продукты родителей. Иногда родство не играет роли, а иногда от родителей падает такая тень, что в ней утонуть можно. Бедная девочка. Как же она испугалась тогда? Я не испытывал жалости к человеку, сидевшему рядом со мной. Всю боль, что он испытывал в ту минуту, он заслужил. Но теперь я чуть лучше понимал его. Фрэнк как будто читал в моей голове. Он вдруг взорвался яростью. «Ты не понимаешь, что это такое быть в ответе за другого. Здесь с тобой рядом нет твоих детей. Ты не понимаешь, что это за груз на плечах, ответственность. А когда ты не выдерживаешь, то ломаешься. Ты навсегда остаешься сломанным, только не умираешь. А боль не прекращается. Она все приходит, все приходит». Между нами повисло долгое молчание. «Ты действительно был копом?» — спросил я наконец. «Угу, таможенная полиция. Мэгги была в сыскной полиции Сиэтла». Бармен наполнил мой стакан без просьбы и пододвинул его ко мне. «Пей», — сказал Фрэнк, — «за конец мира. Но вы были в разводе». Понятия не имею, для чего я об этом спросил. Это, конечно же, не имело значения. Этот человек не заслужил, чтобы его история прозвучала. Да, после всего, что он совершил. В определенном смысле такие люди хуже, чем синдикат и инопланетяне, уничтожившие наш мир. Он был одним из нас и повернулся против своих. Но во всех нас сидит эта заноза, любопытство. Зуд узнать, как было. Мне в самом деле хотелось узнать, как возможно, что существуют такие, как Фрэнк. Я понимал, по крайней мере, на философском уровне, что он убивал людей отчасти для того, чтобы сделать свою дочь сильнее. Но это был его выбор, а не только судьба. Я ничего не испытывал к нему, кроме отвращения. Мы с Мэкс расстались 5 лет назад. Но вы были вместе в ту ночь, когда главное случилось. Вы в подземелье пришли вместе и с дочерью. Иветта сбежала снова. Ее нашел шериф округа Пирс. Мой Шурин служил у него заместителем. Младший брат Мэгги. Всегда усиленно опекал Иветту. Во всех ее проблемах винил меня. Позвал нас, чтобы мы ее забрали. Взял меня под наблюдение.
2 часа проклятой ночи, самой холодной в году. Вся эта жуть случилась, а мы вчетвером на стоянке вопим друг на друга. Иветта убегает в туннель. Мэгги хочет бежать за ней. Я толкаю Мэгги. Ее братец летит с катушек. Он и не понял, что это было. Хотел наручники на меня надеть. Ну, сцепились мы с ним. «Идем, Карл», — услышал я голос Пончика. «Нам уже пора». Я обернулся и увидел ее на плече кувалды. Она зырила на Фрэнка. И у нее, и у кувалды на шеях появились боа из розовых перьев. Кувалда нахлобучил ковбойскую шляпу и прицепил на боа великанских размеров значок, извещавший «Люблю колбасу, супер», парад пенисов, клуб Деспирадо. Этаж 1. «Мэгги приняла то зелье?» — спросил я. Маэстро на шоу выдал им легендарное зелье навыка, способное придать максимальную эффективность навыку найти обходчика. Мы из-за этого и ругались. Я был за то, чтобы продать зелье и кольцо. На выручку экипироваться и тренироваться. Но ей только одно было нужно — отомстить. Зелье у нее, а принимала ли она его, не знаю. Наш наставник советовал ей подождать. Нужно, мол, сначала выбрать подходящий класс, при котором зелье будет работать. То есть поднимет навык до 20, не до 15. Как она поступила, я не знаю. Внезапно я вспомнил о купонах EP. Хотел бы я знать, имеется ли такой у Мэгги, и получила ли она дополнительные призы за убийство собственного ребенка. Меня передернуло. «Ну ладно», — произнес я. «Сожалею о смерти твоей дочери. Она такого не заслуживала. Прощай, Фрэнк». Последний раз я встретил взгляд этого человека. Он уже не представлял угрозы. Его жена, бывшая жена, была опасна. Возможно, более опасна, чем я представлял до сих пор. Но Фрэнк спекся. Я не сомневался, что ему не уйти с этого этажа. Может быть, даже и из этого бара. Он пьяным взглядом проследил за тем, как я надел кольцо на указательный палец левой руки. Месть. Глава 20. Производственным трейлером на этот раз была назначена субмарина, а не надводное судно. Мы опоздали к назначенному нам часу, но случилось так из-за того, что этот час перенесла Зев. Она сказала, что мой разговор с Фрэнком вкупе с моим оглушительно двусмысленным решением надеть кольцо, а также потрясающий приватный танец Пончика в мужском борделе стали вершинными по популярности достижениями последнего часа. Я не хотел знать, как развивались события в стрип-клубе. Я не мог освободиться от мыслей об Иветте, от воспоминаний о том, как ее мать душила свое дитя. Кольцо тяжестью ощущалось на пальце. Я не имел намерения использовать его, но прав был и Фрэнк. Я был бы глупцом, если бы не взял кольцо. 5% бонус к статам – слишком хороший приз, чтобы им пренебречь. Я лишь не желал применять на практике навык, помеченный смертью. Я снял его с пальца, дабы быть вдвойне уверенным, что оно не проклято. Хотя Мордекай когда-то говорил, что проклятые предметы нельзя помещать в лут-боксы. Затем я снова надел кольцо, хотя и не был вполне уверен в том, что носить его на себе правильно. Я колебался относительно кольца. Носить его или снять. Снимал его не один и не 2 раза, пока не обозвал себя Рохлей. Я знал, многие сочли бы меня недоумком за то, что я надел это кольцо. Возможно, эти многие были бы правы. Но я считал нужным забирать все, что могло бы принести мне пользу. А если кому-то это не нравится, то пусть он остается при своем мнении. Когда Мордекай вернется, я попрошу у него совета. Пока же пусть кольцо остается у меня на пальце. «Ты не боялась, что Фрэнк мне как-нибудь напакостит?» — спросил я Пончика, когда мы готовились к телепортации. «Не-а», — отозвалась кошка. «Достаточно было на него взглянуть, чтобы понять, насколько он безвреден. Да и Кувалда сказал, что жена оставила Фрэнка, так что и ее я не опасалась. Он все еще в баре. Не двигался с места с тех пор, как мы ушли. Сейчас с ним разговаривает еще какой-то обходчик. Это не женщина. А это тебе откуда известно? Кувалда участвует в моем чате.
Я показала ему, что от него требуется. Я только хмыкнул. Не дотумкал сам, ни до чего подобного. «Ну так вот», — продолжала Пончик, «иногда стоит бросить взгляд на человека, чтобы понять. Он отыгран. Я в последнее время встречала немало таких случаев. Пусть даже человек старается скрыть свое поражение. Такой человек жутковато смотрится. Кто-то хуже выглядит, чем другие. Фрэнк самый безнадежный из всех, кого я видела. Пончик моя, таких-то и надо опасаться больше всего. Почему ты так сказал? Когда человек сдался, его уже не удерживает страх за последствия его действий. Вот что особенно опасно. Зев поторопила нас, и мы тут же отключились. А когда вернулись, то я сразу понял, что мы не на обычном судне. Я сделал несколько шагов по богато обставленной, обитой бархатом комнате. Пол под ногами ощущался как-то необычно. Мой взгляд упал на похожее на картину окно в дальней стене, за которым не было видно ничего, кроме темно-синего моря с мерцающими точками света. И мне стало ясно, мы под водой. С удивлением я обнаружил, что мой интерфейс не пропал, как это обычно бывало. Осталась на месте и шкала здоровья. Сохранился доступ к инвентарю. Я подошел к стойке и для проверки переслал в инвентарь целую миску сникерсов. Операция не была прервана. Пончик метнулась к круглому окну, занимавшему целую стену от пола до потолка. Положила передние лапы на стекло и уставилась наружу. Засветилось меню. Свет? «Да!» — прокричала кошка. Включился заоконный свет, и перед нами открылось широкое песчаное дно океана. Там и сям на нем торчали низенькие кругленькие растеница. Увиденное показалось мне пейзажем пустыни. Нерешительно заколебался слой ила на поверхности. Пончик наблюдала в изумлении с разинутым ртом, а ее хвост ходил из стороны в сторону. Я глядел комнату и сразу вспомнил роскошный производственный трейлер, который временно достался нам в день гибели Манасы. Здесь у нас была ванная комната, кухня с рядом полок, сохранявших продукты холодными, словно это был холодильник без стенок. Обстановка состояла из ряда стульев, с виду дорогих, и туалетного столика с освещенным зеркалом. Это был настоящий туалетный столик. Не такой, который служил Кате для работы над внешним обликом в ремесленной студии. Несомненно, мы попали в один из трейлеров, предназначавшихся не для обходчиков, а для инопланетных знаменитостей. С потолка спустился знакомый уже нам робот в виде летающей тарелки фрисби. Он обратился к нам умиротворяющим женским голосом, очень похожим на тот, который мы слышали от подобного, но не полностью идентичного робота в стандартном трейлере, арендованном для шоу «Маэстро». «Меня зовут Мескс 6000. Приветствую вас на борту арендуемого трейлера класса «Делюкс», который находится в собственности и под управлением компании Senegal Production Systems Unlimited. Так как трейлер является охранным, ваше местонахождение не разглашается. Продюсером программы «Планета Прекрасная» оно также неизвестно в точности. Единственным реальным существом на борту, помимо вас, являюсь только я. Мы будем готовы к вашему проходу через эту дверь приблизительно через 5 минут. Пожалуйста, расслабьтесь. Я вижу, вы уже обнаружили закуски. Я перешел к дивану, достал из инвентаря сладкий батончик и развернул его. Пончик оставалась у окна. Она не могла оторваться от пейзажа снаружи. «Мекскс», — позвал я. «Слушаю, Карл. Вы можете сказать, почему не пропал мой интерфейс? Обычно я лишался доступа к инвентарю и другим вспомогательным системам. А здесь все работает». На поверхности летающего робота мигнул синий огонек. Обычный обход обеспечивается многочисленными жестко сфокусированными системными зонами, находящимися под контролем единой системы ИИ. При традиционной схеме каждый этаж снабжается отдельной несущей осью с пограничной зоной. Когда вы оказываетесь за пределами зоны, то теряете доступ ко всем обновлениям системы и внешним по отношению к ней ее магическим свойствам. Здесь работает принцип, аналогичный тому, на котором функционирует Wi-Fi. В этом цикле мира обходчиков подземелья
Корпорация Борант сделала ставку на систему двухслойной планетной зоны. Главная зона распространяется от оси планеты до уровня моря. Дополнительная зона составляет 5 километров над поверхностью. Поэтому, когда вы находитесь в трейлере, у вас нет доступа к первичному интерфейсу. И вы имеете довольно ограниченный доступ к некоторым личным обновлениям и системам. Трейлер остается в главной зоне, то есть ниже уровня моря планеты. При таких традиционных исходных условиях вокруг трейлера создается управляющий пузырь, и он отрезает вас от определенных функций. В этом сезоне Борант предпочел обойтись без этого ограничения. Следовательно, у вас в полном объеме сохраняется доступ к вашим стандартным системам. Следует, однако, заметить, что, находясь в главной зоне, вы остаетесь под контролем ИИ, в сфере его законов и регламента. Я не понял ни единого хренового слова из вашей бредятины. Робот вздохнул. Я прошу прощения, Карл. Переведу на ваш земной мартышичий лепет. Грязнодавы — это дешевые отбросы, которые выстроили всю область обхода из обломков, которые купили, можно сказать, на межзвездной толкучке по бросовым ценам и скрепились слюнями и скотчем. Все тут построено без малейшей заботы о технике безопасности, лишь бы сэкономить гроши. А если вы еще не сломали шею и никакая дрянь вас не укусила в задницу, то вы подтверждаете тезис: дуракам всегда везет. Теперь понимаете? Я показал роботу большой палец. Теперь дошло. Карл, как думаешь, кошачье существо когда-нибудь опускалось на дно океана? Вдруг спросила меня Пончик и издала какой-то нехарактерный, похожий на чириканье звук. Мимо окна как раз проплыла рыба. Полным-полно было случаев, отозвался я. Не знаю, видели они то же самое, что ты сейчас, но у моряков история о корабельных котах в ходу. Напомни мне как-нибудь, и я расскажу тебе про непотопляемого Сэма. Знаменитый кот времен Второй мировой послужил на нескольких кораблях. Этот кот действительно был списан на берег лишь после гибели третьего в его биографии корабля. «Я ничего об этом не знаю», — вздохнула Пончик. «Значит, такой героический кот?» Все корабли, в команды которых он входил, были потоплены. Не знаю, делает ли это обстоятельство его героем. «И он выжил?» «Ага», — подтвердил я. «Умер от старости». «Значит, для меня это герой», — подвела черту Пончик. «Я отказываюсь читать такую блевотину», — заявил я. «Где вы такое берете? Как будто в соцсетях нарыли. Честное слово». Телесуфлер замер. Я видел Пончика сквозь стекло соседней кабины. Это помещение существенно отличалось от голографических студий, к которым мы уже привыкли. Это была реальная студия с реальными акустическими кабинами. В моей стул был предназначен для существа намного более миниатюрного, чем я. И я попросил другое сиденье. Негодный стул тут же исчез, и на его месте возник другой. Помещение действовало так, как будто оно само обладало независимым инвентарем. Пончик уже излагала свой текст о конкурсах животных, причем делала это «con gusto», со вкусом, испанский. Ее голоса я не слышал, но видел, как она жестикулирует лапами, и вообще ее воодушевление не вызывало сомнений. Моя часть относилась к конкурсам красоты у людей. Абзац, который был назначен мне для прочтения, висел в воздухе. Первая часть программы прошла гладко. Я читал о состязаниях в красоте в разные исторические эпохи. Я не знал, насколько соответствовало истине содержание текста, но оно было правдоподобным и безвредным. Я говорил о древнегреческих празднествах, именовавшихся Каллистеи. Состязания такого рода проводились как среди женщин на острове Лесбос, так и среди юношей в Эолии. Согласно мифу о Троянской войне, слово «Калистос», прекраснейший, было начертано на яблоке раздора. Правда, не представляя, как правильно произносить это название. Ритуалы описывались настолько малышовым языком, что нельзя было в них полностью поверить. Тем более, если учесть, что повествование иллюстрировалось разрозненными видеофрагментами из таких несерьезных и бессистемно подобранных источников, как скала Фреглов
Фрэгл Рок – телевизионный мультсериал 1983-1987 годы. И радио Цинциннати. WKRP in Cincinnati – американский комедийный телесериал о сотрудниках вымышленной радиостанции 1978-1982 годы. Нечто вроде истории о непотопляемом Сэме, которую я рассказал Пончику перед выступлением. Скорее всего, сплошные сказки, приправленные дольками полуправды, но все-таки интересные настолько, что дошли до нас сквозь века. Однако, как только программа перешла к подробностям современных конкурсов красоты, тональность сценария переменилась настолько, что у меня едва не выворачивало желудок. «Зачем вам вообще нужен я, чтобы это озвучивать?» – бушевал я. «Если у вас смогли смастерить видео, где я трахаюсь с орком, неужели нельзя сделать так, чтобы надуманные фальшивые басни пускал в эфире робот Карл?» Я смотрел на висящий передо мной текст. Купальниковая часть любовного ритуала людей направлена на обольщение самцов класса чат. Чат в англоязычном сетевом жаргоне – сексуально активный альфа-мужчина. Ночная рубашка указывает на способность женщины вливаться в общество, а ритуал вопросов-ответов доказывает ее интеллектуальную состоятельность. Цель каждой конкурсантки – привлечь внимание самого крупного мужика и вызвать у него грандиозное семяизвержение, чтобы произвести на свет самое жизнеспособное потомство. Получив дар от самого генетически качественного партнера, она нередко находит и безупречного любовника, Бету, и он помогает ей поднимать ребенка. Жюри конкурсов обычно составляется из ультра-альф и бывалых конкурсанток, чьи триумфы остались в невозвратном прошлом. Таких женщин часто называют поджарками. На жаргоне этот термин применяется к женщинам, чьи половые органы невосставимо изношены связями с многочисленными партнерами. В обществе этих поджарочек ценят и вожделеют только бета-мужчины, о чем свидетельствует мой опыт, полученный за время, проведенное в зоне безопасности Арбис. Согласно сценарию, этот текст должен был сопровождаться разнообразными снимками и видеофрагментами, в частности, фотографиями актеров Лоренцо Ламоса и Фабио. Бразильский актер Фабио Асунсау родился в 1971-м, может быть памятен отечественному зрителю по сериалу «Моя любовь, моя печаль» 1990 года. Как образцов альфа-мужественности. Поджарками здесь были одна незнакомая мне женщина азиатской наружности и судья Джуди. Шейнлин Джудит родилась в 1942-м. Автор и ведущая американской телепрограммы «Судья Джуди» 1996-2021 о правдивой и добросовестной судье. Одна из самых популярных женщин в шоу-бизнесе. В прошлом действительно работала судьей по семейным делам и прокурором. Было там и видео, на котором я поедал сэндвич с жареной говядиной. Нет, в самом деле, что за херь? Не унимался я. Передо мной опустился экран, и на нем возникло усталое и раздраженное лицо продюсера Бина, стереотипного серого инопланетянина. «Карл, у нас нет возможности искусственно смоделировать ваш голос. Такие вещи законны только в том случае, если зритель оповещается об имитации голоса. Люди смотрят шоу, потому что знают, настоящие обходчики рассказывают им правду о своих мирах. Разве вы не хотите познакомить Вселенную с вашей культурой?» «Да, хочу, потому и не согласен читать эту муть. Откуда вы ее высосали?» «Мы пригласили консультанта». «Христос милосердный, это школьник 15 лет?» «Нет, мы не имеем права нанимать консультантов с земной поверхности, пока шоу не окончено. Мы прибегли к помощи консультанта ИИ, который переработал все ваши средства информации». «Значит, вас надули?» «Мы получили скидку, так как Борант открыл этот сезон раньше срока, до того, как ИИ завершил свои исследования. При этом ИИ настаивает, что его данные точны и непротиворечивы». «Нет, господа, настолько глупыми быть невозможно», — возмутился я.
Неужели вы всерьез верите, что перед вами правда? Серый выразил недоумение. Да вы хоть знаете, сколько мы заплатили? Ваше и Пончика участие обошлось нам дороже, чем 2 последних сезона в целом. У публики неожиданно для вас возникла жажда знаний о вашем мире. И это скромное шоу непредсказуемым образом обернулось для нас фабрикой рейтингов. Самое меньшее, что вы можете для нас сделать, это спасти нас от финансового краха. У Хеклы нет никаких проблем с просвещением аудитории по части скандинавской мифологии. Непреодолимый и Мириам Дом с удовольствием готовы представлять хип-хоп-культуру. Ваша напарница отклоняется от сценария, но и она довольна предметом. Почему же вы упрямитесь? Я взглянул вбок. Пончик по-прежнему махала лапами, горячо о чем-то вещая. Насколько она отклоняется? Она просвещает вселенную по поводу породы собак, которые называются кокер-спаниелями. Раскрывает настоящие причины их супер-пупер успехов на выставках Крафт. Крупнейшая в мире выставка собак ежегодно проводится в Бирмингеме с 1891 года. В ее рамках проводятся соревнования по различным видам кинологического спорта. Другие мероприятия, ориентированные на популяризацию собаководства. Увлекательно она рассказывает. Уникальная история злодейств и козней. «Мать твою, Пончик!» – пробормотал я. Кошка увидела меня через стекло и помахала. «Карл, не гони пургу!» «Пончик, Карл, я рассказываю правду, потому что ее необходимо рассказать». Я вздохнул. «Или вы разрабатываете другой сценарий, или просите Борант вернуть деньги, потому что вот это я читать не буду, и мне безразлично, к чему это приведет». Инопланетянин принял такую позу, как будто был готов прыгнуть в экран и вцепиться в меня. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга, не отрываясь. Потом он как будто скис, посмотрел по сторонам и наклонился вперед. «Послушайте, Карл, я понимаю, что сценарий муть. Я реагировал так же, как вы, когда пришел в программу много лет назад. Я хотел рассказывать подлинные истории культур, исчезающих из мира. Но внезапно выяснилось, что это шоу намного больше, чем я предполагал. И конгломерат «Титан», который уже был готов оставить меня в покое, дать мне делать шоу на мой лад с минимальным или нулевым вмешательством, вдруг вцепился мне в зад. Меня заставили привлекать обходчиков к рассказам, использовать шпионов. Шоу, которое создал я, уплыло бы от меня, поэтому мне приходится в нем интересничать. То, что стало, это удар под дых для меня. Я жил счастливо, когда меня не замечали, а теперь меня преследуют из-за успеха. И хрена с два я нуждаюсь в советах со стороны, когда ни советчик гребаный, ни сам я не управляем тем, что есть. Ну уж прошу прощения, гнев во мне все нарастал. Купленная вами рабская сила не содействует вам так, как вы хотели. Дайте-ка поищу в себе сочувствие. Я погладил себя по груди. Не-а, было, да все вышло. Инопланетянин, казалось, готов был вот-вот расплакаться. Ну ладно, ладно, у нас в запасе есть еще несколько сценариев. Какой, по-вашему, получит лучший резонанс у вашей аудитории? Есть история механизированного военного конфликта, история аркадных видеоигр, а вот и история пастеризации молока. Моим первым порывом было попросить ту, что связано с молоком, потому что тема мне показалась настолько скучной, что на ней это идиотское шоу закрылось бы. Но я все-таки перевел дыхание и собрался с мыслями. Можно же поймать этого Бина на слове. Значит, он хочет открыть вселенной правду о нашей планете? Да разве это плохо? Давайте то, что у вас с видеоиграми. Отстрелявшись, мы возвратились в зеленую комнату. И едва мы вошли туда, Пончик атаковала меня. Карл, мне только что прислал сообщение Кувалда. Фрэнк мертв. И знаешь, кто был тот обходчик, с которым он разговаривал после тебя? У них началась драка. И тот обходчик убил Фрэнка. Я просто поверить не могу. Тихо, сказал я. Ты меня совсем не удивила. Это был Крис. Его убил Крис. Кувалда говорит, что Крис это сделал и сразу же вышел. Теперь Крису отказано в доступе в клуб. Кувалда говорит, что Крис такой же каменный монстр, как и он сам.
только в другом роде. Мать твою налево. Это что, правда? Как Крис? Насколько я знал, группа Имани никак не пересекалась с Фрэнком и Мэгги. Конечно, я рассказал Имани и Элли про наши приключения с этой парой. А как же, после всего, что открылось на шоу «Маэстро», поэтому, что ли? Не похоже на того Криса, каким я его запомнил. Но Имани и Элли говорили, что Крис изменился. Мне вспомнились последние слова Брэндона, относившиеся к его брату. Я сохранил его послание у себя в блокноте, и теперь неожиданно для самого себя понял, что перечитываю его раз за разом. И главным образом слова, касавшиеся Криса. «Скажи, что я его люблю». Вот это самое важное. Всегда было так, но я не понимал. И только тогда понял, когда было уже слишком поздно. Я отправил краткое сообщение Имани и Элли, рассказал, что случилось, и спросил, сможет ли Имани выйти на связь с Крисом. Они не ответили. Скорее всего, легли спать. Я вспомнил, что они направлялись в зону безопасности. «Прошу прощения за то, что отрываю вас от ваших забот», — заговорил робот Мекскс. Мы подняли глаза на летавшую над нами фрисби. «Ваше время со мной подходит к концу. Вы можете пока освежиться, прежде чем вернетесь к вашим занятиям. Но не задерживайтесь. Когда вы будете готовы, то выходите через дверь, ведущую в студию. От имени Senegal Production Systems благодарю вас за использование услуг нашей компании. Желаю вам отличного дня». Дверь, которая всего несколько секунд назад была обыкновенной дверью, теперь трансформировалась в односторонний подпространственный портал. Я сделал скриншот, и на нем отразилась главная комната нашего личного пространства. Там никого не было. Вероятно, Катя находилась в ремесленной студии. Пончик вернулась к окну картине и выглянула наружу. Не пойму, почему Крис это сделал. Хотя я рада, что он жив, здоров, хоть и любит кретинские телешоу. В общем, забавно получилось. Интервью мне больше по вкусу. И не помешало бы отряду принцессы иметь больше такта и поменьше зацикливаться на пончиках. Да, еще у них есть видео, на котором мы с мисс Беатрисой выигрываем конкурс. Вот такой бонус для фанатов. Отряду принцессы? Смотрите роман американской писательницы Шервуд Андерсон, мастера фэнтези «Отряд принцесс». Переспросил я. Зев говорит, что этих больше. Тут обошлось без твоей помощи. А некоторые себя называют дырками от пончика. Вот этого я, между прочим, не одобряю. Да не все ли равно, сказал я. Я хотел бы с тобой поговорить на одну непростую тему, пока мы не ушли. Это насчет купонов EP? Я обмер. Как ты догадалась? Имани, это еще тот язычок, сказала Пончик. Она совсем не кажется треплом, но уж что есть, то есть. Ей стало неуютно из-за того, что она рассказала тебе про купоны, когда ты ее спросил. И она прислала мне сообщение, извинилась передо мной. Предупредила, что ты, наверное, будешь меня расспрашивать. А ты-то как узнал? Услышал, как кто-то болтал о такой штуковине. Если подходить совсем буквально, то я не солгал. Да не беспокойся, Карл, у меня их больше нет. Мне было неприятно носить их с собой. Поэтому твой я засунула под рельсы, а Катин выкинула в мусорку возле хот-дога на палочке. Помнишь? Карл, честно тебе скажу, не та эта тема, которую мне было бы приятно поднимать. У меня гора свалилась с плеч. Вопрос разъяснился куда легче, чем я ожидал. Я пришел на кухню, чтобы посмотреть, можно ли снять со стен охлаждающие полки. Они снимались легко, как будто держались только на магнитах. Мне захотелось посмотреть, что в этом месте представляет собой электросистема, если только она вообще есть. Таковой не оказалось. По всей вероятности, полки имели автономный источник энергии, что меня более чем устраивало. Их было 4. Я снял их все и убрал в инвентарь. После этого я посмотрел вверх. Не против ли робот? Но фрисби не шелохнулась. Что ж, если уж мы на это идем... Я забрал из комнаты весь туалетный столик целиком и тоже отправил в инвентарь. «Что это ты делаешь?» – удивилась Пончик. «Тебе известно, что в зонах безопасности холодильники, бывает, выходят из строя. Я решил, что нам не помешает запастись своим. Мне обрыдло
теплая содовая. Пончик наклонила голову к плечу, но тут же встряхнулась. Вообще-то у меня нет склонности тырить то, что плохо лежит. И Пончик достаточно хорошо меня знает. И объяснение я подобрал тупое, ведь электричество обычно работало без перебоев. Но я не мог сказать, что конкретно побудило меня захватить эти полки. Я еще не видел с полной четкостью, какое применение им найду. Но собранные в моей книге инструкции по изготовлению разнообразных ловушек, зелий, бомб предполагали использование замороженных или охлажденных ингредиентов. А туалетному столику самое место в главной комнате нашего личного пространства. Подумал я даже о том, чтобы забрать все стулья, но не хотелось подставлять Зев сверх меры. Да что с того? Да какого хрена нет? Я подошел к дивану с тем, чтобы отослать в инвентарь его. Но остановился. Пришло сообщение. Баутиста. Привет, Карл. Передаю последние известия. Мы попытались парализовать Краведа, и в итоге она погибла. Портал закрылся. Больше 1,5 сотен из нас без сувенирных фуражек. Мы не знаем, что теперь делать. Поезда не приходят ни по каким веткам. Нужно идти к тому порталу, что над бездной. Это километров 50. Карл, хреново. А у тебя фуражка есть? Баутиста. Нет и в помине. Парень в баре допытывался, почем они у нас. Вот некоторые и продали. Глупо как. Карл, отправляйтесь к бездне. Отправьте в портал пешком тех, у кого есть фуражки. Узнайте, нет ли способа добраться до станции 436. Туда, где сходятся именованные линии. Дальше я рассказал ему про тропу, опоясывающую бездну. Предупредил о мобах-ящерицах, которых там видел. Если ребята найдут малые проходы, то выберутся на станцию, там овладеют именованным поездом, типа нашего кошмарного, и двинут в депо. Кажется, рассчитывать можно было только на такой план. «Вот теперь на старт», — обратился я к Пончику. Диван я все-таки украл. Стянул со стойки миску с кошачьими лакомствами и добавил в инвентарь. Совсем уж для полноты картины. Ты заметила, какое дерьмо происходит всякий раз, когда мы премся на эти гребаные шоу? Спросил я Пончика и рассказал про беду Баутисты. «У нас хотя бы закуска есть», — отозвалась кошка. «Это да. Давай-ка ноги в руки, пока еще что-нибудь не случилось». Перед порталом я остановился. Сделал против обыкновения еще один скриншот и застыл. Наше личное пространство, которое было пустым 10 минут назад, теперь было заполнено народом. Человек 30, никак не меньше. Одни женщины, насколько я мог судить. Всевозможных рас. От земных женщин до фейри и четвероруких ящериц. На заднем плане я разглядел Хеклу. Она заглядывала в тренировочный зал, а Катя на что-то указывала. Глава 21. Время до крушения уровня 4 дня 9 часов. Входим в королевский дворец принцессы Пончик. «Привет, Хекла! Привет, подруги Хеклы!» — закричала Пончик, взлетая на мое плечо. «Карл, ты видишь? Дочери Брунгильды!» «Да, Пончик, я не ослеп». На нас устремились 30 пар глаз. Я быстро окинул взглядом всю группу. Уровень Хеклы 33, на единицу выше моего. Остальные все около 25. Показатели достойные, но как-то тянущиеся к хвосту. Специфическая проблема больших групп. Я уже однажды обсуждал ее с Мордекаем. Он был твердо убежден, что большая группа не источник проблемы, а выгода. Опыт делится на всех, но в силу природы первых этажей он добывается в очень ограниченных масштабах. Защищенность человека в более многочисленной группе выше, но она оборачивается сужением возможностей накапливать опыт. Как бы то ни было, разглядывая эту группу, составленную из разных индивидуальностей и классов, я ощущал преимущество многочисленности. Заклинания и навыки распределялись на всех членов такого коллектива. Это не могло не впечатлять. Катя с ее 24 уровнем уже не была отсталой одиночкой. Она точно вписывалась в окружение. Я вздохнул. Хекла и Катя протолкались к нам сквозь своих обходчиц. Хекла протянула мне руку. Она оказалась еще выше, чем я воображал. Дюймов на 9 выше меня.
Тугие рельефные мускулы, арбалет на ее плече просто колоссальный. Я нерешительно пожал ее руку, которая буквально поглотила мою. И на ощупь была как железная. Страшно было представить статистический показатель ее силы. «Карл, я благодарю вас», — заговорила она. «Я просила вас позаботиться о моей девочке, и вы сделали это. И вы не просто позаботились, вы сделали гораздо больше. Вы помогли ей поднять ее уровень и научили защищать себя. Я в долгу перед вами». «Как вы нас нашли?» — спросил я. «И как сумели сюда попасть?» Я взглянул на Катю. Я не предполагал, что в личное пространство может найтись доступ извне. Катя застенчиво улыбнулась. «Так как мое личное пространство соединено с общим, у меня есть возможность впускать группы. Я включила зеленый свет для всех дочерей». Хекла кивнула. «Мы прошли через портал для служащих, благодаря вашей, Карл, информации. Сейди напустила заклинание «Стеклянная тюрьма» на Краведа, и мы прошли. Мы побывали на станции 60, она заброшена. Ну, в основном. Несколько неигровых искали там свои семьи. Там есть стрелка, и можно выбирать направление на любую из 12 платформ дороги домой. Катя сказала, что вы направились в депо Е, и нам не составило труда проследить ваш путь оттуда. Вот даже как. Новая информация заставила меня моментально забыть о потенциальной опасности сложившейся ситуации. Станцию 60 можно использовать для того, чтобы попасть на любую ветку. Я поднял руку, отправляя массовую рассылку, в которой делился со всеми своими корреспондентами полученными данными. Кроме того, я отправил краткое дополнительное сообщение Имани и Элли, информируя их о ситуации с Хеклой и ее командой. Мне бросилось в глаза знакомое имя одной из дочерей – Ива, подруга Кати. Она держалась чуть позади, по правую руку Хеклы. Четверорукая женщина с головой кобры и зеленой переливчатой кожей. Она напоминала певицу Манасу, хотя и отличалась от той цветом кожи, а также тем, что не обладала телом Наги и была ниже ростом, не больше 5 футов. У нее были 2 обыкновенные ноги, правда при этом она вся была покрыта чешуей. За спиной у нее висели 2 широких перекрещенных клинка. Она была одета в сверкающие зеленые кожаные латы, которые можно было принять за своеобразное трико. Эта женщина внимательно рассматривала меня, скрестив обе пары рук. Я быстро просмотрел ее свойства. Обходчик номер 9077-240. Ива Сигрид. Уровень 27. Раса полногайна. Имя кобры в сказке Киплинга Рикки-Тикки-Тави, а также зеленовато-коричневой кобры Волан-де-Морта в книгах и фильмах о Гарри Поттере. Полуорк. Класс проворный правоохранитель. Над головой женщины светился крупный череп и 3 черепа поменьше, что означало, что она убила 13 человек. Катя упоминала об одном убийстве, следовательно, остальные 12 были более поздними достижениями. Оглядевшись, я не увидел черепов ни у одной другой головы, включая голову Хеклы. Вот, значит, кому поручена грязная работа. «У вас впечатляющее жилище», — снова заговорила Хекла. «Мы у себя объединили 2 личных пространства, но ни одного из ваших обновлений у нас нет. Мы даже не можем включать зеленый свет для посетителей. У вас очень квалифицированный наставник. Очень жаль, что вы его лишились. Когда он вернется?» «Осталось 2 дня и 18 часов», — отчеканила Пончик. «Карл, а что если мы объединим зоны безопасности с командой Хеклы? Разве обязательно, чтобы мы все входили в одну партию?» «Мать твою, Пончик!» «Наверное, это возможно», — проговорил я. «Но не уверен». «Карл, Пончик, не высказывай таких идей. Давай узнаем, чего Хекла хочет от нас. Незачем заранее прыгать в одну постель». «Пончик, свят, свят, свят. Тебе нужно вступить в связь с Хеклой. Публика примет на ура. Только подумай о просмотрах». В эту минуту передо мной всплыло предупреждение Адетты, которая, впрочем, никогда не покидала задворки моей памяти. «Почему ты не предупреждаешь Пончика о том,
чего на самом деле добивается Хекла. Почему ты еще раньше не сказал Мордекаю? Я знал ответ. Я всегда его знал. Только не признавался самому себе. Ты думаешь, что ей лучше держаться в стороне от команды Хеклы? Ты думаешь, что Мордекай посчитает так же? Вот почему ты ничего им не говоришь. Эта мысль свербела во мне какое-то время, но я вытолкнул ее на периферию сознания. Глупо и самоубийственно. И это в порядке вещей. Я вспомнил, что говорил мне покойный Фрэнк об ответственности за кого-то. Ты не понимаешь, что это за груз на плечах ответственность. А когда ты не выдерживаешь, то ломаешься. Ты навсегда остаешься сломанным, только не умираешь. А боль не прекращается. Она все приходит, все приходит. Но как только я увидел эту Иву, женщину с букетом черепов над головой, все мысли о том, чтобы держать Пончика в стороне, улетучились. Насколько я мог судить, каждый, абсолютно каждый из этих черепов представлял персону, заслужившую свою участь. А может быть, какие-то из них означали убийство из милосердия, как в случае Имани. Но инстинкты твердили мне «нет, нет, нет, нет». Я увидел, как одновременно вспыхнули глаза Хеклы и Ивы и понял, что они общаются, сговариваются. «Карл, не выпускай Монгу. Эти ребята, кажется, весьма юркие, и я бы не хотел инцидентов. Пончик, мы в зоне безопасности, и Монго любят все. Карл, мы среди друзей. Карл, все-таки пока придержи его. Если случится стычка, он, возможно, застынет или его телепортируют. У нас нет возможности предвидеть последствия». Хекла улыбнулась. «У нас нет сейчас времени для таких планов. Пончик ты мой маленький, мы просто заглянули к вам за нашей заблудшей овечкой. Мы хотели своими глазами увидеть, сколько добра для нее сделали ты и твой Карл. Но мы торопимся». Пончик просияла. В лице Кати появилась какая-то неуверенность, как будто ей хотелось что-то сказать. Если она нас покинет и лишит нас своего личного пространства, то наше собственное пространство кардинально изменится. Мордекай утратит доступ к нам. Мы потеряем тренировочный зал. Мы долго действовали с Катей сообща. И получится, что потратили время впустую. Так что времени на дебаты у нас нет, добавила Хекла. У нас есть еще одно дело. И касается оно людей, которых вы, я не сомневаюсь, знаете. Вот оно, сыр в мышеловке. Катя всего лишь одна из наших потерянных овечек. С нами идет маленькая группа друзей. Они собрали вокруг себя еще больше спутников. Они собрались на станции 101 багряной линии. Внушительная получилась группа. Как минимум 1000 человек. Движение на всех 3 линиях, проходящих через станцию, блокировано. Поезда застряли. Вокруг кишат мобы. Наши товарищи отбиваются от них и нуждаются в нашей помощи. Мы идем выручать их. И я прошу королевский двор принцессы Пончик помочь нам выполнить эту задачу. Я плечом ощутил, как Пончик задрожала от предвкушения. Она боготворила Хеклу. И я знал доподлинно, что бой бок о бок со щитоносицей сразу стал верхом ее мечтаний. «Посоветуйте им идти на станцию 102», — сказал я. «Пройти в комнату роботов и ехать на конвейере в обратном направлении». Давая этот совет, я уже понимал, что он неосуществим, особенно для 1000 человек. У товарища Има не ушло несколько часов на то, чтобы набрать достаточное количество вагонеток для перевозки своих друзей в депо. Има не сообщала, что тяжело снимать вагонетки с путей, не разламывая их. «Они заперты», — сказала Хекла. «В группе достаточно боеспособных членов. Они удерживают монстров на расстоянии, но те продолжают пребывать. Багряная линия свободна от них, но ее заполняют мобы с 2 соседних платформ станции. У меня есть боссова карта багряной линии, и я вижу, что пути затоплены толпой, которая неумолимо приближается к той станции. Поэтому обходчики не имеют возможности просто так двинуться пешком по полотну. От 101 до ближайшего колодца на 72 не меньше 150 километров. И это расстояние невозможно одолеть, когда приходится непрерывно отбиваться. На станции 72 действует генератор гулей.
такой же, как на 12-й станции. Линию не в силах удерживать даже Люсия. На станции 75 тоже что-то творится. Мобы с белой горячкой тоже никуда не деваются. Они подходят с двух платформ. В любую минуту мы увидим, что собой представляет третья стадия. Какая же гребаная белибердень. Вы упомянули о людях, которых мы можем знать. Кто это? Спросил я. Насколько я поняла, вы встречались с ними на шоу. Некто по имени Ли Цзюнь и его группа. И еще кое-кто из тех, кто фигурирует в вашем круговом чате. Ух, налево твою мать, да сколько же Хекла знает обо мне. Неужели Катя транслировала ей все, что я делал и говорил? Иначе откуда бы ей знать про моих друзей? Мне оставалось предположить, что Хекла расположила шпионов во всех стратегических зонах. Иисусе, да разве это возможно? Или я впадаю в паранойю? У меня есть предрасположенность к преувеличенным страхам. Я это знаю. Хуже того, у меня хватило соображения, чтобы увидеть, что призыв Хеклы о помощи – мастерский ход с ее стороны. Как мы могли бы не откликнуться? Я выставил бы себя трусливым идиотом, если бы отказал ей. Да, я хотел помочь. 1000 человек, среди них Ли Цзюнь и, вероятно, его сестра Ли На и друг Джан. Последний раз я видел их в тот вечер, когда их против их желания втащили в шоу «Маэстро», в его сегмент под названием «Видим смерть». Им удалось спастись. Я ничего им не должен. Но если они в самом деле попали в ловушку, как можно не прийти на выручку? А как же Баутиста? Он застрял в конце линии. Ты не сможешь спасти всех. Я никого не смогу спасти, если умру. И как я должен действовать? Я не имел представления, как помочь Баутисте. Можно было попытаться проехать на Кошмарном через портал в обратном направлении. Но что дальше? Я даже не знал, существуют ли другие станции у бездны. Нет, в прохождении через портал не было никакого смысла. Следовало рассмотреть ситуацию логически. Если Хекла планирует убить или еще каким-то образом устранить меня из сюжета и присоединить Пончика к своей команде, значит, она со своей стороны имеет связь с Мордекаем и контактирует с ним так, чтобы Пончик об этом не догадывалась. И чтобы Мордекай не догадывался о ее планах. Единственный способ осуществить задуманное – обставить то, что со мной произойдет, как несчастный случай. Но разве это возможно, если буквально вся Вселенная наблюдает за ними каждую секунду? На первых порах можно что-то скрыть от Пончика, но Хекла должна уже знать о существовании таких действующих лиц, как Адетта. Информация проникала в подземелье, как дождевая вода в помещение с прохудившейся крышей. Что бы Хекла ни задумала, это не осуществится немедленно. Пончик обожает Хеклу, а когда она к кому-то привязывается, отвязать ее крайне трудно. Но она не знала никого из наших гостей. Я совершил серьезную ошибку, не поговорив с Пончиком о Хекле и ее команде заранее. Теперь было необходимо исправлять эту ошибку. Я встретился взглядом с коброголовой Ивой. Легкая улыбка тронула ее губы. Ее глаз, эта улыбка, не коснулась. Карл, Пончик, будь осторожна, прошу тебя. От Ивы исходят нехорошие флюиды. Я начинаю их чувствовать. Не доверяй ей. Пончик, правда? Она меня пугает. Она смотрит на тебя, как на банку Fancy Feast. Марка изысканных кормов для кошек. Карл, если со мной что-нибудь случится, сомневайся во всем. Пончик, что ты хочешь этим сказать? Карл, просто держись настороже с этой особой. И с Хеклой не расслабляйся. Я знаю, она тебе очень нравится, да и мне тоже. Но мне кажется, что она ко мне не испытывает большой симпатии. Она согласится, чтобы я пострадал, если это пойдет на пользу ее команде. Я торопливо порылся в своем инвентаре и подкорректировал ход-лист. Добавил в один из своих слотов зелье невидимости, которое было в призовом чемодане. Добавил и особый отвар Мордекая, даровавший мне фактическое бессмертие на 30 секунд. Впрочем, с этим особым отваром следовало соблюдать и особую осторожность, так как следующую его порцию нельзя было принимать раньше, чем через 10 часов после предыдущей. «Хорошо», — объявил я вслух. «Мы поможем.
Только не нужно делать так, чтобы я погиб, а Пончик осталась в полном вашем распоряжении». Губы Ивы поджались. Хекла рассмеялась. И именно в эту секунду я увидел нечто. Оно лишь мелькнуло на всегда спокойном лице этой женщины. Но я увидел. Она веселится. Она получает удовольствие. Она безумна, как и все мы. «Мы только что смотрели на карту», — сказала Катя, указывая на расстеленный на стойке большой бумажный лист. «Багряная линия цветная, но она не такая, как остальные. Я думаю, она одна из тех, которые имел в виду Гремлин Виджет, когда говорил про прямой путь к терминусу. Она выглядит так, как будто весь день функционирует без перебоев». «Что же вы предлагаете?» — спросил я. Хекла скрестила на груди руки и вообще мгновенно приняла стопроцентно деловой вид. «Мы доезжаем по багряной линии на поезде из подземки до 101-й станции, подбирая по пути всех желающих, и увозим своих обратным ходом. Повезет нас второй локомотив, прицепленный к другому концу поезда. Мы испытывали эту систему, она отлично работает. Возвращаемся к той станции, где колодец, и разбиваем там лагерь. Там и держимся до открытия колодцев. У вас есть поезд, а как же крушение на линии?» «На багряной линии крушений нет. Эта линия одна из немногих, где еще подается электричество. Мы нашли поезд на той станции. Он стоял там, когда мы телепортировались в здание возле депо. Машинист инспектировал поезд, когда мы появились. Я застрелила его, взяла схему маршрута, и мы заняли поезд. Похоже, что этот поезд вообще никогда не ездил. В нем 3 пассажирских вагона, остальные грузовые. По-видимому, он предназначался для того, чтобы перевозить гулей к бездне. Но он не ездил. А раз так, то и никаких крушений не было. Ива нашла второй локомотив и прицепила его к хвосту состава. Мы доехали до станции 60 и оставили на путях, чтобы добраться сюда». Я одобрительно кивнул. «На нем есть метельник?» Хекла сделала гримасу. «Тут, Карл, проблема. Это вагон подземки. Он не приспособлен для противостояния внешним воздействиям. А дальше на путях орды гулей. У поезда впереди имеется небольшое устройство, но работает оно не блестяще. Если сбить нескольких гулей, все будет в порядке. Но если мы встретимся с большим скоплением, то тут нам придется солоно. Дорожное полотно вызывает большие сомнения. И я предвижу, что поезд сойдет с рельсов, если мы будем продираться через кучу тел. Если ехать медленно, гули нас просто сбросят с пути. Ехать можно только быстро. Но чем быстрее едешь, тем выше риск крушения. Вот поэтому мы сначала явились сюда. Я уже начал обмозговывать задачу. У меня в инвентаре хранилось много металла. Мне нужно измерить переднюю часть паровоза, ведь все они хоть не намного, но различались. Значит, вы хотите, чтобы я сделал для вас метельник или соорудил какое-нибудь другое носовое приспособление? Вообще-то да, но вы уже сделали то, что нам требовалось. Она повернулась к Кате. Та дернулась, как при рвотном спазме. Я почувствовал брызги крови на своем лице. Первой запротестовала Пончик. «Вы хотите прицепить Катю к паровозу?» В ярости заорала она. «Вы издеваетесь? Выглядит так, как будто это Карл придумал». «Так и есть», подтвердила Хекла. «Карл, вы не обязаны на это соглашаться. Я могу использовать металл». «Катя, да все в порядке. Я для этого и сконструирована. Вы сами так сказали. Я должна научиться правильно применять свою расу. У нас нет времени на изобретение. Пончик, Карл прав, ты пострадаешь». А идея была воистину ослепительная. Я был потрясен ее беспримесным безумием. Но я никогда не стал бы ее осуществлять, будь это в моей воле. Слишком опасно. О чем еще говорить? Карл, вы, Катя, нерасходный материал. А Хекла видит в вас именно это. Прошу прощения, если ставлю вас в замешательство. Вы вправе сказать «нет». Оставайтесь со мной и с Пончиком. Катя, это мое собственное предложение. Я сама придумала. Поэтому они приехали сюда. Карл, идея ваша? Я был попросту сбит с панталыку. И потому других слов не нашлось. Катя, я видоизменила рюкзак на вашем инженерном столе, когда вы отсутствовали. Я сделала его шире. В нем прибавилось металла.
И теперь я могу делать себя еще больше. И я добавила резину в конструкцию. Если я помещу его между металлом и плотью, резина поглотит удар. Мне только нужна помощь при прикреплении к носу паровоза. Ведь я должна избегать прикосновения к третьему рельсу. Карл, мне это не по душе, и вопрос не в конструкции. Катя, что-то такое же было, когда Пончик хотела влезть по цепи и повернуть круглую платформу. А вы, как завистник, не одобряйте идею только потому, что она не ваша. Вот это да! Карл, Катя, я потому не одобряю идею, потому что она погубит вас ко всем чертям. Ничего не понимаю. Раньше вы боялись драться с примитивными мобами. Катя, вы правы, Карл, просто вы не понимаете. Дочери пришли за мной. Она привела всю команду, чтобы забрать меня. Это больше, чем кто-либо когда-либо для меня делал. В комнате повисло тяжелое молчание. Всем было понятно, что между нами идет скрытый диалог. Катя стерла слезы с глаз. Зев, черт вас возьми, Карл, такие вопросы нужно обсуждать вслух. А шла бы ты лесом, Зев, обратился я к потолку. Как можно о таком вслух? Хекла откликнулась лающим смехом. Зев, точь-в-точь, как наша Лойта. Зев, я серьезно, Карл, вы один из наиболее популярных источников просмотров, а половина ваших разговоров скрыта от зрителей. Как вы думаете, что произойдет рано или поздно? Я проигнорировал вопрос. После моего эмоционального всплеска обстановка в комнате заметно разрядилась. Ну хорошо, но если ехать, то мы с Пончиком поедем в кабине машиниста. И я хотел бы, чтобы Катя оставалась в нашей команде столько времени, сколько мы будем заниматься поставленной задачей. Перемещение между партиями – чересчур долгая бодяга. Я взглянул на Катю. Столько времени, сколько это будет вам по душе. К моему немалому изумлению она подошла ко мне и обняла. Обняла крепко, не отпускала долго и прошептала мне в ухо: «Спасибо». Я так и не понял, за что. «Вот и прекрасно», — сказала Хекла после некоторой паузы, вызванной, как мне показалось, раздражением. «А ты можешь ехать со мной и Ивой. Ива умеет управлять поездом подземки». Когда мы вышли из личного пространства, я остановился в замешательстве. Прежде выход открывался в прилегающий ресторан. Теперь же мы оказались в некоем вестибюле, таком же, как в клубе «Деспирадо». В стене рядом с дверью нашего помещения находилась вторая дверь. Это был подпространственный портал, в который я не мог пройти, и сделать его скриншот тоже не мог. Через мгновение до меня дошло, что за этой дверью находился штаб команды Хеклы. Таким образом, система распределяла многочисленные изолированные личные пространства, доступные тем обходчикам, кто имел возможность входить не только в свое единственное. Я знаю, что это такое. Это временное для конкретной ситуации сгенерированное пространство. Я вспомнил, о таких говорилось в моей книге. Я почти ожидал, что в ту секунду, когда мы переступим порог зоны безопасности, Ива обернется и попытается ударить меня саблей в лицо. Она этого не сделала. Мы вышли наружу и оказались у неосвещенной колеи для служащих. Было похоже, что гули обделили вниманием эту колею. Удачно. Кошмарный наслаждался праздностью на том самом месте, где мы его оставили. Интересно, чем все это время занималась зачинщица? Мельком пронеслось в голове. Хотя с ней младенцы. К тому же она беспрерывно рожает новых. Возможно, ей элементарно некогда было скучать. Если вы хотите ехать, вам придется прицепиться к паровозу снаружи. В кабине не хватит места. Но есть просторная задняя платформа. «Мы едем», — отрезала Хекла. Катя, Пончик и я залезли в кабину. Хекла, Ива и еще несколько дочерей остались стоять на задней платформе. Остальные прошли вперед и кое-как столпились на огороженных проходах по обе стороны котла. Несколько дочерей из числа миниатюрных фейри пристроились на передней платформе над метельником. Пожалуй, наш паровоз с массой женщин всех цветов вписался бы в любой карнавал. Очень жаль, что нам не проехать на этом паровозе по багряной линии, заметил я, снимая машину с тормоза.
Отличное все-таки средство очистки путей от гулей. Я высунул голову из окна. Дорогие дамы, будьте осторожны. Котел скоро будет очень и очень горячим. Держитесь только за поручни и остерегайтесь стен. Мы поедем медленно, но для тех, кто ударится о стену туннеля, игра будет окончена. Я привел паровоз в движение. «Я только теперь сообразила, что ты среди нас единственный мальчик», — сказала мне кошка. «Столько народу и один пенис на всех. Заводи гарем, а? Как тот мужик в «Сестрах-женах». Sister Wives. Реалити-шоу из жизни мормона из штата Юта, его 4 жен и многочисленных детей. Сам герой говорит, что участвует в шоу ради искоренения предрассудков и предвзятого отношения к полигамным семьям. Я рассмеялся. Гарем — это не по мне. Да уж, фыркнула Пончик. Не смог даже в одной поддержать интерес. Паровоз зашипел и начал набирать скорость. Уже через несколько минут мы были на станции 60. «Почему у твоей подруги так много черепов?» — поинтересовалась Пончик у Кати, когда паровоз тряхнуло при остановке. «Не имею понятия», — призналась Катя. «Я помню, что несколько штук она заработала на 3-м этаже. Но я даже не представляла, что их так столько. Она сама не хочет об этом говорить. Кто бы сомневался. Как вы вообще с ней познакомились?» — полюбопытствовал я. «С Ивой? Она была профессором экономики в университете. Мы с ней время от времени вместе обедали. Мы и раньше были в хороших отношениях, но не близкими подругами. Она и Хеклу знает. Знала и раньше, я хочу сказать. Хекла знает ее дольше, чем я. Рейкьявик — маленький город. Хекла тоже профессор? Нет, она была психиатром Ивы. Как и предсказывала Мэдисон из отдела человеческих ресурсов, на 60-й станции собралась небольшая колония неигровых персонажей. Мы не стали задерживаться на платформе, на которой без нас уже было тесно. Однако, проходя вдоль платформы, я заметил Мэдисон. Она сидела в углу и угрюмо смотрела на нас. Злобная толпа дварфов и гремлинов осыпала ее ругательствами и угрозами. Бывшего мужа по имени Рот нигде не было видно. Я и не знал, существовал ли он когда-либо. Когда мы сошли с платформы и вступили в длинный извилистый коридор, который вел к путанице непонятных порталов, из которых можно было попасть на дополнительные платформы, я обратил внимание на одного дварфа, который сидел на земле, съежившись и низко опустив голову. Согласно надписи над головой, его звали Тисквик, кондуктор на манговой линии. Под ним натекла лужа слез. Хекла перешагнула через него так, как если бы его не было вовсе. Пончик и я остановились. Я опустился на колени. Я знал, что ничего не могу сделать для этого создания, но почувствовал себя обязанным заметить его присутствие, хотя бы на секунду. «Я прошу прощения», — сказал я. «Не знаю, что тебе пришлось пережить, но тебе было тяжело. Все закончится через 4 дня, когда рухнет уровень. А для тебя все начнется сначала. Этого я уже не добавил». Дварф посмотрел на меня, и меня поразило, как это всегда бывало, искра жизни в его глазах. «Она никогда настоящей не была. Это так?» — выговорил он. Слезы текли по его лицу цвета пыли, оставляя полосы чистой кожи. «Моя девочка не была настоящей. Я ничего не понимаю». Я положил руку ему на плечо и наклонился к нему. «Наверное», — проговорил я. «Наверное, не понимаешь. Это больно». Я подумал о том, как Фрэнк Кью убивал людей, чтобы дать шанс своей дочери. Я подумал о своей матери, о том, что сделала она. Мой подарок тебе на день рождения. Я даю тебе шанс на жизнь. У меня ушло на это много времени. Прости». Они оба безнадежно ошиблись, но этому существу пришлось еще тяжелее. Дварф был обманут. Он поверил в нечто, что никогда не было настоящим, и у него не было шанса что-либо поправить. До этого обмана такие, как он, убивали таких, как я. Убивали тысячами. А такие, как я, подавляли таких, как он, сея вокруг все новое зло. Между тем настоящие преступники сидели зрителями и смеялись. Когда-нибудь боль, которую ты испытываешь сейчас,
даст всходы», — сказал я. Кондуктор взглянул на меня снизу вверх. Глаза его блеснули недоумением. Я выпрямился, оставив беднягу сидеть на месте. Хекла стояла возле портала и наблюдала за нами. «У вас разовьется язва», — предупредила она. «Думайте о том, что в ваших силах, а не о том, что никак от вас не зависит». Я улыбнулся. Сколько обычно люди готовы платить за такой совет? Она спокойно посмотрела мне в глаза. «Надо торопиться. Основная толпа гулей будет здесь очень скоро. Они уже встречают». Глава 22. «Похоже, что орда гулей задержана на какое-то время на станции 75», проинформировала нас Хекла. Все мы стояли и смотрели, как Катя формирует себя перед вагоном состава подземки. Я нервозно следил за третьим рельсом, оказавшимся всего в 9 дюймах от нижнего левого угла Кати, приобретавшей вид плуга. Дизайн она разработала сама, консультируясь со мной и с одной из дочерей, архитектором. Я порекомендовал ей поместить недавно приобретенный слой резины между собой и передней частью паровоза, а также сделать резиновые покрытия для нижнего левого угла, которое не допустит, теоретически, замыкания электрической цепи, если она все-таки прикоснется к третьему рельсу. Однако меньше всего нам хотелось испытывать получившуюся конструкцию. Защитит или не защитит. «Но гули неуклонно прибывают», — продолжала Хекла. «Они уже просочились через имеющийся барьер и сейчас быстро приближаются к нам вдоль рельсов. На путях уже сотни трупов. Как правило, они избегают электрифицированной линии, но прикосновения все-таки случаются, настолько их много. Кто-то прикасается к проводящему рельсу и убивает всех, кто оказывается в непосредственной близости от него. На путях накапливаются горы трупов. Локомотив поезда багряной линии был таким же, как у большинства поездов подземки. Его передняя поверхность представляла собой сплошное окно. Панель управления была проста, особенно по сравнению с тем, с чем я познакомился на Кошмарном. Длинная рукоять переключателя дроссельной заслонки да аварийный ручной тормоз, плюс несколько лампочек, отмечающих наличие электрических контактов и состояние сцепления вагонов. Я бегло осмотрел второй вагон-локомотив, присоединенный к хвосту состава. Там был предусмотрен подчиненный режим, при котором электричество подавалось к механизму даже в том случае, когда поезд был развернут неправильно. Система работала более эффективно, если бы второй локомотив располагался сразу за первым, но и имеющаяся схема обеспечивала вполне удовлетворительную тягу. Пока не случится неприятность. Стандартный метельник представляет собой простой металлический щит, укрепленный на передней части головного вагона. Он предназначается для удаления габаритного мусора с путей, и он вполне успешно удалил бы отдельные трупы, оказавшиеся на рельсах там и сям. Но в нашей ситуации было очевидно, что требуется значительно более солидная конструкция. После не очень продолжительного обсуждения мы сошлись на том, что традиционный клиновидный метельник нас не устроит. Кате предстояло соорудить приспособление, которое сочетало бы радиатор автомобиля с ковшом бульдозера. «Принцип действия плуга очень прост», — сказал я. «Трудность в том, что туннель узкий, и сбрасывать посторонние предметы просто некуда. Здесь ситуация не та, что на линии Кошмарного, где между поездом и стенами туннеля есть не широкий, но все-таки промежуток. Если бы не теснота, мы бы управились и с клиновидной конструкцией. Но такая труба забьется так же неизбежно, как и канализационная». «Задача», — согласилась Хекла. «Поэтому мы разработали модель «Шашлык». «Катя», — заговорил я, желая обратиться к ней по-человечески и при этом не различая, где находится ее голова. «Расширьте еще чуть-чуть нижнюю часть черпака. Вот так. Черт, было бы у меня время, я бы надстроил вас вагонными колесами. Очень постарайтесь не зацепиться за землю. Если чиркнете по земле, то сорветесь с вагона. Будет плохо». «Катя, я знаю, Карл, я прицеплена сверху. Окна в головном вагоне подземки были вышиблены,
и Катя могла просачиваться внутрь. Там и оказалась большая часть ее плотской составляющей, хотя в целом дизайн не внушал мне полного доверия. В нашей группе не было ни одного инженера, и это не могло не сказаться. Катя выстроила из себя подобие складного анкера и прикрепила это сооружение к плоской передней стенке вагона. В итоге вертикальный стержень, который и был, собственно, Катей, оказался больше оконной дыры. По ширине он точно вписывался в туннель. Я надеялся, что конструкция сработает, но опасался, что если совок загребет слишком много вещества, то его вес стащит Катю с носа вагона. А она уже своим весом стащит и всю переднюю стенку. Я пристроил между ней и корпусом вагона сверху и снизу спортивные маты, чтобы ей было удобнее висеть, а также ради изоляции, в интересах не только самой Кати, но и всех, кто находился в вагоне. Все это пойдет коту под хвост, если ковш наберет слишком большой вес. Если анкер отвалится, Катя грохнется на рельсы, распластается, поезд расколет ее, и она, как и пассажиры вагона, разлетятся кусками к стенам туннеля. После того, как совок был сформирован, настал черед шипов. Множество толстых острых металлических штырей выдвинулись из поверхности совка, словно актинии или уличные сорванцы с 3-го этажа. Мы расположили их в основном на уровне груди и несколько выше. Игра в орлянку. Мы ожидали, что шипы будут ломаться при ударе о панцири или мобов-гулей с крепкими шкурами. Но когда скорость поезда увеличивалась, телосложение Кати вырастало так, что для нас было жизненно важно не сбрасывать скорость. Когда моб насаживался на штырь или попадал в совок, Катя начинала процесс перетаскивания тела в инвентарь. Получалось это лишь при том условии, что монстр был безоговорочно мертв, поэтому Пончик и Хекла стояли у окон и аккуратно стреляли во все, что оказывалось на шипе или в совке. Мы рассчитывали, что при наличии шипов мобы будут умирать быстрее, особенно если поезд разовьет самую высокую скорость, на какую он, по словам Ивы, способен. Наконец Катя закончила самоформирование. Я поразился огромному объему, который заняло ее тело. Но в то же время эта огромность и беспокоила меня, так как чем шире Катя делалась, тем тоньше становилась металлическая пластина, ослаблялись сочленения. Она буквально расплющивалась. Пара глаз и рот всасывались в поверхность. Я хотел развернуть ее лицом внутрь вагона, но она все еще не доверяла своей способности образовывать дополнительные глаза. «Последняя возможность отступить», — проговорил я, когда мы забирались в вагон. Катя не ответила. Пространство здесь было не в пример просторнее, чем кабина Кошмарного. Теперь мы были обладателями целого вагона с прицепом. Вагон был рассчитан на машиниста Челотавра. Ива заняла правую сторону у панели управления. Хекла, готовая стрелять из арбалета в разбитое окно, место рядом. Я и Пончик расположились у левого борта. Тело Кати заползло в оба окна и сформировало толстую металлическую пластину, закрепившую всю ее массу на передней части вагона. Если бы не цвет человеческого тела, она выглядела бы неотъемлемой частью вагона. Я дотронулся до нее, даже не сознавая этого, и почувствовал ее сердцебиение. Быстрое, как у зайчонка. До этой секунды я не догадывался, что у нее вообще есть сердце. И я поспешно убрал руку. Катя, щекотно. Впереди нас оказалась еще одна из дочерей. Фейри Глициния, 25 уровня, по имени Сильфа. Сильфы – духи воздуха в средневековой мифологии. Целитель. Оставалось надеяться, что ее целительство окажется эффективнее того змеиного масла, старинное средство народной медицины, которое производилось путем варки змей в воде или масле. Термин чаще употребляется в переносном значении. Мошеннические, вводящие в заблуждение рекламные или маркетинговые приемы или снадобья, которые называли этим словом в реальном мире. Пухлая женщина, на вид лет 50, размером примерно в половину Пончика. Она тихо зависла в воздухе. «Полный вперед!»
— сказала Ива и двинула рычаг вперед. Я в первый раз услышал голос коброголовой женщины и слегка растерялся из-за того, насколько нормальным он мне показался. И маленький язычок скользнул между губ. «Позволил бы ты мне выпустить Монго?» — попросила меня Пончик. «Ему бы так понравилось». «Сейчас это опасно для него», — возразил я. «Я совершенно уверен, что скоро нам понадобится его помощь. К тому же он немедленно достанет в воздухе эту феерическую леди». «Неправда, Карл. Он за минуту привязывается, а как привыкнет, так уж любит навек». «Да, тоже сложность. Я хотел держать Монго подальше от дочерей. В любую минуту могло произойти что-то непредвиденное, и не в наших интересах, если Монго в какой-нибудь решительный момент выйдет из боя, чтобы Хекла почесала ему брюшко. Целительница Сильфа нервировала меня. Я никогда не дрался вместе с ней и оттого не доверял. Я держал наготове 8 свитков с целительными заклинаниями. У Пончика таких было 6. У меня засосало под ложечкой, когда поезд стал набирать ход, поршнем пронизывая туннель. Жалкая лампочка над головой не шла ни в какое сравнение с ярким светом в кабине Кошмарного. «Пончик, готово!» Кошка исполнила еще не отданную команду. Она активировала факел, направив его свет вперед. Туннель осветился, и мы увидели неотделанные каменные стены. На карте появились красные точки. 3 штуки. Я не успел выкрикнуть предупреждение, как поезд перемолол их. Без толчка, без шлепка. Только маленькие струйки крови попали на щеки Хеклы и Ивы. Я подавил смех. Даже тел не осталось, как будто майский жук ударился о ветровое стекло автомобиля. От мобов остались только лужицы, а поезд продолжал набирать ход. «Катя, я приобрела опыт за этот наезд. Карл, вам больно?» «Катя, как укус пчелы, терпимо. На 1 шип накололась голова, я перенесла ее в инвентарь. И кровь. Теперь я могу перемещать в инвентарь жидкость, если она попадает в совок. И появилась новая категория – крупная фигня. Мой мозг принялся лихорадочно перерабатывать последствия этого новшества и открывающиеся возможности. «Подъезжаем к 72-й», – возвестила Ива. С этой станции выползали в свои странствия гули. «Быстрее!» – скомандовала Хекла. «Скорость!» Ей уже приходилось кричать. В разбитых окнах вагона подземки свистел ветер. «Катя, я получила фанатский ящик. Больше всего новых последователей за 30 часов. Не могу поверить. Пончик, поздравляю». Не обязательно это было хорошо, но вслух я сомнений не высказал. Только сглотнул, видя, как стена красных точек устремилась на нас, как ракеты, пикирующие на цели. Гули стекали с платформы непрекращающимся потоком. Большинство устремлялось вдоль путей, но некоторые поворачивали в нашу сторону. По большей части они держались правой стороны туннеля. И бежали, резво бежали, пугающе резво. Я увидел кучу косых крестов в том месте, где гули поджарились на 3-м рельсе. Я боялся, что их трупы сохранились достаточно хорошо, чтобы представлять опасность для Кати, в случае, если она их коснется. Только бы не подвела изоляция. «Проскочили», — произнес я, поздравляя себя. «Иисусе!» Я поднял руку, защищаясь от кровавой струи. Слизь, осколки костей, шерсть летели в вагон, как будто нас поливал ими пожарный шланг. Сотни микроударов сыпались на меня, причиняя небольшой ущерб. Вагон трясся, не сбавляя скорость, когда мы продирались через вопящую массу гулей. Мы резали их тела так, как если бы сами были какой-то адской молотилкой. «Катя!» — прокричал я, и в рот мне набились ошметки окровавленных внутренностей. Она была невредима, но без сознания. Индикатор ее здоровья показывал 5% и продолжал сползать. Я дотронулся до ее плотской части и ощутил электрический заряд. Она получила откуда-то удар. Вероятно, часть тела Гуля вклинилась между ней и железнодорожным полотном. «Быстрее!» — крикнул я Иве. Она в это время отплевывалась от кусков тел. «Где, блин, ее подери, эта целительница?
Я направил на Катю целебное заклинание, и ее здоровье вернулось к максимуму. Но сознание не вернулось, и ее состояние тут же вновь стало ухудшаться. В вагоне что-то зашипело. Я обернулся и увидел на полу стонущую голову монстра. Голова была почти человеческая, с гниющей зеленой кожей, туго натянутой на череп. Я раздавил ее ногой. Была там и еще одна пакость. Торс с приделанной к нему головой. Он зарычал и потянулся за Сильфой. А та с жужжанием взмыла под потолок вагона и позвала на помощь Хеклу. Эти монстры отличались от гнойных гулей. Эти генерировались на станции 72. Я быстро осмотрел гадину, после чего стопой размозжил ей череп. Пузырчатый гуль. Уровень 20. С пузырчатым гулем есть одна проблема. Он дьявольски цепкий. Эту немертвую тварь создает и выпускает в подземелье агрегат, именуемый генератором гулей. В этой местности множество гулей и генераторов. Но скверный парень, который плюется этими упырями, венчает иерархию. Вместо всякого немертвого моба, который умирает на этом этаже, один из кристаллов души, он же генератор гулей, порождает нового, пузырчатого гуля. Печально, что каждый моб на всем этом этаже страдает заболеванием, от которого рано или поздно умирает. Кристаллы души. Те самые гребаные кристаллы души. Вот откуда они брали энергию, чтобы перезаряжать меченосцев третьего этажа. А мисс Пушинка, чтобы запускать свои заклинания. Теперь кристалл души обезличен и превращен в мощную бомбу. Эта бомба, теперь нареченная сценарием судного дня Карла, по-прежнему покоилась в моем инвентаре. У меня пока даже не было случая перетащить ее на стол сапера. От таких предметов добра не жди. Хаос, определявший облик всего этого этажа, начинал обретать некоторую связность, к чему я был не очень-то готов. Нас окружал не простой лабиринт, а нечто близкое к вечному двигателю. Можно было ожидать, что уже на следующий день такие вот пузырчатые размножатся повсюду. Эта маленькая кучка не идет в сравнение с главной ордой, что движется к 101-й станции, где застряли люди, заметила Хекла. Там гулей во много раз больше. Толпа мобов поредела, но мы все еще сшибали их по горстке через каждые несколько секунд. На шипах Кати угнездился с десяток голов вместе с другими частями тел. Некоторые конечности еще продолжали жить. Слизь уже начинала литься в вагон. Пончик тщательно отстреливала их через окно. Тем же была занята и Хекла. Пончик пропиталась слизью, стекавшей с излучавших пар внутренностей. Насквозь пропиталась. Ее здоровенные солнечные очки защищали глаза, но с них приходилось непрерывно стирать кровь. Индикатор здоровья Кати продолжал ползти вниз. Так называемая целительница не исцелила ее ни хрена. «Лечить бы!» — заорал я на Фейри, которая по-прежнему висела под потолком и таращилась на труп гуля-пузыря. «Он мертв. Действуй же. Мне полагается ждать, когда будет 25%. Ты начнешь лечить сейчас же. Привести ее в сознание можешь?» Фейри взглянула на Хеклу. Та кивнула. Около имени этой Сильфы стояло больше 20 отметок об убийствах боссов. Но двигалась она так, как будто подверглась нападению впервые в жизни. Катя засветилась, дебаф обморока ослабел при ударе по очередной кучке гулей. Новая порция крови плеснула в вагон и промочила Сильфу. Фейри завизжала. «Катя, ох, больно! Сейчас ничего, но удар был очень тяжелый. Карл, следите за тем, чтобы ничто постороннее не попало вам за спину. Катя, вряд ли тут многое в моей власти». Я посмотрел на внушительную кучу обрубков тел, которые постепенно исчезали в Катином инвентаре. Куча уменьшилась, еще уменьшилась. Остались лишь наваленные на полу бубнящие головы. Пончик и Хекла принялись за работу. Ива отплюнулась, когда очередной ком слизи ударил ей в лицо и объявила: «Подъезжаем к 75-й». Полотно дороги пестрело трупами. Платформа тоже была ими завалена. Когда мы мчались мимо, я успел заметить несколько мертвых
хоб-гоблинов и гноллов с шакальями мордами. От основного пути отходили многочисленные колеи, уставленные пустыми вспомогательными вагончиками, которые словно просили, чтобы их прицепили к полноценному поезду. Они представляли собой платформочки размером с мини-купер, марка малолитражных британских автомобилей. И здесь были и порталы, и перепутья стрелок. Станция промелькнула быстро. Я увидел ее только мельком. Хоп-гоблины. Значит, вот где располагались команды экстренной помощи. Гули смяли их. Я знал, что гнолов часто использовали в качестве охранников. Возможно, это был тот самый отдел безопасности транзитных перевозок, о котором лепетала Мэдисон. Дальше расстояния между станциями значительно увеличились. Гули оставались на путях, все они упорно продвигались вперед. Других мобов мы теперь тоже встречали, но они шли по одному или по двое. Хотя их вообще не должно было быть на путях, так как поезда на этой линии останавливались исключительно на станциях пересадок. Тем не менее, эти мобы были все с белой горячкой. Они возникали и умирали так быстро, что я не имел возможности разглядеть их. Некоторые из этих мобов были больше других и бронированы, поэтому Катя начала терять шипы. Мы миновали парочку троллевидных, закованных в латы созданий размером с носорогов, и Катины шипы при ударе согнулись или сломались. Вагон тряхнуло, и я уже не сомневался, что он сойдет с рельсов. Однако он удержался. Катя починила свои шипы как могла, но для того, чтобы сохранять в целости совок, ей требовался металл. Хорошо еще, что после соприкосновения монстры умирали мгновенно. Через минуту мы раскидали небольшую группу гулей, в которую затесались также фейри величиной с кулачок. Гули разорвались, а летучие твари разлетелись искрами, которые покрыли совок радужными огоньками. Хекла отпрянула от окна, стирая с лица кровь и слизь. Вдруг она широко улыбнулась и изрекла: «Много чудес в коровьей голове». В северной традиции коровий череп считался мощным оберегом, защитой семьи, семейных традиций, домашнего очага. Он широко использовался в рунической магии. «Это истина», — подтвердила Ива. «Гореть мне в аду, если я знал, что это означало». Еще 1,5 часа мы неслись по туннелю к станции 101. Хекла пыталась вызывать Пончика на разговоры, но я был преградой между ними. Я ясно понимал, что все пассажиры нашего вагона общались между собой в чате. Когда до места нашего назначения оставалось несколько минут, пришло сообщение от Элли. «Элли, эгей, хорошие новости». Пончик: «Привет, Элли. Привет, Имани». Карл: «Да, так что такое?» Элли: «Теперь мы знаем, как бывает, когда гнойные гули собираются целой толпой». Карл: «Сарказм?» Имани: «Да, у нее сарказм такой. Кажется, цель гули этого типа – добраться до станции 48. Мы на 60-й перешли на вашу линию. Уж поискали правильный портал, но нашли ваш паровоз. Он там так и стоит. Потом двинулись вниз к колодцу, а там кишмя кишели гнойные гули. Они все преображались, из них вылезают червяки, а сами они потом скукоживаются. И получается огромный Франкен-монстр. Франкен-монстр – название мультфильма из сериала «Скуби-Ду», сюжетно связанного с классическим романом о монстре Франкенштейн или современный Прометей английской писательницы Мэри Шелли 1797-1851. Он слишком большой, чтобы выбраться отсюда. Заполнил пространство целиком. Карл – это босс провинции. Хорошо, хоть он выпустил отсюда нас. Элли: «Да он просто непристойный. Хлюпает, когда шевелится. И весь покрыт ртами, которые без умолку орут. Дерьмо святое». Карл: «По описанию напоминает шаркающего берсерка с предыдущего этажа. И еще больше. Пончик: «Да что там? Те ребята настоящая жуть». Имани: «Тех я не видела, а этот занял 48-ю станцию полностью. Гули гнева останавливаются на 36-й. Мы не знаем, что они намерены делать.
Теперь из депо подтягиваются только гули этого сорта. И делать будут то же самое, что эти. Или еще хуже. Карл. Ага, значит так. На 12-й у нас Дзекининки. На 24-й пока пусто. На 36-й гули гнева. На 48-м боссы провинции. На 72-й наши милые пузыри. Нужно выбирать что-то одно. Предположим, на 24-й образуется нечто ужасное. Думаю, убивать Зекининки и пузырчатых легче всего. Но и у тех, и у других есть генераторы. Следовательно, их запасы непрерывно возобновляются. Элли, ты можешь взять штучку Карла Фляга и взорвать их всех к чертовой бабушке. Так нам посоветовала мистрис Теата. Карл, я все время забываю, что у вас тоже есть наставница. Я думаю, хозяева игры этого от меня и хотят. Генераторы управляются кристаллами души. И этим не улыбается, чтобы их взрывали. Вероятно, станция 12 – оптимальная ставка. Но действовать нужно по старинке. Элли. Да, мисс Т. советы чаще при себе держит. Она чуть не целыми днями пьет и блиц-палочки покуривает. А потом кричит о космических пони. Тип достижений в некоторых компьютерных играх. И что там еще ей встречалось в подземелье? Она была на 7-м небе от того, что она наставница, но нас воспринимает как развлечение в каникулы. То и дело брызжет советами, а чаще всего крадет у меня золото на выпивку. Имани. Мы планируем остановиться на 36-й станции и перебить гулей гнева, когда они туда явятся. Если мы их поубиваем достаточно, то, может быть, помешаем хоть в чем-нибудь. Никаких кристаллов души тут нет. И мы в самом деле могли бы использовать фляжечку-другую твоего поджигателя. Карл, прекрасная мысль. Когда мы выручим тех, кого обязались выручить, у нас здорово расширится сеть контактов. Я встречусь с вами, как только смогу. Элли, отлично. Будь холодненьким. Пончик, ты придумала новый хлесткий лозунг? Мне нравится. Элли, ну да. Я иногда выдаю то один, то другой. Авось какой-нибудь приживется. Выезжаем на главную орду, предупредила Ива. Взгляните, сколько их. Скорость! Одновременно выкрикнули Хекла и я. Я повернулся к целительнице. Вылечишь ее через 5 секунд после того, как мы ударим по толпе. Я не спрашиваю, что у нее со здоровьем. Действуй. Насколько активации у тебя хватит ман? На 5 раз, но у меня есть зелье маны. Время перезагрузки зелья. 20 секунд. Мы ракетой проносились по туннелю. На краю моей карты вспыхнула вереница точек, и она быстро приближалась. Хорошо, мне нужно, чтобы ты вылечила Катю, досчитала до 5 и вылечила снова. И повторяй это, пока поезд не остановится. Следи за Катей, не будет ли изменений в ее состоянии. Понятно? Сильфа взглянула на Хеклу, та кивнула. «Да», — сказала Сильфа. «Мы успели», — сообщила Ива. «Орда будет на 101-й с минуты на минуту». «Что делается на путях сзади?» — спросил я у Хеклы, которая имела полный обзор трассы благодаря карте маршрута. Хекла была серьезна. «Пока неплохо. Будем надеяться, что когда мы двинемся обратно, дорога останется свободной». «Вот они!» — выкрикнула Ива. Шмяк, 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 шмяк. Мы продрались через первые ряды гулей. Вагон ходил ходуном, и мы уже были в гуще. Вагон трясся и кренился. Когда отшметки тел гулей ливнем хлынули внутрь вагона, я понял, что на рельсах он держался лишь благодаря тому, что туннель был достаточно узок. Я, не переводя дыхание, убивал все, что еще шевелилось. Ударил кулаком какую-то скрежещущую голову. И она лопнула, но другие продолжали лезть. Одна из них больно укусила меня в ногу. Я отпихнул ее. Активировались мои наколенники, и шипы проткнули нападавшего. Поезд издал зловещий гудок, пробираясь через скопление гулей. Его скорость заметно снизилась. Появились новые уведомления. Пончик кричала и, выпустив когти, отбивалась лапами от летевших в окно живых кусков плоти. Временами мы оказывались по пояс в кровавых обрывках
Их было больше, чем можно было вообразить минуту назад. И многие из них продолжали жить. Что-то укусило меня. Потом что-то еще укусило. Мне пришлось отступить от окна. Гора слизи напомнила мне о бадьях с китовой икрой, которая хранилась на судах в доках. Слизь стекала на пол под окном, доползала до середины вагона и там вспучивалась, доходя мне до колен. Какое же скверное положение, дерьмо ты святое. Внезапно Пончик оказалась на моем плече. Какая-то отрезанная рука крепко вцепилась в ее хвост. «Катя, помогите!» Я поднял голову и увидел, что здоровье Кати задержалось на уровне 10%. Да и мое собственное поползло вниз. Где же эта сучья Фейри? Я трудился, не покладая рук, крушил нападавших на меня монстров, но их было невыносимо много. Я пустил на Катю заклинание исцеления. Потом был вынужден применить магическое лечение к себе. Затем я пустил в ход удар пяткой и активировал Жахнимбро, после чего отступил обратно к окну и не переставал крушить головы вокруг себя. Я дрался, как будто в чане с овсянкой. Слизь по-прежнему потоком лилась в вагон. Хекла обернула себя физически обороняющим магическим заслоном. Ива держала одну из 4 рук на рукояти управления и размахивала своими клинками. Ей слизь доходила до груди. И новые части тел. Они становились крупнее, крупнее. По мере того, как поезд замедлял ход, среди них уже попадались цельные, живые, не вполне мертвые гули. От одного влетевшего в вагон совершенно невредимым я с трудом увернулся. Зеленокожее чудовище немедленно ринулось на меня. Пончик пристрелила его ракетой. Снаружи поезд был полностью облеплен монстрами, ползущими, стонущими, скребущими. Весь головной вагон зловеще завывал. Катя безжалостно прокалывала их шипами и стирала слизь, убирая трупы в инвентарь. Но их было чересчур много, а Катя не могла двигаться достаточно проворно. «Станция близко», — объявила Ива. «Сбрасываю скорость». «Нет!» — закричал я. «Нет! Пока Катя не вылечена. Где эта дрянь Сильфа? Убита, что ли?» «Сбежала!» — ответила Пончик, задыхаясь. Она вызвала себе на подмогу пару Монго на час, но Хекла по ошибке убила их. «Сбежала! В укрытие!» «Катя! Карл! Где я? Почему Ива мне не отвечает?» Я развернулся к Кате. «Мать твою тудыть-рассюдыть! Почему ее здоровье так упало?» Мы уже продрались сквозь почти всю Орду. Снаружи оставались лишь несколько монстров. Я уворачивался и уклонялся, раздавал удары кулаками, убивал монстров и краем глаза следил за опускающимся индикатором здоровья Кати. У нее еще одно сотрясение. Столько слизи и трупов вокруг, что неблагополучие вполне естественно. Но уровень здоровья теперь снижался быстрее, чем прежде, а я ничего не чувствовал. Похоже было, что ее ударил дебаф, но это не отразилось на ее статусе. Я прочитал еще один целебный свиток, за ним еще. Скоро я истощусь. Пончик. Карл! Хекла выпустила в Катю невидимую стрелу. А я увидела, потому что на мне очки. Она это самое и раньше сделала. Но я подумала, что это по ошибке. Но теперь она опять это сделала. Эта стрела у нее лежит среди обычных. Она попала в совок. Стрелы все еще торчат в ней. И я уверена, что она выстрелила нарочно. Карл, Катя, освободитесь от металла. Сбросьте массу. Скорее, скорее. Поезд продолжал замедлять ход. Визжали тормоза. Мы выехали из толпы. Ива кричала. Она была ранена. Кровь толчками брызгала из одной из ее 4 рук. Хекла без устали убивала монстра в вагоне. Она уже отодвинулась от окна и оказалась вне досягаемости. Арбалет эта высокая женщина отбросила и теперь держала по серпу в каждой руке. Она крутилась вокруг своей оси, резала, убивала. Ее магического заслона уже не было, а над головой мерцала надпись «Ярость». Хекла беспрерывно кричала. Хотя вагон подземки был несколько шире вагона обычного поезда, но все-таки недостаточно широк, и несколько раз я уворачивался от безумных ударов. Я отступил вглубь вагона,
насколько это было возможно. Совок исчез в передней стенке вагона. Кровь с обрубками тел выливалась на рельсы. Шмат плоти влетел в вагон, шлепнулся в слизевую массу и исчез в ней. Прошла секунда, и Катя вновь возникла передо мной. Ее индикатор здоровья все еще падал. Она тяжело дышала и как будто начинала терять сознание. Я подхватил ее одной рукой, удержал в прямом положении. Над ней возникла надпись «Без сознания». «Стрелы все еще в ней! Торчат из плеча!» — завопила Пончик. «Вытащи их!» На плече Кати не было видимых ран. Она была одета в свой привычный костюм из красной кожи. Я освободился от рукавицы и потер Кате на плечо. Мой палец натолкнулся на нечто невидимое. «Вот они! Вот она! Тяни, тяни же!» Я дернул. Катя вскрикнула в своем забытии. И только после этого проявилась дырочка в кожаном трико. Пончик вылечила ее. Я убрал невидимое оружие к себе в инвентарь и принялся шарить снова, пока не наткнулся на вторую стрелу. Я выдернул ее и быстро изучил. Мелкий грязный рычаг постепенного действия. Этот предмет сломан. Его необходимо починить, прежде чем использовать. Действие его постепенно. Он невидим. Точка его вхождения в цель будет скрыта и обнаружится только при прикосновении. Идеальный предмет экипировки взыскательного ассасина. Он наводит на жертву действия и временной амнезии, и мучительного кровотечения. Вытягивает из нее здоровье, сохраняя лишь уровень в 10%. Второй рычаг опускает уровень здоровья жертвы до 1%. Жертвы, которые впоследствии неизбежно умирают, оформляются как умершие в силу альтернативных причин. Убийство не принесет вам признания или опыта, и вы также не получите гнуснейший череп около вашего имени, если вам случится убить равного вам обходчика. Тяни, тяни, толкай, толкай. Да что за хренодолбина? Зачем она хочет убить Катю? С обеих сторон платформы к остановившемуся уже поезду устремились многочисленные обходчики. На периферии моей карты я увидел, как штук 500 красных точек толкают голубые точки назад. Хекла, наконец, отвлеклась от своего занятия. Баф «Ярость» мигнул несколько раз и исчез. В глазах женщины светилось какое-то одичание. Она сфокусировала взгляд на все неприходящей в себя Кате, которую я подпирал одной рукой, и нахмурилась. Она как будто даже не заметила, что до сих пор мы спасали ее. Ива исцелила себя, но потеряла одну из рук. Сейчас она тупо глазела на обрубок, словно удивляясь, что рука не вырастает. Я наступил на последнюю оставшуюся голову Гуля. Каждый из нас смотрел на других, не зная, что предпринимать дальше. «Карл, Пончик, только хладнокровие. Нельзя допустить боя». Она проверяла что-то, и это что-то не сработало. Мы не должны мешать ей. «Ты хотела убить Катю! Ты, гребаная сука!» — заорала Пончик и выпустила в лицо Хек. Глава 23. Хекла отлетела назад и вмазалась в боковую дверь вагона. В ее глазах застыл шок. В то же мгновение Ива с места полетела на меня, вращая в воздухе клинками. Открылась задняя дверь вагона, и вбежали две дочери. Их руки сверкали. На авансцену вылетела из своего укрытия Сильфа с выпученными глазами. Я уронил Катю и попятился, восстанавливая на кулаке рукавицу. Мои ступни заскользили по невидимому под слизью полу, и я ударился спиной о стену вагона. Бронированным предплечьем я отбил опасный удар Ивиной сабли. Блин, латы мне, еще металла. Я ударил Иву ногами в живот, и она полетела от меня. Я обратил на себя заклинание «Сияющая броня», и тут же меня ударили. Магическая ракета и электрический штырь, то и другое от только что появившихся женщин. «Держитесь!» — крикнула Хекла, поднимаясь на ноги. Сильфа полностью исцелила ее. «Всем держаться! Прекратить!» Я Катю уронил, но ее здоровье стабилизировалось. Ее голова держалась над массой слизи и обрубков тел, как голова пловца над водой в бассейне. Она так и не приходила в сознание, хотя и очнулась на 30 секунд.
Ива выпрямилась и с шипением ринулась на меня и Пончика. Хекла удержала ее, схватила за запястье и тут увидела ее увечье. «Это я сделала?» — спросила она в изумлении. «Да, ты!» — прорычала та. «У меня есть еще 3 руки, а тебя подстрелила эта мелкая сучка. Позволь мне ее убить». «Ты хотела убить Катю!» — снова завопила Пончик. «Я это видела. Ты применила невидимые стрелы. Я считала, что вы подруги. В друзей не стреляют». «Болты, не стрелы», — поправила Хекла. «Пончик, из арбалета стреляют болтами». Пончик сплюнула и зарычала. Ее когти впились в мое плечо, и внезапная боль вдруг показала мне, насколько тесен этот вагон. «Что происходит в конце концов?» — гаркнул я. «Я не знаю, но сейчас всем успокоиться. Спокойствие на... Что за хрень? Мы все в одной гребаной, мать твою, лодке». Хекла повернулась к своим могиням. «Кыш, ты, Сильфа, тоже». Они попробовали возразить. «Кыш». 3 обходчицы нехотя подчинились, смылись и замерли за дверью. Остались мы, я, Пончик, Катя, Хекла и Ива. А обходчики штурмовали наш поезд. Они выбирали не пассажирские вагоны, они занимали товарные. Группа обходчиков уже примостилась сверху лестницы, ведущей к платформе, и не пускала никого. Времени у нас было в обрез, а на платформе установился невообразимый гвалт. Над лестницей кучка из 5 голубых точек обратилась в завал из косых крестов. «Я совершила ошибку», — сказала Хекла, когда прочие вышли. И пожала плечами так, как если бы ничего особенного не произошло. «Я не могу отыграть назад, но и воевать нам незачем. Возьмем паузу и переключимся. Можно будет это обсудить потом, когда отсюда выберемся. Мы должны действовать сообща». «Да ни за что!» — выкрикнула Пончик. Ее трясло от ярости. «Я никогда не буду в одной команде с тобой. Ты предатель!» «Пончик!» — произнесла Хекла так спокойно, как это только было возможно. «Мы должны смотреть на вещи разумно. На перебранке у нас нет времени, а тебе сейчас нужно вдохнуть и выдохнуть». Но Пончик продолжала трястись. «Раньше я думала, что ты, Хекла, чудо, а ты такая же, как все. Ты притворяешься хорошей, но никакая ты не хорошая. У тебя только ложь, ты лживая насквозь. Зачем ты лжешь? Почему мы никому не можем доверять? Ты говорила Кате, что она дорога тебе. Ты заставила ее почувствовать себя особенной, любимой, но только хотела ее использовать, хотела продать ее». Катя наконец-то пришла в себя, села. Ее глаза были широко раскрыты. Она обвела взглядом помещение. «Карл, Ива, что происходит?» «Хекла пыталась убить тебя, вот что происходит», — рявкнула Пончик. «Мы даже не знаем, из-за чего. Ты ничего плохого не сделала. Рот на замок, грязная зверюга, или я сейчас заткну тебя», — злобно приказала Ива. Я положил руку на щеку Пончика, рассчитывая успокоить ее. До меня начало доходить, откуда у нее такая утробная реакция. И вдруг колоссальное откровение зашло на меня, как грузовик переехал. «Сохраняем спокойствие, хорошо? Карл, она ничего плохого не делала. Она очень старалась. Это же подло». «Пончик, я знаю». «Ребята, ну пожалуйста». Катя попробовала встать на подгибающиеся ноги. «Что это творится? Я не помню». Она не договорила. «Везде больно». Хекла вздохнула и прислонилась к стене вагона. Ее серпы исчезли в инвентаре. Она достала пачку сигарет, взяла одну в рот, подожгла. Как-то нехорошо все обернулось. Господи, как я хочу в душ. Кто-нибудь хочет сигарету? В ту секунду мне ничего во всем мире не хотелось, как воспользоваться этим предложением. Но кошка по-прежнему сидела на моем плече, и я не решился сделать шаг к Хекле. «Послушайте, мы все здесь не маленькие дети», — снова заговорила та. «Нам надо перебраться в другой паровоз. Путь расчищен. Вы можете перейти втроем или остаться здесь и ехать своим путем. Мне безразлично. Вопрос закрыт. Как говорят американцы, что не делается, все к лучшему. Но вы, Карл, правы. Ни к чему нам все это. Глупый риск». «Не знаю, что у нас хорошо кончается», — проворчал я. «Я был уверен, что вы задумали напасть на меня. Но на Катю. Почему?»
Катя переводила с одного из нас на другого взгляд своих все еще неправдоподобно огромных глаз. «Ива», — произнесла она. «Ничего, Катя, уходи отсюда. Остальные ждут тебя». «Не надо», — возразила Пончик. «Они желают тебе зла. Ты можешь оставаться с нами. Мы уходим отсюда. Ты согласна? Мы тебя никогда не бросим. И мы, между прочим, не лживые паскуды». «Дайте же мне разобраться», — взмолилась Катя. «Ради всего святого. Я же не понимаю, что происходит. Почему я ничего не помню?» «Потому что Хекла выпустила в тебя жуткую стрелу, чтобы убить тебя». Хекла рассмеялась каким-то нервическим смехом. «Пончик, болт. Это называется болт». Катя не поверила. «Нет, вы обе стреляли. Пончик, это ты выпустила в меня магическую ракету. Ты целилась в гулей. Это я помню. У тебя вышло случайно. Все в порядке». «У нас нет на это времени», — резко сказала Хекла, выбросила сигарету и оторвалась от стены. «Ива, давай же, мы должны спешить». «Нет, подождите», — стала просить Катя. «Пожалуйста, нельзя же». «Да хватит, Катя», — оборвала ее Ива. «Хватит валять дурочку. Идем с нами. Вечно с тобой так. Слушайся меня, и все». «Да я пытаюсь сообразить. Хекла, ты ранила меня нарочно. Почему? Что я сделала?» Ива зарычала. «Ты, Катя, постоянно говорила, что ощущаешь себя бесполезной. А ты принесла пользу. Мы не хотели совсем тебя убивать. Нам было нужно только разжечь знаменитый темперамент Карла. А теперь заткнись нахрен и иди с нами». «Что?» – изумилась Катя. «Вы использовали меня? Для чего?» «Ох, Катя!» – отозвалась Ива, как будто изображая любопытство, и передразнила ее. «Для чего? Для чего?» «Ива, прекрати!» – остановила ее Хекла. «Вспомни свой гнев. Идем, дело сделано». Ива не прекратила. Она продолжала насмехаться над Катей. «Что? Фанар бросил меня из-за какой-то студентки. Что? Мне не позволят взять приемного ребенка. Почему я? Ха-ха-ха! Перестань страдать фигней. Раскрой свои слепые зенки. Хватит быть такой наивной. Посмотри, наконец, где мы. Посмотри, чем нам приходится заниматься, чтобы выжить. Потому-то я и оставила тебя на 3-м этаже. Потому-то ты такое ничтожество. Потому-то тебя никто не любит. Потому что ты всегда растерянная. Хоть бы раз за всю свою никчемную жизнь ты поступила правильно и ушла от этой пары». Катя обладала одной способностью, к которой не любила часто прибегать. Эта способность называлась стремительность. Она превращала ее в барана, который прет напролом. Активировав стремительность, она летела вперед, круша на своем пути все. Стремительностью можно было пользоваться только 1 раз в сутки, и когда она активировала эту способность, то включались все ее жизненные силы, даже если она ни с кем не дралась. И я знал, что Катя терпеть не могла в себе эту способность, несмотря даже на настойчивые советы Мордекая развивать ее. К тому же эта способность была непредсказуема. Иногда она, используя стремительность, была 5 футов ростом. Иногда ее рост взлетал до 20 футов, и в этой изменчивости не просматривалось никакой закономерности или причинности. Мало того, порой она носилась не по прямым линиям. Чаще она мчалась в ту сторону, в которую была развернута лицом. Но время от времени она отклонялась от направления. В этот раз получилось вот что. Катя выкрикнула что-то нечленораздельное и активировала стремительность. И устремилась на свою бывшую подругу Иву. Промахнулась на пару дюймов и неожиданно стала первым обитателем мира обходчиков подземелья, заслужившим награду за убийство участника из первой десятки. Этим участником из десятки оказалась Хекла, амазонка-щитоносица, на момент гибели номер 2 в игре. Хекла полетела по вагону, а Катя заработала приз в 500 000 золотых. И в тот момент, а именно перед тем, как вновь растворились двери ада, я, наконец, узнал уровень Кати. Она была 24-го, когда образовывала из себя метельник перед головным вагоном. Когда же она отлетела от стены, и над ее головой нарисовался череп, череп особенный, золотой, уровень уже был 37-м.
24. Тело Хеклы ударилось о стену и бесформенной кучей рухнуло на пол. Системное сообщение. Мастер пал. Затребован приз. Дверь вагона распахнулась настежь, и к нам ворвались 2 могини и целительница. За их спинами толпились другие дочери. Все они кричали и визжали. «Катя, ты что наделала? Что наделала?» — голосила Ива. «Карл, концерт окончен. На платформу. Ждать моего знака. Катя, заберите арбалет. Пончик, не выйдет. Передо мной стенка вагона. Сначала надо выбраться». Меня ударила в грудь магическая ракета и отбросила спиной к открытому окну. Я едва не вывалился. Ударила, словно кувалдой. Сияющая броня все еще действовала. Тем не менее, заклинание отняло почти четверть здоровья. В тот же миг Ива налетела на Катю. Засверкали клинки. Хекла потянулась и ухватила рукой одну из сабель. Сталь разрезала мягкую плоть ладони пополам. Другой клинок отскочил от нагрудного панциря амазонки. Она поднялась на ноги, из нее потекла гулевая слизь. Ива была настолько поражена, что отпрыгнула, уронила свою первую саблю. Та полетела на пол вагона. Материализовалась вторая Хекла. Цапнула трясущуюся женщину-змею за шею и вышвырнула ее из окна. Рядом тут же возникла третья Хекла. Ива кричала, улетая. Я слышал, как она шмякнулась на пути. Другие дочери, ошеломленные, с криками убежали. «Святое дерьмо, Пончик!» – пробормотал я и с трудом шагнул вперед. Эта кошка набросила на труп второй шанс, а затем и часовое утроение, создав 2 новых экземпляра Хеклы. Блестящая идея. Пакость пакостью, но идея блестящая. «Не надо, не трогайте их!» – взмолилась Катя, приходя наконец в себя. «Других дочерей не нужно. Они не знают о том, что тут делается». «Убрать их!» – приказала Пончик 3 Хеклам. Дочери частично опомнились от первоначального шока и обрушились на Пончика с бранью, разъяренные осквернением тела Хеклы. «Копии вперед!» – распорядился я. «Настоящую Хеклу удержи. Нужно забрать в лут ее поганый труп». Голова одной из копий Хеклы лопнула. Оттуда полетели искры и мелкие детали электроники. Это одна из дочерей метнула в нее второй электрический клинок. 2 другие Хеклы продолжали выталкивать своих спутниц в тамбур и в следующий вагон, в который помимо оставшихся дочерей втолкалось еще не меньше 100 обходчиков. Так пространство было забито до отказа. Они вопили в унисон, растерянные и напуганные тем, что на них надвигается один из наиболее прославленных обходчиков подземелья. Я попробовал вытащить саблю из спины Хеклы, но она застряла там прочно. Глянув под ноги, я увидел квадратную крышку люка. «Катя, нужно снять с тела Хеклы багряный ключ, и сделать это должны вы, поскольку это вы ее убили. Добудьте ключ, а потом все, что сможем захватить. Действуйте быстрее». «Зачем?» – не поняла Пончик и выпустила магическую ракету между немертвых ног Хеклы. Одна из дочерей упала навзничь с криком и ухватилась за колено. «На кой ляд нам этот ключ?» Катя, к ее чести, быстро пришла в себя. Она дернулась вперед и с криком «Где Ива?» набросилась на немертвую Хеклу. Минутами раньше мы заблокировали дверь головного вагона так, чтобы закрыть ее, но не запереть, поэтому в ключах не нуждались. Но ключ был бы все равно необходим, если бы мне потребовалось отцепить свой вагон. Моим первым порывом было захватить локомотив и помчать оттуда ко всем чертям. Можно было надеяться, что в поезде кто-нибудь сохранит рассудок и угонит весь поезд в другом направлении. Часть меня завопила: дрянной выход. Ты собираешься оставить на произвол судьбы 1000 человек. Они должны будут знать, как включать ходовую машину. Безусловно, кто-то догадается. Это делается одним нажатием кнопки. И все же, подумал я, а если не догадается никто? «Мать вашу, мать! Она не дает снимать с себя лут, пока она миньон!» – прокричала нам Катя. Вторая Хекла-копия взорвалась, когда ей пробили клинком грудь. Пончик прыгнула ко мне на плечо. Тем временем последние обходчики влезали с платформы в поезд. Троица чудовищ скакала по лестнице вниз с моста. Вот же дьявол, что это за шутки? Над головами у них мигали красные восклицательные знаки.
Монстры третьей стадии. Прочь оттуда, иначе нельзя. Катя, как только миньон умрет, забирайте ключ и арбалет. Потом собирайте любой лут, какой сумеете. Один из монстров налетел на пассажирский вагон и отскочил от удара. Когда-то, наверное, он был медведем с черепом вместо лица. Белая горячка преобразовала его. Из его спины росли щупальца. И я вспомнил плесневых львов из цирка Гримальди. Но у тех щупальца были как тонкие паразиты. Тут было что-то другое. Эти щупальца были частями тварей. Совсем. Кракариновые. Блин, нет на них времени. Первоначальный план состоял в том, чтобы отцепить первый локомотив, пройти вдоль путей до хвоста состава, включить ходовую машину во втором локомотиве, тем самым сделав его головным. Впрочем, теоретически, когда второй локомотив находился в режиме ожидания, таких сложностей не требовалось. Поезд мог бы двигаться без проблем в любом направлении, хотя выбирать направление нам пришлось бы вслепую. Выбора не было, если учесть, что в поезд неожиданно набралась 1000 человек, и всем нам грозила смертельная опасность. Мы должны оставаться в поезде и гнать его в обратном направлении. А это сложно, когда ты мертв. «Скорее закройте дверь!» — крикнул я. И в этот момент Хекла-миньон рухнула от удара заклинания. Она свалилась в тамбуре, перекрывая выход. Пончик выпустила в тело женщины еще одну магическую ракету, которая протолкнула его дальше и уполовинила здоровье. Я ухватил труп Хеклы за ноги и потянул обратно в вагон. «Закрывайте дверь! Закрывайте дверь!» Катя потянула ручку скользящей двери, отпихнула ногой блокировку, закрыла дверь, заперла, и она тут же дрогнула под ударом 2 заклинаний. Я уже знал по опыту, что без ключа никому не пробраться в локомотив. Оставалось надеяться, что ни у кого из оставшихся дочерей ключа нет. Я глянул вниз и с ужасом увидел, что тело перерезано надвое. В вагон мы втащили только ноги и половину туловища. Ее сверкающий нагрудный панцирь и, что еще прискорбнее, арбалет, который она носила за спиной, остались по другую сторону двери. Поезд снова тряхнуло, когда в него врезался новый монстр. Щупальца существа хватались за двери пассажирских вагонов. Я прыгнул к панели управления, перевел поезд в режим заднего хода и повысил напряжение на дросселе. Поезд начал угрожающе вибрировать, и я испугался, что он не начнет движение, или хвостовые вагоны сомнутся, как это произошло во время последней катастрофы. Однако поезд тронулся. Сначала медленно, затем стал набирать скорость. Мы выехали со станции в обратном направлении. За моей спиной дверь тряслась и звякала. Это дочери отчаянно старались сорвать ее с петель. К моменту нашего отъезда платформа была полна многощупальцевых тварей. Я внимательно следил за уходящей назад платформой. Один монстр скакнул на пути, за ним второй. Платформа быстро скрылась из виду. Я сбавил скорость, хотя совсем немного. Я надеялся, что эти чудовища не были способны быстро бегать. «Куда делась Ива?» — спросила вдруг Катя. В ее голосе появилась странность, некая отдаленность, нотка шока. Удары в дверь сзади нас не утихали. Она вылетела из окна. Разбилась она насмерть или нет, я не знаю. Я же не видел ее после отъезда со станции. «Она жива», — сообщила Катя, — «и по-прежнему в моем чате». Я кивнул. «Хреново. Все произошло слишком быстро. Хекла мертва ко всем хренам. Катя убила ее. И взлетела с 24 уровня на 37-й. Безумие. Вы уже видели ваш уровень?» — поинтересовался я. «А вы ваш?» Я удивился и взглянул. Я поднялся на 2 уровня, до 34-го. Пончик тоже добавила 2, до 32-го. Я предполагал, что Катя приобретала немало опыта, когда бывала прущим напролом бараном, и львиная доля этого опыта, вознесшая ее к небесам, получена в убийстве Хеклы. У меня еще не было ясного представления о том, как именно происходит распределение опыта в группе. Но 2 уровня за раз – это много. И теперь нам оставалось только использовать приобретенное. Я предполагаю, что у вас сейчас самый высокий уровень из всех обходчиков, проговорил я, помолчав. Последний раз у Люсии Мар я видел 35-й, и это было всего несколько часов назад.
Катя не ответила. Поезд грохотал на рельсах, поездка давалась ему гораздо тяжелее, чем путь на место боя. Все мы были вымазаны слизью, весь вагон был ею наполнен. Я посмотрел на свои руки и поразился, сколько на них крови. Катя повернула голову, посмотрела на ноги Хеклы, поднесла руку к рту и так стояла некоторое время. Я не хотел ее убивать. Пончик перескочила с моего на ее плечо. Когда я убила того парня, у меня тоже не было намерения. Ну такая уж у него судьба. А судьба Хеклы еще хуже. Она намеревалась тебя убить. Опять удары в дверь. Те дамы сдаваться не собирались. Можно было сказать, что они колотились все более яростно. Я с содроганием взглянул на половину тела Хеклы. Лута не предвиделось. «Так как же, вы добыли ключ?» «Да», — ответила Катя. «Правда, теперь это не важно. Мне стало легче. Те до нас теперь не доберутся. Во всяком случае, через эту дверь. Это правда, но нельзя, чтобы ключ достался дочерям». Я умолк, потому что увидел взгляд Кати и сразу прочитал его. Она вспомнила минуту перед концом. Я взял ее за руку, чтобы успокоить. «Катя, ты в порядке?» — спросила Пончик. «Нет», — ответила она, — «ни капли не в порядке. Во всем этом нет ничего правильного». Она потерла глаза и оглядела залитый слизью вагон. «Будь оно все проклято, здесь даже негде присесть и передохнуть». Мы все трое переглянулись и начали смеяться. Поводов для смеха не было никаких, ничего смешного. Но мы смеялись, смеялись долго и от души. Это не имело смысла. Все, что случилось, не имело смысла. Но мы были живы, по крайней мере. На какое-то время мы были друг у друга, а ведь это действительно важно. Минута смеха оборвалась так же внезапно, как и началась. «Карл!» — вдруг зашипела Пончик. «Там кто-то есть. В купе Челотавра. Он хочет спрятаться, но у него есть заклинание или навык. Я вижу, как мигнула точка у меня на карте. Голубая точка. Кто-то маленький. Только этого, елки-палки, не хватало. Меня охватила неодолимая усталость. «Сильфа, ты?» — окликнул я. «Выходи. Драки закончились. Хватит калечить друг друга». Дверь купе Челотавра распахнулась. Оттуда вылетела крошка Фейри. Метнулась к выходу и попыталась отпереть дверь. Пончик спрыгнула с Катиного плеча, оттолкнулась от стены, достала орущую Фейри и прижала ее к полу. Малышка булькнула, когда ее голова оказалась под поверхностью слизи. Она постепенно вытекала, но оставалось еще очень много. «Гады, не смейте ее мучить!» — раздался голос за дверью. «Богом клянусь, перебью вас всех, если вы ее обидите». «Отпусти ее!» — прокричала другая женщина и бешено замолотила в дверь. «Отпустите ее сейчас же!» Я подхватил целительшу. Она была крупнее многих Фейри, крупнее тех, что были на втором этаже, крупнее управляющей из клуба Деспирадо, но я все-таки вполне удерживал ее на одной руке. Она вопила и вырывалась. Слабое ледовое заклинание вырвалось из ее ладони и ударило меня в ногу. При моей невосприимчивости ко льду я даже ничего не почувствовал. «Угомонись, Сильфа», — сказал я. «Господи же Иисусе, утихомирься нахрен, перестань извиваться. Я не причиню тебе вреда». «Предательница!» — закричала она на Катю. «Она спасла жизнь тебе! Она спасла всех нас! А ты ее убила! Что нам теперь делать?» «Сильфа», — сказал я, — «сейчас я тебя отпущу, и мы все вместе поговорим. Мы не хотим драться, нужно только поговорить, хорошо?» Фейри прекратила сопротивляться и только сердито сверкала на меня глазами. Пончик вернулась на мое плечо и зашипела на Фейри. «Если попробуешь что-нибудь выкинуть, я достану тебя в воздухе и откушу тебе крылья. Я это уже делала». «Ладно, ладно, охолонули все», — сказал я. Я отпустил малышку. Она взмыла в воздух, жужжа поднялась к потолку и стукнулась о стену. Сложила руки на груди, с ее тела капала кровь. Поезд дернулся, наехав на какой-то предмет на рельсах. Целительница саданулась головой о потолок и заморгала. Я отступил к панели управления, еще больше сбросил скорость. Мне не нравилось управлять поездом вслепую.
Пока монстры встречаются нам поодиночке и парами, ничего не случится. Тем более, что поезд стал намного тяжелее. Но ехать все равно следовало медленно. «Ты убийца!» — бросила Сильфа Кате. «Катя не хотела убивать Хеклу», — сказал ей я. «А Хекла намеревалась Катю убить. Я думаю, она принесла бы в жертву и тебя. И я точно знаю, почему так. Она сделала свою ставку и проиграла. Что сделано, то сделано. Махать кулаками после драки бессмысленно. Все мы сейчас на одной стороне». «Ты не прав», — возразила Сильфа. «Хекла никогда бы мной не пожертвовала. Она оберегала нас». «Хекла оберегала вас, поскольку вы команда. Она велела тебе перестать лечить Катю, так? И велела тебе спрятаться в купе. Не убегать из вагона, а идти туда, где мы тебя нашли. Все правильно?» Фейри не ответила, только таращилась. И я понял ее взгляд как подтверждение. «Послушай, я не очень хорошо ее знал, но кто-то когда-то говорил мне, что она очень себе на уме. Она как бы разыгрывала шахматную партию и была готова жертвовать другими ради того, что считала большим благом». «Хекла никогда не причинила бы мне зла», — стояла на своем Сильфа. «Мои девочки этого не допустили бы». «Но она запретила тебе лечить Катю. Это же правда. Возможно, она выжидала, хотела убедиться, что мы прорвемся через ту орду. Верно?» Сильфа помолчала. «Мне велела Ива, не Хекла». Я кивнул. Совсем не исключено. Ива была для Хеклы посредницей, адъютантом. Я думаю, Иве поручалась грязная работа. И она велела тебе дожидаться в вагоне, не уходить. Тебе-то что до этого? Разве ты не понимаешь? Ты была приманкой. Зачем, по-твоему, ей было нужно держать тебя рядом? Она хотела, чтобы Катя умерла, а я рассвирепел. Я даже не злюсь ни на нее, ни на Иву. Я не злюсь на тебя. Она же рассчитывала, что я наброшусь, и именно на тебя. Может, даже искалечу или убью. Считала меня помешанным. Ты и есть помешанный. Ты сумасшедший. Это всем известно. Мы же смотрели видео. Ты выходишь из себя без причин. Смеешься, когда собираешь части мертвых тел. Хекла ни за что не допустила бы, чтобы ты притронулся ко мне. И она не стала бы намеренно выпускать в Катю эти два невидимые болта из арбалета. Я достал из инвентаря сломанный болт. Он оставался невидимым в моей руке. Я окунул его в кровь и продемонстрировал Сильфе. Его очертания проявились на секунду, затем кровь стекла. Я сделал шаг и протянул ей. Она не шевельнулась. «Вот, возьми, я не причиню тебе вреда». Она неуверенно протянула руку и взяла арбалетный болт. Ее глаза округлились, когда она прочитала его свойства. Я забрал болт. «Это ничего не значит. Он может быть и твоим». Но в ее голосе уже не было прежней убежденности. «Она была бы вынуждена убить меня, если бы я напал на тебя. Возможно, так она собиралась отвлечь Пончика. Дело недолгое». «Да зачем? Для чего ей такой план?» Я вздохнул и указал большим пальцем на Пончика на моем плече. «Если бы меня и Кати не стало, Пончика осталась бы одна. Она была бы вынуждена присоединиться к вашей команде. И Мордекай, наш наставник, тоже. Вот чего Хекла добивалась. Сколько лекарей в вашей партии? Много, так ведь? Я видел всех Фейри. Это была бы хорошая сделка. Одна целительница плюс Катя, которая уже не была в вашей группе после того, как был пройден второй этаж в обмен на одно из главных достояний подземелья. Если бы сделка состоялась, ваша команда выиграла бы. Без обид». «Карл, я никогда не перешла бы к Хекле, если бы она убила тебя», — сказала Пончик. Я задумался. Возможно, убить меня она поручила бы Иве или тем двум могиням, которых к нам приставила. А когда план был бы выполнен, убила бы и их. Или прогнала, чтобы угодить тебе, Пончик. Кто знает, она психиатр. Возможно, у нее были далеко идущие планы. Детали я не знаю, но думаю, что не ошибаюсь. «Я все равно бы с ней не пошла», — буркнула Пончик, хотя и не так громко. «Ива еще жива?» — спросил я у Кати. «Да», — сказала она. «Я не знаю, где она. Может быть, вернулась в поезд. Я отправила ей сообщение, но она не отвечает». Я поднял взгляд на Сильфу.
Можешь спросить у нее. Спроси его, было ли ей велено защищать тебя от меня. Я держу пари, что было велено именно так. Возможно, Хекла планировала и ее принести в жертву. «Это была не Ива», — сказала Сильфа после долгого молчания. «Мои дочери, мои родные дочери стояли на страже. Хекла приказала им убить тебя первым, если что-нибудь будет срываться. Черт, мое место не здесь, у меня пекарня. Я только хочу, чтобы мои девочки были в безопасности. Я хочу домой, мое место не здесь». «Те двое, что колотятся в дверь, твои дочери?» — уточнил я. «Две могини, что вступили в игру, когда мы все окунулись в Г...» Сильфа кивнула. «Отправляйся к ним», — сказал я. «И передай им то, что я тебе говорил. Скажи, что я сожалею обо всем, что случилось, но в ответе за это Хекла». «Она оберегала нас», — повторила Сильфа. «Когда ее не стало, вожаком автоматически стала Ива. Ее не любят. Они расходятся. Дочерей Брунгильды больше нет. Без Хеклы мы — ничто. У нас почти нет снаряжения, нет больше личного пространства. У нас всех есть спонсоры, но у большинства они были общими с Хеклой, и они никогда ничего нам не присылали. У нас ничего нет. Что нам делать?» Я покачал головой. «Ну, не знаю. Здесь полный пояс народа. Я уверен, кто-то будет рад соединиться с целительницей и двумя могинями. Кто-то, но не мы. Мы никогда не сможем доверять друг другу. Это погано. Поверь мне, хозяева игры хотят, чтобы случилось так. А мое гребаное сердце этого не выдержит». Я приоткрыл дверь ровно настолько, чтобы расстроенная Фейри могла вылететь. Затем закрыл снова и запер. Из-за двери послышались женские всхлипывания. Я прислонился к двери. Поезд тряхнуло немилосердно, когда колеса на что-то наехали. Но дальше движение вновь сделалось гладким. Ну и денек, Иисусе. Чем больше я думал о поползновениях Хеклы, тем больше злился. Вот значит, какими мы становимся. Вот кто мы есть на самом деле. Я отказывался в это верить. Я подумал об аутисте, который все еще брел к бездне со своей группой и которому не дойти до колодца. Ты не сможешь спасти всех. Да шел бы ты, Мордекай. «Как вы узнали?» — спросила Катя. «Про Хеклу». Я пожал плечами. Мне обычно удается разгадывать такие шарады. Неправда. Если бы Одета не предупредила меня, скорее всего, я был бы уже мертв. Я вздохнул, взглянув на половину трупа Хеклы. А вслух сказал: «Очень жаль арбалета». «А, так вы об этом?» И в ее руках образовался массивный скоростной арбалет. Во, блин, что она сделала? Заполучила в лут едва ли не самое мощное оружие в игре. Мой гнев испарился. «Катя, я намерен вас поцеловать». Она рассмеялась. Судя по ее смеху, она была утомлена не меньше меня. «Пока не примете душ, вам это не удастся. Можно посмотреть?» Я благоговейно принял у нее оружие. Когда-то я мысленно сравнивал его мощь с бензопилой. Арбалет оказался легче, чем я ожидал. С виду он казался золотым, на ощупь же ощущался как пластик. Его украшало гравированное изображение грифа. Как только я прикоснулся к нему, мне пришло мерзкое уведомление. Предупреждение. У вас есть половой член. «Благодарю за информацию», — обратился я к потолку, затем изучил свойства. Заколдованный скоростной арбалет мусорной матери матерей. Уникальный предмет. Это оружие скоростной стрельбы дальнего боя. Оно обладает бьющими чарами, то есть в нем не иссякают базовые боеприпасы. Его можно заряжать и стрелять из него снарядами, относящимися к различным типам боеприпасов. Но все специальные бонусы будут связаны только с базовыми. Рассказывают, что давно забытая богиня Нехбет, Древнеегипетская богиня, покровительница Верхнего Египта и города Нехеп, традиционно изображалась в виде стервятника, грифа. ревнива и жестока. Когда эльфийские матери предпочли покинуть ее и обратиться к культу Апито, богини дуба, Смотрите, Диннеман, сценарий «Судного дня» Карла, глава 17. она разгневалась
Так написано в книгах. Могущественная богиня Грифов обвинила верхний двор эльфов, управляемый мужчинами, в том, что он заставил ее почитателей покинуть ее. В результате она прокляла семя эльфов и создала то, что сегодня мы знаем как диаспору фей. Существуют десятки родов эльфов и фейри, и все они возводят себя к древнему верхнему двору эльфов, чье проклятое потомство засеяло вселенную. По слухам, этот арбалет был передан последней воительнице и хранительнице веры Нехбет, в дар за ее верность богине. Этим предметом может владеть лишь женский род. Для каждой участницы вашей группы, числом до 30, ущерб от этого предмета и его скорострельность возрастают на 25%. Ваша сила нанесет базовый ущерб в 1,5 раза больший, чем нанесла бы обычным арбалетом. Плюс 15 к ловкости при применении, плюс 10 к силе при применении. Накладывает родовой дефект на типы монстров, генерирующих или порождающих новых монстров. Как!» — выдохнул я. «Этот арбалет не будет в руках Кати таким же могучим, как в руках Хеклы. Но я уже задумывался о том, какими способами подвести действенность уникального оружия к максимуму. Неудивительно, что она окружала себя женщинами. «Рад тебя видеть», — приветствовал я Ли Цзюня. Уличный монах хлопнул меня по плечу и с неудовольствием посмотрел на свою ладонь, теперь измазанную кровью. «Я вас тоже, Карл и Пончик, а вы маленько запачкались». Я рассмеялся. Отпустив Сильфу, мы решили, что дверь лучше подержать на замке, просто чтобы отгородиться от дальнейших недоразумений. Я отвел Катю в маленькое купе машиниста, чтобы она отдохнула там хотя бы полчаса. В этом купе была кровать, был стол, а также длинный и узкий платяной шкаф, спроектированный для Челотавра. Стены были оклеены плакатами групп хэви-метал, напечатанными на земле. Я забрал оттуда в лут все, что не было намертво прикреплено к своим местам, после чего вернулся в главную кабину локомотива. Через несколько минут в дверь постучали, и я услышал знакомый нерешительный голос Ли Цзюня. Я быстро впустил китайца, хотя он остановился как вкопанный при виде залитого слизью пола. Большая часть жидкости уже вытекла, но никуда не делись куча ошметков тел и торчащие кости. Пончик только что выпустила Монго, и уже через 30 секунд я велел ей загнать своего подопечного обратно в клетку. Динозавр обезумел от ярости, как толстый мальчишка из книжки про Вилли Вонки. Персонаж сказочной повести британского писателя Роальда Даля 1916-1990 «Чарли и шоколадная фабрика», который принялся поедать стены и кал. Мне показалось, что у Ли Цзюня случился желудочный спазм, но он быстро оправился и широко улыбнулся мне. Я присмотрелся к нему. Мы не встречались после шоу «Маэстро». Он остался человеком, сделавшись при этом уличным монахом 28 уровня. По-моему, это был один из классов рукопашных бойцов. Китаец мало изменился после нашей встречи. Угревая сыпь с его щек не пропала после преображения, но если он улыбался, то его улыбка освещала все пространство, пусть и до нельзя загаженное. Он побывал в списке лидеров, но затем спустился. Я был рад убедиться, что он до сих пор жив. Вдруг меня встревожил тот факт, что он явился один. «Где твоя сестра, Джан?» «С ними все хорошо», — заверил он. «Они в грузовом вагоне, возле переднего, и мы не можем приходить друг к другу, пока поезд не остановится. У нас теперь группа в 12 человек, и мы опять спаслись благодаря тебе. Поэтому я пришел, чтобы засвидетельствовать почтение». Я кивнул, мы ударили кулаком в кулак, и он оказался у меня в чате. «Раз ты здесь, я должен научить тебя управлять поездом», — сказал я. «Мы собираемся доехать до станции 75 и отцепить этот вагон от остальных. Оттуда ты доведешь поезд назад, на 36-ю станцию. Пусть люди высадятся там. Меня уже ждут несколько друзей. Там мы сможем расположиться. Станция 36. Имани и ее команда там уже противостояли нарастающей волне гулей гнева.
Этих я пока еще не видел. К сожалению, на этой станции имелось множество платформ, и гули двигались практически с каждой из них. Однако при помощи нашего подкрепления план Имани помешать гулям преображаться дальше вполне мог осуществиться. Тем более, что поблизости мы имели несколько пересадочных станций с зонами безопасности, где люди смогут отдыхать и набираться сил посменно. На потаенной ветке, где мы оставили кошмарный, гулей не было, и доступ к зонам отдыха был открыт. Я рассказал все это Ли Цзюню, и он задумчиво кивнул. «Наверное, монстры нападут на нас со всех сторон перед открытием спусков, даже если мы не дадим гулям гнева образовать босса», — предположил он. «Скорее всего», — согласился я. «Место действия сконструировано так, чтобы монстры потянулись к колодцам. Нам всем необходимо объединить усилия. Только так мы выстоим». «А может быть, нам двинуться на станцию 24?» — предложил он. «Там есть спуск и нет гулей. Мы пока не знаем, что за монстры образуются в результате смерти тварей с 3-й стадии. Но похоже, что они направятся на 24-ю, и тогда нас ждет кошмар. Что нас ждет на 36-й, мы хотя бы знаем». Ли кивнул. «Да, так. И какие у вас дальнейшие планы?» «Мы соединимся с друзьями, которые были вынуждены застрять в конце линии. Мы их спасем. Всех и каждого. 25. Время до крушения уровня 3 дня 3 часа. Просмотры 974,1 квадриллиона. Последователи 5,2 квадриллиона. Любят 1,9 квадриллиона. «Мы и тех ребят спасаем. Это серьезно?» — спросила Пончик, когда Ли Цзюнь вышел от нас. Из маленького купе выглянула Катя. «Нам нужно сбрасывать скорость. По-моему, 75-я станция уже видна на моей карте». «Объясни, Карл», — продолжала Пончик. «Только что мы помогли спастись этим ребятам. Каким образом теперь мы будем спасать всех и каждого в конце линии?» «Никакого понятия», — ответил я, возвращаясь к панели управления. «Но я ничего не предприму, если вы, друзья, сочтете, что это не нужно». Пончик вздохнула и что-то шепнула Кате. И обе начали смеяться. «Что такое?» — вскинулся я. «Что смешного?» «Карл, ты хоть каким-нибудь способом, но приведешь к тому, что нам свернут шеи», — сказала Пончик. «Приведешь к этому хоть и с хорошими намерениями». Я хмыкнул. «Называют же меня сумасшедшим». Гули, потоком лившиеся со станции 72, судя по всему, нацеливались на ближайшее большое скопление обходчиков. До этого они жаждали добраться до обходчиков, запертых на станции 101. Но после того, как Ли привел с собой больше 1000 выживших на платформу станции 36, вблизи которой имелся колодец, и встретил там измученную команду Медоу Ларк, гули потекли в том направлении. Эта переориентация, а также выдвижение гулей гнева из многочисленных депо привели к тому, что люди оказывались в осаде, едва выйдя из поезда. Пока что это ничем не грозило. Воронки, по которым пассажиры направлялись в зоны колодцев, образовывали своего рода укрепленные пункты. Там было не очень-то уютно, но группы людей могли не позволять монстрам заполонять станции. Обнаружив секретный люк, который вел на линию для служащих, мы открыли путь к жизненно важным припасам и местам для восстановления сил. Мы разослали массовые сообщения, обращенные ко всем, кто был готов прислушаться к нашему плану. Перед тем, как приступить к нему, мы слышали, что большое число групп расположились на других точках станции 36 и вели такую же подготовку. Была еще группа, пожелавшая попытать счастье на 24-й станции. А еще несколько команд хотели перебить генераторы гулей на 12-й и 72-й. Босса, засевшего на станции 48, избегали все. Я желал им всем удачи. Кроме тех людей, которым удалось проделать путь к колодцам, возникало ширившееся сообщество обходчиков, которые вынужденно застревали в бездне. Если они имели пресловутые фуражки, то могли без труда вступить в портал. А порталов на этаже было больше 1000. И телепортироваться в депо. Но все больше обходчиков оказывалось на краю катастрофы. Что бы я ни думал раньше,
теперь я подозревал, что бездна только одна. У меня начало складываться ощущение того, как на самом деле устроена железнодорожная сеть, что она организована как своего рода схема, нарисованная при помощи спирографа. Линейка для геометрического рисования, пластина с вырезанными кругами разных диаметров и набором колес с отверстиями в центре. Вдоль ее линий через регулярные интервалы были расставлены точки, обозначавшие депо. Цветные линии вились вокруг друг друга, над друг другом и под друг другом. И при этом все они вели к одной точке в центре, к яме. Так как Катя изучила карту лучше других, она настаивала, что что-то мы упустили. Я по этому поводу не беспокоился, поскольку как добраться из пункта А в пункт Б нам было ясно. В конце линии оказались заблокированными уже 500 или 600 человек, и прибывали новые. Начала разноситься информация. Для того, чтобы воспользоваться выходом оттуда, требовалось иметь фуражку. Если же ее нет, обходчик обычно направлялся в накопитель гулей, по выражению Элли, то есть в депо. Обходчики усиленно рыскали по внутреннему пространству ямы в поисках труднодоступных потайных выходов, ведущих к станции 436, откуда можно было добраться до станции пересадки наименованный поезд. Однако монстры-ящерицы, по-видимому, непрерывно генерировались, как и гули, что осложняло обходчикам поиски. После нескольких стычек переходы на внутренних стенках начали обрушиваться, и нам пришлось попрощаться с моей первоначальной идеей вернуться в депо, раскочегарить кошмарный и двигать на нем к бездне. Значит, у нас оставался единственный вариант – забраться в раздолбанный полуразрушенный багряный поезд и на нем проехать всю линию, раздавая по пути как можно больше фуражек. Этот путь должен был занять целый день, и опасности нас подстерегало до черта. Если поезд сломается или путь окажется перекрыт, нам будет тю-тю. Безусловно, монстры тащатся перед нами, и нам придется продираться через них. Жуткая перспектива, и если бы Мордекай узнал, что мы хотя бы думаем о ней, его хватил бы инфаркт. Ну а как еще мы могли действовать? Да, мы согласились принять эту программу, пока не появится кто-нибудь, кто подскажет нам что-нибудь более умное. У нас оставался один день на то, чтобы найти альтернативу. Дальше будет поздно. На 75-й станции мы остановили первый локомотив, и я отправил Ли Цзюня во второй. На пути, естественно, находились несколько гулей, но мы выслали авангард, чтобы он с этими тварями разобрался, пока мы будем работать. Ивы нигде не было видно. Оставшиеся дочери стушевались, растворились в толпе. Дочерей Брунгильды и правда больше не существовало. Я не мог не подумать, что случившееся с ними к лучшему. Хекла построила всю свою партию исключительно вокруг себя и своего арбалета. У нее было слишком много целительниц и могинь, недостаточно воительниц и не было пробивной силы. Поначалу система работала изумительно, но я догадывался, что рано или поздно она распадется. Совсем не исключено, что сейчас они найдут группы, где их способности будут использоваться более рационально. Мы решили не выпускать Катю на всеобщее обозрение, пока будем расцеплять поезд, чтобы над кем-нибудь не взяли вверх не лучшие эмоции. Я обменивался ударами кулаком в кулак и громко провозглашал, что мне требуются все фуражки и ключи, которые достались моим попутчикам в течение поездки. Обходчики и мои товарищи поначалу сторонились нас, держа в уме судьбу, постигшую Хеклу. Да и смотрелись мы с Пончиком наподобие демонов из восставшего из ада. Hellraiser. Серия фильмов ужасов. 1987-2018. Режиссера и сценариста Клайва Баркера. Родился в 1952. Но когда люди узнавали, для чего я собираю фуражки, поддержка окружила меня единодушной волной. Я был готов встретить эгоистичное нежелание расставаться со своим добром, которое вдруг еще пригодится для чего-нибудь. Или его можно будет продать. Но ничего подобного не было. Люди сотрудничали. Они сплотились. Разносили мой призыв. За 20 минут
у меня собралось больше 700 фуражек, плюс 15 ключей с цветных линий, которые тоже должны были пригодиться у порталов. Пока этого было достаточно. Я надеялся, что взаимопомощь будет продолжаться. Да, надежда у нас есть. Небольшая, но она есть. Когда я принялся убирать добычу в инвентарь, Пончик шепнула мне: «Карл, мы это сможем продать за 3 с лишним миллиона золотых. За 3,5 миллиона. Зуб даю. Я продам еще дороже. Мы будем богатыми». Да, на шоу это будет выглядеть очаровательно. Как кузина Беа притворилась, что у нее рак, и собрала пожертвования в мой фонд. GoFundMe – коммерческая платформа для сбора средств на личные цели, лечение, учебу и тому подобное. А если найдется способ спасти людей без помощи фуражек, тогда я смогу их продать, а? Я рассмеялся. Вне всяких сомнений. Поезд тронулся, и мы остались втроем в покореженном вагоне подземки. Сколько-то времени у нас ушло на знакомство со станцией 75. Мы находились на одном из последних, еще не исследованных нами участков железнодорожной сети. Я рассчитывал найти там что-нибудь полезное. Мы выпустили Монгу на волю, и он раскричался пронзительно и сердито из-за того, что его так долго держали взаперти. Впрочем, он быстро отвлекся на кровь и слизь, которыми мы были покрыты. Мне пришлось несколько раз щелкнуть велоцираптора по клюву, чтобы он не принялся нас облизывать. С первого взгляда было несомненно, что эта станция отличалась от других. Массы колей отходили от нее к малогабаритному депо, состоявшему из нескольких десятков железнодорожных платформ, настолько компактных, что на них могла бы разместиться лишь скромная горстка людей за раз. Платформы эти были нескольких видов. Я предположил, что на них хоб-гоблины подъезжали к находившимся в аварийном состоянии поездам, чтобы ремонтировать их. Узнаем наверняка, когда очистим станцию. Мы прошли по туннелю, который привел нас в обширный грот, содержавший множество приземистых строений, в основном складских, без дверей, а также открытых мастерских. Все пространство составляло одно большое ремонтное депо, причем перенаселенное. Землю покрывали тела гулей, сотни тел. Валялись среди них тела и гноллов, и хоб-гоблинов. До нашего появления там что-то взрывалось, о чем свидетельствовали рытвины и вмятины на стенах этой индустриальной станции. Что-то сожрало большинство гнолов, от чьих тел не осталось ничего, кроме обломков, копий и панцирей. Я подобрал все это, хотя считал, что пригодится нам может немногое. «По-моему, кто-то здесь уже пошуровал», — заметил я. «Кто-то собрал свой лут. Не вижу ни одной золотой монеты». Система показала нам, что все гули были перебиты гноллами и хоб-гоблинами, а гнолов и хоб-гоблинов убивали гули. Впрочем, многие гнолы были также убиты хоб-гоблинами. Меня это не удивило. Хоб-гоблины — это взрывчатка, а взрывчатка — это побочный ущерб. В самом центре грота стояли рядышком 3 нетронутые строения. Арсенал гнолов, нечто, называемое ремонтным цехом хоб-гоблинов, и зона безопасности. Шикарная, красивейшая зона безопасности. Меня взяла досада, когда я увидел, что дверь арсенала открыта. Тот, кто побывал здесь, кто бы он ни был, проник в арсенал. Хотел бы я знать, присвоил ли он то, что гноллы там хранили. Может быть, нам очень не повезло? Требовалось как можно скорее раскрыть секреты этой станции. Но кроме того, нужно было и отмыться, и выспаться, и обновить свои баффы. К тому же скоро должен был начаться итоговый новостной выпуск. Мы подошли к бару, который назывался «Собака, ведущая вниз». На входной двери висела сделанная от руки надпись: «Ой, хоб-гоблины нет». Толкнув дверь, я увидел помещение в стиле таверны, такое же, как большинство тех, которые мы видели на 3-м этаже. Неперемещенное земное заведение, нечто непонятное. И я сообразил, в чем разница. Над стойкой тоже висел экран, но не предлагалась аренда комнат. Вход в наше личное пространство здесь тоже был, но он походил скорее на входы в местные бары возле входа в клуб «Деспирадо». Это означало, что мы попали не в настоящую зону безопасности.
Здесь нельзя было открыть свои ящики, и мы не были защищены от мобов. Когда мы сделали несколько шагов вглубь темного помещения, меня покоробило от запаха пропитанного пивом дерева. Таверна была пуста, за исключением гнолла-бармена. Он спал, растянувшись на стойке в окружении пустых бутылок, и громко храпел. Монго подошел к нему вплотную и принялся его обнюхивать. Я выяснил, что это теневой гнол, тип, с которым мы до сих пор не сталкивались. Он больше походил на гиену, чем на шакала. «С этим должно быть связана какая-то история», — заметил я. «Вытрясем из него, только сначала в душ». Я повернулся к двери нашей зоны безопасности, и мы вошли. «Не наследите на полу!» — воскликнула Катя, как только мы оставили на полу кровавые следы. «Господи, я так и слышу голос мамы. Катя, снимай обувь. Вот вырастешь, и в твой дом будет неприятно заходить». Выходит, мама была права. Она рассмеялась и на цыпочках прошла через комнату к своему пространству, оставив на полу цепочку грязных красных следов. В этот миг меня осенило. Отныне и навсегда Катя — часть нашей команды. Об этом не требовалось объявлять вслух. Мы все знали. Пусть здесь никогда не будет дома, но это место для нас, и только для нас. Для нас троих. Я улыбнулся. Отец однажды отправил меня спать в палатке во дворе, потому что у меня шла носом кровь и не останавливалась. «Мисс Беатриса однажды ножницами доставала у меня из попы каку», — сообщила Пончик. «Даже так?» — усмехнулся я. «Однажды? Карл, это наше время, не надо его портить». Несмотря на все сумасшедшие коллизии минувшего дня, и Пончик, и я получили только по серии стандартных ящиков авантюриста. И больше ничего. А мое единственное достижение никак не было связано ни со столкновением с Хеклой, ни с уничтожением тьмы гулей. Новое достижение. Психически неустойчивый накопитель головных уборов. В вашем инвентаре больше 500 совершенно одинаковых текстильных изделий. Какая собака вас укусила? Вы собрались открыть благотворительный магазин? Может быть, вам поможет психоврач, такой, которого ваша группа не пришьет на пороге? Награда. Мы не награждаем за такое поведение. Это придурь. Катя, напротив, получила 10 ящиков. Все мы прежде всего вымылись и только потом собрались, чтобы посмотреть на ее новое богатство. Прежде всего мы увидели, что Монго моет полы. «Монго, класс!» — одобрил я. Динозавр завизжал. Катя открыла первый ящик и, улыбаясь, подняла на меня глаза. «Простите, Карл». На ее шее возникла татуировка. Кинжал. «Я знаю, вы хотели ввести меня в клуб «Покоритель». Когда до Пончика дошло, что перед ней, она закричала: «Я! Круто!» Из грязно-красного персонажа ночного кошмара кошка стала сияющей и пушистой, хоть выходи на подиум. Она благоухала сиренью. «Будем танцевать!» У нее перехватило дыхание. «Ты познакомишься с кувалдочкой? Четко!» «Жду с нетерпением», — отозвалась Катя, а я расхохотался. Открыв следующий ящик, Катя несколько охолонула. Золотой ящик дикаря, который достался ей за убийство участника игры. В нем находились не купоны, а зелье навыка «Найти обходчика». Тот самый навык, которым теоретически должна была обладать Мэгги Май, хотя у Кати он был всего 3-го уровня. Она немедленно активировала его. На ее карте появились имена всех обходчиков, находившихся поблизости. Теперь она могла вычислять их местонахождение. Находить тех, кого нет на карте, она сможет только на следующем уровне. К тому же я не был уверен, что поиск проходит незаметно. А пока рано. Тем не менее, иметь этот навык – великое дело. Она получила достижение за сбор пожертвований и легендарный премиальный ящик, содержавший 500 тысяч золотых. Также Катя получила достижение за то, что собирала пожертвования первой, но данное достижение не принесло ей ничего, и Пончик вслух осудила это обстоятельство. Но Катя зацепила еще один роскошный предмет. Ей достался некий платиновый ящик мастера хлопка.
Эта штука пришла за уничтожение некоторого количества мобов при использовании кинетической энергии. Она извлекла приз под моим пристальным взглядом. Золотой борцовский пояс, похожий на те, что вручаются чемпионам Всемирной ассоциации рестлинга в тяжелом весе. Изучив его, Катя спросила: «Кто это?» «Кристофер Пеллис». Смотрите примечание 1 к эпиграфу. «Не знаю», — сказал я и взял у нее пояс, чтобы рассмотреть. Заколдованный борцовский пояс Горго. Спартанская царица, жена царя Леонида, вождя легендарных 300 спартанцев, погибших при Фермопилах в 480 году до нашей эры. Аристотель приписывал Горго афоризм со щитом или на щите. Великой. Вам, конечно, не достичь таких изумительных высот, как превосходнейший рестлер всех времен Кристофер Аллан Пеллис. Но все-таки у вас будет весьма внушительный вид, когда вы обернете эту пакость вокруг вашей талии. Этот заколдованный пояс предлагает следующие бонусы. Плюс 5% к силе, плюс 5% к телосложению, плюс преимущество лавина. Добавленные статы означали, что предмет действительно стоящий. Преимущество лавина позволяло неплохо сражаться. Лавина – это преимущество прямого действия. Если вы ударяете живое существо, когда находитесь в движении, наносимый удар выйдет таким, как если бы масса вашего тела была вдвое больше. Для активации этого преимущества ваше тело должно целиком находиться в движении. Дополнительная мощность не распространяется на оружие. Возможно, вы захотите снять с себя этот предмет перед тем, как иметь дело с противником. Особенно, если занимаете положение сверху. «Дружище, нам еще придется прикреплять вас к другому поезду», сказал я, возвращая пояс Кате. Ее способность, стремительность тоже вырастет, но я не хотел произносить этого вслух. Катя еще не была готова затрагивать темы, связанные с гибелью Хеклы. При этом она в значительной мере оправилась, вернулась к своей первоначальной личности. Смеялась и шутила с нами. Я не знал наверняка, вполне ли она оправилась от травмы этого дня, или только умело скрывала боль. В любом случае, она выросла и сделалась одним из самых сильных обходчиков подземелья. Скорее всего, она еще не успела освоиться с произошедшими с ней переменами. Вот теперь все, кроме платинового фанатского ящика. Думаю, по нему пока продолжается голосование, сказала Катя. Как вы думаете, мы еще встретимся с тем волчарой Чако? Надеюсь, нет, откликнулся я. Ей предстояло открывать фанатский ящик примерно за 15 часов до того, как окончится время удаления Мордекая. И я очень надеялся, что ей достанется призовая карусель, и она сможет выбрать, а не полагаться на милость поклонников. Но я не имел права говорить это вслух. «Что мы будем делать со всем этим золотом?» — спросила она. Пончик выдохнула воздух. «Идем закупаться. Послушайте, как вы считаете, если мы купим много всякой всячины, у нас получится ее демонстрировать, как в «Красотке»?» «Pretty Woman», 1990 год. Американская комедийная мелодрама Гарри Маршалла с Ричардом Гиром и Джулией Робертс в главных ролях. Приобретение модной одежды – основа сюжета этого фильма. «Я надеюсь, мы успеем спросить Мордекая, когда он вернется», – ответил я. «У нас еще имеются в запасе 2 обновления среды обитания. Думаю, стоит заказать обновление кухни, чтобы иметь пищевые баффы. И одно обновление останется. Некоторые бафы стоят больше, чем мы можем заплатить купонами. На них нам понадобятся деньги, а в этом списке столько всего, я и не знаю, как выбирать. Кроме этого, нам требовалось приобрести 4 дополнительных стола, причем приобрести не откладывая, чтобы их уровень скакнул вверх после крушения этого уровня. И еще кое о чем я хотел посоветоваться с Мордекаем. Когда он вернется, у нас будет в запасе совсем мало времени. Одни сутки, 15 часов. При хорошем раскладе этого хватит. Однако на всякий случай я забрал у всех своих купоны и убрал их на алхимический стол Мордекая. Пусть он сразу сделает необходимые закупки, если мы будем заняты чем-то другим.
Начался итоговый выпуск дня. Он был полностью посвящен Хекле, как дань памяти обходчицы. Начинался он с ее появления в подземелье. В то время ее образ был совсем другим. Было как-то странно видеть ее в уличной одежде. Она бранилась у входа с мужем, высоким привлекательным мужчиной, на вид лет на 20, старше ее. Его поразил ядом моб, имевший обличье ходячего кактуса. Она оставила его лежать на земле, а он с криками призывал ее вернуться. Когда она через некоторое время вернулась, он был уже мертв, его тело пожирали крысы. Она принялась раскидывать крыс пинками. Одна из крыс набросилась на нее. Хекла подхватила сломанную кость, ребро погибшего мужа, и ударила крысу в глаз. Каким-то чудом этот укол убил моба. Этот поступок принес Хекле легендарный ящик мощи Грл. Riot Grrrl – феминистское движение 1990-х годов в панк-роке, уделявшее главное внимание взаимоотношениям полов. Как первой женщине в подземелье, которая использовала труп мужчины для победы над мобом. Я предположил, что Хекла нанесла этот удар для того, чтобы завладеть арбалетом. Мы увидели очень сокращенный очерк восхождения Хеклы к власти над обходчицами, которых она собрала вокруг себя. В этой части одним из центральных персонажей шоу стала Катя. Мы увидели, как она с силой сжимала руку Ивы, входя в подземелье. Нам было продемонстрировано, как по-мышиному робкая напуганная Катя льнула к своей доминирующей подруге, как пряталась за ее спину в первых стычках. Сюда же вошел и сюжет о том, как Ива убила мужчину, который захватил Катю, когда Хекла велела ему покинуть группу. Черты тогдашней Ивы непонятным странным образом гармонировали с чертами гибрида Наги и Орка, которые Ива приобрела впоследствии. Прежнее лицо Кати тоже вызвало у меня трудновыразимые впечатления. То же лицо, что было рядом со мной во время этого просмотра в зоне безопасности, и чуточку другое, чуточку отдалившееся от испуганного и потрясенного лица женщины, попавшей в подземелье почти месяц назад. Разумеется, сейчас она принадлежала к другому виду, но ее человеческие глаза сохранили некое очень глубокое качество. Взгляд, проникающий на 1000 ярдов. Следующий эпизод стал для меня сюрпризом. Катя была не одна, когда входила на 3-й этаж. А я должен был понять, каждый входивший на 3-й этаж воссоединялся со своим изначальным игровым наставником. У Кати и Ивы был общий наставник, и они вместе подошли к персональному преображению. Но Ива была первой, и она уже покинула зону безопасности, когда Катя подверглась преображению. Когда Катя была готова продолжать путь, Ива была уже далеко. Что было дальше, я не знал, но когда в итоговом выпуске вновь возникла Хекла, Ива была с ней. «Что произошло?» – спросил я у Кати. «Как случилось, что она нашла Хеклу, а не вас?» Катя пожала плечами. «Мы были тогда в небольшом поселении. Ива сказала, что нечаянно разозлила меченосца. Ей пришлось бежать. Она примкнула к одному из кочевых караванов, попала в другой город и воссоединилась с Хеклой. Во всяком случае, она мне так рассказала». «К одному из караванов?» – переспросил я. «Я таких не встречал». «Такие есть. Я тоже попала в один из них. Мы проезжали мимо цирка, а потом оказались в городе птиц небесных, где я встретила вас». Тут я припомнил слова, которые вырвались у Ивы перед тем, как Катя попыталась ее убить. «Потому-то я и оставила тебя на 3-м этаже». Это признание глубоко поразило Катю. Шоу продолжилось триумфальным возвращением Кати к дочерям и образованием совка впереди поезда. Мы видели, как рос уровень Кати по мере того, как она разгребала гулей. И, наконец, Катя убивает Хеклу. Убийство нам представили не как случайность, а как материализацию Катиного гнева в ту минуту, когда ей стало известно, что ее использовали. «Не так было», – злопотала Катя. «Из меня делают спятившую злодейку». Я хмыкнул. «Добро пожаловать в клуб. Когда меня в первый раз...» Я замолчал. На экране эпизод закончился, и появился список лидеров.
Мы втроем стали внимательно изучать его. Первое. Люсия Мар, Ладжаблес, генерал Черной Инквизиции. Уровень 35. 1 миллион. Второй. Непреодолимый. Каплет. Покинутый воздушный акробат. Уровень 34. 500 тысяч. Третий. Карл. Проходец. Анархист-провокатор. Уровень 34. 400 тысяч. Четвертое. Пончик. Кошка. Бывший детский актер. Уровень 32. 300 тысяч. Пятый. Куан Че. Полуэльф. Кавалерист имперской безопасности. Уровень 38. 200 тысяч. Шестой. Флорин. Крокодилин. Вооруженный курьер. Уровень 32. 100 тысяч. Седьмая. Мириам. Дом. Человек. Пастух. Уровень 30. 100 тысяч. Восьмая. Катя. Грим. Доппельгангер. Монстр. Водитель грузовика. Уровень 37. 100 тысяч. Девятый. Дмитрий и Максим Поповы. Кивающие. Нодлингс. Группа, действующая в канадско-американском детском мультипликационном сериале «Драконьи сказки» 1999-2010. Иллюзионист и богатырь. Уровень 30. 100 тысяч. Десятый. Ифечи. Человек. Лекарь. Уровень 29. 100 тысяч. Карл, мы в первой пятерке. У тебя номер 3. Катя, ты в первой десятке. Ну и дела, вырвалось у Кати. Да, список поменялся. Элли выпала, отметил я. И выходит, что у вас, Катя, не самый высокий в подземелье уровень. Куан вас опережает. Я тут же пожалел, что сказал это. Только прозвучи имя Куан Че из любых уст, и тирада Пончика гарантирована. «Он мошенник!» – заворчала кошка. Но тут же умолкла, обнаружив другой объект для возмущения. «Стоп! Почему вот эти два парня стоят на одной строчке? Это нечестно. Мы с Карлом должны быть оба третьими. И Катя тоже». «Этого я не знаю», – сказал я. «Вот еще что интересно. Козла практически не показывают, тогда как он в таблице второй. Нас прервало начало ежедневного объявления. Ничего примечательного в нем не было. Преуменьшалась скорость бега пузырчатых гулей и преувеличивалась скорость сущностей с третьей стадии белочки. Тенденция тревожная. Едва отзвучало объявление, как перед нами возникло уведомление. Предупреждение. Вы не имеете права держать оружие в присутствии админов. За любую попытку насилия в отношении админа вы будете немедленно казнены. Прежде чем я успел отреагировать, раздался хлопок. Мне на колени выплеснулась холодная вода, и в комнату телепортировалась Зев. «Бог ты мой, Зев!» – завопила Пончик. «Ты не предупреждала, что появишься!» «Пончик, Карл, Катя, Монго, здравствуйте!» Монго ракетой стартовал со своего места на полу и прижался мордой к стеклянному шлему Куатин, едва не опрокинув гостью. «Нет, Монго!» — прикрикнула Пончик. «Это Зев! Будь умницей!» Миниатюрная женщина-рыбешка была, как всегда, облачена в нелепо громоздкий скафандр водолаза, увенчанный прозрачным шлемом. Я припомнил наш самый первый разговор с этой милашкой, когда она сказала, что это ее костюм для нескольких первых этажей. «Вы все еще используете защитную амуницию», — заметил я. Зев с раздражением терла стекло шлема, которое Монго затуманил своим дыханием. «Да, Карл, механизмов защиты нет там, где они должны быть. Что вы имеете в виду? На вас это никак не отразилось, но для захвата и покорения планеты используется система двойной интеграции, а затем, по завершении третьего этажа, ей на смену должна прийти карманная система. Когда переключение не произошло, наблюдатели решили, что мы чего-то недоплатили. Затем выяснилось, что Хинтер, компания, которая обычно обеспечивает интеграцию, в последнюю минуту выключила нас из игры. Детали я не знаю. То, что происходит, сбивает с толку и раздражает всех деловых партнеров. Я ничего толком не понимаю. И вот итог. В обозримом будущем я обречена появляться в подземелье только в скафандре. Значит, что-то недоброе.
я хотел продолжить расспросы, но при этом знал, что это будет неправильной линией поведения. «Что мы сегодня можем для вас сделать?» – спросил я. «Есть несколько пунктов. Я решила, что было бы оптимально обсудить их лично. Прежде всего, я официально поздравляю Катю со входом в первую десятку, а вас двоих в первую пятерку. Далее, просто для вашего сведения, Одетта внесла Катю в ваш контракт, поэтому Катя теперь обязана посещать интервью, проводимые по прохождении этажа. На предыдущем интервью она была и без этого условия, но теперь она будет участвовать на официальной и постоянной основе». «А Монго?» – поинтересовалась Пончик. Зев криво улыбнулась. «Монго тоже, но питомцы, рожденные в подземелье, считаются собственностью Боранта, поэтому для них не требуются контракты. Итак, Катя, что касается шоу Одетты, ей пришлось понести дополнительные расходы, чтобы придать вам исключительность. Для этого она внесла в контракт некоторые нюансы, чтобы сделать вас зажигательной. Ведь есть такое слово? Одетта сочла ваше предыдущее участие в интервью тусклым». Катя насупилась и скрестила руки на груди. Тогда я вмешался. «Вот что я вам скажу. Я прямо сейчас дам Кате урок зажигательности. Договорились? Повторяйте за мной. Уползайте в глубокую жопу, Зев». Катя расхохоталась. «Такого я не скажу». «Карл, не хами!» — возмутилась Пончик. «И еще, Монго не может быть ничьей собственностью. Это оскорбление». Монго квакнул в знак согласия. Внезапно до меня дошло, что в этот раз Зев воспринимала мою грубость не с обычной для нее индифферентностью. Она казалась очень усталой. И у меня зародились нехорошие предчувствия. «Зев, для чего вы на самом деле здесь?» — спросил я. «Поймите, друзья, на случай, если со мной что-нибудь случится, я хочу, чтобы вы знали. Я исключительно ценю вашу самоотверженную деятельность. Дерьмово выходит. А что в ней такого? Вы не сделали ничего. Есть еще один представитель, желающий перехватить контроль над вами. Это Лойта. Пока ничего не сделано, но я думаю, есть вероятность, что вас передадут ей». «Что?» — возмутилась Пончик. «Ну нет, нет и нет. Мы работаем только с тобой. Она из партии Цветения. Смотрите, Диннеман Карл, обходчик подземелий, глава 9. Первоначально она была представителем Кати. Теперь же, когда Катя стала членом вашей группы, Лойта считает себя обойденной. Ее претензия не слишком жесткая, но что есть, то есть. Она член Цветения. Я нет. Цветение – политическая партия Куатин, управляющая Борантом. Насколько мне было известно, члены партии пользуются большим влиянием. В свое время Зев замещал некто Мукта, и это он устраивал наше участие в шоу «Маэстро». И он был членом партии. «Лойта?» – переспросил я. «Я уже слышал это имя. Это не она была представительницей Хеклы?» «Именно так. Агенты по внешним связям представляют партию в целом. А поскольку Катя входила в группу дочерей Брунгильды, и Лойта считает, что сейчас ваша тройка должна находиться под ее контролем, на моей чаше весов тот факт, что вы принесли больше денег, чем Хекла. Во всяком случае, благодаря интервью. Меня передернуло. Передайте вашему начальству, что Пончик права. Мы работаем только с вами. Меньше всего нам было нужно, чтобы какая-то новая дрянь швыряла нас по клоакам вроде шоу «Маэстро». Особенно такая дрянь, у которой зуб на нас из-за того, что мы убили ей клиентку. Пусть Зев надоедлива, но до сих пор она уберегала нас от таких неприятностей, как шоу этого сорта. Это ей почти не удавалось, но она старалась. Плюс Пончик искренне привязалась к ней, и Мордекай тоже. «Если бы это было так просто», — сказала Зев. «Есть еще кое-что. Одна клика. Поймите, я не могу об этом говорить. Нам, не членам партии, непросто. Друзья, я держусь лучшей стратегии, а сейчас я должна уходить. Верю в вас. Не сворачивайте. Ах да, забыла вам сказать. Они намерены сделать ваши чаты достоянием той публики, которая дополнительно оплатит знакомство с ними. С завтрашнего дня. Мне жаль». Не добавив ни слова, она щелкнула и исчезла, оставив лужу на полу. «Поразительные вещи творятся», — пробормотал я.
Последняя стоянка на 36. Жилье служащих. Перечеркнуто. Депо. Примечание. На этой линии этажа есть много уровней. На карте виден только один. Не все поезда останавливаются на всех станциях. Колодцы. 12. Генератор Гулей Дзикининки. 24. Неизвестно. 36. Гули Гнева. Неизвестно. 48. Гнойные гули. Босс провинций. 72. Генератор пузырчатых гулей. Все обозначенные станции пересадок с зонами безопасности. Глава 24. Гнола-бармена 25 уровня звали Ворчун Гэри. Когда мы вернулись в бар, он был в сознании, в малой степени. Он не мог сидеть прямо, настолько он был пьян. Все мертвые, до единого последующего. И те уроды, жопы, хоб-гоблины бы, сообщил он нам без всяких предисловий. Пончик прыгнула на стойку и наморщила морду. Вот что бывает, когда дело поручают собакам. Гадость. Неправда, Ваше Величество, возразил гнол потолку. Ворчун Гэри старался помочь. От двери дрался, как мог Гэри. Разве ты не Ворчун Гэри? Спросила Пончик. «Все мертвые», — ответил Ворчун Гэри. «Так что здесь произошло?» — спросил я. Чтобы расчистить сколько-то места на стойке, я сбросил на пол несколько пустых бутылок. Здесь все было липкое. Нас сожрал клубок, вот и произошло. Неожиданно он скатился со стойки и грохнулся на пол. Его стону аккомпанировал звон стекла. Перевалившись через стойку, я наблюдал за тем, как он слепо шарил по ней. Вот он схватил бутылку, поднес ее к пасти, но она оказалась пустой. «Если вам обедать, то сегодня уже поздно, брателлы. Вы не хоб-гоблины, а?» «Итак, пришли гули и всех перебили?» — уточнил я. Гнол дорвался до полной бутылки и теперь пытался скрутить с нее крышку. «Верно», — выговорил он сквозь вызванные усилиями стоны. «У Ворчуна Гэри есть причины не оставлять бар. Вышел драться. Остановили у двери. Скок тёлка звали Ворчуна Гэри трусом, а он как стена невидимая. «Почему ты не пускал хоб-гоблинов в бар?» — спросила Катя. «Вы хоб-гоблинов видели?» Бутылка наконец открылась, и он заскулил от радости, даже несмотря на то, что половина содержимого вылилась на пол. «В чем тут вина клубка?» — спросил я. «Сделал тут гнездо Кракарин. Вся система. Нет бы объявить банкротом. Продал всех нас. Вы точно не хоб-гоблины? Хотел драться. Не дали Гэри? И та баба вскрыла глотку Гэри, а Гэри не умер». «Карл, он сумасшедший», — шепнула мне Пончик. «Типичный». «Кто тебе резал глотку?» — не понял я. «Та баба. Вперлась, ограбила моих сестер и братьев. Потом сюда вперлась, схватила за глотку и ну рвать. Все пойло украла. Не давал выносить. Проснулся, кругом кровь. Моя. Ворчун Гэри не трус. Трах, скок тёлка. Гэри драться мог. У двери как стена. Не трус». Какое-то воспоминание кольнуло меня. Что-то о том, что я прочитал в моей книге. Я уже прочитал в ней главу о неигровых персонажах. А тут мне вдруг пришел на ум один абзац. Некоторые неигровые персонажи неуничтожимы. Их можно убить, и они регенерируют за считанные минуты. Если вы встречаете одного такого, это означает, что на нем что-то надето, или ему известно что-то важное, величайшей важности. Вопрос в том, как узнать, что именно. Обходчик Азин, издание 17. Мы нашли одного такого и привязали к нашему щиту. Ха! На следующий день наги помогли ему. Заявлений не было, ничего такого. Только парень пропал. Вернулись в церковь, чтобы забрать его назад, а он не дал нам вывести его из здания. Мы вытолкали его, а он взорвался и потом возродился. 5 раз пытались, потом сдались. Оказалось, он знал пароль от сейфа, где хранился ключ к палате колодца, ведущего вниз. Примечание обходчика Дракея, издание 22. Пончик, словно прочитав мои мысли, задала самый подходящий вопрос. «Пончик, почему он вернулся к жизни?»
Карл, в некоторых играх невозможно убить тех неигровых, которые необходимы для прохождения квеста. Думаю, тут именно тот случай. Пончик. Или он врет. Он собака. Все собаки лгуны. Карл. Может быть. Давай выясним, знает ли он что-то нужное или обладает чем-то. Я тебе верю, сказал я ворчуну Гэри. Я верю, что ты не трус. Голова гиены посмотрела на меня. В ее глазах отразилось удивление, как будто он только сейчас меня увидел. Не очень-то удобно разговаривать, когда он на полу, а я перегибаюсь через стойку. Наши взгляды встретились на мгновение, и я со страхом подумал, что он сейчас расплачется. «Мы собираемся их остановить», — продолжал я. «Те, кто сделал так, что ты не мог выйти и драться, это те самые, кого мы стараемся остановить. Но нам нужна помощь. Как, по-твоему, ты мог бы нам помочь?» «Я бесполезный», — сказал ворчун Гэри, в первый раз назвав себя местоимением «я». «Я только бармен. Они не дали мне драться. Она была хороша, и она назвала меня трус. Но я пытался. Я не мог выйти, а она умерла прямо передо мной, прямо за дверью. Она умерла, думая, что я боюсь». «Эй», — запротестовала Катя, — «не называй себя бесполезным». «Почему?» — он как будто не понял. «Я такой». Я наклонился к нему еще чуть ниже. «После того, как мы закончим свои дела здесь, мы поедем до конца линии, где нашим друзьям нужна наша помощь. Как ты думаешь, есть на этой станции что-нибудь такое, что могло бы быть полезным для нас? И меня беспокоит электричество. Я боюсь, что поезд застрянет». Ворчун Гэри прикрыл глаза, и я уже не сомневался, что он опять отключился. Но он вдруг сказал: «Вы можете взять вагонетку команды перехвата. Обычно на них ездят пара гнолов из отдела транзитной безопасности и ремонтная команда перехвата из 5 хоб-гоблинов. Скок-тёл-тёлка была водителем. Это для нее я охлаждал сок костного мозга. Иногда выезжает вторая команда. Это когда надо ремонтировать рельсы. Эта станция обслуживает больше 100 линий. Стоит направить вагонетку на нужную линию. Вагонетки ездят на батареях, так что ничего, если сама линия вырубится. Вы только не ошибитесь. Выберите головную машину. У них метельники. Четко убирают. Чисто. «Это хорошо», — одобрил я. «Сейчас мы эти вагонетки проверим». «Валяйте», — согласился гнол. «Дайте докончить бутылку». «Если он и важный», — сказала Пончик, когда мы вышли из бара, «то чем он важен, мы не выяснили. Все, что он нам набулькал, мы могли выяснить и без него». «Согласен», — признал я. «Да, и ремонтная станция, и арсенал были уже выпотрошены. Там остались пустые деревянные ящики из-под хоблоберов, разнообразные столы и пустые инструментальные шкафы. Было там нечто под названием «ремонтный стенд», брошенное по глупости теми, кто собирал лут. Таким же опустошенным мы нашли и арсенал. Правда, там остались металлические шкафы для хранения копий и 40 деревянных манекенов, предназначенных для лад. Все это я забрал. Оттуда мы возвратились на компактный ремонтный двор, примыкавший к путям. Там мы нашли вагонетки, выстроенные рядами. В конце его мы увидели 6 порталов. 5 из них соединялись с путями. 6-й, самого скромного размера, предназначался для прохода. Этот 6-й, насколько я мог судить, выводил на платформы, аналогичные той, что мы видели на станции 60. Если пройти через него, то можно оказаться у других порталов, вероятно, выводящих на платформы цветных линий. С помощью карты можно было выбраться на платформы, на которых мы уже побывали, но от всей системы у меня кружилась голова. Я мог только радоваться тому, что у нас не было необходимости осмысливать ее всю. Я переключил внимание на 5 более крупных порталов. Прежде чем приступить к обследованию вагонеток, я занялся порталами. Каждый из них располагался напротив стены, из чего следовало, что ни один из них не был сквозным. Пункты ручного перевода стрелок позволяли выбрать предпочтительный путь для своего поезда. Каждый пункт был снабжен табличкой. Первый был односторонним порталом, и он выводил в депо С. Единственная табличка, которую я сумел прочитать, используя навык ухода в кусты, гласила не более чем «депо».
Я сделал скриншот и выяснил, что депо С представляло собой выгоревшие руины. Два здоровенных согров Гуля прокрадывались к дальним снесенным с петель воротам. Были ли то Гули гнева? Хрен знает. Следующие 4 портала были маленько посложнее. Каждая табличка содержала длинный перечень цветных линий, и все 4 перечня были разными. Каждый состоял из 48 пунктов, от оранжевого до пурпурного, от розового до болотного. Я просмотрел первый портал, воспользовавшись навыком. Высший корпоративный подземельный индустриальный подпространственный многозадачный портал легкого режима. Анализировать? Да, нет. Я кликнул «Да» и изучил нижнюю часть списка. И не увидел ничего, кроме заурядного железнодорожного полотна. Я предположил, что передо мной оранжевая линия, но какой именно ее участок, я не имел понятия. Похоже, что мы можем выбрать путь, перевести стрелки вручную и проехать до конца линии. Но я не уверен. Далее мы обратились к исследованию вагонеток. Их там было 3 разных типа. Первый тип – простейшая платформа с 2 осями по 4 колеса. Каждая разломанная, изношенная вагонетка размером примерно равнялась небольшому вагону поезда. Панели управления там не было. Просто рычаг в задней части с отверстиями по бокам. Эта платформа представляла собой трейлер, предназначенный для сцепки с электрифицированным вагоном. Я попробовал забрать вагонетку с собой, но даже при моей силе ничего у меня не получилось. Я смог приподнять ее за один конец и протащить, но не было никакой возможности поднять ее целиком, чтобы переместить в инвентарь. Одна ось с 4 колесами, по моим ощущениям, весила больше 1,5 тонн, а таких осей было 2. Ничего не могла поделать даже Катя с ее наращенной массой. Пока не могла. Вагонетка следующего типа была такой же, но с двигателем в задней части, похожим на подвесной мотор, и с несколькими приборами, среди которых находился непонятный блестящий переключатель, судя по его виду, магический. Насколько мы пока могли определить, вагонеток этого типа там было больше всего. Платформы, на которых можно ехать по рельсам. Я исследовал свойства. Пересекающая вспомогательная железнодорожная ремонтная площадка. Механизм. Измеренная главная пассажирская линия. Самый простой из электрифицированных железнодорожных вагонов. Включает питание от батарей или электрический механизм выбора пути. Включает селектор пути к порталу. Используется командами пресечения для перевозки вспомогательного персонала и материалов в ремонтные зоны. Предназначен для поддержки и снабжения более мощных вагонов быстрого реагирования и их экипажей. Их нельзя использовать в качестве транспорта первичного реагирования. По сей причине служащим отдела безопасности транзитных перевозок гнолам не полагается пользоваться этим транспортным средством. Двигатель был снабжен соединителем, который позволял вагонетке сходить с 3-го проводящего электричество рельса или ехать на электропитание от батареи. Я поднял крышку батарейного отсека и вытянул батарейку размером с кирпич. Знакомая дварфская батарейка, заряженная на 2%. Так как мы находились не на главной, а на боковой, неэлектрифицированной линии, оставалось надеяться, что заряда этой батареи хватит на то, чтобы прокатить вагонетку через один из находившихся перед нами порталов. Я уже успел обменять остававшиеся у меня книги Луиса Ламура вкупе с одной флягой самогона на дварфский фабрикатор батарей. Человек-крот в магазине практически вымолил у меня этот обмен, когда дочитал те книги, что я дал ему до того. В тот момент в меня вползло подозрение, что необычное размещение фабрикатора в первом встретившемся нам магазине не было случайностью. И я порадовался тому, что такое подозрение у меня возникло. В кулинарной книге имелся краткий, но содержательный раздел об источниках энергии. И оттуда я узнал, что батареи этого типа широко использовались при прежних обходах. Для полной зарядки батареи требовались 4 полных зелья маны. Зарядки хватало на очень долгое время. Фабрикатор содержал 50 штук.
Большинство из них были заряжены процентов на 10-15. 5 заряжены полностью. И еще 5 на 50%. Я зарядил еще 2, просто чтобы посмотреть, как проходит процесс. В результате у меня оказалось 12 готовых к использованию батарей. На зарядку одной батареи ушло всего 5 минут. Впрочем, наш запас зелий маны, пусть и солидный, не был неисчерпаем. Сейчас же я перетянул пустую батарею из вагонетки к себе в инвентарь. Если в каждой вагонетке имеется такая батарея, то мое хранилище пополнится 40 единицами. Вагонеток последнего типа было всего 10. Они были загнаны за все прочие и расположены на 2 линиях. Было похоже, что они никогда не использовались, и это было необъяснимо. В особенности, если учесть, что по данным описания вспомогательные вагонетки были существенно изношены. Каждая из этих 10 вагонеток была примерно вдвое длиннее вспомогательной. Эти 10 имели не по 2, а по 3 оси с колесами. В передней части открытой вагонетки располагались ряды сидений. Задняя часть представляла собой грузовой отсек. В центре находилась приподнятая площадка с небольшой закрытой кабиной водителя, возвышавшейся над полом, отчего небольшая вагонетка приобретала вид яхты с флайбриджем. Флайбридж – мостик на крыше ходовой рубки судна с дополнительным местом управления и местами отдыха для пассажиров. Доступ в эту кабину обеспечивала маленькая лесенка. В целом, эта вагонетка была все-таки короче стандартного вагона подземки цветных линий. Заднюю часть вагонетки целиком занимал двигатель, который размерами намного превосходил двигатели вспомогательных вагонеток. Но главной отличительной особенностью вагонеток был непонятный скребок, укрепленный спереди. Что-то вроде широкого плоского лезвия. Точно такой же бывает у обычных вагонов подземки. Он был насажен на переднюю часть вагонетки и почти касался земли. В середине его имелись 2 выемки, повторяющие форму рельсов. И когда вагонетка двигалась по рельсам, создавалось впечатление, что лезвие скребет саму землю. Лишь его левая сторона была приподнята под прямым углом, чтобы под ней проходил 3-й рельс. «Жуть какая-то!» – пробормотал я. Как действует этот скребок? Казалось, при движении он зацепится за мусор на путях и сломается. А то и хуже. Сбросит к чертям весь аппарат. Я прочитал описание. Пресекающая ремонтная площадка быстрого реагирования. Механизм. Измеренная главная пассажирская линия. Основное транспортное средство пресекающей бригады хоб-гоблинов позволяет выбирать между электропитанием от батарей и от электрифицированного рельса. Позволяет выбирать путь к порталу. Оснащено выбираемым совком двойного назначения для уборки мусора. Когда возникает необходимость удалить с путей сломанный вагон, никто не действует лучше, быстрее и эффективнее, чем пресекающая бригада хоб-гоблинов. При редких авариях в железном клубке одно из этих транспортных средств немедленно прибывает на место происшествия для расчистки путей. Эта вагонетка перемещается по путям со скоростью в 5 более высокой, чем скорость обычного пассажирского поезда. Совок для мусора позволяет всем действующим и исправным поездам и их пассажирам без риска возвращаться на железнодорожные станции. При прибытии на место аварии мусорный совок переводится в режим уборки, и опасные предметы удаляются с путей. В случае поломки рельса совок автоматически обнаруживает опасное место и устраняет поломку, после чего хоб-гоблины продолжают свою работу. К сожалению, корпорация, управляющая железным клубком, мало доверяет хоб-гоблинам и требует, чтобы эти вагоны по всех случаях сопровождала служба безопасности. Поэтому вагоны всегда ведет пара гнолов. «Ваха!» — воскликнул я. «Вот тут надо разбираться. Выходит, эта жуткая штуковина с совком — это передвижной портал. Я увидел, как эта машина работает. Лезвие должно быть включено постоянно. Механизм проходил по туннелю по рельсам. Портал в его передней части вбирал все, что находилось на рельсах, включая поезда, и выбрасывал собранное либо на станцию, либо в бездну. Тут говорится, что управлять может только гнол»,
сказала Катя. 2 гнола. Как вы думаете, мы сможем снять отсюда портал и использовать его? Я подумала, что его можно снять с вагонетки и унести с собой. Лезвия широкие, но тяжелыми они не выглядят. Мне это тоже пришло в голову, отозвался я и прошел вперед, чтобы осмотреть лезвие первой вагонетки. Вагонетки 2 других типов были деревянными. Это была из металла. Мой навык прохождения через портал не действовал, поскольку не был активирован. Хотя я подозревал, что просто иссяк наш запас везения. Возможно, вся вагонетка, а не только совок, представляла собой механизм. Нет, я не думаю, что получится. Я шагнул к лестнице, чтобы подняться в кабину. Пончик прыгнула мне на плечо. Монго между тем обнюхивал поезд. Лестница была покрыта пылью. Было совершенно ясно, что ею никогда не пользовались. Нам нужно вытащить сюда этого ворчуна Гэри. Не исключено, что для этого он нам и попался, чтобы вести поезд, предложила Пончик. Я согласился. Наверняка так. Я открыл дверь кабины. Но ведь нам требуется 2. Как мы добьемся чего-нибудь, если он не сможет уйти из бара? Я глянул вниз на панель управления и вдруг понял. «Бах!» — сказал я. «Мать твою!» «Баутиста! Отлично! Значит, кто-то нашел синопиевую...» Синопия — особая красная краска из оксида железа, добываемого у Синопа в Черном море. Единственный красный пигмент, известный художникам античности. Линию. Под тем местом, где мы находимся, лежат примерно 5 уровней, и под ними еще одна группа. Для моей группы нашелся трап. Он выводит на 1 уровень выше, к линии Миндаро. Оттенок желтого цвета. Трап пока никто не трогал, но поблизости кучкуются смотрители стен. Нам придется прорываться силой. Думаю, мы справимся. Остается еще одна группа. Она движется к линии Грулло. Коричнево-серый или мышиный оттенок. Кажется, больше никого. Карл, вы молодцы. Дайте мне закончить здесь первый этап, и мы двинемся к вам. Поможем. Баутиста. Благодарю, брат. Карл, пока не благодари меня. Я понятия не имею, как будет действовать эта вшивая машина. И у меня есть еще одно очень неприятное дело. «Эй, приятель!» — крикнул я, когда мы вернулись в собаку, ведущую вниз. «Гэри, не спишь?» Ворчун Гэри не откликнулся. Я неуверенно подошел к стойке и взглянул через нее на спящего гнолла. Он не шевелился после нашего ухода. Он, как и раньше, сжимал всю ту же бутылку, как будто нянчил младенца. Теперь бутылка была пуста. «Нужно действовать сейчас, пока он спит», — сказала мне Пончик. Я кивнул. Убивать парня во сне вообще-то огромное свинство. Но ты права. Если он только снова очнется, когда мы закончим, то, наверное, и не заметит ничего. Плюс к тому, это вовсе и не убийство, если он воскреснет. Катя осталась в своем личном пространстве. Она знала, понимала, что должно совершиться, но не хотела быть частью совершающегося. Это нормально. Я понимал ее. Да я и сам не хотел участвовать в подобном. Она не оставляла отчаянных попыток принять форму гнолла, которая обманет магический ключ, и он дастся ей в руки. Пока у нее не получалось, хотя она добилась преображения на 98%. Нам было болезненно ясно, чего хочет от нас подземелье. Вам меня не сломать. Пошли вы все. Монго недавно достиг 23 уровня, но, увы и увы, далеко от нас отставал. Мы заранее договорились, что позволим динозавру убить гнолла. «Сначала лицо», — распоряжалась Пончик, «потом кисти рук. Руки не ешь, передай их мне». Монго восторженно пищал. Пресекающая вагонетка включалась только при условии, если пара гнольских рук ляжет на сенсорную плату. 2 платы располагались недостаточно близко одна к другой, чтобы с ними мог управиться один гнол. Но если руки не будут соединены с телом... Сначала мы попробовали использовать части одного из трупов, усеявших платформу. Но из этих попыток не вышло абсолютно никакого толку. Каждый гнол был измочален до последней степени. И не было сомнений, что все тела были изуродованы намеренно. «Сволочи!» — подумал я в 100-й раз.
Затем последовала идея Кати превратиться в гнола и активировать поезд таким путем. Этот вариант также не принес пользы, хотя при последней попытке система распознала в ней гнола. Навык, применяемый для такой цели, наводил ужас. Катя вложила последние баллы в телосложение, но когда я увидел ее в облике совершенного гнола, то понял, что полученные прежде баллы она использовала для харизмы, что, в общем-то, было неплохой инвестицией. Если не оставлять работы над совершенствованием ее уверенности в себе, у нас появился бы превосходный шпион. «Вперед!» — скомандовала Пончик. Монго перескочил через стойку бара и опустился на голову спящего гнола. Тот был убит мгновенно. В его инвентаре нашлась единственная золотая монета. Монго быстро и умело отгрыз руки гиены по локти. «Шлеп!» – прокомментировал я и отправил обе волосатые изувеченные руки в свой инвентарь. «Прости, Гэри». План был прост, но не лишен риска. Пончик назвала его «План Карл». Из контакта с Баутистой мы узнали, что в бездне застряли 3 группы людей. Поскольку цветные линии обрушились в огромный кратер с разной высоты и попали в него с разных сторон, а пешеходные дорожки с его внутренних стен улетели к чертям, эти группы были не в силах добраться друг до друга. Нам предстояли 3 отдельные вылазки. Нам не нужно было самим вести поезд. От нас требовалось запустить и направить. Тут проблемы не было. Если двигатель и совок-портал будут настроены так, что все, чего лезвие совка коснется, будет переправляться в депо, то машина будет убирать с путей все, что ей встретится. Значит, застрявшим обходчикам останется встать на пути, и поезд, дотронувшись до них, также телепортирует их в депо. Перед нами был выбор из почти 200 цветных линий. После почти 2 часов поездок в разных направлениях мы обнаружили 3 подходящие для наших целей линии. Таков был план. Во всяком случае, в первом приближении. Катя и Баутиста указали на несколько трудностей. Во-первых, если разрушились сами рельсы, вагонетка может с них сойти, несмотря на наличие портала, и тогда все усилия пойдут прахом. Мы еще не испытывали свою технику, и потому не знали, насколько надежно она будет работать. Насколько мы представляли, машина просто перекувыркнется, если стукнется во что-нибудь. А второе, если наш совок подберет с рельсов все, что на них найдется, то обходчики, дожидающиеся в конце линии, полетят лицом в искореженные поезда и, наверное, в тысячи гулей и мобов, страдающих 3-й стадией белой горячки. Было бы не так опасно, если бы эти отходы сразу летели в яму. В нашем распоряжении было 10 поездов быстрого реагирования. Подумав какое-то время, мы пришли к другой мысли. Мы отправим по 2 поезда по каждой колее. Портал первого будет настроен на бездну. Таким образом, разрушенные поезда и гули, шныряющие по путям туда-сюда, будут ударяться о портал и отправляться прямиком в яму. Через 15 минут после первого поезда мы отправим второй, и портал этого будет настроен на станцию. Ожидающим в конце линии обходчикам придется уносить ноги с маршрута первого поезда. Баутиста сказал, что туннели откроются при приближении людей, и проблем не возникнет. Этот план не сработает, если путь окажется испорчен. Я мог лишь надеяться, что эта случайность нас не подстережет. «А что, если на путях ждут люди, о которых мы не знаем?» — спросила Катя. «Тогда мы отправим их в бездну. И еще, насколько громко стучит поезд при движении? Люди будут хотя бы знать, что мы приближаемся?» Я пожал плечами. «Мы говорим о 3 цветных линиях, а их может быть 1000. К этому времени большинство людей, кто не был захвачен в ловушку, уже добралось до депо. Мы распространили информацию настолько широко, насколько могли. Риск есть, но эта схема лучшая, какую можно было придумать. Не беспокойтесь о шуме поезда. У меня уже есть план на этот счет. Мы с Баутистой 2 часа мучили телефон, стараясь выбрать 3 линии, оптимальные для нашего плана. Пончик и Катя приступили к удалению поездов, освобождая пути для вагонеток быстрого реагирования.
которые громоздились в дальней части стоянки. Затем мы расчистили багряную линию от маленьких вагонеток. У многих из них сохранилось достаточно батареек, чтобы они могли ехать. Убрав вагонетки, я забрал из них все батарейки. Далее мы принялись разбирать один двигатель, и все его части я убрал к себе в инвентарь. Работой руководила Катя. У нее имелись базовые знания о шестернях, что было для нас очень полезно. Она была уверена, что нам будет по силам потом собрать этот двигатель заново и применить его на каком-нибудь другом агрегате. Вагонетки нельзя было сдвинуть с места, если не активировать их. Я забрался на одну из них, извлек из инвентаря одну руку ворчуна Гэри и положил ее на консоль ручного управления. Затаил дыхание и сообщил Пончику. Никакой реакции. Я положил вторую руку ворчуна Гэри на консоль. Предупреждение. Для активации ключа нужно использовать левую руку. Я выругался. «Монго!» — позвала Пончик. «Иди сюда, мы возвращаемся в бар». Когда мы возвратились, ворчун Гэри был трезв. Несомненно, он протрезвел благодаря воскрешению, что было не кстати для всех участников событий. И он яростно рылся в своем хозяйстве в поисках новой бутылки. Не находил, потому что мы забрали все оставшиеся. «Вы снова здесь», — проговорил он. «Виноват, обед не готов. Кажется, у ворчуна Гэри туго с припасами. Кто-то все выпил. Он не знал, что мы убивали его. Но нас самих он помнил. Я вздохнул и сказал: «Привет, Гэри, я очень сожалею». Он поднял на нас взгляд и обтер ладони о свой мех. «Сожалеешь о чем?» Монго перелетел через зал бара, приземлился на стойку и шлепнулся на голову бармена. Раздался такой звук, как будто кто-то расколол грецкий орех. 5 минут спустя мы завели первую вагонетку с порталом, включили двигатель и развернули машину к третьему порталу. Под номером 17 в списке стояла синопиевая линия. Селектор порталов представлял собой просто 2 рычага. Я поставил первый рычаг на единицу, второй на 7. На пыльном экране возникло число 17. Мы взяли направление на передний портал. Лезвие перед вагонеткой загудело, и перед нами возник пульсирующий портал, похожий на туннель. Он был похож на тронутое изморозью зеркало, впрочем, прозрачное. Описываю я приблизительно. Надеюсь, провозить портал через портал — это не какая-нибудь гадость вроде деления на 0, пробормотал я. Мне захотелось пройти в переднюю часть вагонетки и рассмотреть магический въезд. Меня пронзила страшная мысль, что вот-вот произойдет взрыв. В моей книге имелся раздел о порталах, но я только бегло просматривал его и ничего похожего там не видел. Мне припомнились какие-то стрелки, указывавшие на маленькие порталы. Наверное, ничего страшного. Хотелось бы надеяться. Высший корпоративный, подземельный, подпространственный, самонастраивающийся, очищающий портал тяжелого режима. Тип – односторонний избирательный портал. Можно пройти через этот портал? Да. Среда на другой стороне. Предупреждение. Для дополнительной информации требуется детализация. Визуальный анализ. Да, нет. Портал был ориентирован на бездну. Я сделал скриншот. Было похоже, что над центром ямы в воздухе скачут какие-то штуки. Получалось, что любой предмет, попавший в портал, пролетит добрых полмили, прежде чем приземлиться. Я кликнул предупреждение о внешней среде, и передо мной появилась страница, заполненная цифрами. Я вернулся в кабину и задал селектору направление на депо вместо бездны. Предупреждение о внешней среде исчезло. Я вернул порталу направление на бездну и решил забрать гнольские руки, чтобы заняться следующей вагонеткой. Стоило мне убрать одну из рук, как двигатель отключился. Я-то рассчитывал, что после того, как двигатель завели, он уже не будет нуждаться в ручном управлении. «Черт!» — проговорил я. «Дьявол! Дьявол! Дьявол!» «Монго!» — крикнула Пончик. «Назад в бар!» В итоге мы собрали 14 левых рук ворчуна Гэри. Могли бы ограничиться 12, но я счел нужным иметь дополнительную пару.
на случай, если нам понадобится 7-я вагонетка. Гэри сопротивлялся лишь в первые несколько раз. Мы были слишком сильны для него. Каждый раз он прятался в глубине бара, забивался в угол, наставлял на нас копье. Он хныкал, и от этих звуков у меня щемило сердце. «Прости», — сказал я, когда мы явились за 5-й рукой. Он отталкивал Монго, а динозавр весело верещал. «Если просишь прощения, зачем это делаешь?» — завопил Гэри. «Убирайтесь! Уйдите нахрен от меня!» По полу бара было скользко идти. До такой степени он был залит кровью. При регенерациях все части тела, остававшиеся в баре, исчезали, кроме тех, которые мы убирали в свой инвентарь. Но кровь оставалась повсюду. «Всем успокоиться», — скомандовал я. «Монго, подожди». Динозавр посмотрел на Пончика, и кошка ответила ему успокаивающим жестом. Монго вскрикнул в разочаровании. «Я тебе объясню», — сказал я ворчуну. «Ты заслуживаешь знать, почему нам приходится это делать». И я ему объяснил. Я подробно рассказал ему, чем мы заняты и для чего нам это нужно. Он смотрел на меня снизу вверх расширенными глазами и пришел в ужас, когда я сказал, что мы будем вынуждены убить его еще 10 раз. «Значит, ворчун Гэри вам нужен», — наконец выговорил он, глядя на свои руки. Гэри не знал, что не так с этими вагонетками. Скоктел-тёлка, другие водители вечно жаловались, а он... Я не понимал. Так они потому никогда не уходили. Хоб-гоблины забирали свои вагонетки, но не могли убирать с путей разбитые поезда. Гэри не водитель, не знал, как все работает. Он вытаращился на меня. «Так еще 10 раз?» «Еще 10 раз», — подтвердил я. «Чтобы вызволить людей, которые убивали моих друзей?» «Да». «У тебя есть при себе выпивка?» «Есть», — сказал я. «Ты мне дашь, когда все кончится?» «Не сомневайся». Он отложил копье и поплелся к стойке. Потрещал шеей, посмотрел на Монго. Глава 25. В итоге он оказался храбрым, протянула Пончик после того, как мы шлепнули на стойку бара последнюю руку. Особенно для собаки. Грустновато как-то. Грустновато? Возмутился я. Да все, что тут было, больно. Господи, нам бы сюда клейкую ленту. Нам пришлось воспользоваться веревкой, чтобы не растерять руки. Уроним мы одну, и все усилия пошли бы на смарку. Катя, не участвовавшая в наших действиях, вернулась к человеческому облику. Она кляла себя за неспособность самостоятельно активировать вагонетки, хотя нам удалось обойтись без ее помощи. Наш план встречи с обходчиками, собравшимися возле бездны, предусматривал использование 6 вагонеток, так что руки гнола нам понадобились бы в любом случае. Баутиста пробился к нужной станции, хотя по пути утратил почти 50 спутников. Некоторые обходчики могли пролетать небольшие расстояния, но, несомненно, вблизи центра ямы возникал эффект черной дыры. Можно полететь, чтобы выпустить стрелы или заклинания в ящериц, именуемых смотрителями стен. Но стрелка засасывала в яму. Еще несколько членов группы Баутисты погибли, когда рухнули лестницы. Теперь, когда у нас появился ведущий в бездну портал, мы начали обмозговывать альтернативные планы. На случай, если наш не сработает. Но все, что на первый взгляд казалось жизнеспособным, оборачивалось пшиком. Ни один наш план не был реализуемым, особенно при том, что в ловушке находилось так много людей. У нас не было возможности прорваться через портал на высокой скорости, чтобы передать товарищам фуражки. Мы подумали о том, чтобы подвесить сумку с фуражками над гигантской дырой. Баутиста и его команда изобрели бы что-нибудь, чтобы добраться до этой сумки. Но когда мы попробовали отправить для пробы в портал веревку, она натянулась на полсекунды, а потом начала дергаться. От неожиданности я выпустил ее, и она исчезла. Мне повезло, что она не утянула меня. После этого мы решили больше не экспериментировать. Я заявил, что мне нужно воспользоваться туалетом, удалился в личное пространство и открыл раздел о порталах в кулинарной книге. Порталы трудно понять.
Похоже, существуют десятки их видов, и все они действуют по-разному. Иногда они похожи на двери, и ты даже не знаешь, что перед тобой портал. Иногда они как лестничные площадки между этажами, и стоит прикоснуться к такому порталу, как он начинает действовать. Иногда приходится засунуть в портал руку, и ты чувствуешь, как что-то тебя тянет. Если ты даешь слабину, тебя туда втягивает, но высвободиться все-таки возможно. Иногда тебе нужно быть достаточно большим, чтобы проникнуть в портал. А бывает, ты попадаешь в логово монстра через портал размером с кнопку. Хуже всего телепортационные ловушки. Примечание обходчика молоко. Издание 6. Я добавил запись о типах порталов и написал бы больше, будь у меня время, поскольку мне не требовалось открывать книгу, чтобы внести в нее дополнение. Я вносил в нее мысленные записи, когда мы ехали в поезде или садились обедать. Не знаю, имели ли смысл мои действия. Я не писатель, и когда мысленно печатал свои соображения, то не мог бы сказать, разумны они или это чушь собачья. Я допускал, что какой-нибудь будущий обходчик наткнется на мои строчки и подумает, что я тупица. Мы собрали все нужное и были готовы отправляться. Если дела пойдут так, как мы запланировали, то по нашим оценкам первые 3 вагонетки доедут до конца линии часов через 8 или 10. В сообщении системы говорилось, что скорость вагонеток превышает скорость обычных поездов в 5 раз. Я очень надеялся, что так оно и окажется. Кроме того, мы выяснили, что каждый отдельный портал из установленных на вагонетках быстрого реагирования можно было направить либо на бездну, либо на депо. Причем депо у каждого свое. Нам помогло то, что номера депо были написаны на каждой вагонетке, чтобы работники знали, какой вагонеткой воспользоваться, когда возникнет необходимость пресечения работ. Я решил, что нам безразлично, на какой вагонетке ехать, хотя 3 группы с конца линии будут направлены в разные депо. Мы выбрали 3 линии, о которых знали, что там на станциях, аналогичных 36-й, собрались люди. Портал только одной вагонетки был настроен на депо Е, где мы уже бывали, где мы найдем Кошмарный экспресс и группу Имани. А эту вагонетку заберем с собой. Между тем Имани, Ли Цзюнь и все остальные со станции 101 укрепляли 36-ю станцию. Они вывели из строя багряный поезд, тем самым блокируя движение любых монстров по той линии. Я боялся, что при этом пузырчатые гули, приходящие с 72-й станции, просто повернут и пойдут обратно на 75-ю. Но вроде бы эта пакость скапливалась перед мертвым поездом. Едва ли это имело большое значение. К этой станции подходил не один десяток линий, и наши друзья находились в состоянии непрерывного отпора чужакам. Я надеялся, что они удержатся. Укрепив последнюю ловушку на 6-й вагонетке, я обратился к своим. Теперь все заткните уши. Я установил на всех ловушках механизм задержки. Но вот это я сейчас хлопну, просто чтобы убедить, что она сработает так, как нам нужно. «Карл, как, по-твоему, я должна заткнуть уши?» — осведомилась Пончик. «Ну хорошо, тогда иди на другой конец перрона. Помнишь прошлый раз? Это чудовищно громко. Обыкновенные вагоны, большие и тяжелые, здорово грохочут в туннелях. Эти вагонетки, кажется, не производили почти никакого шума. Катя недаром беспокоилась, услышат ли наше приближение, ожидающее в конце линии. Поэтому нам нужно было принять меры к тому, чтобы обходчики услышали, что портал едет к ним. Я нагнулся и установил на последнюю ловушку задерживающее устройство, настроенное на минуту. Такие устройства я поставил на все ловушки. Это должна была сработать первой. На других была задержка в 30 минут, но мне была нужна полная уверенность, что ловушки не подведут, когда я пошлю их в порталы. Я включил двигатель, вторично удостоверился, что портал направлен на бездну, а сама вагонетка ориентирована на нужный портал. Полный порядок. «Как вы думаете, что сейчас будет?» – прокричал я Кате, которая стояла возле рельсов, закрыв уши ладонями. «Я знаю. Стена чудес». «Wonderwall» – песня британской рок-группы Oasis.
о группе «Смотри, Диннеман, Карл, обходчик подземелий, Прим 156». Откликнулась Пончик с дальнего конца платформы. «Самая великая песня всех времен!» Катя обернулась, улыбаясь. «Стена чудес? Ты о песне Оазиса. Пик славы. Номер 1. 16 ноября 1981 года. Физические». Physical. Сингл 1981 года актрисы и певицы австралийского происхождения Оливии Ньютон-Джон. Родилась в 1948. Активировалась пробная ловушка. Песня Оливии Ньютон-Джон заиграла так громко, что меня слегка контузило. Я открыл дроссель и спрыгнул на землю. Вагонетка рванула по рельсам, вошла в портал и исчезла. Я бросился за ней, желая сделать скриншот, чтобы не сомневаться, что она выполнила свою задачу. И до меня донесся звук удара. Далекий, едва различимый, как будто он родился глубоко под землей. Но он был. Я сделал скриншот и увидел, уже вдалеке, свою вагонетку. Ее совок-портал был цел. Святое же дерьмо. Сработало. Карл, Баутиста, Синопиевая линия не подвела. Баутиста, что за песня у вас? Карл, физические. Оливии Ньютон-Джон. Баутиста, черт побери, я поставил одну золотую монету на тигриный глаз. Eye of the Tiger. Песня американской группы Survivor 1982 года. Думаю, его больше никто не выбрал. Карл. Люди никогда не смогут угадывать песни. Ловушка использует любые, которые когда-либо выбирал Billboard. Billboard Hot 100 – еженедельно публикуемый список 100 наиболее популярных песен США. Вариантов должно быть миллион. Сейчас я собираюсь отправить вагонетки по линиям Грулло и Миндаро. Через 15 минут мы пошлем вторую партию, нацеленную на депо. Ваша команда попадет в депо Q. Там уже 400 человек держат оборону 36-й станции. Не забудь, надо выбрать линию для служащих. Она должна быть свободна. Баутиста. Отлично, товарищ. Спасибо. «Монстры! Там монстры!» С этим криком к нам подбежала Пончик, и я тут же увидел волну красных точек на багряной линии. Их было штук 30, и они быстро приближались. Я сплюнул. «Ладно, готовимся». «Карл, они очень-очень большие. Это, наверное, те, что с белой горячкой 3-й стадии. По-моему, мы их не удержим». У нас было не больше 30 секунд на то, чтобы решить, как действовать дальше. Если спрятаться, то они, наверное, заполонят ведущий вагон поезда подземки, который мы оставили здесь. Двинуться по путям, наткнуться на обездвиженный поезд перед станцией 36 и соединяться с пузыристыми гулями. Ничего, если они останутся на месте. Но я не забыл какие-то жуткие сволочи, и если они заберутся в поезд и откроют путь на 36-ю, на плечи Имани или Дзюня ляжет новый груз. Впрочем, я почти не сомневался, что им предстоит встреча с гадинами в любом случае, нравится это нам или нет. Как бы то ни было, мы не имели права бездействовать. Мне пришла одна мысль. Прячемся. Я повернул в сторону собаки, ведущей вниз, и перешел на бег трусцой. Бежим, ребята, пусть они проходят, но как только пройдут, мы снимаемся с места. Катя с Пончиком отправили 3 последние вагонетки быстрого реагирования в порталы, а я прилепил взрывчатку к хвосту багряного поезда. Действовать нужно было быстро. Я прикрепил убойную силу к той двери, которая была бы пассажирским выходом, имеем мы дело с нормальным поездом. Мне пришлось связать взрывные устройства веревкой и устроить их так, чтобы их придерживала дверь. «А теперь, пацаны», — обратился я к потолку, «если кто-нибудь из вас пришлет мне клейкую ленту, дело пойдет легче. Веревка для этих штук — дерьмо, а бомбы обходятся слишком дорого, чтобы тратить их зря. Я мог бы наделать бомб покрупнее, просто к слову. Пусть локомотив разбитого багряного поезда был обращен не в нужную мне сторону. Все-таки сзади у него имелся по-дурацки сделанный метельник, и он мог послужить соединительным приспособлением. Все-таки я опасался, что конструкция не сработает.
Ну, как бы то ни было, зрелище обещало быть потрясающим. Я сообщил Ли Цзюню и Имани, что я задумал, и они одобрили. Да, понятно, что я мог бы использовать одну из пресекающих вагонеток, и они с большей легкостью расчистили бы путь. Но я хотел увидеть, могу ли я по-прежнему рассчитывать на увеличение опыта, если поступлю так, как запланировал. Плюс мне опять-таки было важно убедиться, что конструкция сработает. Если не считать наземных мин, которыми я свел с рельсов тот первый поезд, я на этом этаже еще не имел возможности применить сразу много взрывчатки. Поэтому я ухватился за идею расплющить кучку гулей и монстров между двумя поездами. На этой линии на путях не было никого, поэтому худшее, что могло произойти, это преждевременный взрыв, или вообще никакого взрыва, или мой взрыв разворотит линию, или я убью себя. В план входило воссоединение двигателя с его прежним поездом. «Элли, привет, Карл, ее здесь нет. Я сделала то, о чем ты просил. Пристально рассмотрела каждого человека. Никакой четверорукой леди Кобры. Хотя есть несколько таких, от которых очень не по себе. Есть один мужик, который гриб. Ну с чего ты превратил себя в гриб? Он похож на пенис. Такой дико широкий и маленький. Такой член был у моего парня. Того, что был до Барри. И запах от него грибной. Карл, пакость какая. Так где же она, черт возьми? Может, подкатите к кому-нибудь из бывших дочерей и пораспрашаете? Элли, уже. Покалякала с той Фейри, с 2 дочерьми-могинями. Она клянется, что сука не откликается никому. Может, она и приходила к нам, но, значит, потом слиняла, и никто не признается, что видел ее. Наверное, шляется где-то еще. Карл, ну и ладно, все остальное хорошо. Элли, старое доброе дерьмо. Имани нянькается здесь с кем ни попадя, даже с теми, кто от нее в ужасе. Твой приятель Ли Цзюнь не знает, что его лучший друг влюблен в его сестру, хотя та превратилась в демона. А почти все девчонки из группы Хеклы такие же беспомощные, как я была в те времена, когда каталась в инвалидном кресле. А хуже всего то, что какой-то сумасшедший гад, который не хочет, чтобы все вокруг считали его сумасшедшим гадом, отправил в нашу сторону поезд, нашпигованный взрывчаткой. Ну, сам понимаешь, день как день. Я громко рассмеялся, подвязывая последнюю порцию хоб-гоблинского динамита к остальному заряду. Несомненно, поезд размажет по рельсам каких-нибудь случайных гулей, но я не хотел, чтобы детонация произошла раньше, чем он врежется в одного из огромных монстров с 3-й стадией, а лучше в собирающуюся орду гулей. Хоб-гоблинский динамит намного более стабилен, чем обычное гоблинское оружие. Теоретически он должен выдержать много столкновений средней тяжести. В общем, боевой комплект не должен был взорваться до того, как я приведу его в действие. Для последней цели я заранее соорудил прибор, предвидя развитие событий. Этот прибор был частью сделанной мной еще раньше пробной модели мины. Длинный шест с детонирующим при ударе хоб-блобером на конце. Шест не годится для того, чтобы бить ими обычных пузырчатых гулей, зато в самый раз для удара по гигантским монстрам 3-й стадии. При промахе же он сработает, когда наш поезд врежется сзади в другой поезд, или оба поезда сойдут с рельсов. Дай-то бог. Баутиста. Вагонетки действуют, это как пить дать. Поезда после крушений и монстры сыплются в бездну дождем. Слава богу, я не видел, чтобы упал хотя бы один обходчик. Но там полно тех гигантских монстров. Тебе за это прибавляется опыт? Они как слоем града застилают дно пропасти. Карл, к сожалению, ничего не прибавляется. Система иногда бывает бешено вредной. Никогда нельзя предсказать, что она для тебя припасла. Баутиста. Ну да, мои питомцы обычно приносят мне опыт, когда кого-нибудь убивают. Но меньше, чем если бы я убивал сам. А иногда опыт вообще не прибавляется, хотя время от времени мне приходит большой бонус. Не знаю, в чем тут дело. Карл, твои питомцы? Я не знал, что у тебя они есть. Баутиста. Это сложно. Здесь большинство обходчиков считают их наваждением.
Я не хочу, чтобы они знали правду. Неловко как-то. Объясню потом, если увидимся. У меня ушла минута на то, чтобы правильно закрепить шест. После этой возни я больше ни на что не тратил времени. «Все прощаются с багряным поездом», — крикнул я через плечо, заходя в измазанную запекшейся кровью кабину локомотива. Пробравшись среди вонявших теперь еще сильнее внутренностей и тел к панели управления, я включил двигатель и дал максимальную скорость. Приготовившись выпрыгнуть через лобовое стекло, тронувшегося задним ходом локомотива, я заметил на полу кое-что интересное. Один из двух клинков ивы. Она уронила его, когда Пончик воскресила Хеклу. Он упал в слизь, и я о нем забыл. Я схватил его, забросил в свой инвентарь, выбрался из окна и грузно приземлился на пути. «Иисусе!» — подумал я, ударившись о гравий. «Мне опять нужен душ». Я повернулся, чтобы посмотреть на катящийся задним ходом поезд. Еще совсем немного, и он врежется во что-нибудь. Неожиданно земля вздрогнула от отдаленного взрыва. Грохот исходил не от поезда, который все еще был мне виден. Но земля грохотала, как будто под ней гремел гром. Сверху сыпалась пыль. Что за бесовщина? Имани. «Карл, ты в порядке?» «Карл, это не моя бомба. Моя еще в пути». Имани. «Я подумала, ты подорвал себя». «Карл, пока нет». Когда я поднялся, Пончик, Катя и Монго уже бежали ко мне. «Что это было?» — спросила Катя. «Карл, что ты наделал?» — закричала Пончик. «Мне показалось, что ты себя убил». «Без понятия», — сказал я. Удар прозвучал вдалеке, действительно вдалеке, но он был сильный. Я обратился к своему чату, чтобы посмотреть, не знает ли кто-нибудь о происшедшем. И с ужасом обнаружил, что 4 обходчиков, которых я присоединил к группе, которую назвал «Депо F», мертвы. На одно жуткое мгновение я поверил, что вина моя, что я что-то натворил с порталами. Но это нонсенс. Ни одна вагонетка не была направлена мной в ту сторону. Затем я вспомнил, что в той стороне защитники 36-й станции. Погибшие входили в команду, старавшуюся уничтожить генератор гулей на одной из 72-х станций. Это довольно далеко, но звук вполне был достаточно громким и мощным, чтобы мы его ощутили. «Мать же твою!» — сказал я вслух. «Наверное, они взорвали кристалл души. Я их предупреждал, что это опасно. Проклятие!» Эта группа состояла из 3 или 4 сотен человек. Последнее, что я о них слышал, что они намеревались пробиться к генератору и убрать кристалл или вывести из строя машину. Я разослал сообщение всем и рассказал о своих предположениях. «Карл, Иманиэли, вам нужно собрать свою группу и отправиться на 60-ю. Посмотрите, нет ли там платформы, откуда можно попасть на линию F. Не знаю, какой там цвет. Может быть, кто-нибудь из ваших знает. Если взорвался генератор, то там не осталось ничего живого. Но колодцы, возможно, все еще открыты. Имани, я только что подумала о том же. Но если мы не знаем, какие цвета отходят от станции на F, то как мы ее найдем? Карл, когда я в последний раз был на 60-й станции, там был один дварф. Он сидел у входа в порталы на все цветные линии. Его имя Тисквик. Разыщите его и спросите. Вдруг он знает. Элли, будет сделано. Я собираю бригаду, и мы... О, святое дерьмо! Как только она это сказала, я услышал и почувствовал новый взрыв. Появилась строка сообщения об опыте. Вот тут уже моя работа. Мой поезд с бомбой не просто взорвался. Он поубивал кучу мобов. И за это я получил опыт. Больше, чем рассчитывал. Вышел на 35-й уровень. Достижений у меня не было, что, не скрою, разозлило. Но навык обращения со взрывчаткой вырос до 11. Элли, эгей, Карл, все здесь сбиты с копыт. Тебе повезло, что я летаю. Карл, вот дьявол, прошу прощения. Никто не пострадал? Имани. Карл, давай так больше не делать, хорошо? Я думаю, все целы. У тех, кто стерег вход, проблемы со слухом,
Но это не навсегда. Думаю, линия невредима и теперь запечатана. Элли, по-моему, наш гриб обделался. Я должен был собирать свой бомбовый букет на столе сапера. В этом случае бы видел и рассчитывал общую мощность взрывного устройства. Сам по себе факт сборки на столе повышает эффективность бомбы. Но я мог бы увеличивать и уменьшать ее без труда. Хобгоблинский динамит намного мощнее стандартного. Когда я в следующий раз пойду в ремесленную зону, то изготовлю там несколько взрывчатых букетов разных размеров, чтобы они были у меня всегда готовы к применению. Я вздохнул, приступая к обдумыванию всего, что нам предстояло сделать. Часть меня всерьез желала, чтобы в нашем распоряжении оставалось 100 или больше этих вагонеток. Тогда мы смогли бы расположить их вокруг колодцев. На деле же такая стратегия была нам недоступна, так как существовало слишком много спусков. К тому же ворчун Гэри у нас был только один. К тому же мы все еще не знали, за сколько времени оснащенные порталами вагонетки достигают бездны. Хронометр уровня показывал 2 суток и 20 часов. Это означало, что до возвращения Мордекая оставалось меньше 2 суток. Я не знал, хватило бы нам времени, чтобы вернуться в депо и наделать там новых бомб. А было бы не лишне заработать таким способом больше опыта. Мы внимательно наблюдали за мобами с белой горячкой 3-й стадии. Но пока не видели, чтобы белая горячка убивала их. У меня родилось подозрение о том, что должно произойти. Но как оно осуществится, я не имел понятия. «Карл!» — окликнул меня Пончик. «Ты прозевал гулей, они направляются сюда». Понятно. Когда туннель оказался перекрыт, гули, генерирующиеся на 72-й станции, прекратили движение к 36-й и повернули в нашу сторону. Они уже появились на краю моей карты. «Вот же матушку твою!» — подумал я, немедленно снова вспомнив о ворчуне Гэри. У нас сохранилась одна запасная пара рук бедняги Гнола. Но получалось, что нам не хватало еще одной. «Друзья», — сказал я, — «помогите мне разместить одну вагонетку на путях. Придется нам еще раз встретиться с Гэри». Мы разместили вагонетку с включенным порталом при въезде в туннель, закупорив его словно бутылку пробкой. Пузырчатые гули даже не замедлили движение. Они полетели в бездну, как лемминги. Вагонетку мы оставили на краю багряной линии. По-видимому, мой взрыв вырубил электропитание. Нам пришлось переключить вагонетки на питание от батареек. Но ничего, мы от этого не проиграли. Теперь у меня было много батареек. У нас оставалась 2-я вагонетка с привязанными к ней свежеотрезанными руками, развернутая в сторону железнодорожного пути. За последние несколько часов в поле нашего зрения появилась только горстка новых монстров 3-й стадии. Из разговора в моем чате следовало, что эти монстры направлялись к станции 24. Они останавливались там и располагались, причем часто грызлись между собой. Те немногие, кто добирались до нашего местоположения с севера, не бросались добровольно в яму. Нет, они останавливались на краю, рычали и щелкали круглыми ртами, а я наблюдал сквозь искажающую видимость дымку портала въезда в туннель. Последние несколько часов мы провели, укрываясь от нескончаемого потока гулей. Время от времени я отключал обращенный к югу портал. Мы выходили и убивали. Я пользовался своей хиестрой. Пончик отрабатывала внезапные нападения. Катя упорно формировала шипы у себя на руках и использовала их в качестве оружия. Кроме того, некоторое время она, в своем уменьшенном виде, уделяла клинку Ивы. В описании говорилось, что он входил в состав комплекта и обладал магическими свойствами только тогда, когда на лицо имелись оба клинка. В других случаях заколдованная сабля, именуемая «левый клык зеленого султана», не давала ее обладателю никаких бафов и не увеличивала силу. Впрочем, это было даже хорошо, потому что означало, что Ива лишилась своего главного оружия. Гули 20 уровня не представляли серьезной угрозы. Они были даже полезны, поскольку позволяли отрабатывать новые навыки, хотя и не добавляли опыта.
Монстры третьей стадии, как я понял, должны были стать более ценными спарринг-партнерами. У нас имелась новая боевая техника, которая нуждалась в испытаниях. И опробовать ее имело смысл на более мощных монстрах, уровнем выше. Пока белогорячие монстры не желали по своей воле соваться в портал, я решил, что мы можем совершенствовать свой боевой опыт и по эту сторону, запрыгивать в вагонетку, толкать ее вперед и давить монстров третьей стадии. Наконец остался только один из них. Если портал был обращен в сторону бездны, был неумолим. Как мы уже успели убедиться на опыте с веревкой, если хотя бы небольшая часть тела касалась магического рубежа, все существо затягивалось в портал наподобие макаронины. Баутиста непрерывно снабжал меня информацией обо всех причудливых тварях, которые ливнем сыпались в бездну. По нашим оценкам, еще оставалось около 2 часов до прибытия вагонеток к местам назначения. Мы не знали наверняка, продолжают ли движение они все, но я надеялся, что это так, просто судя по количеству летевшей в бездну дряни. Мы не были готовы к тому, что монстр третьей стадии окажется настолько мощным. Он был сильнее, чем средний босс местности. Система не давала нам возможности как следует рассмотреть этих тварей. Поэтому нельзя было прочитать описание до того момента, когда мы будем готовы к схватке. Но одно было очевидно еще до того, как я отключил портал. Не имело значения, какого рода монстром чудовище было первоначально. Массивным огром или малышом размером с крысу. К наступлению третьей стадии белой горячки все они были примерно одинаковыми. Чудище величиной с бегемота с молотящими щупальцами на спине. Вместо нормальных лиц у них имелись только круглые рты, окаймленные зубами. Сквозь прозрачную желеобразную шкуру виднелся череп, напоминавший о том, чем тот или иной монстр был когда-то. У того, который оказался перед нами, череп был небольшой, значительно меньше медведиевидных черепов, которые мы видели до того. Страшилище выглядело чрезмерно раздутым, словно готовым лопнуть в любую секунду. Набухшие вены напомнили мне соковыжимателя, второго босса, с которым мы столкнулись. Щупальца у него были толстые, мясистые, с круглыми, сосущими ртами на концах. «Приготовьтесь», — сказал я Кате. Пончик вместе с Монго стояли сзади нас на платформе. Я присел на крышу выступающей кабины. Я боялся, что монстр сокрушит вагонетку, поэтому мой план состоял в том, чтобы откатить ее назад на безопасное расстояние. Затем я спрыгну и займусь делом, в то время как Катя будет делать свое с края платформы. Катя поддалась назад и преобразилась в треножник. У нее появились 3 ноги паучьего вида. Перед ней вырос щит телесного цвета. Возник арбалет, до того хранившийся в Катином инвентаре, и занял место за щитом. Образовалась бойница, которую Катя могла открывать и закрывать как рот. «Я готова», — сказала она. Пара глаз и рот сформировались над сгустком плоти, который удерживал арбалет. Теперь она могла видеть свою мишень. Мы наметили сформировать глаза на внешней стороне большого, изогнутого как полумесяц щита. Но к такому Катя не была готова. «Отлично, значит, идем». Я толкнул вагонетку вперед, и одинокое чудовище отступило, заметив, что его соплеменники разбежались раньше. Я передернул дроссель и поспешно шагнул назад, отключив блокировку портала. Затем я соскочил с кабины. Под ногами хрустнул гравий. Монстр продолжал бежать еще секунд 10 или 12, пока не догадался, что его обманули. Уже превратившись для меня в дальнее пятнышко, он остановился, снова повернулся в нашу сторону и возмущенно взвыл. Бритва лис. Уровень 22. Предупреждение. Этот моб страдает белой горячкой. Стадия 3 из 3. На 3-й стадии форма этого моба изменилась. В нем осталось очень мало сходства с тем, кем он был раньше. Примерно то же бывает со всеми вами, людьми, когда вы выходите из карантина.
Сейчас он покрыт множеством щупалец. Если этот монстр недавно сожрал другое живое существо, то содержимое его желудка может быть весьма ценным. Или ядовитым, или взрывчатым, или хуже того. Вот почему эти ребята такие забавные. К их несчастью, эта их форма лишь временна. Белая горячка смертельна всегда. Можно было бы объяснить вам, что представляет собой здесь бритва-лис. Но это бессмысленно, потому что он уже не бритва-лис. Жаль, честное слово. Я по-своему люблю этих ниндзя-звездошвыряющих гадов. Но не все потеряно. У нас имеются нормальные вариации этих пацанов на 5-м этаже. Очень плохо, что вам их не увидеть, потому что вас, скорее всего, разорвут в клочья. Еще мгновение, и он уже в пределах досягаемости. Катя открыла стрельбу. Свамп, 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 свамп. Болты вылетали из огромного арбалета в темпе примерно 2 в секунду. То есть дьявольски быстро. Но далеко не так быстро, как это получалось у Хеклы. Арбалет был самозаряжающийся, самовзводящийся и самостреляющий. Владелице оставалось только подтолкнуть его, а дальше он начинал выплевывать стрелы, как теннисная пушка разбрасывает мячи. Каждый магический болт с острым, как бритва, наконечником имел длину около 20 дюймов. Болты исчезали сами собой через минуту после выстрела, и этого времени хватало для того, чтобы нанести жертве серьезный ущерб. Болты Хекла имели огненные наконечники. Иногда несли в себе электрический заряд. Но мы лишились того, что давал Хекле этот баф, когда потеряли все ее снаряжение. Монстр качался, когда болты, как будто загоняемые в него пневматическим молотком, рвали его лицо и бок. При каждом ударе индикатор его здоровья падал, но совсем чуть-чуть. Что за черт такой? Насколько же крепки эти уроды? Одним из побочных эффектов Катиной способности принимать необычные обличья было то, что монстры терялись при ее трансформациях. Так было тогда, когда она стала метельником на паровозе, а мобы не поняли, что перед ними живая плоть, и набрасывались на нее без предосторожностей. Этот моб, несмотря на многочисленные дыры в теле, тоже отреагировал подобным образом. Живым он воспринимал меня одного. Он опять взвыл и полетел на меня. Тварь была ужасающе быстрой. Я зарядил хиестру, развернулся и пустил металлический шар в круглый рот страшилы. Шар разбил зубы зверя. Тот издал сдавленный звук и остановился, заскользив по рельсу. Катя продолжала обстреливать его болтами. Пончик тоже вступила в бой. Осыпала врага магическими ракетами со спины Монго. Монстр хрюкнул, пытаясь выдавить металлический шар изо рта. Я зарядил хиестру хоблобером ударного действия половинной мощности. Для полной мощности гадина была чересчур близко. И метнул в огромную пасть монстра. Снаряд выбил ему еще один зуб. Я развлекался, как на карнавале. Еще один, и приз мой. Глухое твум. Щупальца заколотились во всех направлениях. Одно из них захватило деревянную шпалу и переломило ее пополам. Монстр уже не был сосредоточен ни на мне, ни на ком-нибудь другом. Утыканный болтами, он теперь походил на ежа. Раны нанесли его телу минимальный ущерб. Нужно было попадать в его рот. Я начал было криком оповещать о своем выводе, как монстр вдруг взорвался. Рельсы покрыла шипящая слизь. Тварь лопнула, как шар, начиненный макаронами с мясом. Бой закончился так же внезапно, как и начался. «Иисусе!» – пробормотал я. Я даже не знаю, что именно его убило. То ли стрелы его измотали, то ли хоблобер сильный. «Карл, мне не начислили вообще никакого опыта», – пожаловалась Пончик. «Нас обманули». Катя вернула себе обычный облик. Слава богу, в ее рюкзаке нашлось достаточно металла, чтобы соорудить щит. «Я сомневаюсь, что это стрелы», — сказала она. «Я думаю, тело могло служить живым панцирем. Когда я ударила по щупальцам, то ущерба было гораздо больше. Но в них трудно попасть. Мастерство моего арбалета всего 4. Пончик и Монго спрыгнули с платформы. Монго понюхал то, что осталось от лопнувшего монстра,
и издал какой-то неопределенный хныкающий звук. Пончик решила проверить и тоже понюхала останки. И замерла. «Карл», — сказала она, — «тут? По-моему, тебе надо увидеть. Что-то мне это не нравится». «Данита Грейс. Святое дерьмо. Святое дерьмо. Ребята, не ходите на станцию 24. Они везде. Их миллионы. Хуже личинок. Не». Примечание. Это сообщение от умершего обходчика. Когда я затрусил к погибшему монстру, мой экран разрывался от вопросов по поводу происходящего у нас. Что за дерьмо? На моем экране начали возникать очень маленькие красные точки. Мне не вспомнились личинки. Я подумал об огненных муравьях. Это предположение объясняло, почему не прибавлялся опыт. Мы вовсе не убили монстра. Он вылупился. Когда тварь лопнула, на свет вылезли несколько тысяч крошечных, извивающихся монстров. ИИ заговорил псевдоматеринским голосом, словно изображающим воспитательницу детского сада. Кракарин из промежности. Уровень 1. Собирай других малышей. Пришло время для сказки. В стародавние времена на одной далекой-далекой планете жило-было очень одинокое существо. Эта планета была богата флорой и фауной. Все это росло, видоизменялось, процветало и наслаждалось, проносясь через эоны. И эта тварь тоже хотела процветать, тоже хотела наслаждаться. Но была у нее одна особенность. Она не могла иметь собственных детей. И из-за этого она была очень злой, очень капризной, но еще и очень грустной. А самое главное, из-за этого она была решительной. Однажды доктор Ян Малькольм, Центральный персонаж франшизы «Парк юрского периода», сказал знаменитые слова «Жизнь находит пути». У этой твари была редкая способность. Ее желудок работал как кофейный торговый автомат на заправочной станции. Автомат, который предоставляет выбор из 1000 различных вариантов. Он дает возможность смешивать и сочетать. В скором времени она обнаружила, что если съест какое-то творение, то может создавать вещество, из которого оно было сделано. И она принялась ставить опыты. Обитатели ее мира считали ее аптекарем. Она умела исцелять все болезни. Но самым глубоким ее желанием было сотворить собственного ребенка. Сменилось 1000 поколений, и она исполнила свое желание. Почти. Это сложный процесс. В нем бывает множество неудач. Множество неприятных гулей. Но другое земное изречение гласит, чтобы сделать омлет, необходимо разбить яйца. Эти вертлявые паразиты, которых ты видишь, клоны. Следующая часть истории Кракарин, в которой она обнаружит способность разговаривать со всеми своими клонами путем телепатии, а затем формировать коллективный разум, в которой она начнет распространяться по Вселенной и создавать великие помехи самой себе, мы оставим до другого раза. А пока тебе, маленький обходчик, надо знать только одно. Придется перебить всех этих мелких тварюшек, и перебить их придется быстро, ведь они стремительно растут, как все детки. Желаю тебе четкого твердого шага. Надоедливое долгое описание еще звучало, а я уже топтал эту мерзость. Там были тысячи, и все величиной с рисовое зерно. Но они уже росли. Но мы были на гравии, поэтому у меня плохо получалось их давить. «Шаг назад!» — скомандовал я себе. Я убил большинство, но сколько-то красных точек еще оставалось. В инвентаре у меня была фляга, наполовину наполненная самогоном. Я вылил самогон на пути, зажег факел и погрузил всю ближнюю зону в огонь. Ворчун Гэри сказал, что вся область превратилась в гнездо Кракарин, напомнила мне Пончик. Он не обманывал. Думаю, нет, согласился я. Я надеюсь, глава 26. Вторая вагонетка с линии Миндаро так и не пришла. Она была предназначена для Баутиста и его группы, которая в результате осталась без помощи в конце линии.
Так что мы вчетвером, без помпы и с минимумом обсуждений того, насколько ужасна сама идея поездки, загрузились в вагонетку быстрого реагирования и двинулись по Миндаровой линии в попытке разыскать источник затруднения. «Так все-таки что это за цвет?» «Миндаро», — спросил Апончик. Я наклонил дроссель вперед. Мы были вынуждены находиться в маленькой кабине управления с ветровым стеклом, без которого Пончика попросту бы сдуло. Ехали мы на сумасшедшей скорости. Вагонетка двигалась по рельсам гладко, почти бесшумно. Портал был по-прежнему ориентирован в сторону бездны, на тот случай, если еще каким-нибудь мобом вздумается задирать нас. Линия была обесточена, и ехать приходилось на батарейках. «Не имею представления», — отозвался я. «Я ничего не знаю ни про один из этих цветов. Спроси у профессора искусств». Катя пожала плечами. «По-моему, это какой-то оттенок шартреза». «Это что еще за невидаль? Шартрез», — вскинулся я. «Между желтым и зеленым. Название от французского ликера. В общем-то, нет единого мнения о том, какой именно оттенок так называть. Это очень интересно». «Не сомневаюсь, просто захватывающе», — съязвил я. Катя показала мне язык, и внезапно ее язык преобразовался в миниатюрную руку с выставленным вверх средним пальцем. Я расхохотался. Вот дерьмо святое. Жуть берет. Быстро вы осваиваете мастерство. При больших изменениях пока еще больно. А такие вот мелочи мне теперь даются почти без усилий. На двух других линиях наш план с вагонетками сработал без сучка, без задоринки. На Синопиево-Грулловой линии, ориентированная на бездну вагонетка, появилась, разрываясь от музыки, «Мэкки Нож». «Мэкки Мессер», 1928. Популярная песня. «Зонг» немецких композиторов Курта Вайля и поэта и драматурга Бертольта Брехта, написанная для пьесы Брехта «Трехгрошовая опера». Вскоре прибыла и вагонетка, ориентированная на депо. В обоих случаях вагонетки, портал на депо, приехали через считанные минуты после первой. А это означало, что вагонетки замедляли ход, если встречали крупное препятствие. И это позволяло следующим вагонеткам нагонять их. Вероятно, то же самое, предположили мы, имело место и на линии Миндаро. Произошла глупая ошибка. Если бы вторая вагонетка догнала первую, то портал впереди перебросил бы вагонетку с порталом в сторону бездны обратно на станцию. Значит, когда команда Баутисты увидела только одну вагонетку, на ней играла песня «Рок веков» группы Def Leppard, это была та самая вагонетка, в которую спутникам Баутисты надлежало загрузиться, но они никак не могли об этом догадаться. Я не должен был снабжать эти вагонетки механизмами задержки. Мне нужно было знать, на какой из вагонеток какая песня. Тогда мы были бы избавлены от своего путешествия. Портал пропавшей вагонетки был ориентирован на депо Q. Я предупредил нашего товарища, что на их направлении на нас может обрушиться банда монстров. Когда вагонетки прибыли к порталам на краю бездны, они не упали, как я предполагал, а продолжили движение в режиме автомобилей и были телепортированы обратно в депо. Так как выходящие на бездну ворота в конце Синопиево-Грилловой линии шли не параллельно ведущим к депо путям, по которым ехали вагонетки быстрого реагирования, те, кто транспортировался через портал в конце линии, больше этих вагонеток не видели. Они присоединялись к защитникам ближайшей 36-й станции. Там собралась группа человек 800, и мы переправили их к станции возле колодца. Это было лучшее, что я мог для них сделать. Поначалу я опасался, что неуправляемые вагонетки начнут шнырять по путям туда-сюда. Группа людей пробиралась через депо М, когда появилась первая вагонетка, та, на которой звучали физические Оливии Ньютон-Джон. Она автоматически уехала в тупик, предназначавшийся для локомотивов. Упершись в стену, она просто перевернулась. В результате вся система навесов отправилась в бездну. Но портал автоматически закрылся, и вагонетка осталась снаружи. Ее колеса еще вращались, когда мы приблизились. Через несколько минут подъехала вторая вагонетка и также перекувыркнулась.
В группе обходчиков нашлось достаточно людей, чтобы без труда снова перевернуть одну из вагонеток и поставить ее на рельсы. Вторую они положили в перевернутом виде на другой путь, получив таким образом дополнительное средство защиты от вторжений. Туннели внушали что-то зловещее, настолько они были тихи и пусты, когда мы ехали к лагерю Баутисты. Я не выключал портал на случай, если нам встретится что-нибудь нежелательное на путях. Я мог перевести стрелку и ехать обратно на станцию Е, но нам следовало соблюдать осторожность. Порталу потребуется не меньше 10 секунд, чтобы отреагировать на перевод стрелки. И это время он не будет действовать, а значит вагонетка останется уязвимой. Когда мы ехали по линии, стал доступным Катин фанатский ящик, но мы не осмелились остановиться. В нашем распоряжении оставалось меньше 2 дней, и дорога была каждая секунда. Прошло 7 часов, а мы все еще не встречали на путях ничего, кроме редких лопнувших трупов монстров третьей стадии. Маленьких кракоринок нигде не было видно. За нами в начале линии команда Элли при содействии Тисквика отыскала нужную цветную линию и пробралась к взорванной станции номер 72. Такой же план составили для себя тучи других обходчиков, и Элли нашла там другую группу. Потолок провалился, но сохранился круг колодцев. Люди расчистили обломки. Мы широко распространили информацию о том, что это место, где обеспечен спуск без конфликтов, и обходчики стали стекаться туда. Те же, кто погиб при взрыве кристалла души, хотя бы погибли не зря. Некоторые обходчики, такие как Имани или Дзюнь, находили, что лучше всего никуда не перемещаться, чтобы приближающиеся к 36-й станции монстры не могли просочиться туда. Обходчики соорудили солидную прочную защиту. Детки-кракоринки пока что гнездились на 24-х станциях. Гули гнева, как выяснилось, вылепили себе босса, похожего на того, что обитал на 48-й станции. Этот, как и тот, был боссом провинции. Наш план состоял в том, чтобы переправить Баутисту с его командой и всех прочих в депо Е, а затем добраться до станции 60, а там люди уже смогли бы сами решать, куда им двигаться. К прочно защищенным колодцам станции 36 или на свободную станцию 72. Немногие сколотили команду, чтобы покончить с боссом 48-й станции. Не нашлось желающих бросить вызов станциям 12, 24 и другой 72-й оккупированной. Мы же договорились, что решим, куда нам деваться, когда придет время. «Люди на путях!» – неожиданно вскрикнула Катя, когда мы проехали станцию 432. Этого не хватало. Я повернул переключатель, чтобы переориентировать портал. Своей конструкцией вагонетка напоминала лодку. Она не имела тормозов. Я закрыл дроссельную заслонку в тот же миг, когда появились голубые точки. Вагонетка замедлила ход. Я мысленно прикинул нашу траекторию и понял, что мы сбросили скорость при достаточном запасе времени. Точки двигались быстро. Похоже, они бросились на утек от нас, как только заметили. Бедолаги. Конечно, они перепуганы. «Приготовьтесь», — сказал я. «Если эти люди не знают, кто мы, они могут стрелять». Неудивительно, что обходчиков мы увидели сразу же. 5 бежали от вагонетки вдоль пути, и у одного из них хватило присутствия духа, чтобы выстрелить прямо в нас ледяным болтом. Болт ударился о портал и исчез. Я не знал, прошел ли болт в портал, или там было что-то еще, но у несчастных не было шанса. Мы врезались в них и телепортировали их в депо Е. Для них это должно было стать нешуточным шоком. Скорее всего, они подумали, что вот-вот погибнут. «Извините!» — крикнул я через плечо. Мы продолжали двигаться по рельсам в сторону станции 433. Она показалась раньше, чем я ожидал. Именно там жил босс Мимик. Хищник, способный маскироваться под неодушевленный предмет, чтобы приманивать добычу. Считается, что они часто принимают вид сундуков или дверей, вызывая у будущей жертвы любопытство. Мимиками в реальной живой природе называют некоторые виды животных, умеющих маскироваться под другие виды. Насколько мне было известно, еще никто таких до сих пор не убивал. На моей карте появились десятки косых крестов.
Все на платформе, где предыдущая вагонетка не могла их подобрать. Господи, сколько же мертвых! Каждый раз, когда я видел что-то подобное, в груди поднималась ярость. «Что это?» — воскликнула Катя, указывая вперед. Что-то лежало на путях у платформы станции номер 433. Что бы это ни было, на моей карте оно не отражалось. Мне показалось, что поперек рельсов лежал брус, выкрашенный красной и белой краской. К нему был прикреплен знак «Стоп». Что за хрень? Такое бывает на стандартных железнодорожных переездах. Правда, на автодорогах, а не на рельсах. Секунды две, не меньше, я только таращился, не зная, как объяснить то, что видел. Железнодорожный путь под брусом с виду был в порядке. Поперечного пути в этом месте не было. Откуда эта хрень взялась? «Блин», — произнес я вслух. И тут до меня дошло, что это. На пару секунд я был обескуражен, но этого хватило. «Ты идиот!» Я протянул руку к переключателю, чтобы направить портал на бездну, но заколебался. Поздно. Слишком поздно. Врежемся. Из-под конца бруска высовывался длинный мясистый отросток, и он тянулся внутрь вокзала станции 433. Через мгновение мы наехали на брус, и портал всосал его с громким «цвам». Мы случайно телепортировали в депо Е станционного босса города целиком. «Хо-хо!» — выдохнул я. «Баутиста!» Я вышел на платформу и обменялся рукопожатием с косматым оранжевым тигрочеловеком. Он дошел до уровня 28. Мы остановились метрах в 100 от огромного завихряющегося портала, ведущего к бездне. По обе его стороны имелось значительное пространство, а маленькая дверца предназначалась для выхода на рухнувшие теперь дорожки, что шли по внутренним стенкам ямы. Пара обходчиков, оба из породы людей, стояла на страже. При одном была рогатка, напоминавшая о школах старого типа. От него с треском исходила черно-пурпурная энергия. Он развернул свое оружие и пустил камень, целясь, по-видимому, в ящерицу монстра, ползавшую в глубине ямы. Оба обходчика развеселились, наверное, радуясь удачному попаданию. «Привет, Карл!» — воскликнул Баутиста, хлопая меня по плечу. «Ты выручил нас? Опять?» «Дело еще не сделано», — возразил я. В этой разношерстной группе насчитывалось, наверное, около 600 участников. Вкратце, рассказывая Баутисте о станционном боссе, я обменивался рукопожатиями и ударами кулак в кулак с многочисленными обходчиками. Все они имели удручающие низкие уровни, от 18 до 30. Большинство из них были людьми, но присутствовали там и орки, и эльфы, и еще разная экзотика. «Что ж, нам придется опять бороться с ним?» — спросил Баутиста, и его голос вдруг показался мне кислым. «Карл, это босс города, он очень силен. Я не знаю, как его убить. Если отрезать от него кусок, этот кусок превратится в паука и приползет на прежнее место. Оружие вроде молота против него бесполезно. Магическая сопротивляемость. Наверное, его можно было бы взорвать, но взрыв должен быть очень серьезным, не игрушечным». Я встал перед порталом, на который был направлен портал вагонетки. Сделал скриншот и пробормотал. «Святое дерьмо!» Станционный босс был огромен настолько, что я целую минуту не мог сообразить, на что я, собственно, смотрю. Он был намного больше, чем я мог предположить. Монстр занял место в центре ремонтной площадки депо. Он еще не принял определенного облика. Казалось, стена ремонтной зоны сдвинулась и поглотила половину станции. Далеко не сразу я начал соображать, что передо мной. Пузырь в форме картофелины размером с городской квартал. В высоту этот ужас доставал до потолка и раскинулся на большую часть пристанционного пространства. Он был так чудовищно огромен, что мог бы распространиться на 5 или 6 станций сразу. В его неопределенности было что-то тревожащее, как бывало в Кате, когда она не принимала какой-то конкретный облик. Мне пришла на ум группа, которую мы невольно телепортировали в депо Е. Не исключено, что те люди мертвы. Мы отправили их в депо, а меньше чем через 2 минуты перебросили через тот же портал вот эту несуразность. Может быть, они ускользнули? Я надеялся, что это так. Тварь была чересчур велика для обычного босса города. Отсюда следовал вопрос.
какова сила созданий на станциях у колодцев, у боссов провинций, ради всего адского. Карл, Элли, сделайте милость, спросите у вашей наставницы, существует ли тайный способ убить Мимико. Я уже заглянул в свою книгу в раздел о монстрах и нашел очень немного. Там имелось предупреждение о том, что мимики занимают весь 8-й этаж. Однако у меня сложилось впечатление, что там шла речь скорее о неудобствах, чем о реальных угрозах. Вероятно, отсюда следовало, что этот колоссальный мимик – нечто новое или нечто такое, с чем не встречался ни один из прежних владельцев кулинарной книги. «Элли, ты собираешься сделать какую-то большую глупость, или ты ее уже сделал?» «Карл, и то, и другое. Элли, не отключайся, дай мне спросить, не оставляй надежду». Я оглянулся на Пончика. Кошка восседала на спине динозавра и прихорашивалась, а куча людей окружала их. Пончик оживленно разглагольствовала о прелестях верховой езды. Катя скромно держалась на втором плане. Она прислонилась к боку вагонетки. Люди не сводили с нее глаз. Все присутствующие уже знали о ее приключениях. Но трудно было не замечать сверкающий золотой череп над ее головой. Баутиста приблизился к ней и протянул руку. Они обменялись рукопожатием и вступили в беседу. Я подошел к массивному порталу, смотревшему на бездну, и сделал скриншот. Вагонетка за моей спиной была оборудована намного меньшим порталом, ведущим в депо Е. Новый портал вел в депо H. Мимиков здесь не было. Я увидел вагонетку пресечения, ту, где звучала песня «Def Leppard». Эта вагонетка не была перевернута, она только вклинилась в стену недалеко от нас. Было похоже, что ее портал действовал. Она соскочила с рельсов в сервисном отсеке, но удерживалась в прямом положении, пока не врезалась в стену, не телепортировав, к счастью, прочь всю систему гротов. Мобов я не видел, хотя по всему заброшенному ремонтному двору валялись десятки трупов. «Элли, она просила передать тебе, чтобы ты не дрался с гигантскими мимиками. Маленьких убивать нетрудно, если ты знаешь, кто они есть. А вот эти великаны – дело совсем иное. Если отсечь от тела часть, она вырастет ноги и сразу вернется к главному организму. Вот если удастся одним ударом отделить больше половины, тогда основная часть потеряет способность к регенерации или преобразованию. В этом случае она будет уязвима. Но отрезанные куски, которые не способны воссоединяться с целым, немедленно набросятся на тебя. Они умрут только тогда, когда умрет сам мимик. Карл, звучит неутешительно, а ведь это только босс города. Элли, ну да, сейчас я возвращаюсь к своим. Но я поговорила с группой, которая нападала на босса провинции на 48-й станции. Когда-нибудь мы наберем достаточно сил, чтобы схватиться с одной из этих тварей. Но это произойдет не на этом этаже. К черту, отсюда слышно, как он кричит. Я вернулся к вагонетке и сделал еще один скриншот. Судя по всему, мимик преображался в здоровенное здание, хотя трансформация пока продолжалась. Он принимал форму административного корпуса железного клубка, но массы в нем было столько, что здание должно было выйти титаническим. Рот шириной наверняка футов 300 составил первый этаж полностью. Каждый заостренный зуб ростом с человека. Красный бугристый язык, длиной с поезд, высунулся изо рта. И все здание и рот были четко повернуты к порталу. Я знал, что если через минуту сделаю скриншот, никакого рта уже не будет. Останется только здание. Оно ждет нас. Карл, прости, Пончик. Пончик, о чем это ты? Я опять забрался в кабину вагонетки и повернул переключатель. Портал депо Е выключился. Я взглянул вниз на Баутисту и Катю. Новый план. Мы уходим через портал бездны, а не вагонетки. В моем инвентаре достаточно фуражек. И хватит на всех, кто здесь собрался. Так что нам незачем противостоять мимику. Он ждет нас. И если мы пойдем через тот портал, это будет похоже на разговор свиньи с бойней. На лице Баутисты отразилось облегчение. Хвала Господу за план «Б». В сущности, это план «С», сказала Катя. Ох, не смотри на меня так.
попросил я Пончика, когда мы наблюдали за тем, как последняя группа обходчиков в фуражках уходит через портал в депо H. Когда мы к ним присоединимся, ты должен им сказать, чтобы они вернули фуражки. Миллионы золотых монет. Миллионы, Карл. Начнем с того, что эти фуражки нашими не были, возразил я. Их нам дали ради того, чтобы помочь другим. Кошка фыркнула. У нас осталось всего 83 штуки. Я очень хочу иметь выход в социальные сети, чтобы видеть, что о нас говорят. Осталось меньше. Я достал из инвентаря 30 фуражек и начал бросать их на землю за вагонеткой. Это на случай, если появятся отставшие. Пончик посмотрела на меня так, будто я ударил ее. Затем издала какой-то невообразимый издевательский звук. Знаешь, Карл, я не удивлюсь, что ты вечно бедный. Есть тонкая грань между альтруизмом и глупостью. У нас остается больше 50. Катя рассмеялась, увидев, что Пончик немедленно расцвела. Кошка же глянула назад через мое плечо с таким видом, словно намеревалась прыгнуть с вагонетки за разбросанными фуражками. Я надел одну на себя. Пончик не пожелала снимать свою тиару, поэтому вздохнула и зажала в зубах ключ машиниста. Монго залез в свою переноску. Я подозревал, что после того, как вагонетка минует портал, ни фуражка, ни ключ нам больше не понадобятся. Но не было смысла рисковать. Тем более, что по другую сторону портала нас ожидала скала. Катя тоже надела фуражку, и та втянулась в ее массу. И тут же появилась вновь. Катя проделала что-то, чтобы сделать ее видимой. Катя в самом деле заметно усовершенствовалась во всяких доппельгангерских кунштюках. Да, ее мастерство стало выше, и намного. Я пустил вагонетку через портал, и дело было сделано. Наш план реализовался. В ловушке в конце линии побывало больше 1400 человек. И мы выпустили их, если не в безопасный мир, то по крайней мере туда, где у них были шансы на лучшую участь. Вагонетка с громким звяканьем перешла на новый путь. Я опустил заслонку дросселя. Рок Векова, Деф Лепард, продолжал греметь из обездвиженной, пресекающей вагонетки, но прекратился, когда обходчик с рогаткой нанес по вагонетке точный удар. И в тот момент, когда музыка резко прервалась, наша вагонетка остановилась, уперевшись в другую. Перед нами оказалась большая толпа. На несколько секунд в воздухе повисла тишина, а потом 600 человек начали овацию. Подошел Баутиста. Когда мы сошли на землю, он обнял меня, затем Катю, погладил Пончика по голове. «Спасибо, огромное тебе спасибо. У нас впереди 1,5 суток, дружище», — напомнил я. «Да знаю», — отмахнулся он, — «но мы ничего не сделали бы без вашей помощи, и за это я всегда буду благодарен». Он подмигнул мне, сорвал с головы фуражку и положил ее на землю перед Пончиком. Та взглянула на него широко раскрытыми от удивления глазами. «Вам, принцесса Пончик». «Это не нужно. Вы можете мне поверить», — сказала кошка, неожиданно включив свои царственные интонации. «Прошу вас, оставьте у себя. Я настаиваю». И вдруг люди выстроились в очередь и принялись складывать свои фуражки на землю. Куча перед Пончиком росла. Глаза Пончика сияли, челюсть дрожала, открывая 2 нижних клыка, а встречающие один за другим склонялись перед ней со словами «Спасибо, принцесса». Складывали перед ней фуражки, как подношение. «Не стоит», — говорила она каждому, — «это безделица, я только рада». «Карл, это твоя задумка?» «Баутиста, это Катя, твой партнер, предложила». Я посмотрел на Катю, она улыбнулась. Пончик собрала все фуражки в свой инвентарь, размахивая хвостом от удовольствия. Я подозревал, что с этой минуты большинство обходчиков будут тянуться перед ней во фрунт, а владельцы магазинов не столь охотно будут выдавать деньги за фуражки. Но мы ловили мгновение. Я не знал, что нас ждет дальше. Не знал даже, сделали ли мы в этот день что-нибудь, кроме того, что оттянули неизбежное. Но нам было хорошо. Бог свидетель. Глава 27. Время до крушения уровня – 1 день 16 часов. Группа повернулась и направилась к воротам. Мы рассказали товарищам, как найти свободную от монстров линию для служащих.
Баутиста и еще человек 20 задержались на то время, когда я одолевал сложный процесс перевода вагонетки на одну из основных цветных линий. Какую, было не принципиально, ведь везде имелись платформы на станциях 60 и 75. Я пошел вперед и переводил стрелки, а Катя не спеша катила вагонетку. «Эгегей!» — вдруг закричала она. «Я только что получила ящик от спонсора, серебряный ящик благотворителя». «Ей!» — откликнулась Пончик. «Значит, тебе предстоит открыть спонсорский ящик и фанатский ящик». «Я тоже недавно получил спонсорский ящик», — сказал Баутиста. Я поднял руку и перевел переключатель стрелок. Он издал громкий щелчок. «Но у меня еще не было удобной минуты, чтобы его открыть. Намерен сделать это сейчас». «Кстати, кто твой спонсор?» — полюбопытствовал я. «Джаксбрин Amusements Limited. Те самые, кто делает моих деток». «Твоих деток?» «Ну да», — подтвердил он. «Я планировал поговорить с тобой об этом. У тебя есть такие? Кто-то делает то, о чем я говорю, кто-то нет. Уж не знаю почему. Один как-то даже напал на меня. Слизер, зеленый вариант. А с остальными слизерами все отлично. У меня есть даже еще один зеленый, но я не решаюсь им пользоваться». Я молча смотрел на него, потому что ни черта не понимал. «Мисс Пушинка». Смотрите Диннеман. Сценарий «Судного дня Карла». Глава 18. Старая леди Птица Небесная с предыдущего этажа. Помнишь ее? Я помню. Я потрогал пальцем ожерелье с небольшим амулетом. Разве мог я забыть? В конце концов, она оказалась главным плохим парнем города. Благодаря ее неудавшемуся заклинанию в мой инвентарь попала готовая взорваться атомная бомба. Баутиста проходил квест, в котором ему полагалось убить ее. Квест провалился, так как ее неумышленно убили мы, когда взрывом пробили крышу в здании магистрата. В то время Баутиста старался проникнуть к ней домой, но квартира была пуста. Если не считать... Ты имеешь в виду малышей Бини? Ну да. Он достал одного из инвентаря. Коричневая лягушка в шлеме с шипом. На ней все еще болтался ярлык. Тот самый вид, чей облик сейчас достался Мордекаю. Баутиста перебросил игрушку мне. Я ее поймал и покатал между ладонями. Пехотинец Грульке. Мягкая фигура с ярлыками. Наиболее распространенная модель коллекционных фигур серии Грульке. В иерархии редкости стоят сразу после монахов с ранней болезнью печени. Буквально невозможно войти в привокзальный магазин детских товаров и не увидеть такую игрушку среди товаров. Вы попотеете, прежде чем найдете коллекционера, который согласится ее у вас купить. А все-таки она клевая. У мисс Пушинки в квартире было больше 1000 мягких монстров. Пока я утилизировал штук 40. Это можешь забрать себе, если хочешь. У меня есть еще 4 таких же. Хотя у одной шляпа другого цвета. Они будут нападать на плохих парней ради тебя. И они довольно сильные, хотя и среднего качества. Это значит, что сохраняются они от 15 до 30 секунд после того, как их сделали. Я взглянул на бумажный ярлычок. Пехотинец Грульке. Джаксбрин Amusements Limited. Да еще символ. Улыбающееся личико в форме звезды на обратной стороне. Больше ничего. Постой, эти куклы превращаются в реальные существа, в виде которых они сделаны? Я о таком не знал. Как это? Срываешь ярлык, как чеку у гранаты, и бросаешь. Проходит секунд 10, и эта штука начинает действовать. Будет драться за тебя в зависимости от того, что она есть. Или, как я уже сказал, может наброситься на тебя. Чем более она редкая, тем дольше служит. Когда срок заканчивается, она, если ее не убили, возвращается в Бини. Только ярлыка уже нет, и вторично ее не используешь. Если малышей Бини убивают, маленькие фасолины разлетаются, умирают и после этого исчезают. «Безумие какое-то», — сказал я. «У нас есть только одна. Чудик на лошади. Имя Кимарис. А ты как обо всем этом узнал?» «Первая, которую я сделал, называлась «Крушитель журавлей» птичьей породы. Мы сидели в зоне безопасности. Я от нечего делать играл с ней, и слетел ярлык.
Она ожила у меня в руках и с криком взмыла к потолку. Потом налетела на одного мужика из моей команды и телепортировалась. Потом у меня родилась еще одна, лектор-маг мудрости. В описании говорилось, что он учитель, и я стянул ярлык. Мне показалось, что он напоминал моего дедушку. Он был полезен, но мне стоило поберечь его до тех времен, когда я буду лучше подготовлен. Вот он был редкий и ценный, и рассказал, что собой представляют эти штуковины. Разговаривал так, как будто я идиот, раз не знаю. Он был одним из моих самых ценных, легендарная редкость. 1 из 5. Я не знал, как с ними общаться, пока он не научил меня. Продержался целых 2 часа. Лежал в стеклянном футляре дикого вида. У меня есть еще 5 штук легендарной редкости, но я боюсь открывать футляры, потому что в описании сказано, есть вероятность, что мне в лицо полыхнет огонь. Можно было бы открыть в зоне безопасности, но маг мудрости сказал, что огонь может загореться и там. Я думаю, что можно было бы открыть у себя в инвентаре, но пробовать страшно. Я понял, что он говорит о футляре стеклянного жнеца из Шеола. В такой же защитной оболочке лежал и мой Киморис. А теперь его дом в сценарии судного дня Карла. Мой Киморис – демон, к тому же он уникальный, а не легендарный или редкий. «Значит, ты просто срываешь ярлыки, и они появляются?» – уточнил я. «Точно, но ярлык можно сорвать и внутри инвентаря. Я именно так делаю. 2 секунды в общей сложности. Ну да, действовать нужно осторожно, ведь если это неизвестный тебе монстр, то ты не знаешь, какого размера он окажется и насколько он злой. Некоторые просто великаны. И вот опять, лектор мудрости. Его звали Атвин, к слову. Он сказал, что эти сущности – провокации. Так что обязательно нужно соблюдать осторожность. Со стороны кажется, что ты создаешь новых из-за того, каким образом они умирают. Но на самом деле ты телепортируешь к себе это создание. Я не вижу разницы, но Атвин настаивал на том, что различие очень важное. Я думаю, есть заклинания, которые доказывают, что эти сущности – не что иное, как провокации, вызовы, временные ложные образы. Вот в чем подлинный вызов. Я вспомнил Пончиково заклинание «Часовое утроение». Вот уж бесспорно, не подлинный вызов. «Повтори-ка имя той игрушки, которая у тебя», — попросил Баутиста. «Киморис. Среди моих такой нет. Я думаю, тебе стоит держать ее у себя, пока ты не узнаешь ее точную ценность. В общем, меня беспокоит, что мой запас рано или поздно иссякнет. Знаешь, какой у меня класс? Головорез, и мне необходима регулярная практика с мечом». Он погладил висевший на его поясе сверкающий оранжевый меч. «Но я пока что всерьез полагаюсь на этих монстров. Поэтому я рад, что у меня в спонсорах Джаксбрин. Может быть, когда-нибудь они пополнят мои склады. В любом случае, тебе нужно тренироваться с мечом как можно больше», — сказал я, внезапно ощутив тревогу за товарища. «Нельзя полагаться на то, что чужой дядя станет тебя снабжать по доброй воле. К тому же у некоторых твоих друзей недопустимо низкий уровень. У парня с рогаткой 28, хороший результат, а у его напарника всего 21. Недостаточно, он отстает». «Да знаю», — вздохнул Баутиста. «Делаем все, что в наших силах». Баутиста и его команда вознамерились разыскать свободную станцию номер 72. Баутиста пообещал товарищам, что они будут тренироваться на гулях другой линии, пока не придет время отправляться на поиски. Судя по всему, Тисквик, Дварф, тоскующий по никогда не существовавшей дочери, бессменно дежурил на 60-й станции и помогал всем блуждающим обходчикам находить переходы с одной цветной линии на другую. Меня уже начинала нервировать ситуация, когда чересчур много людей скапливаются в одном месте. Хотя дело было, скорее всего, в существовании 2 разных станций 72 со взорванными генераторами гулей. Говорили также о станции 12, где тоже был взрыв. По последним данным, которые у меня имелись, на этаже оставалось до 275 тысяч человек. Поэтому легко могло сложиться так, что масса людей наводняет одну зону.
По-видимому, число оставшихся обходчиков выводилось из числа тех, кто составлял наш круг. У меня был по меньшей мере один свой человек на каждой из более дюжины 36-х станций. Но ни один из них не входил в группу численностью более 1000 человек. Как правило, в состав групп входило от 50 до 100 обходчиков. Я обсудил эту ситуацию с некоторыми знакомыми, и мы пришли к выводу, что слишком мало знаем об истинной природе этого этажа, и оттого не имеем точного представления о том, где именно эти люди находятся. Катя вот уже несколько дней говорила, что мы что-то упускаем, когда обращаемся к вопросу о формировании железного клубка. Она повторяла: «Я не понимаю, как может быть всего 6 станций мимиков». Я говорил ей, что это не имеет значения, пока у нас есть возможность вернуться после того, как мы сделаем все, что в наших силах. Мы распрощались с командой Баутисты и передвинулись в зону зомб. В нашем распоряжении оставались 2 пресекающие вагонетки. Е, на которой мы неизменно ехали по линии, и Q, которую мы теперь называли Def Leppard. Ее мы тянули за собой, двигаясь задом наперед, зажатые между 2 порталами, обращенными к бездне. Ничто не могло повредить нам на путях, только нападение сбоку. Мы наметили соединиться с Имани, Элли или Дзюнем и провести время с их командами, которые теперь населяли и защищали станцию 36. Друзья сказали, что уже много часов не видели монстра, если не считать случайных гулей. Я предупредил их, что мы движемся к ним, и порекомендовал не приближаться к депо Е, где теперь находится новенький, с иголочки, жилец. Тем временем мы намеревались выбрать какую-нибудь пересадочную станцию, устроиться в зоне безопасности, открыть Катины ящики, посмотреть итоги дня и провести совещание. Остановились мы на станции 59. На путях кишмя кишели гули. Теперь они достигли габаритов небольших собак. Продвигаясь вперед, мы телепортировали их всех в бездну. Единственный раз мы встретились с большей или меньшей опасностью, проезжая мимо станции номер 24. На платформе роились 1000 осьминогов-подростков. Я швырнул в них драгоценную флягу с самогоном, но даже после этого почти дюжина их спроворилась запрыгнуть в вагонетку. Разговор арбалета Кати с ними вышел коротким. Они не оставили вообще никакого лута, и только их кровь еще долго шипела на металлическом полу. Мы остановили 2 вагонетки у платформы 59 с порталами в активном состоянии, развернутыми в сторону бездны, и разослали круговое сообщение с советом обходить за версту линию зомб. К этой пересадочной станции примыкали 6 линий. Мы знали, что пока батарейки держатся, а продержаться они должны были весьма долго, вагонеткам никто не причинил бы вреда. Так что мы отправились к зоне безопасности, которая на этот раз располагалась ниже платформы, а не выше. По нашим данным, гнездо маленьких кракарин оставалось вблизи станции 24. Медоу-Ларк обустраивали огненосные убийственные участки в узких местах, на случай, если кому-то вздумается вторгнуться к ним. Я надеялся, что до такого не дойдет. Зона безопасности на станции 59 располагалась в помещении, которое, по-видимому, представляло собой костариканский ресторанчик «Сода». Типичное, исключительно для Коста-Рики, название маленьких предприятий общественного питания в сельской местности. Мы прошли через небольшую комнату, мимо защитника Бобка, сразу в свое личное пространство. Нам показалось, что мы не бывали здесь никогда. Я рухнул в кресло и предложил Кате: «Открывайте прямо сейчас ваши ящики. Посмотрим, с чем придется иметь дело». Катя выпрямилась. «Хорошо, я начну с фанатского ящика. Мы уже договорились, что разберемся с ящиками как можно раньше, до возвращения Мордекая. Меньше всего нам было нужно, чтобы опять появился тот Чако и втянул нас в новый конфликт. Но беспокоились мы напрасно. Из ящика выскочили 2 предмета: проклятая бейсбольная бита и щит. Высокий, чуть меньше 2 метров, изогнутый, в форме полуцилиндра.
Он был снабжен петлями, чтобы его можно было либо удерживать обеими руками, либо надеть на одно плечо. В верхней части имелось небольшое, по-видимому, пластиковое смотровое окошко. Он был украшен массивными белыми буквами, составлявшими слово «разойтись» на синдикатском стандартном. «Полицейский щит», — заметил я. Бейсбольная бита была, как я сообразил, полицейской дубинкой. На первый взгляд в ней не было ничего особенного. Но когда Катя повернула оружие в руках, ее глаза расширились, и я увидел в них легкий блеск зачарованности. Сжавшиеся губы выдавали раздражение и страх одновременно. Заколдованный щит контроля над массами сил правопорядка теневых гнолов. Временами галактика бывает неуютным местом. Временами неотстиранные массы забывают о своем месте в машине. И временами эти отбросы начинают булькать на поверхности, порождая явление, широко известное как гражданские беспорядки. Когда такое случается, существующая власть не хочет становиться бывшей властью. И она вызывает подмогу. Приходит внешняя сила и пинками возвращает порядок, возможно, совершая при этом некоторые военные преступления, только ради того, чтобы чернь знала свое место. В снаряжение, предназначенное как раз для ситуаций такого рода, входит щит гноловых сил правопорядка. Этот заколдованный щит обеспечивает как карательные, так и оборонительные функции контроля масс. Защитник границ, используя этот предмет, приобретает следующие преимущества. Плюс 5% к телосложению, плюс 5% к навыку укорененности, плюс обновление способности стремительность для разгона толпы. Предупреждение. Вы можете не применять этот предмет. Для применения этого предмета способность стремительность обязательна. Я немедленно бросил взгляд на разгон толпы, усиливающий стремительность. Тот самый таранный навык, который Катя использовала, чтобы убить Хеклу. Его можно было применять только один раз в день. Разгон толпы имел два колоссальных отличия. Катя по-прежнему рвалась вперед, нанося громадный ущерб. Но теперь каждый, кто находился в большом радиусе вокруг нее, также получал травму. Главный ущерб по-прежнему вызывался физическим ударом, но все находившиеся в этом радиусе принимали от 10 до 20% этого ущерба. Тот факт, что ей удалось убить Хеклу при помощи первоначальной версии стремительности, означал, что обновленная версия становится намного мощнее. Пострадают даже те монстры, которым не наносится прямой удар. И значительно. При наличии еще и борцовского пояса Катина атака будет означать что-нибудь вроде столкновения, скажем, с грузовиком монстров. Но еще важнее было то, что теперь она могла использовать свою способность через каждые 5 минут, а не раз в день. «Похоже, у вас будет намного больше практики в стремительности», — сказал я. Катя неуверенно хмыкнула. Я же тем временем знакомился с укорененностью. Укорененность. Этот навык намного затруднит противнику задачу сбить вас с ног или отбросить. Это не всегда хорошо, так как законы физики неизменны. Пользуйтесь с осторожностью. «Интересно», — проговорил я, переводя внимание на дубинку. Заколдованная дубинка контроля над массами сил правопорядка теневых гнолов. Эта заколдованная дубинка создана для того, чтобы раскраивать черепа и учить неблагодарных мерзавцев демонстрировать, прах их побери, почтение. Длина предмета регулируема от 25 сантиметров до 3 метров. Сногсшибание. Автоматически активирует заклинание 5-го уровня, когда угрожает группе из 10 или более мобов и мобоподобных. Может приводиться в действие только раз в 5 минут. «Два предмета, внушающие уважение», — заметил я. «В особенности щит. Меня, пожалуй, маленько смущают формулировки в отношении этой укорененности. А разгон толпы — это точно то, что вам нужно». «Даже не могу сказать, издевательство это или нет», — сказала Катя. «Кому же неизвестно, что я терпеть не могу использовать стремительность?» «Да уж, восторга мало», — поддержала ее Пончик.
Все равно, что электрический кошачий лоток в подарок на день рождения. Полезно, однако. Лоток на доброе здоровье. А я надеялась на что-нибудь стильное. Я оборвал кошку. Во-первых, об этом просила Беа. Не понимаю, как можно ерепениться, получив то, о чем просил. А во-вторых, эта дрянь стоила $300. Катя, поверьте, это была отличная вещь. Никаких сомнений. Можете смеяться, но ваша мощь растет не по дням, а по часам. Мордекай говорил, что в его первом фанатском ящике была сексуальная игрушка. Карл, вы действительно подарили вашей подруге на день рождения кошачий лоток? Подарил, подтвердила Пончик. Мисс Беатриса была очень расстроена. Катя рассмеялась, но тут же оставила попытки приладить к себе щит и помрачнела. «Наверное, это мне уже не понадобится», — сказала она. «Кажется, нельзя носить и то, и другое». Она сняла знакомый мне предмет с левого запястья и положила его на стол. «Возьмите, вам в любом случае нужна защита». Я взял в руки Катин нарукавник. Он был идентичен тому, который я носил на правом запястье, и который позволял мне формировать рукавицу. Я и забыл, что у Кати тоже такой. Она использовала его только для наращивания массы. Заколдованный автоматический баклер. Небольшой круглый щит, используемый в поединках с мечом или шпагой. Из персиковой косточки. По команде формирует металлический баклер. Чтобы запустить его, используйте хот-лист или потрясите запястьем, как вы делаете, когда думаете о вашей горячей тетке Лидии. Персонаж антиутопического романа канадской писательницы Маргарет Этвуд. Родилась в 1939. Рассказ служанки. 1985. Этот предмет заколдован заклинанием дребезги. Любой удар, который придется в этот щит, с вероятностью 1,5% обезоружит противника. Если противник обезоружен, предмет опрокинет его на землю с вероятностью 90%. С вероятностью 5% его оружие сломается, и с вероятностью 5% оно перейдет в ваш собственный инвентарь. Хе-хе, так это просто чудо. Я надел нарукавник прямо поверх своего рукава. Провел эксперименты, потряс запястьем, и маленький щит возник там, где надо. Потряс еще раз, и щит пропал. Спасибо. Куда лучше, чем кошачий лоток, заметила Пончик. Катя рассеянно кивнула. Ее внимание уже переключилось на следующий ящик. Ящик благотворителя. Отлично, мы готовы. Ты думаешь, там что-нибудь плохое? Спросила Пончик. Предметов с проклятием мы из ящиков не достаем, напомнил я. Давайте же посмотрим, что там. Вскоре после того, как Катя перешла под спонсорство принцессы Громады, младшей сестры принца Маэстро и кронпринца империи Черепов Дюжева, мы рассказали ей все, что знали о психопатическом семействе орков. Маэстро мертв, как и его мать. Дюжий в темнице, предположительно, носит шкуру бога войны Грулла. Король Рас тоже в темнице, предположительно, хотя мы не знаем, где именно. Я все еще не представлял достаточно ясно структуру 6, 9, 12, 15 и 18 уровней. Мордекай настоятельно советовал нам не задумываться, пока мы туда не попали. Мы также не знали истинного места сестры в сложившейся ситуации. Если на ее пути не стоит брат, значит, она должна стать естественной наследницей. Но насколько она близка с братом? В книгах и в кино принцы почем зря молотят друг друга в схватках за власть. Но о принцессе Громаде мы не знали буквально ничего, кроме того, что она существовала. А потому невозможно было догадываться, какой предмет она могла прислать Кате. Катя открыла ящик. Мы молча наблюдали за появлением одного маленького предмета. Катя взяла его, молча осмотрела и передала мне. Это был арбалетный болт, только один. Болт Офиотавра. Смотрите Диннеман, сценарий «Судного дня Карла», глава 4. Первый из 100. Этот предмет действует как обычный арбалетный болт, пока он не выпущен в глаз божества. При удачном выстреле в глаз бога
божественная неуязвимость устраняется на 15 секунд. «Что ж», — проговорил я начинаю думать, что сестрица не испытывает великой любви к большому братцу. До начала шоу у нас оставалось время на то, чтобы принять душ, но ни на что другое его уже не хватало. Мордекай вернется сразу после эфира, а потом нам всем понадобится поспать 2 часа. В итоговом выпуске был представлен монтаж сюжетов о том, как люди объединяются и дерутся на множестве станций, соединенных с колодцами. Например, как 20 человек безрассудно выступили против босса станции 48. Монстр, неуклюже слепленный из вопящих, скрипящих гулей, разобрался с обходчиками, не тратя времени на раздумья. Он сотворил клешню из частей гуля и собрал в нее пришельцев. Внутри клешни образовались рты и сожрали смельчаков. Все погибли, не переставая кричать. «Иисусе!» – пробормотал я. «Не могу смотреть. Ненавижу это шоу», — заявила Катя, поднимаясь. Она извлекла непонятно откуда полотенце и начала двигаться по общему залу, вытирая кровь там, где Монго не слезал ее дочисто. Тут нужна горничная. В выпуске показали нечто неожиданное. Некая группа нашла новый колодец, который не был обозначен на первоначальной карте. Не было сказано, где этот колодец находится. Но не было сомнений, что находился он в той зоне, которую мы еще не видели. Темная пещера, где сверху сочится вода, и свет только от факела одного из обходчиков. И одинокий колодец. Несомненно, это был колодец, связывавший уровни, но он отличался от обычных. Он тянулся и вверх, и вниз, и я не мог понять, почему так. Светилась только часть лестницы, уходившая под землю. Но эта лестница тянулась и вверх, ввинчивалась штопором в небо и терялась в темноте. На экране она была всего мгновение, и мне не хватило времени на догадки о ее назначении. Внезапно я понял, что мы увидели. По-моему, я знаю, где это. Там, откуда мы телепортировали Мимика. Станция 433. Не сомневаюсь, там есть колодец. Это как у Гримальди. Смотрите Динниман, сценарий «Судного дня Карла», глава 4. Если босс города стережет колодец, то он не появится на карте, пока не отойдет. «Что такое?» – встрепенулась Пончик с неожиданным для меня недоверием. «Ты хочешь сказать, что мы могли бы вернуться туда и спуститься по лестнице?» «Догадываюсь, что так», – ответил я. «Но уверенности нет. Новость хорошая. Значит, все, кто еще заперт по эту сторону путей, могут вернуться. По-моему, им не понадобятся разбросанные по земле фуражки стоимостью в 150 тысяч золотых», — проворчала Пончик. «Им еще придется поискать эту станцию», — вставила Катя, оборачиваясь через плечо. Теперь она была тонкой и высокой, драила стену на высоте 10 футов от пола. «Тут есть еще 5 мимиков, иначе как бы кровь долетела сюда». Пончик зашипела. «Замолчите! Здесь мы!» Я тихо выругался. Показывали меня. Я стою над ворчуном Гэри, дрожащим гнолом. Освещение изменено. Комната представлена темной, показана с какой-то нижней точки. И я склоняюсь над уродцем. Материализуется Монго, словно монстр из тумана, и откусывает руки Гэри. Тот хнычет. Хныканье добавлено при монтаже. Всякий раз, когда мы отделяли руки Гэри, он был мертв. Далее я сетую на отсутствие клейкой ленты, когда прикладываю руку бедолаги к панели управления. Мы проделываем то же самое еще раз и еще. Нет никакого объяснения, для чего мы собираем руки Гнолла. Нет кадров спасения Гэри. Далее Люсия Мар забивает насмерть Челотавра, буквально размазывая его по боку вагона. Похоже, она устроилась в одном из депо, но в каком именно, я не мог определить. Один из ее ротвейлеров переменился, стал огромным, увеличился вдвое. «Это еще что?» — возмутилась Пончик. «Они вырезали лучшую часть, не показали, как благодарили меня. Они вечно все искажают, но теперь перешли все границы. Это оскорбление». Я попытался успокоить ее. Ничего страшного. Зрители смотрят прямой эфир и знают, что происходило и как. У других обходчиков то же самое.
Теперь уже всем известно, что вся вот эта бодяга – пропаганда и больше ничего. Катя подошла к нам и встала рядом со мной. Так вы полагаете, это означает, что эта Люсия не так безумна, как кажется? Я не знаю, может быть. Я вспомнил, что Люсия вытворяла в клубе Деспирадо. Как поступила с ассистентом Одетты. Одетта назвала ее психопаткой. И еще Люсия гнала небезобидную пургу в отношении Пончика на одном из шоу. Так что, возможно, доля истины в ее образе есть. Но эта доля непременно преувеличена. Иначе и быть не может. «Вы хорошо потрудились», — сказал я Кате. «Комната просто блестит». Я вспомнил, как Катя говорила, что ее мать была помешана на чистоте, а сама Катя восставала против этого пунктика. Надо полагать, не очень-то страстно восставала. К тому же она стирала преимущественно пятна крови. Не то вещество, которое люди с удовольствием видят вокруг себя. В основном потрудился Монго, и она погладила динозавра по голове. Приветствую обходчиков. Сейчас прозвучит предпоследнее послание перед крушением этажа, и я лишь хочу сказать, как мы гордимся упорством людей. Если совсем честно, мы ожидали, что на этом этаже будет намного больше смертей. Теперь мы пересмотрели свои взгляды на легкость прохождения следующего этажа. Высока вероятность того, что завтра к этому времени у вас будут заняты руки, поэтому всю важную информацию мы вкладываем в это послание. На следующем этапе обходчики появятся дальше друг от друга, чем обычно. Партии по-прежнему будут передвигаться вместе, но лишь те партии, которые сложились до начала этого сообщения. Нам нравится, как вы, отважные человеки, соединяетесь, чтобы бить больших поганых монстров. Это прекрасно, поверьте. Но следующий этаж будет посвящен индивидуальным действиям. Не возбраняется держать связь с друзьями, но если они не в партии, с вами сейчас, то самое время попрощаться с ними. Клуб Деспирадо и клуб Покоритель останутся переходами через уровень, об этом не беспокойтесь. Но если вы еще недостаточно натренировали себя, то, возможно, пожалеете об этом. Что касается чат-контактов, в этом сезоне мы добавили новый и вдохновляющий аспект. За небольшой взнос все зрители теперь могут подписываться на вашу частную переписку. Разве не класс? Подписка открылась вчера, и мы очень довольны тем, как много пользователей уже присоединилось. Прямой эфир начнется, как только закончится это сообщение. Мы также пофиксили 2 постоянных бага инвентарной системы. Вы больше не сможете хранить в своих инвентарях жидкости, иначе как в контейнерах. Пока это все. Встретимся завтра. А теперь идите и убивайте, убивайте, убивайте. «Где он? Куда подевался этот урод?» — проорал рядом знакомый голос. Мордекай нашел укрытие в этой комнате. Его жабьи глаза широко раскрылись. Судя по всему, время для него не шло. Он только мигал. «О, блин! Во, блин!» — приговаривал он, читая уведомление. «Из плюх-плюха! 7 дней!» «Привет, Мордекай!» — сказал я. Человек-жаба таращился на нас. Затем его взгляд переместился к золотому черепу над головой Кати и к черепу над Пончиком. Он выпрямился, когда Монгу с истошными воплями принялся нарезать круги. «Похоже, я многое пропустил». «Да уж, многое. Нам нужно...» Я не договорил. Катя взорвалась. По крайней мере, так я подумал сначала. Из нее хлынула кровь. Галлоны и галлоны крови во всех направлениях. Хлещет и хлещет. Невообразимый объем. Мы все закричали от неожиданности. Меня ударила в лицо струя зловонной липкой жидкости. Я попытался удрать и упал, хватая ртом воздух и задыхаясь. Пончик с визгом перелетела через всю комнату. Мордекай, как и я, опрокинулся на спину, а его лягушачьи лапы вскинулись в воздух. А красная струя не унималась. Она взлетела к потолку, ударила и в дальнюю стену, словно ее выпустили из аэрозольного баллона. Монго радостно завизжал и принялся вертеться, как ребенок под дождем.
Процесс продолжался без малого 20 секунд, прежде чем начал сходить на нет. Катя просто стояла посреди комнаты и озиралась огромными глазами. Когда фонтан крови наконец перестал бить, комната наполнилась звуками моего кашля, хрипами Мордекая и топотом Монго, отплясывавшего по кругу, как малыш в детском бассейне. Мне понадобилось какое-то время, чтобы осознать всю хренотень. Катя вобрала в себя всю кровь, которая пролилась, пока она торчала перед локомотивом в виде метельника. Ей приходилось отправлять эту кровь в инвентарь, чтобы совок оставался чистым. Но вдруг правила изменились. Теперь нельзя держать в инвентаре жидкости без контейнеров. Значит, вот таким образом система справилась с возникшим парадоксом. Я уставился на Катю. Она стояла в центре круглой лужи крови. Кровь била из нее не прямо вверх, а разливалась во всех направлениях. Сама Катя была невредима. Святое дерьмо. Конечно, на ней самой не было ни единой капли. И у меня возникла мысль. Эксплойт. Компьютерная программа, фрагмент программного кода или последовательность программ. То, что используют уязвимые участки программного обеспечения для атак на вычислительную систему. Стало интересно, может ли идея сработать. Но нет сомнений, так можно заткнуть любую дыру. Я отложил полученную информацию на будущее. «Катя, послушай», — заговорила Пончик, спрыгнув с моего плеча. «Если тебе нужна гигиеническая...» Глава 28. После происшествия мы первым делом вышли в главный зал ресторана. Мордекай, каким-то образом пропитавшийся кровью еще сильнее, чем я, подошел к стойке, где дежурил Бобка. «Мы приобретаем обновление личного пространства», — сказал он. «Робота-чистильщика». Бобка с неудовольствием взглянул на Мордекая, с которого на стойку капала кровь. На Монгу напал приступ гиперактивности, и он носился по залу, разбрызгивая красные капли во все стороны. Обновление обошлось нам в 25 тысяч золотых, то есть стало одним из наименее дорогостоящих доступных нам обновлений среды. Это все равно было чертовски дорого, но никто из нас не жаловался. Пончик даже не попыталась поторговаться. Катя без слова платила покупку, и мы деловито возвратились в личное пространство. Как только мы вошли, обновление приступило к работе. Это было похожее на тарелку фрисби устройство, подобное роботам класса Мекскс, с которым мы встречались в производственных трейлерах. Впрочем, кажется, эта конструкция не разговаривала. В сущности, летающий робот-пылесос Румба. Облетая комнату, он гудел как дрон с глушителем и презрительно мигал. Пончику пришлось уговаривать Монгу не набрасываться на него. Робот летал над зловонными пятнами крови и слизи, зависал над ними и магическим путем устранял. Он чистил быстро, но работа должна была занять много времени. Очень много. «Давайте сейчас все примем душ, через 5 минут встретимся здесь и будем вести себя так, как будто ничего не произошло», — предложил я. Кровь гули у меня во рту имела вкус металлической пластины, побывавшей в трупе крысы, и я понятия не имел, как ее оттуда вычистить. Когда мы вернулись из душа, кровь все еще оставалась повсюду, хотя робот-чистильщик времени зря не терял. К счастью, он начал с кухонного стола и уже сделал кухню пригодной для использования. Катя сидела, ела ананас, полученный от Бобка, и как ни в чем не бывало мурлыкала какую-то песенку. Она нарезала фрукт ножом, который сформировала из собственной руки, и предложила кусочек мне. Я отказался. Я был способен ощущать только вкус крови. Отмытый Мордекай вышел к нам из своей комнаты и поднял обе руки. «Итак», — заговорил он, — «прежде чем вы что-либо скажете, я признаю, что совершил ошибку. Мне нельзя было выходить из себя и бросаться на этого Чако. Это не повторится, и мы больше не будем об этом говорить. Нам сказали, что если ты поведешь себя так снова, то пропадешь навсегда», — заметил я. «Я заверяю вас, это не повторится. Даю вам слово. А какие призы вы взяли на карусели?» «Карлу досталась дурацкая книга рецептов», — ответила Пончик. «Приз наколка». «Даже так?» — заинтересовался Мордекай. «Можно взглянуть?» «Потом. Мне нужно было сменить тему. У нас мало времени, и мы еще должны выспаться.
Нам нужно ввести тебя в курс событий, но вернуться сюда тоже обязательно. А ты видел мои солнечные очки? Спросила Пончик. Что, разве не супер-супер? Мне их прислала принцесса Денадия. Если бы у меня их не было, мы бы не узнали о намерении Хеклы убить Катю. О, да-да, у меня теперь харизма выше 100. И еще у меня есть навык вампир любви. Ты советовал обзавестись им. Я несколько раз активировала его, но он не срабатывал. Пончиков вампир любви позволял владельцу перебрасывать любой понесенный ущерб на моба более низкого уровня. Пончик пока не использовала его, потому что мы удерживали ее от рисков на этом этаже. Понятно. Глаза Мордекая округлились при упоминании Хеклы, и он опять воззрился на золотой череп, плавающий над Катей. Все это замечательно, только не тараторь. Нам многое предстоит обсудить, но незачем обсуждать все сразу. Сначала расскажите, как у вас двоих появились черепа за убийство участников игры. Как получилось, что из вас всех наивысший уровень у Кати и... Он умолк, остановив взгляд на моей левой руке. Сделал 2 шага в мою сторону, взял мое запястье и поднес к глазам кольцо, которое я получил от Фрэнка. Кольцо божественного страдания. «Сними его», — приказал он. «Сними сейчас же». «Я не собираюсь использовать навык, помеченный смертью», — сказал я. «Он дает 5% бонус к моим статам. Если бы я не боялся, что меня навсегда вышибут из игры, я пощечинами отволок бы тебя на следующий этаж. Будь ты даже убийцей участников игры, все равно надо быть идиотом, чтобы носить эту вещь на себе, тем более на пальце. Каждый сезон генерируется несколько колец этой серии, и каждый сезон охотники 6-го этажа в первую очередь выслеживают и убивают обходчиков, обладающих ими. Бонусы за это кольцо действуют в противоположных направлениях. Одна из причин того, что идиоты скапливаются на охотничьих площадках, желание заполучить одно из таких колец. «Зачем?» — спросил я. «Оно многократно увеличивает силу своего обладателя, если попадает в руки негодяя и садиста. Если оно полностью заряжено, то с каждым следующим убийством сила его владельца растет в геометрической прогрессии. Я не думаю, что в какой-либо из войн фракций победоносную армию возглавлял командующий, не имеющий такого кольца, помимо некоторых других предметов. А богатые задницы, которые воюют на 9-м этаже, пойдут на что угодно ради победы. Предметы такого рода нельзя занести извне, но фракции могут копить их, для этого им требуется убедить какого-нибудь идиота отправиться на охоту за этими предметами на 6-м этаже. А если в этой вселенной и имеется чего-то в избытке, то это идиотов. Тебе нужно продать это кольцо. До того можешь считать, что на твоей спине нарисована мишень, и она больше, чем та, которая у тебя уже есть. Я только тупо пялился на кольцо. Мне не хотелось его снимать. Значит, у победителей фракционных войн обязательно есть кольцо этого сорта. Тут Мордекай дал мне пощечину. Твап по голове. И он не застыл, не телепортировался. Будь удар хотя бы немного сильнее, возможно, он обернулся бы для Мордекая плохо. Мой отец поступал так же, хотя и бил намного яростнее. Я почувствовал, как у меня сузились глаза. Мордекай посмотрел на свою перепончатую руку. Случившееся удивило его не меньше, чем меня. Плата за обещание вести себя сдержанно. «Карл, мне не стоило этого делать. Но из всего, что я сказал, ты извлек только этот вывод. Обходчики не имеют побед или поражений во фракционных войнах. Войны идут на 9-м этаже, как торнадо, бушующие над головой. Обходчики опускают головы и молятся о том, чтобы их не смело. У нас уже есть одна невыполнимая задача. Она встанет перед нами, когда мы доберемся до того этажа. Ты стараешься удержать при себе артефакт божественного страдания, в то время как всей вселенной известно, что он у тебя. Это новый уровень идиотизма, и нам он не нужен». Я заворчал, но Мордекай поднял руку, прерывая меня. «Далее. Ты помнишь магическую пульсацию на предыдущем этаже? Событие, приводящее в действие магию, по-настоящему опасной. Нас еще поджидают ловушки, которые активируют имеющиеся заклинания и предметы.
А активация может опустошать. Несмотря на то, что сказано в инструкции, этот предмет не предназначен для обходчиков. Он для пришельцев, и его назначение — собирать сотни бойцов и направлять их на борьбу за власть. Это кольцо — зло. Если ты не хочешь от него избавляться, то да помогут мне боги. Я велю Пончику держаться дальше от тебя с той минуты, когда мы вступим на 6-й этаж. Ради всего хрена, сказал я, стягивая кольцо с пальца. И тут же почувствовал, как моя сила вянет, отчего на душе стало еще гаже. Мы поговорим о том, чтобы продать его на 5-м этаже, до спуска на 6-й. И больше никогда не прикасайся ко мне. Мне показалось, что Мордекай намеревается возразить, настоять на том, чтобы я отказался от кольца, немедленно. Он открыл рот, собираясь что-то сказать. Но Катя опередила его. Она расстелила на столе карту и пошла в атаку. Вы говорили, что знаете, как добраться до нижних железнодорожных станций. Мы проверили, и оказалось, что путей множество. Я хочу знать, что вы имели в виду. Мордекай взглянул на большой лист, истертый, заляпанный кровью. На нем теперь было намного больше значков, чем неделю назад, когда Мордекай начинал над ним работать. Он несколько раз моргнул, недоумевая, как из этой колесицы можно извлечь хоть какой-то смысл. У меня возникло ощущение, что тот, кто составлял эту карту, потерял контроль над собой. Хотелось верить, что этот обалдуй не будет командовать и следующим этажом. «Вы это видите?» — спросил Мордекай, указывая на круг, которым была отмечена петля кошмарного экспресса. «А вот это и это!» Он указал на несколько именованных линий, потом взял ручку и нарисовал в углу карты некий символ. Несколько пересекающихся окружностей, как на эмблеме Олимпийских игр. Хотя у Мордекая окружности были разных размеров. Это логотип синдиката. Во всяком случае, если смотреть сверху. Он указал на второй кружок логотипа, затем постучал ручкой по линии кошмарного. Посмотрите, соответствие полное. Именованные линии выстроены в специфическом порядке. Значит, есть поезд, который делает петлю в передней части символа. Возможно, вот на этой станции. Да, вы уже сами это обнаружили. Линия драпой поезда. Да, это имеет смысл. Драпой. Так назывался корабль, который обнаружил червоточину в первой системе, где научная команда Глинера исследовала первичное кладбище кораблей и нашла корабль поколения ВОГ. Через несколько сотен циклов был образован синдикат. Все очевидно, если знать, что искать. «Что?» — возмутился я. «С какого перепугу мы должны были это обнаружить? Откуда нам было знать, как выглядит логотип синдиката? Разве он не выгравирован на входе на следующий этаж?» «Нет», — сказал я, — «там очень большой куатин». Мордекай хмыкнул. «Когда я проходил ваш путь, там был логотип синдиката. Странно». «Вы сказали, если смотреть сверху вниз», — вмешалась Катя. «А как это выглядит, если смотреть сбоку?» Мордекай сделал еще один рисунок. На этот раз он походил на кривобокую пружину матраса. Все круги соединены. Честно говоря, я не знаю, как функционируют эти червоточины, но на их форме построен логотип. Его обычно не изображают на плоскости. Как правило, в трехмерном варианте в виде скрученной пружины. Иногда кольца представляются как бы летящими, но когда пружина поворачивается, она предстает как целая. Оптическая иллюзия, если хотите. Катя взяла ручку из его руки и принялась перерисовывать логотип под разными углами зрения. «Как бы то ни было», — продолжал Мордекай, — «я рассказал то, что знаю. Бездна здесь представляет центр галактики. Вы, Катя, хорошо все изобразили. Возможно, железнодорожные пути представляют червоточины». Он склонился над картой. «Да, теперь я вижу. В целом эту карту можно считать упрощенной картой галактики. А линии путей — это первоначальные пути порталов». Он помолчал, читая другие надписи. «Эта станция мимикрирует?» Он рассмеялся. «Есть история о ранних днях синдиката. Система Хиллинов построила 6 станций вблизи центра. То были ловушки. Хиллины грабили и сжирали всех приезжих, после чего воровали их технику. Хиллины уже не существуют, и они не были мимиками. Просто их часто так описывают.
Их смели в Алтай и Орки. Иисусе, выдохнул я, рассматривая карту. А что вы скажете о боссах Кракарин и Гулях? Спросила Катя, оторвавшись от рисования. Я понятия не имел, чем она была занята, только видел, что она прочерчивает линии от логотипа к разным частям карты. Мордекай вернулся к изучению карты и нахмурился. Ох-охо, теперь я вижу. Кракарин — реальное существо. Это коллективный разум. Он распространяется по Вселенной. Его расползание вызывает большую тревогу. Перевод этого имени — аптекарь. Оно возникло благодаря их способности синтезировать элементы. Когда их называют Кракарин, это намеренное использование перевода с негативным значением. Здесь в подземелье мы имеем дело с карикатурами. Он указал на знак одной из станций, около которого Катя написала «наркодилер». Теперь Кракарин изготавливают наркотики, а пуки их распространяют. Я думаю, пуки представляют изобилие. Это козлиная раса. Они и похожи на козлов. Мы не боролись с пуками, даже не встречали их. Но я помнил, что с ними имели дело Элли и Имани. Это они снабжали мобов витаминными уколами, вызывающими зависимость. Элли описывала их как гоблиновидных, которые в случае противостояния обращаются в гигантских козлов. Мордекай продолжал. Изобилие разработало систему туннелей. С тех пор прошло всего несколько сотен сезонов. Но эта система делает возможными почти универсальные коммуникации в реальном времени. Технология запатентована, никто не знает принципов ее работы. Существует нелепая конспиративная теория, согласно которой изобилие использует технологию Кракарин в качестве приманки, чтобы затащить в коллектив Кракарин всех и каждого. Раньше все проходило фильтрацию в червоточинах. У Боранта была доля собственности в коммуникационных системах, которые теперь устарели. Это долгая история. Я плохо во всем этом разбираюсь. Когда-то даже в мой сезон обходчики получали столько же просмотров, сколько и сейчас. Но большинство обитателей Вселенной получали информацию с задержкой. Она составляла час или год, в зависимости от того, где кто жил. Только центральная система смотрела прямой эфир. Только с недавних пор последователи имеют возможность следить за любимыми обходчиками в реальном времени. Этот прорыв изменил все. Такая роскошь, заслуга изобилия. Но кое-кто, в частности партия Цветения, Куатин, воспринимают его деятельность как результат коварного заговора. Они ведут себя как телеграфная компания, возмущенная изобретением телефона. Или производитель пишущих машинок, возмущенный появлением текстовых процессоров. Я перебил его. Погоди. Значит, когда Кракарин производили наркотики и передавали их пукам для повсеместного распространения, хозяева делали на этом политику? Очень похоже на то. Весь этот этаж – российский политический мультик, извещающий Вселенную об изворотливости Кракарин и изобилия. Борант временно довольствуется региональным масштабом. Говорят, что изобилие всем продает свою технологию, чтобы подсадить весь мир на иглу. Но когда-нибудь хозяева уберут эту технологию, и их командование в лице Кракарин поглотит Вселенную целиком. По моему мнению, эта схема карикатурна, если учесть, как Борант использует туннельную систему для того, чтобы повсюду разливать свою злую волю. Все это было интересно, но меня абсолютно не волновало, кто там расист и кого угнетает. Все они топтали нас, что до меня, пусть бы они все трахали себя или друг друга. Хотя полезно было знать историю. Как бы то ни было, продолжал Мордекай, сейчас, когда мы знаем, как выйти на переднюю линию, нам остается только следить за хронометром, а когда придет время, спускаться на следующий этаж. Да, передайте мне ваши купоны для столов, чтобы я обновил свой, алхимический. Я переглянулся с Катей. Мы оба уже истратили свои купоны на обновление. Хорошо, сказал я. Сейчас мы дадим тебе краткий отчет о последних событиях, а ты пообещаешь отказаться от пощечин. Послушай, как мы прикрепили Катю к вагонетке и убили Хеклу, добавила Пончик.
Мы покемарили, потом перезагрузили бафы. К той минуте, когда мы были готовы снова явиться в мир, у нас оставались одни сутки и 10 часов. Мордекай занимался делами, пока мы спали. Он переоборудовал ремесленную студию, установил ремонтный стенд, который нашел я, и купил еще 3 таких стенда. 2 на наши купоны и 1 на золото. Он купил второй алхимический стенд, который, по его словам, был необходим, чтобы можно было один из столов отвести для специализированных задач. Купил стол для слесарных работ, пообещав объяснить нам его назначение позднее. А также купил нечто под названием «Мастерская метателя болтов». Это чудо должно было обеспечить массовое производство взрывчатки и всяческих магических болтов для арбалета. Когда мы поднимем уровень саперного стола на несколько ступеней, ты сможешь снабдить Катю шикарной амуницией, сказал он. Мы еще не рассказали ему про болт, полученный Катей от спонсора. Слишком уж много событий Мордекай пропустил. Со временем наверстаем. Мордекай был ошеломлен некоторыми нашими достижениями последних дней. Мы довольно серьезно поспорили об издержках. Особенно сильное впечатление на него произвели успехи Кати, а также некоторые предметы моего изготовления, в частности, наземные мины и целебные дымовые завесы. Рецепты тех и других изделий я вычитал в кулинарной книге. Но если Мордекай заподозрил, что я не являюсь их изобретателем, то ничего не сказал. Нам еще многое предстояло обсудить. Мы еще не поговорили о фигурке Кимарис, о купонах EP, еще о десятке других мелочей. Я не закончил разговор с Мордекаем о его хрени с Чако. Нам просто не хватало времени. Закончив свою обычную ежедневную тренировку, я застал Катю и Мордекая за болтовней над картой. Но если железнодорожные пути представляют пути к центру галактики, они лежат в одной плоскости. Все, что мне известно, я узнал из телепрограмм синдиката за много лет, ответил Мордекай. Когда мой мир был захвачен, он был немногим более прогрессивным и развитым, чем ваш мир. Мы колонизировали несколько планет нашей звездной системы, только и всего. Меня интересовали грибы и растения, а не звезды. Но вы правы. Может быть, они были, как бы сказать, раздавлены. Мне не удается сложить цельную картину, сказала Катя. К тому же этот символ виден только сверху. Она умолкла и принялась увлеченно чертить. Я подошел к столу. Это не имеет значения. Мы знаем, где найти колодцы. Наша задача — отстаивать их. Подождите, запротестовала Катя, проводя линию. Они умеют переворачивать целые участки, то есть заставлять вас думать, что вы в правильном положении, тогда как вы стоите вниз головой. Мне вспомнилось сражение с элементалем гнева. Он запустил на нас заклинание, которое опрокинуло проулок. «Да», — сказал я. «Они уже делали это в прошлом», — добавил Мордекай. «И не один раз. Сделать это легко, хотя бы в целях экономии пространства». Катя взяла лист бумаги и сложила его пополам. Поднесла к свету, слегка надорвала и сложила по-другому. «Я поняла, как заставить логотип функционировать», — сказала она. «Я знаю, почему станций мимиков всего 6 и почему мимики такие огромные. Каждый из них занимает 2 станции сразу». «Подождите», — заговорил я. «Значит, если мы начнем копать прямо у себя под ногами и продвинемся достаточно глубоко, то обнаружим другую железнодорожную станцию, и она окажется перевернутой?» «Возможно, она будет перевернута», — ответила Катя. «Но я в этом сомневаюсь. Если она перевернута и зеркально отображает станцию над ней, тогда можно использовать карту. Мы сейчас находимся на станции 59 линии зомб. Если мы примемся копать, то доберемся до станции 59 какой-то другой линии. Возможно, она будет иметь цвет, противоположный цвету зомб на цветовом колесе. Схема в виде круга, в котором цвета размещены в порядке, условно близком к их расположению в реальном видимом спектре. И еще, я думаю, между 2 уровнями вполне может находиться пустое пространство. Помните пещеру с колодцем и лестницей? В одном из итоговых выпусков. Я думаю, это и было межуровневое пространство.
Пути вьются, накладываются друг на друга, ложатся друг под друга, а зеркальный мир — это бессмыслица. Я думаю, там зеркальное отображение не всего клубка, а только отдельной линии. Что, черт возьми, Катя, что вы несете? Какой в этом может быть смысл? Представьте линию, как полоску лапши. Пути лежат на ней снаружи. И на обратной стороне этой же макаронины тоже проложены рельсы. И вообразите, что бездна, как вилка, которую вставили в центр миски и поворачивают время от времени. Это не схема, нарисованная при помощи спирографа, как мы изначально предположили, а хаос. И в середине этой гигантской миски находятся именованные линии, расположенные таким образом, что образуют логотип синдиката. Эта схема повторяется 12 раз или 24, может быть 48. Точно я не знаю. Понятнее не стало, Иисусе. Это непостижимо. Притворитесь, что вы наполовину поняли. Это да, почему же нет? Это дико и жутко. И только усложняет картину, а не упрощает. И возвращает нас к моему первоначальному предположению. Поразительно, как вы смогли до такого додуматься? В самом деле поразительно. Я не согласен переть напролом, как болван. Но какое значение эта информация имеет для нас сейчас? От нее только усиливается головная боль, которая у меня уже есть. Катя пожала плечами. Я не знаю, что с нами будет, но эта двусторонняя макаронина доставляет нам столько трудностей, что мы просто не можем не думать о том, как она устроена. Она не дает мне покоя уже много дней, и вот теперь я увидела ее смысл. Она в моем представлении как ловушка. В объявлении было сказано, что у нас будут полные руки, но это неверно, пока не произойдет что-нибудь новое. Она была права, но какова цель этого дерьма, помимо того, чтобы круче сбить нас с толку? «Эй, Мордекай!» — окликнул я. «Когда ты в первый раз говорил мне, еще до твоего отпуска, что уже видел нечто подобное, только в меньшем масштабе, ты что имел в виду?» Был когда-то такой этаж, устроенный как крысиный лабиринт. Его помещение можно было сравнить с гигантскими сменяемыми фрагментами головоломки. Тоже 4-й этаж. Кусочки той области складывались в логотип синдиката. И тогда открывался выход. Честно говоря, добавил Мордекай, округлив глаза, я забыл то время. Когда фрагменты соединялись, целое начинало вертеться вокруг центральной оси. Все предметы переворачивались и устремлялись в потаенное пространство внизу. «Карл, привет Имани и Элли. Что вам известно о боссе провинции, который засел на какой-то из 36-х станций?» Имани — это горсть гулей гнева, связанных вместе. Они составляют гигантского монстра. Всю его поверхность покрывают рты. Он заполняет станцию целиком. Очень похож на того босса, что на всех 48-х станциях. Я на мгновение задумался. Если этажи переворачиваются, тогда безразлично. Если только не... Боже святый! Карл, босс соединен с потолком зала? Имани. Вряд ли, но наверняка я не знаю. К чему ты клонишь? Думай, думай. Элли. Гниды страшны, как сам дьявол. Ты же не думаешь выйти с одним из них на бой? Послушай, ковбой, я точно помню, что мы об этом уже говорили. Никто не сможет убить такого мимика, не говоря уже о боссе провинции. Ты видел итоговый выпуск? Несчастные придурки полезли крушить этого босса, и он смел их за 30 секунд. Да это пробовано, перепробовано. А то, что ты вытворял с бедной гиеной, я понимаю, в шоу все преувеличено, но иногда беспокоюсь за тебя. Карл, вы не знаете, генераторы гулей на 12 и 72 станциях свисают с потолка? Имани. Думаю, они плавают по комнате, Карл. Говори со мной. Я снова перевел взгляд на обведенную кружком станцию номер 24, куда набились маленькие кракоринки. Они делались больше с каждым часом. Судя по всем данным, они не собирались расползаться оттуда. Но если их так много, и они увеличиваются в размерах, куда они денутся потом? Катя, заговорил я, если кракорин — это метафора, как вы сказали, то они опасны для Вселенной.
используют систему туннелей, чтобы распространять свое влияние еще для чего-то, то тогда, надо полагать, они захотят и нанести финальный удар, поставить восклицательный знак в конце своего глупого мультика. «Да каким образом?» – спросила Катя. «Думаю, между двумя уровнями вполне может находиться пустое пространство. Я вспомнил тот момент, когда мы с Катей пришли на станцию, где была кучка колодцев, и все были закрыты, все в центре зоны. Насколько велико пустое пространство в центре их круга? Велико, да, вполне. Диаметр примерно как высота туннеля. Карл, Глава 29. Переварив откровение, мы немедленно рывком начали действовать. Я в выступленной спешке разослал призыв ко всем уходить со станции с колодцами. В любом другом месте люди будут в большей безопасности. Мы не знали, когда точно случится то, что должно случиться, но я подозревал, что произойдет это скоро. В некоторых группах решили, что у меня дерьмо вместо мозгов, и радостно об этом заговорили. К счастью, я уговорил Баутисту оставить пока что переполненную народом станцию номер 72. Люди переместились в основном на 60-ю, станцию служащих, где и ждали дальнейших событий. Другие группы отступили на пути и платформы. Гули не оставили их в покое и там, но там гулей было не чрезмерно много. Малыши Кракарин пока оставались на месте и нападали только тогда, когда кто-нибудь приближался к станции 24. Маленькие гадины росли с каждым часом. Элли сколотила боевую команду. В нее вошли Катя и Пончик для обследования окрестностей 24-й станции и очистки ее от тех, кто теперь назывался юной клоновой порослью Кракарин. Эти твари достигли размеров обезьян и были покрыты щупальцами. Катя испытывала доставшуюся ей недавно технологию контроля масс. Ее спутники экспериментировали с разными типами атак, выясняя, какие приемы будут наиболее эффективны против юной поросли. Огонь действовал хорошо. Болты арбалета выбивали малышей, но только если попасть в центр массы. Отрубание щупалец заставляло их отступить, но лишь временно. Заклинания вроде магической ракеты действовали, но не очень хорошо. Молнии не действовали. Морозные атаки Элли оказывали влияние только в том случае, если ледяной кубик пронизывал тело насквозь. Бьющее оружие действовало хорошо только при очень большой силе удара. Психические атаки действовали блестяще, заставляли малышей остановиться, но не наносили ущерба. С нами были только 2 человека, владевшие этим видом магии. Монстры были быстры, и их круглые, полные зубов рты работали как живые мусоросборники. Их щупальца обжигали при прикосновении. У них была едкая кровь, как у ксеноморфов. Вымышленная внеземная раса из фильма «Чужой». К тому же они кричали, и Катя жаловалась, что их крики действуют на нервы. Пока Катя с Пончиком занимались истреблением детишек Кракарин, я работал. Добрых 5 часов ушло на то, чтобы возвратить 2 пресекающие вагонетки на станцию 75. Затем перевести их на цветную линию, которая выводила на нужную нам станцию 36. Там я набрал 20 обходчиков, и мы все занялись переноской одной из вагонеток. Мы выбрали ту, что с Def Leppard. С рельсов внутрь главного депо 36-й станции. Мы на руках подняли ее. Я опасался, что 20 мужчин будет мало. Но снова недооценил нашу возросшую силу. Мы подняли вагонетку легко, почти без усилий. После некоторых экспериментов я понял, что для этого действия достаточно 5 или 6 человек. Когда я в первый раз сообщил свою идею, то еще не продумал ее как следует. Каждая вагонетка быстрого реагирования шириной и весом примерно равнялась грузовому фургону и была раза, наверное, в 1,5 длиннее. Мне гроты на станциях запомнились намного более просторными, но когда я приехал на место, понял, что мой план из разряда «живым или мертвым». Dead or Alive, DOA, серия видеоигр в жанре файтинга. Стены зала были практически неразрушимыми, и нам не пришлось выносить себе мозги,
гадая, как их раздвинуть, чтобы мы могли пройти несколько поворотов и водворить вагонетку в зале. Спасение пришло в лице Чжана, близкого друга Ли Цзюня. Он вырос перед нами в тот момент, когда я распорядился снова поставить вагонетку на рельсы. Я просмотрел свойства китайца, когда он трусцой бежал в зал. Он оставался человеком и стал земледвижцем 28 уровня. Ли Цзюнь называл его многофункциональным маготанком. Сейчас он красовался в сверкающих черных с золотом доспехах. «Стойте!» — сказал он. «Подождите! Простите! Я прибежал сюда из зоны безопасности. Ли Цзюнь рассказал мне, что вы затеяли, и я хочу вам помочь». Он поднял над головой палку. «Братцы, глядите!» «Что это?» — не понял я. «Это магический жезл. Он сокращает предметы, но в нем остался всего один заряд. Он не действует на живые организмы, но мы его использовали, чтобы пройти мимо нескольких боссов. Один раз мы сократили ворот монстра, и ворот задушил своего владельца. А однажды я этим жезлом остановил поезд, готовый снести нас. Последний заряд я сохранил на чрезвычайный случай. Он уменьшит вашу вагонетку на 5 минут. Правда, она останется такой же тяжелой, какой была. Святое дерьмо, это же поразительно. А насколько она уменьшится? Ведь если она останется такой же тяжелой, то должна быть достаточно большой, чтобы мы могли толкать ее и переносить. Да это легко, отмахнулся китаец. Жезл начнет уменьшать, когда я включу его, и остановит уменьшение, когда я его отключу. А сам по себе он остановится лишь тогда, когда объект будет размером с пуговицу. А с поездами вы такое уже проделывали? Вы знаете, как ваш жезл работает? Да, ответил он. Жезл сработал на целом поезде и убил всех, кто в нем ехал. Я тогда прыгнул на 6 уровней за раз. Даже получил ящик босса и ящик мультикиллера. Мультикилл. Множественное убийство в компьютерных играх. Жезл спас нам жизни. Тьфу ты, дьявол, сказал я. Ладно, давайте переправим эту махину к колодцу. После мучительных 4,5 минут переезда на сильно уменьшившейся вагонетке по извилистой траектории мы затолкали тяжеленный транспорт в главный зал, быстро установили его в центре между двумя бездействующими колодцами. Я заметил на полу истертую резьбу, логотип синдиката, который я никогда бы не заметил, если бы Мордекай не показал его нам накануне. Все мы поспешно отпрянули, когда к вагонетке вернулись ее нормальные размеры. Как будто она мигом раздулась. «Вот и ладненько», — сказал я. «Приступаем к веселой части». Ко мне подошла Имани и с подозрением осмотрела вагонетку. Я знал, что она не была горячей сторонницей моей идеи, в особенности предстоящей части действия. Тем не менее, она внесла свой вклад в осуществление плана. В ее инвентаре еще оставались свитки, творящие цепочки, и я попросил ее пустить их в ход. Теперь перед нами лежало несколько магических цепей, свернутых в бухты на манер кабеля. «Ты уверен?» — спросила меня Имани. Она расправила свои многоцветные мотыльковые крылья, и каждый раз, когда она прикасалась ко мне, я получал баф в телосложении на 10 минут. Этот баф не накапливался, но всякий раз при касании крыльев включался новый хронометр. Каждое мягкое прикосновение эфирных крыльев ощущалось как неожиданный и приятный ветерок. Нет, я принялся извлекать из своего инвентаря большие куски металла, а мои товарищи занялись прикреплением цепей к вагонетке. Нет, я не уверен, но пока никто не предложил других идей. Она кивнула. А как другие? Те, что на других станциях. Я предупредил их о том, что должно произойти. Это самое важное, что мы могли сделать. Кто-то отправляет людей в Деспирадо за дымовыми шашками и хоб-гоблинским динамитом. Они готовятся так. Другие располагаются вне помещений, чтобы своими глазами увидеть, что будет. Если дела пойдут так, как я предполагаю, то мы все окажемся в сумасшедшем доме. Драться придется каждому. Люди будут пробираться к колодцам и оставлять их открытыми, чтобы спуститься смог каждый. Ты в самом деле думаешь, что эта тележка избавит нас от необходимости драться? Спросила Имани. Я улыбнулся. Ну, я не сомневаюсь,
что драк будет достаточно. Просто хочу хоть как-то уравнять шансы. Неподалеку от нас человек, владевший заклинанием, которое осуществляло электросварку, соединил по моей просьбе два куска металла, размеры которых не позволяли мне соединить их на моем столе металлообработки. Я успел укрепить на вагонетке сверху два колеса из системы шкивов и рычагов, которую мы использовали для того, чтобы поднимать вагонетку. Когда все части задуманной мной конструкции будут соединены, получится пятиножник, предназначенный для 5 колодцев. Каждую ногу можно будет заносить высоко над центром колодца. В итоге у нас получится какая-то хреновина, как будто из тех, что выставляют в кампусах. Кампус – жилой сектор, колледжей или на детские джунгли. Гимнастический снаряд из стоек и перекладин. На него влезают и раскачиваются. Меньше всего эта хреновина будет походить на то, в качестве чего будет использоваться. На кран. Меньше чем час спустя нам пригодилась магическая цепь Имани, чтобы поднять заднюю часть пресекающей вагонетки. Поднялась вагонетка легко, цепь не порвалась. Когда вагонетка приняла вертикальное положение в полудюйме над полом, мы закрепили цепь. Теперь наша вагонетка повисла в воздухе, словно невероятная рыба, которую выудил рыболов-рекордсмен. Передняя часть вагонетки смотрела в землю. Небольшой метельник с порталом царапал мраморный пол. Моя группа удерживала вагонетку, а другие наши товарищи устроились у 5 подпорок крана. Вместе мы провели кое-какие усовершенствования. Сделав с вагонеткой то, что мы хотели, мы укрепили на ней дополнительные цепи, чтобы она не раскачивалась. Затем я воспользовался своей самодельной лестницей, чтобы вскарабкаться к кабине. Там я приладил 2 левых руки ворчуна Гэри и включил портал, сориентировав его на бездну. Глядящий в пол портал затрещал и ожил. Размер его почти совпадал с размером мраморного круга в центре зала. К нам присоединились Катя и Пончик. Катя оставалась на 37 уровне, а Пончик поднялась до 33-го. Монгу шагнул на несколько уровней вверх и находился теперь на 26-м. Мордекай настаивал на том, чтобы мы как можно активнее использовали Монго до крушения этого этажа. И я порадовался тому, что Монго превосходно проявил себя в противостоянии с монстрами-осьминогами. «Думаю, уже скоро», — произнесла Катя. Она опять приняла обличие невероятной Халкини, 8 футов в высоту и в ширину. На левую руку она нацепила свой полицейский щит, причем сохранила его первоначальную форму. Благодаря ему Катя выглядела особенно впечатляюще. Они двинулись обратно к станции несколько минут назад. «Их так легко убивать!» — воскликнула Пончик, перескочила со спины Монгу на мое плечо и ткнула меня головой. «Жалко, что ты был не с нами. Там было весело». «Не сомневаюсь», — пробормотал я и указал на вагонетку, висящую над полом и издающую треск. «Господи, как же я надеюсь, что мы не ошиблись в расчетах». «Ничего», — сказала Катя, — «если исчезнет не только круг, а весь пол, мы ничего с этим не сможем поделать. Через 10 минут в нашем отсчете времени останутся только 1 сутки. Я уверена, что именно тогда все и случится». «Вот и отлично». Я с тревогой посмотрел на пол под ногами. «Все наружу! Быстро!» Часы дотикали. Вот и остались 1 сутки. Мы все распределились по нескольким платформам, соединенным с главным залом. Мы стояли на платформе багряной линии, где единственная оставшаяся у меня пресекающая вагонетка дожидалась развязки. Это была та самая вагонетка, на которой мы ехали к концу линии, чтобы выручить Баутисту и его команду. Ее портал был настроен на станцию Е, ту станцию, где Мимик все еще поджидал обходчиков себе на закуску. Монстры не приближались к нам уже довольно долго, но мы решили, что не нужно всем собираться в одном месте, и нельзя допустить, чтобы монстры к нам подкрались. Поэтому мы рассеялись. Пончик стояла на моем плече, Монго прислонился ко мне, Катя и Элли о чем-то болтали. Имани расхаживала между всеми, следя за тем, чтобы ничего плохого ни с кем не случилось. И вот, наконец, оно.
Системное сообщение. Внимание, внимание! Администрация Железного Клубка хочет предупредить всех клиентов и служащих, что система вышла из строя. Все линии не действуют. Вы более не в безопасности. Нас предали Кракарин, которых мы считали доброжелательными. Мы вынуждены запустить процесс саморазрушения. Во всей системе открываются аварийные туннели. Всем служащим пройти по туннелям на станцию 60 и ждать дальнейших инструкций. Просим всех клиентов воспользоваться туннелями аварийного выхода и направиться к порталам у колодцев на станциях 12, 24, 36, 48, 72 или 433 на любых линиях. Порталы у колодцев сейчас заряжаются. Они откроются ровно через 18 часов и будут оставаться открытыми в течение 6 часов, после чего состоятся саморазрушительные удары. Сообщил Железный Клубок. Связь окончена. Да пребудет с вами милость богов. Благодарим за поездки с нами. Хорошего вам дня. Грубовато они излагают, проворчал Пончик. Нет, согласитесь. Что, мы теперь должны изображать перепуганных деревенщин? Я похожа на тех, кто пользуется общественным транспортом? Все подземелье наполнилось жесточайшим скрежетом, как будто где-то открывали старую проржавевшую дверь. Я ощутил дрожь под ногами. Мой чат внезапно наполнился призывами людей, испугавшимися за свою жизнь. Роналдо Цюй. Круглый сектор в полу вокзала исчез, а потом он вылетел из дыры вверх. Оттуда прут осьминоги. Они льются оттуда. Льются, но снизу. Сейчас они большие, величиной с человека. Иисусе, Иисусе, они все прут. Мы должны бежать. Нам нужно найти другой колодец. Их слишком много. Гвендолин Дуэт. Бомбист вас предупреждал, дурачье. Падать на рельсы, ждать их в засадах. Роналдо Цюй. Но он не говорил, что будет настолько плохо. Гвендолин Дуэт. Накурился. Происходит ровно то, о чем он нас предупреждал. Об этом самом, буквально. Теперь очисти чат. Роналдо Цюй. Катись, шлюха. Весь экран в вариациях этого диалога. Повсюду центры вокзальных залов проваливаются, а затем монстры Кракарин прут в помещение. Меня охватила трудно определимая смесь страха и гордости за то, что мы так точно предугадали происходящее. Но эта гордость оказалась краткой, потому что я быстро понял, как много людей предпочли не защищать себя, несмотря на наши предсказания. Я не мог поверить, что люди могли продвинуться в подземелье так далеко и при этом оставаться такими тупыми. Мы были готовы к нашествию монстров из нашего колодца, к их атакам. Мы ждали, держа оружие перед собой. Имани крыла последними словами огнеметчиков, требуя, чтобы они были начеку. И ничего не происходило. «Святое дерьмо, Карл», — сказала Элли, когда прошла минута. «Суки полуумной ты сын. По-моему, твоя скудоумная идея оправдалась. Идемте смотреть». Мы осторожно вернулись в зал, из которого пришли, и прокрались в туннель. Огнеметчики оставили оборонительные позиции и последовали за нами. Мы вошли в вокзал. Пресекающая вагонетка висела в прежнем положении, в точности над дырой в полу. Монстры рекой лились через портал. Мы видели их сквозь мутное окошко в задней стенке портала. Монстры Кракарин падали в портал головами вперед, ногами вперед, боком. Казалось, что дыра в полу на самом деле пробита в потолке. Их были тысячи, этих Кракарин. Они появлялись без конца, засасывались в портал и в бездну. А все мы стояли и смотрели. Портал трещал так, словно в нем перемалывались гвозди. К реальности нас возвратила Имани. «Перекройте входы. Отошлите огнеметчиков на прежние позиции. Нужно огненное кольцо и магическое кольцо, чтобы с вагонеткой Карла ничего не случилось». За моей спиной кто-то удивленно вскрикнул. Обернувшись, я увидел, как в зал скользит парочка Кракарин из юной поросли. Эти Кракарин проникли не через недавно открывшийся аварийный туннель, а с одной из основных линий. Судя по всему, они пребывали в середине Катиной Макаронины, а когда все люки вдруг открылись,
распространились по всей округе. Если какие-то из них направились на обычные пустые станции, значит заткнутая дыра не более чем временный выход из опасного положения. Мы с головой погрузились в дела. Катя ринулась вперед, превращая себя в сторожевое ружье, и заняла место между Имани и мной. Я представил, как гигантская бездна наполняется монстрами, и их так много, что они уже вываливаются за края. Нет, яма была слишком огромна, чтобы в самом деле переполниться. При этом я подозревал, что большинство этих монстров еще живыми падали из портала на ее дно. Многие из них были желеобразными и потому малоуязвимыми перед прямыми ударами. Скорее всего, думал я, яма заполняется извивающейся массой монструозного вещества. Мне было интересно, как монстры смешиваются с ордами гулей, обитавшими на дне, или с блуждающими по стенам ящерицами. Да плевать, решил я, без разницы, пока они остаются в яме. Еще я подумал, наблюдая за непрерывным потоком тел, что их живучесть при падении в бездну была бы благом. Они были живыми, не мертвыми, а это означало, что смерть любого из них вызывала рождение нового гуля на ближайшем генераторе гулей. Некоторых из этих пацанов нам приходится убивать трижды, произнес я вслух. Когда они достигают третьей стадии белочки, еще раз, когда из них получаются малыши кракарин, и снова, когда они превращаются в гулей. Это далеко не все, заметила Имани. Эти монстры третьей стадии осьминоговые или осьминожные, как правильно. «На нас идут!» — прокричал кто-то. На карте появилась кучка красных точек, впрочем, не очень многочисленная. Штук может быть 20. Даже через половину зала до меня добрался жар зашипевших огнеметов. Мобы были перебиты в секунды. «Эй, только не подставляйся!» — прокричала Пончик обходчику на передней оборонительной позиции. «Правильно, Пончик», — одобрил я. «Мы здесь, все в одной команде». Я показала ему, что монстр слева, и он убил гадину одним выстрелом из огнемета. «Ты не назвала мишень», — отозвался обходчик. «И я, не он». Я оглянулся и увидел, в чем суть происходящего. Обходчица была военной собакой 27 уровня. Ее класс назывался непонятным словом «морозильник». Она была похожа на прямоходящую, говорящую немецкую овчарку. На голове у нее был шлем времен войны во Вьетнаме с прорезями для ушей. И у нее было имя Церендалгор. Я представления не имел, как это имя выговорить, и не мог угадать, какой нации она принадлежала изначально. Но тот факт, что ее раса была как-то связана с собаками, немедленно вызвал у Пончика неприязнь к ней. «Да черт тебя побери, Пончик!» — огрызнулся я. «Смени позицию и оставь ее в покое». Пончик зашипела, однако погнала Монго в противоположную часть зала. А я считала, что она стала мягче после эпопеи с руками ворчуна Гэри, заметила Катя. Это и есть мягче. Вы не слышали, как она чехвостила кокер-спаниелей? Слышала. Она рассказывала мне о собаке вашей соседки, об ангеле. Они все еще тянутся снизу, но их уже не так много, доложила Имани, которая только что наклонилась над порталом, чтобы разглядеть происходившее. Жалко, что из-за дымки невозможно рассмотреть дыру. Безусловно, поток монстров слабеет, подтвердила Катя. Знаете, обратился я к Кате, если ваша метафора с макарониной верна, то существует прямая дорога через эту дыру в другую залу 36. Там может сидеть один из боссов провинции, невероятно близко. Из-за этого я занервничал, когда вы заговорили о зеркальных отображениях путей. «Да, я тоже нервничаю», — ответила Катя. «Не будь у нас вашего портала, я боялась бы, что этот босс сможет распространиться в этот зал». Сзади к нам приближалась новая группа мобов, которая была быстро рассеяна. Еще одна кучка. Скоро красные точки окружили нас. В нашем зале имелись 4 узких входа. Это если не считать секретный проход на линию для служащих. Этот был у нас заперт и надежно охранялся. Кошмарный экспресс был там.
Он по-прежнему стоял в нескольких перегонах от нас. Несколько раньше я заглядывал на эту линию, чтобы убедиться, что поезд на месте. Последний раз мы пользовались им, когда перевозили дочерей Брунгильды на станцию 60. Там поезд и остался. Недавно мы с Пончиком дошли до поезда, чтобы узнать, на своем ли месте зачинщица. Она никуда не делась. Когда мы подошли, демоница как раз высунулась из своей топки в кабине и беседовала с двумя дварфскими инженерами, которые, несомненно, забрались туда через разбитое окно. Один из них собирался отогнать поезд в я не знаю куда. Но зачинщица отказалась содействовать ему. Когда мы приблизились, она говорила: «Ехать-то некуда, дурачок ты». Дварф начал возражать, и я подумал, что, возможно, мы явились к началу драки. Однако они оставили спор при нашем появлении. Поезд праздно стоял на рельсах. Я сразу же определил, что что-то не так с нашей демоницей. Ее обычная небрежная, южно-изящная, но и немецкая индивидуальность сменилась чем-то меланхолическим. Она по-прежнему регулярно рожала. Я не знал, представится ли нам случай увидеть ее еще раз до крушения этажа, и хочу ли я снова прикасаться к кирпичам Шеола. Один из них я показал Мордекаю. Он едва не кончил от счастья и велел мне набрать как можно больше этих штук. Я спросил зачинщицу, согласится ли она расстаться с каким-то их числом, и она позволила мне забрать несколько сотен еще горевших кирпичей и несколько десятков тех, что не успели загореться. «Я бы все тебе отдала», — сказала она, «но я должна поддерживать пламя, не давая ему потухнуть, чтобы моим деткам было хорошо». «Зачинщица, ты в порядке?» — спросила Пончик. «Я пообщалась с вашим приятелем Дварфом, с Тисквиком. Он рассказал мне про свою дочку. Они ее убили, сами знаете. Как только информация распространяется, они начинают выходить из себя». «Кто?» — не понял я. «Какие такие они? И кого убили?» «Дварфы и гремлины. Они убили Мэдисон, ту человечицу, которую вы сюда впустили. Что по человеческим ресурсам. Они соорудили эшафот, петлю и удавили ее. Я сама этого не видела, но они принесли мне ее тело. Я забрала его в огонь». «Святое дерьмо!» — буркнул я. «Веру сохраняют одни челотавры. По-моему, некоторые пытались драться с дварфами, но те всех их побили. Что с этими парнями стало, я не знаю. Сколько-то из них, возможно, еще здесь. Так что будьте осторожны». «Это безумие какое-то», — пробормотал я. Мэдисон такого не заслужила. Нет, характер ее заслуживал. В этом же все дело, ведь так. Все эти неигровые, на самом деле искусственные, и только немногие начинали это осознавать. В этом, как я понял, и состояла беда зачинщицы. До нее наконец-то дошло, что все вокруг нас понарошку. Как можно с этим существовать, особенно той, у кого дети? «Мы возвращаемся к себе», — сказал я. «Может, больше с тобой не увидимся. Береги детей, хорошо?» Демоница не ответила, только кивнула и вернулась в огонь. Часом позже число монстров, вылезавших из дыры в центре зала, перестало расти, но мобы уже приближались к нам со всех сторон. Мы различали пузырчатых гулей, смешавшихся с монстрами-осьминогами. Я встал рядом с Пончиком. Большую часть работы за нас проделали огнеметы, но я еще выставлял дымовые завесы и швырял в приближающихся монстров фейерверки, а Пончик бомбардировала их магическими ракетами. Время от времени она направляла второй шанс на один из трупов и активировала часовое утроение. Несколько секунд кракерин-зомби сеяли хаос среди таких же, как они, клонов. Потом разрывали их на части. Катя снова приняла форму ружья. Она устраивалась повыше над толпой и сверху вела огонь. Мы стояли среди нескольких сотен других обходчиков, которые все палили в мобов. Нам удавалось их отбрасывать, но бывало, их волны казались настолько мощными и бешеными, что я боялся. Они вот-вот разнесут нас. Передышки наступали только тогда, когда трупов становилось столько, что они забивали проходы. Так продолжалось несколько минут, а затем кислотная кровь разъедала тела,
они начинали растворяться. А иногда трупы взрывались без видимых причин, обдавая защищающихся кислотными фонтанами. Так мы потеряли несколько человек. Мы были вынуждены строить барьеры, чтобы едкая жидкость не заливала зал и не сжигала нам ступни. Кислота не сгорала в огне, но мы обнаружили, что ее можно замораживать. Через какое-то время она таяла, но теряла при этом жгучесть. Эта задача легла на Элли. Она сновала от одного прохода к другому, замораживая кислотные лужи. Тревожась за другие команды, обходчиков, я отправил послание Баутисте и поинтересовался последними новостями. Баутиста, мы не можем вернуться на 72-ю. Там и Гули, и Кракарин, они лезут отовсюду. Мы отступили по линии. Нас загнали на станцию 60, но мы не можем попасть в вокзал. Там огромная масса челотавровых тварей. Они обороняют платформу. Каждый из них босс местности. Они сверхсильны. Один попался в капкан, который теперь раз за разом исполняет песню в духе тяжелого металла. По-моему, дает им баф, и у всех нас из ушей течет кровь. Нам пришлось отойти. Мы зажаты между двумя их группами. После этого мне стали приходить сообщения от других наших товарищей, еще более мрачные. Одну команду пригвоздили к участку между депо Е, и монстры прут на нее из туннелей. Они планировали перебраться на линию для служащих, но не могут туда подобраться. А станционный мимик из депо бросает куски самого себя им в спину, и они уже чувствуют себя, как выжатые лимоны. Повсюду группы, оставшиеся на станциях, понесли тяжелые потери. Те, кто отступил, не имеют возможности вернуться. К нам поступали сообщения о том, что боссы провинций появляются в тех зонах, где раньше их не было. «Нам нужна поддержка!» — выкрикнул сзади меня какой-то голос. То была военная собака. Она заваливалась на спину. Справа от нее находился человек, сжатый щупальцами. Его тело лопнуло. Новые монстры Кракарин имели уровни от 20 до 23. Их рост доходил до 7 футов. Пончик, Катя, Лудакрис, настоящее имя Кристофер Брайан Бриджес, родился в 1977-м. Американский рэпер, жанр южный рэп. И актер. «Монго, стоять!» — приказала Пончик и прыгнула мне на плечо. Мы сорвались с места и бросились к дыре в оборонительных рядах. «Назад! Пропустите их!» — командовала Элли. Я достал из инвентаря флягу с самогоном. «Готовы?» — спросила Катя. На бегу она сделалась шире, повернула на 90 градусов свой полицейский щит и толкала его перед собой, как будто таран. Впереди нас пространство было битком набито монстрами, и они с воплями ринулись на нас. «Ваш ход!» — ответил я. Катя активировала разгон толпы. Она рванулась вперед и ворвалась в кучу монстров, как шар для боулинга. Кракарин и Гули разлетелись от нее, словно кегли. В воздухе образовалось кислотное облако, и Катя закричала от боли. Я уже несся следом за ней. Она оторвалась далеко и стремясь к ближайшему пересечению путей. Скрещиваясь в форме буквы «Т», они расходились влево и вправо. В обоих направлениях находились колодцы с лестницами. И дальше разветвлялись, образуя пути к дюжине других залов. На бегу я в долю секунды принял решение и достал вторую самогонную флягу. Катя, хотя и в нокдауне, удержалась на ногах, выхватила дубинку для сдерживания толпы, махнула ею в одну сторону и тут же выстрелила в другом направлении из арбалета. Мы подбежали к ней. «Дайте знать о готовности!» — крикнул я. «Пошли!» — отозвалась Пончик. «Считаю от 3 до 0. Я выбросил фляги с самогоном в обе стороны. Пончик заклинанием «Прыгун через лужи» толкнула нас в сторону основного зала. Мы шагнули туда и были телепортированы. В конце коридора вспыхнули 2 одинаковых огненных шара. Как только все это произошло, кислота обожгла мне лицо и ноги. Пончик, также обожженная, закричала от боли. Но Има не была там, и нам тут же стало легче. Она запустила какое-то средство, нейтрализующее кислоту. И как будто вообще ничего не случилось. Правда, на левом рукаве моего пиджака
единственного немагического предмета моего облачения, появилась большая дыра. Мой плащ и другие магические части одежды не пострадали. Военная собака и все остальные наши быстро перезапустили свои защитные средства. Имани кричала в один из узких проходов, призывая подмогу. «Это была жуть!» — выдохнул я, с трудом выталкивая из груди воздух. «Катя, вы в порядке?» «Терпеть не могу эту способность!» — хрипя призналась Катя. «Ну что ж, действует она хорошо. Вы их разглядели? Их там было штук 50 у обеих лестниц. Вы подожгли обе банды. Я истратила свой последний на этом этаже прыгун через лужи», — пожаловалась Пончик. Монго подскочил к ней и с тревогой обнюхал. «Я в порядке. У мамочки все хорошо». Она взглянула на военную собаку. «Здравствуйте». Собака-женщина только хмыкнула и перезарядила свой огнемет. Бум! Мы все ощутили толчок. Мощнейший взрыв тряхнул наш зал. Через мгновение второй взрыв сотряс стены. Мы все замерли, осматриваясь. Я с тревогой присмотрелся к крану. Устройство выдержало толчки. Цепи звякнули, вагонетка дрогнула, но осталась на месте. «Что это было?» — наконец выговорила Катя. Я покачал головой. «Где-то близко. Думаю, может быть, кристалл души на 12-й станции. А второй взрыв, наверное, на другой стороне Макаронины». К нам подплыла по воздуху Элли. «Да иди, Карл, это ты сделал? Почему всякий раз, когда происходит сильный взрыв, вы считаете, что к нему я имею отношение? Потому что обычно это устраиваешь ты». «Это резонно, Карл», — заметила Пончик. «Там был кто-нибудь?» — поинтересовалась Имани. «Почему рвануло?» «Я на карте никого не увидела», — сказала Катя. «Элли, собирай команду», — распорядилась Имани. «Выясните, в чем дело. Будьте осторожны. Может быть, нам придется вернуться на 12-ю станцию, если генераторы гулей с обеих сторон не действуют». «Договорились?» — согласилась Элли, подозвала парочку обходчиков, и они двинулись к выходу, ведущему к линии для служащих. У меня появилась мысль, и я поделился с Мордекаем. «Мордекай, я думаю, ты прав. Предполагаю, что кристаллы души, которые употребляются для генераторов гулей, несколько меньше, чем тот, что в твоем инвентаре. И они не выдержали такого мощного удара. Я исхожу из того, что вы еще живы. Слишком сильное сотрясение, и они должны были лопнуть. Если бы такое произошло, все живое в помещении погибло бы. Может быть, в радиусе квартала от вас, хотя и не целого сектора. Карл, черт бы тебя побрал. У меня же блестящая идея. Мордекай. Нет. Карл, да ты еще не знаешь, о чем я. Мордекай. А мне безразлично. Если это идея Карла, она, возможно, блестящая, как средство умереть. Пончик доложила мне, каким образом ты добыл ваш кошмарный экспресс. Не сомневаюсь, тогда ты тоже считал свою идею блестящей. Карл, нет, то была тупость. Сейчас моя идея гораздо... Глава 30. Время до крушения уровня 17 часов. Время до открытия колодцев 11 часов. Когда Катя применила разгон толпы, а я тут же бросил 2 фляги с самогоном, мы одновременно убили несколько монстров Каркарин из числа наиболее крупных. Я не знал, произошло это потому, что мы их поубивали разом, или причина в том, что привычка к постоянным столкновениям увеличила наш жизненный потенциал. Как бы то ни было, 2 кристалла души, находившиеся ближе всего к месту событий, лопнули. По крайней мере, я решил сделать на это ставку. Я предполагал, что чем больше вырастают Каркарин, тем больше бывает нагрузка на кристаллы, когда монстры умирают. Все сказанное произошло так, словно было спланировано заранее. Часть игры, чтобы все происходило по-честному. А еще я подозревал, что гибель одного из боссов провинции повлечет такой побочный эффект, как раскол всех кристаллов души в округе. Элли, прежде всего на линии для служащих торчал один из кривожопых боссов. Челотавр или как они там называются. Я думала, они нормальные, не игровые. Но этот на нас напал. Мы справились. Но ты обеспечь охрану на случай, что остались и другие.
Все монстры убиты. От них и осталось не так-то много грязи. Не то, что от того, последнего. Там горы трупов. Кристалл до сих пор парит в центре зала над выгоревшим генератором, но уже не светится. Он маленький, размером с марбл. Марбл – мрамор, английский. Также так называют разноцветные шарики из стекла, глины, стали или агата. Обычно от 1,25 до 2,5 см в диаметре. Хотя существуют и более крупные. Есть тут и дырка в полу, но оттуда ничего не лезет. Имани, загляни в дырку в полу и скажи, видно ли соседнее помещение. Не спускайся туда. Быстро глянь и сразу возвращайся. Элли, уже иду. Да, привет, Катя. Тебя давно не называли гением? Дыра как раз и ведет в другое помещение. Глубиной она примерно в 20 футов, и там тоже есть дверь. Та комната тоже как будто погорела. Жуть берет. Она перевернута. Да уж, что еще приключение. Не отключайся. Я сейчас брошу туда камушек и погляжу, что будет. Имани, не надо. Просто возвращайся. Элли, не намочи трусики. Как называется это пространство между слоями? Спасательный туннель? Пончик. Мы называем макарониной. Элли, я бросила камень, он пролетел комнату насквозь, но потом вернулся. Ударился о край дырки, отскочил и покатился по внутреннему пространству. Я подумал, он зависнет в центре, но тут, похоже, вниз означает к ближайшей внутренней стене. Пространство устроено как луп-де-луп. Сложная африканская головоломка, проверяющая сообразительность. Луп – мертвая петля, французский. Петля – английский. Можно двигаться зигзагами, и тебе будет казаться, что ты стоишь прямо. Вроде карусели, которая крутится очень быстро. Не представляю, что случится, если я опущу камень точно в середину. Может быть, он точно повиснет? Имани, заговорил я, мне нужны помощники, чтобы пробиться к моей последней пресекающей вагонетке. Она осталась на путях в перевернутом виде, когда мы потащились к этой станции. А теперь мобы кишат со всех сторон. Надеюсь, они вагонетку не тронули. Если она все еще там, где мы ее оставили, мы с Пончиком и Катей поедем на ней в сторону депо. Мне нужны 3 или 4 человека, чтобы ее поднять и поставить на рельсы. «А как же Мимик?» – спросила Имани. «Мы не будем к нему приближаться, но если по чечаянию столкнемся, то опять отправим его в портал». Имани посмотрела на меня с сомнением. «Хорошо, приглашу добровольцев». Но прежде чем она успела обратиться к товарищам, возле меня оказались Ли Цзюнь, Джан и Ли На. «У него есть волонтеры», — объявил Ли Цзюнь. «А прочие члены?» Подняв голову, я узнал их бывшего управляющего, из тех, кого мы спасли от маэстро. Он вместе с Человеком-грибом и еще несколькими караулил один из 4 выходов. «Они нужны здесь. Мы поможем, как сможем, и вернемся», — пообещал Ли Цзюнь. «Отлично, раз так». Я посмотрел на всех 3. Раньше я никогда не встречался с Ли На, и теперь присмотрелся к ней. Я запомнил ее как крохотную женщину, почти что мышку. Сейчас она была выше, хотя и осталась необычайно худой. Мертвенно-бледная, как призрак. Она была похожа на себя прежнюю, но лицо приняло какое-то необычное, демоническое выражение. Рот почти вдвое шире, чем у обычных людей. Брови резко заострены. Из черных волос выглядывали короткие рожки. На ней был надет красно-белый халат с длинными почти до земли рукавами. Из пройм свисали цепочки, при ходьбе они качались и звенели. Из того информационного выпуска, в котором я ее видел, я помнил, что у нее было по меньшей мере 4 цепочки. Одна тогда загорелась, другая шумом рассекала воздух, когда Ли На вертела ее над головой на манер лассо. Еще одна обладала свойством обездвиживать мобов. У Ли На был 30 уровень. Ее раса носила название Чанби. Класс назывался зловещим словом «надсмотрщик». Она встретилась со мной взглядом, и ее темные глаза впились в меня. Несмотря на ее внушающую тревогу внешность, я понимал, почему Джан положил на нее глаз. В ней было нечто глубокое, энергетическое и нечто пугающее. Могу убить тебя в любой момент, но обоим нам, эстетам, может быть приятно. Она слегка наклонила голову.
Спасибо вам за то, что спасли меня и моего брата. Дважды. Она повернулась к Пончику и поклонилась ей тоже. «Пожалуйста, конечно», — произнесла кошка и помахала хвостом. «Ну ладно», — сказал я. «У нас много работы, а времени совсем не так много. В первую очередь надо добраться до вагонетки. Вы не могли бы рассказать весь ваш план перед тем, как мы, очертя голову, ринемся в бой?» — предложила Лина. «Если вы вдруг погибнете, мы должны знать, в чем наша задача, чтобы мы могли продолжать свое дело». Пончик, это резонно, Карл. Оказалось, что китаянка чертовски умна и энергична. В ней было что-то от Имани и от Криса, брата Брэндона, который все еще пропадал в нетях, и от Хеклы. Она не часто подавала голос, но если делала это, то в основном для того, чтобы указать на очевидные прорехи в моем плане. Как Ли Цзюнь, так и Джан из робости не решались показывать мне, где я облажался. Пончик не робела, но у нее нечасто находились встречные предложения. Катя подавала отличные идеи, но была склонна предугадывать мои предложения. Насчет Лина я не сомневался. Она не потерпит глупых промахов. Если она заговаривала, остальные умолкали, чтобы услышать ее мнение. Мы не смогли бы действовать вместе как одна группа. После этой задачи это бы не получилось, если мы хотели сохранить дружеские отношения. Не то, чтобы я не хотел делать что-либо заодно с таким человеком, как Ли На. Пожалуй, мне было нужно, чтобы людей такого склада рядом со мной было больше. Я счел ее хорошим товарищем, но видел, что быстро вызываю у нее раздражение. Это бы не страшно. Небольшие команды, собирающиеся вместе лишь время от времени, оптимальный путь к успеху. Согласно кулинарной книге, сотрудничество таких команд может организовываться на формальной основе. Но это не может происходить раньше 6-го этажа. Система гильдий. Она только однажды упоминалась в 22-м издании книги. Потому я не знал в точности, действует ли она еще. Часто бывало, что новые методы испытывались в одном или двух обходах, после чего принималось решение сохранять их или отказаться. Я надеялся, что гильдии остались. Это Лина подала мысль сначала поднять вагонетку Def Leppard, а затем ткнуть ею в зад босса провинции, что на обратной стороне Макарониной. Если мы спровоцируем его на нападение, то он ударится о портал и телепортируется в бездну. «Мы подсластим себе пилюлю и повысим свои шансы», — сказала Лина. Идея была просто изумительной, и я так и сказал этой женщине. Чудовище мы не убьем, но хотя бы уберем его с дороги. И сделать это надо скорее, пока мы не ушли из этой зоны. Я быстро изложил данный план остальным. Монстры продолжали прибывать. Они волнами накатывали на нас из боковых проходов. Их поток не иссякал, хотя и несколько ослабел. Примерно 20% моих собеседников из чата уже не было в живых. Потеря тяжелейшая, но, честно говоря, эта доля была намного меньше, чем я предполагал. Мы выяснили, что монстры Кракарен заполонили все пересадочные станции. А на обычных, свободных станциях, не ставших первоочередными целями или не имевших колодцев, не было и ловушек. И вход на таких вокзалах был только один. 3 таких станции заняла группа Баутисты. Единственные входы, располагавшиеся над узкими лестницами, было нетрудно защищать. Другие группы во всем клубке поступали так же, как и наши друзья. Я посоветовал всем не располагаться ближе, чем в 2 прогонах к станциям 12 или 72, то есть тем, которые оккупировали кристаллы души. От нас требовалось нанести по этим станциям синхронные удары. Но прежде надо было решить еще несколько проблем. В первую очередь проблему босса провинции. Если мы телепортируем его в бездну, как предложила Лина, то облегчим свою задачу. На Макаронине мобы Кракарен не появлялись уже некоторое время. Но мы десятками получали сообщения о том, что босс на обратной стороне Макаронины протекает в зал напротив, занимая тем самым оба помещения. Босс провинции, находившийся точно напротив нашего зала, не предпринимал попыток проникнуть к нам. Скорее всего, из-за страха перед порталом. Лина предлагала, чтобы когда вагонетка будет стоять на рельсах в правильном положении, кто-нибудь из нас наклонился и привлек внимание босса.
Мы смогли приподнять вагонетку только на 1 фут, но этого было достаточно, чтобы Пончик осторожно просунула голову, заглянула в дыру и убедилась хотя бы в том, что босс действительно там. Ее карта ничего не показывала, но из этого нельзя было сделать выводов. «Двигайся осторожнее», — предупредил я. Я беспокоился за кошку. Если хотя бы один усик коснулся портала, она была бы перенесена в бездну. Мы не осмеливались отключить портал. Для этого задания было бы лучше использовать Катю, но Пончик настояла на своем участии. Заглянув в спасательный туннель, она сообщила: «Он там. В дырку видны только волосы и дрожащая шкура. Отвратно. Он похож на тех наших парней, у кого штаны не прикрывают задницу, как у твоего вонючего приятеля, который приходил к нам и играл в видеоигры, а ты врал про свои подвиги с женщинами. Как его звали? Однобровый Сэм? Нет, правда, Карл. Не понимаю, почему ты якшался с такой мерзостью». «Хватит», — сказал я. «Отползай. Черт тебя подери, осторожнее, береги голову». Она отползла и посмотрела на меня. Я получила достижение только за то, что посмотрела туда. То есть на босса. Не такая задница, как у твоего друга. Но все равно мне полагалась бы награда за то, что я это увидела. Монстр светится голубым и еще каким-то цветом. И от него искры. Это как-никак босс провинции. Может быть, у него 1 000 000 бафов разом. А мы с таким справимся. Может, тебе дадут еще одно достижение, если ты пустишь в него магическую ракету. «Вот было бы хорошо», — согласилась Пончик. «У меня в очках есть полный заряд, а этого я ударю двойным». Обходчики отделили цепь, удерживавшую вагонетку, и приподняли. Я молил их всех и каждого не уронить ее прежде времени. Пончик наклонилась над дыркой, выстрелила и поползла назад. «Я ударила его! Я ударила его!» Монстр взвыл. Крик вырвался сразу из 1000 ртов. «Бросайте! Бросайте тележку!» — закричал я. Обходчики издали стон и опустили вагонетку. Я пристегнул цепи. Как только я это сделал, вагонетка задрожала. Я это почувствовал. «К черту!» — воскликнул я и протянул руку Ли На. «Дай 5!» Она внимательно посмотрела на меня. «Если я к вам прикоснусь, все ваше тело пронзит такая боль, что вам откажут и мочевой пузырь, и кишечник». Я не стал настаивать. «Тогда ладно, продолжаем». В портале словно произошел взрыв. Вся наша машинка затряслась. Кто-то закричал. Громко, пронзительно. Но совсем не так, как только что. Последовал еще один взрыв. «Дерьмово», — сказал я. «Похоже, мы заполучили его только частично». «Я знала, что ты плохо придумал», — вмешалась Симони. «Лучше бы оставить его в покое». «Эти порталы вполне прочные», — возразил я. «Из них ничто не вырвется». Так ли это, я не знал. «Эй, кто здесь?» — раздался голос с другой стороны портала. Гнусавый голос с британским выговором. Так мог бы говорить капризный принц. «Трусы, покажитесь!» Через секунду он принялся кричать громкими отрывистыми выкриками. Ничего похожего я еще никогда не слышал. «Вы лишили меня добычи, и я требую удовлетворения!» «Карл, это тоже обходчик?» — воскликнула Пончик. «Глянь на карту». Я обернулся к Кате. «Отключите портал, но будьте готовы немедленно запустить его снова». Она кивнула и поднялась в воздух, словно на ходулях, чтобы дотянуться до панели управления. Портал вспыхнул и стих. Я заглянул в него. Оттуда на меня таращился другой обходчик. Он стоял на другой стороне Макаронины и заглядывал за ее край. Наши глаза встретились. «Карл», — заговорил он, — «я должен был знать, что такая грандиозная подстава может исходить только от грандиозного болвана». «Здорово, непреодолимый», — сказал я. Козловидное существо заблеяло так неожиданно, что я чуть не выпрыгнул из кожи вон. Никакой причины для крика не было. «Какого черта?» — пробормотал кто-то за моей спиной. Непреодолимый, как ни в чем не бывало, даже просияв, обратился к кошке. «Ой, Пончик, привет! Рад встрече! Ты вблизи даже очаровательнее. Я уже давно хочу с тобой познакомиться. Мы с тобой одной крови, ты и я. Насколько я понимаю, мы с тобой единственные земные создания, достигшие в подземелье истинной мудрости.
Я был страшно разочарован, когда узнал, что ты получила доступ и в клуб Деспирадо, и в клуб Покоритель. Мне будет страшно приятно распить с тобой бренди когда-нибудь и поговорить о нашем уникальном положении. Эге, Карл, а вот та тоже с тобой? Убийца? Если да, значит нас тут одновременно 5 из первой десятки. Такое должно быть случилось в первый раз. Здесь есть несколько тех, кто в первую десятку входил, уточнил я. А ты-то какого черта тут делаешь? А ты как думаешь? Намеревался убить босса. Я застал его в блаженном сне и занялся снижением его кровяного давления, чтобы вызвать сердечный приступ. И еще 2 часа, и у меня бы все получилось. А когда он умрет, из него вылетит множество кристаллов души и начнется цепная реакция во всей системе, что поможет нашим друзьям спуститься на следующий этаж. А я вместо этого вынужден смотреть в дырку на неоспоримое доказательство родства людей и неандертальцев. Умоляю, скажи, куда ты телепортировал мою жертву? Принялся взывать козел. В бездну. Ну подойди и назови меня неандертальцем в глаза. Он заблеял. Рядом со мной возникла Имани. Джентльмены, уберите свой позор куда-нибудь подальше. Сейчас он нам совершенно не нужен. А я мог бы убить тебя, сказал непреодолимый, обращаясь к ней. Твои кости и твое самомнение захрустели бы, как в мясорубке. Что, сука? Манеры Имани изменились мгновенно. Он заблеял. Твап! Он заблеял от боли, потому что получил удар палкой по голове. Ударил его кто-то, находившийся совсем рядом с ним. И козел исчез из виду, хотя продолжал вопить своими короткими вскриками. А в дыре появилась голова. Женская голова. «Я прошу тебя, пони, присесть здесь и подумать над тем, что ты только что сказал», произнесла голова в дыру. Это была Мириам Дом, пастушка из мира людей. Дама с козами, так ее называли. Ей было около 40 лет, слегка пухлая, темноволосая. В руке она держала длинную штуковину с крючком на конце. Не дать не взять. Малютка Бопип. Персонаж английской народной детской песенки. Девочка-пастушка, потерявшая своих овечек. Она говорила с мягким итальянским акцентом. «Не обижайтесь на него», — сказала она. «Он иногда так выражается, но ничего плохого в виду не имеет. А стиль у него немного злобный. Такой был и до преображения. А мне приятно познакомиться с вами всеми. Простите за беспокойство». Козел вернулся к дыре и опять принялся вопить. Я не представлял, как эта женщина переносила его. Иисусе! «Я тебя убью, когда ты сегодня заснешь», — пообещал он своей хозяйке. Когда он принялся тереть ушибленную голову, я увидел, что у него человеческие пальцы, хотя с длинными, загнутыми черными ногтями. Не знаю, какое преображение он прошел, чтобы обрести разум, но не такое, как Пончик. «Нет, ты этого не сделаешь, моя радость», — сказала женщина и поцеловала козлиную макушку, которую только что стукнула. «Еще раз», — попросил он, немного помолчав. «Все еще больно. Если ты будешь хорошим мальчиком, и не забудь попросить прощения у наших друзей». Он серьезно кивнул и посмотрел на нас. «Извините меня за то, что я хотел вас убить». «Хороший пони», — сказала Мириам и опять поцеловала козлиную голову. Непреодолимый заблеял. «У меня есть к вам вопросы», — сказал я. «Очень много вопросов». «Может быть, в другой раз, дружочек?» — ответила женщина. «Сейчас мы должны найти другого страшного босса. Чао!» И они скрылись. Появилось другое существо, но только на мгновение. Громадное, темное, покрытое языками фантомного черного пламени и прядями шерсти, которые высасывали свет. С его живота свисали 3 пары грудей, напоминавших человеческие. Это была коза, тоже преображенная, размером с лошадь. Мы уже видели это исчадие ада. Мордекай сказал, что оно ему знакомо. Оно издавало влажные, щебечущие звуки, которые пробрали меня до мозга костей. Воздух затрещал от жара, когда оно возникло. Я переглянулся с Имани. Она мотнула головой, и этот необъяснимый обмен взглядами дал мне все, что мне нужно было знать. Прочь от них, нахрен. «А ты слышал?» — воскликнула Пончик. «Он назвал меня очаровательной».
Нам пришлось с боем пробиваться к вагонетке. Имани отрядила нам в помощь бригаду. В залах и на путях все еще кишели десятки монстров кракарин. Я не мог вообразить, каким образом козлиная команда выживала среди всего этого. Сообщения из окрестных районов подземелья извещали нас, что волны оставались мощными. Я понимал, что нас могут смять в любую минуту, поэтому нужно было спешить. И Ли Цзюнь, и Ли На проявили себя яростными воинами. Ли Цзюнь бился, как теряющий голову мастер кунг-фу, взлетал в воздух, хватал тянущиеся к нему щупальца, расшвыривал монстров. Ли На дралась в похожем стиле. Разница была в том, что она больше выкручивала монстров, обвязывала своими цепочками, после чего Чжан при помощи заклинания ком грязи насмерть забивал их камнями. Оказалось, все трое обладали противокислотным иммунитетом. После стычки с пестрыми личинками на втором этаже они при выборе классов ориентировались на преимущества, связанные с повышением иммунитета. Я их в этом не винил. К счастью, вагонетку мы нашли там же, где ее оставили. Монстры не уделили ей внимания. Она была включена и ориентирована на станцию 24. Но теперь с той стороны приходило не так много тварей. Катя устроилась в задней части вагонетки, развернувшись лицом назад, чтобы уничтожать все, что могло бы подбираться к нам с тыла. Чжан, Монго и Ли Цзюнь с сестрой стояли на посту в центре, а мы с Пончиком заняли кабину. У нас оставались считанные минуты на то, чтобы приготовиться и стартовать до того, как на нас обрушится очередная волна красных точек. Я дал вагонетке старт, и мы тронулись в путь. Моей ближайшей заботой была станция 24. Когда мы проезжали ей в прошлый раз, она была забита малышами кракарин. Я знал, что они укрывались в здании вокзала от царившего в туннеле хаоса. Но, несомненно, они должны были больше времени копошиться на станции, поджидая недоумков, на которых можно было бы напасть. Мы не удивились, что, торопясь проехать эту станцию, мы увидели на платформе одинокую фигуру кракарин. То был здоровенный массивный осьминог с извивающимися щупальцами. Босс местности, такой же громадный, если еще не больше, как тот, с которым мы воевали на втором этаже. Мы толкнули его, и портал телепортировал его прочь, и от него осталось только мокрое пятно на плитке. А сами мы продолжали вглядываться в увеличенное изображение депо. Затем я сбросил скорость и остановил вагонетку. Когда мы выехали из туннеля, после чего вошли в обширный грот, где располагался ремонтный двор депо. Нам требовалось переместить вагонетку на линию для служащих, обратив ее в сторону более глубоких уровней. Для этого мы должны были ориентировать ее на ту линию, а это означало развернуть так, чтобы портал оказался обращен в противоположную сторону. У этой задачи было две трудности. Первая. Габариты вагонетки не соответствовали характеристикам линии для служащих. Ее колеса были поставлены слишком близко друг к другу. Это не давало ей ехать по рельсам. Вторая. Чтобы переместить, нам было нужно физически поднять ее и перенести через не один десяток путей, на которых продолжали шнырять гули и миньоны Мимика. До главной, обращенной внутрь грота части депо Е, нужно было пройти добрую половину мили. Мне были видны изломанные остатки громадного забора. Массивные ворота оставались на своем месте, как и основное административное здание. До меня доносилась резкая вонь сожженного дерева и мертвых тел. Стены там были покрыты входами в другие пещеры. Под ногами лежало неимоверное количество железнодорожных путей. Трупы валялись повсюду. По большей части это были гули, но останков обходчиков тоже было немало. Между нами и, собственно, депо валялось не меньше, а может быть и больше мертвых существ. Больше всего их лежало в южной от нас стороне, возле старого здания и забора. Сам Мимик находился слишком далеко и не стал бы на нас нападать, хотя из десятков отчаянных сообщений в чате я знал, что его миньоны и неимоверно длинные языки наводили панику на всех обитателей округи. Мимик маячил вдали, высокий как наш грот, и теперь разве что наполовину внешне напоминал здание.
Сверкала пара громадных, как аэростаты, красных глазищ. Одна башня депо рухнула на наших глазах. Правда, я не разглядел, что ее свалило. В выжженном административном здании жалась команда из нескольких десятков обходчиков. Они отбивались от волн гулей и миньонов мимика, которые, как казалось, не имели ничего, кроме ртов размером с вагон и ног с 10 пальцами. Если разрубить такого пополам, то получится просто 2 вместо 1. Со своего места в туннеле я видел несколько штук таких. Эти странные мобы напомнили мне заводные игрушки, представлявшие собой одни клацающие рты. Еще одна группа обходчиков оказалась в плену в одиноком вагоне, стоявшем на территории ремонтного двора. Эти не имели возможности выйти, так как находились в пределах досягаемости громадного босса города. О них я только слышал через вторые руки и не имел понятия, находились ли они еще там, когда мы приехали, и были ли живы. Много было такого в эти последние отчаянные часы 4-го этажа. Крики о помощи, слухи о группах, оказавшихся в беде. Вам меня не сломать. Пошли вы все. Хрен вы меня сломаете. Вот со всем этим нам предстояло схватиться. Мимик. Прежде всего, из-за моей проклятой ошибки он был здесь. Но наша миссия на этом этапе не предполагала противостоять монстру. Нам требовалось только просочиться мимо него. Я, наверное, мог бы телепортировать его через портал вагонетки, как мы уже делали. Но мы находились уже не в туннеле, нас не защищали стены, и монстр мог без труда добраться до нас сбоку или сверху, да с любого угла, пока мы будем переносить вагонетку. Чересчур рискованно. Наш план состоял в том, чтобы незаметно вдоль стены добраться до линии для служащих и вынести туда громоздкую вагонетку. Можно было рассчитывать, что монстр нас не обнаружит. Нам придется охранять вагонетку, пока Элли не пригонит к нам кошмарный экспресс. Она уже в поезде, ждет моего сигнала, чтобы подъехать и встретить нас. Она сетовала, что содействия от зачинщицы меньше, чем никакого. Демоница отказывается что-либо делать, не переговорив прежде со мной. Что ж, по крайней мере, она не запрещает Элли использовать поезд. Но тут я заметил, что въезд на линию для служащих контролируется парочкой челотавров. Это означало, что мой план годился только на то, чтобы выкинуть его из окошка. Они до сих пор не заметили нас, лишь благодаря тому хаосу, что разворачивался перед ними. Я повел молчавшую вагонетку назад к туннелю и там спрятал ее от враждебных глаз. «Почему мы остановились?» — спросила Ли На. «Подождите». Я подумал, сформировал боевую рукавицу и стал ее рассматривать. Челотавры. Карл. Привет, Мордекай. Секундный вопрос. Если я, допустим, нечаянно вызову бога войны Грулла, сколько времени у меня будет в запасе? Мордекай. Забудь, не воюй с ним. Он непростительно неуязвим. Тебе не убить его. Прими мое зелье, особое варево. Беги, без оглядки. Карл. Охолони. На самом деле я его не вызывал. Просто вопрос. Мордекай. Ради всех богов, Карл, ты меня так не пугай. Карл. Итак? Собственно говоря, я уже знал ответ из кулинарной книги. И только хотел подтверждения. Хотел, чтобы существовало подтверждение, что я действительно спрашивал. В этой книге о божествах говорилось не очень много. А то, что говорилось, даже не подтверждалось в соответствующей главе. Нужную мне информацию я нашел в середине книги в главе о разном. Есть 3 типа вызываний божеств. Избегайте всех 3. Только идиоты имеют дело с богами. Некоторые из них подлинные неигровые персонажи, но крупные, такие как Апито, Эрида, в древнегреческой мифологии богиня раздора и хаоса, и им подобные. Всегда на содержании какого-нибудь богатого хмыря, который платит лишние деньги, чтобы сыграть в игру под названием «Небесное владычество». Игра проходит на 12-м этаже, но отдельных богов иногда вызывают оттуда. Эта игра отличается от войн фракций. У нее свои последователи и свои сюжеты. Я этого толком не понимаю, но знаю. Боги неуязвимы на 12-м и более высоких этажах. Они сильные.
Они убивают все. И с этим вы не поделаете и хренусеньки. В общем, 3 типа призываний. Для всех 3 требуется физический сосуд. Обычно это моб. Существует небесное благо. Это когда поклонник молится Богу, а тот приходит, чтобы отстоять своего поклонника. Существуют договорные призывания. Это когда сильный маг призывает божество отстаивать интересы призвавшего в течение ограниченного срока. Это происходит помимо воли богов, и они досадуют, когда это все-таки происходит. Наконец, существует невольное призывание. Это когда некий бедный дурак случайно призывает Бога, и виной тому ловушка, заклинание или обычное невезение. В таких случаях боги, как правило, тоже досадуют, и что хуже всего, приходят они ничем не связанные, а потому приобретают волю крушить все, что попадается на глаза. Мой краткий опыт говорит, что все 3 сценария ведут к смерти призывавшего. Даже первый сценарий. Не доверяйте божествам ни при каких обстоятельствах. Держитесь от них в стороне. И ну их на. Таков мой совет. Примечание обходчика Кули. Издание 19. Они могут быть неуязвимыми, но все-таки чувствуют боль. Они кровоточат. Носители их тел страдают. Во имя чести моей сестры я молюсь, чтобы я добрался до 12-го этажа только ради того, чтобы остаться одному. Я знаю, это всего лишь мечта, но я посмотрю Богу в глаза и скажу ему: это для Баркет, это для моей сестры. Примечание обходчика Форкета, издание 20. Далее следовало второе примечание Кули, в котором автор уделил внимание в основном невольным призываниям, а именно такое происходило, когда я использовал рукавицу. Очевидно, такие призывания – вещь довольно-таки распространенная, так как это способ собрать больше спонсорских денег. Реквизит для призывания богов рассеян по всему подземелью, благодаря чему становятся возможны посещения особых гостей. Часто места для божеств скупают знаменитости. Это безопасный способ войти в игру тем, кто не принадлежит к династиям, контролирующим армии 9-го этажа. А в конце шла заключительная запись. Она могла принести мне пользу в скором времени. Была интересной, и я присоединил ее к своим познаниям. Мне бросилось в глаза нечто довольно любопытное. Боги и богини — суть доспехи душ. Поэтому, когда чужие селятся в телах богов, то они поступают так, как охотники за интеллектом, Осыпи и Валтай. Чужие носят на себе богов как одежду. Это означает, что они могут, теоретически, снять с себя богов, успешно применив любое заклинание, предназначенных для избавления от биологических покровов, например. Сними эту дрянь или день стирки. Разумеется, для этого нужно прежде одолеть неуязвимость. К тому же эта процедура не повредит богам, ведь они вернутся к тому, на что они запрограммированы, к своему естественному состоянию. А что станет с чужими, которые управляли ими? Как знать. Но если вам нужен бог для ваших личных нужд, то, возможно, в ваших интересах вначале отгородиться от его внемирового влияния. Я заметил, что чужие по-своему довольно непредсказуемы. Примечание обходчика Тина, издание 21. Обычно Мордекаю требовалось немало времени, чтобы ответить на мой вопрос. Я даже подозревал, что он консультируется с Пончиком, чтобы убедиться, что у меня нет на уме какой-нибудь глупости. Мордекай, сколько секунд у тебя уйдет на невольное призывание божества? Ты узнаешь, если сложишь номер своего уровня с номером бога. Грул – божество, привязанное к святилищу. Значит, его уровень 250. Челотавры 40-го уровня. Так что всего получится 290 секунд. Этот ответ нисколько не совпадал с тем, что говорилось в моей книге. Но результат вышел близкий. Да что там, даже лучше. Книга утверждала, что на призывание уйдет около 5 минут. Возможно, авторы книги не знали точную формулу. Я быстро добавил ее в книгу. Карл, насколько он большой? Мордекай. А это ты зачем спрашиваешь? Карл. Со временем, Мордекай, туго. Мордекай. Ответить, пожалуй, непросто.
Короткий ответ. Как только его призывают, он начинает расти. И растет, пока не занимает все отведенное ему пространство. Как элементаль гнева, с которым ты встречался. Реальный ответ. Его размеры могут изменяться, но если его призвали, то правила будут другими. Призывание – крайне сложный процесс. На его разъяснение у нас нет времени. Карл, не торопись. Смотри, если я его призову в сосуд для зелий, он там поместится? Мордекай. Да, но у него достаточно сил, чтобы оттуда выбраться, если только ты не соорудишь ему правильный сигил. И ни один из вас не является заклинателем 20 уровня, а этого никто из вас не достигнет. Так что этого не произойдет. Карл, усвоил. Еще один вопрос. После того, как я его призвал, сколько должно пройти времени, прежде чем я смогу призвать его вторично? Можно будет призвать немедленно? Мордекай не отвечал долго. Мордекай. Когда его призвали, а потом он освободился от призывания, его можно вернуть сразу. Здесь не требуется перерыва на перезарядку. Еще можно выкрасть его от одного призвавшего другим призыванием. Так что если он скован сигилом, а почитатель призывает его другими средствами, то Бог разрывает свои узы и переходит к другому сосуду. Вот об этом очень важно помнить. Мне эта наука далась через тяжелый опыт. Самый тяжелый, какой только может быть. Карл, спасибо, Мордекай. Мордекай, а ты теперь не смей даже думать. Я закрыл чат и обратился к остальным. План поменялся. Как именно? Спросила Лина, а Катя в ту же секунду сказала. Охо, не беспокойтесь, вы все поймете, как только мы отправимся. Я вышел из туннеля, зарядил Хиестру шарами со взрывчаткой шаром и с разворота швырнул шар в сторону парочки челотавров. Они дежурили далеко от нас, и я, откровенно говоря, не рассчитывал ни на что. Однако шар плавно помчался туда, куда нужно. Я еще сомневался. По цели я промазал, но металлическая сфера со звоном ударилась о землю прямо перед караульными. Один из них протянул руку, чтобы поднять сувенир. Мой второй шар уже плыл в воздухе, и он-то прилетел по месту назначения. Врезался существу в голову. Оно заорало от боли. Вдалеке от меня, в точности над ним, возник индикатор здоровья. Их точки на карте были белыми, не игровые персонажи. Но гули их не трогали. К тому же у меня скопилось достаточно рассказов о том, как они атаковали обходчиков, оказывавшихся в поле их зрения. Их точки мигом покраснели, как только они увидели меня. Они рванули вперед, в нашу сторону. Двигались они быстро, но каким-то запинающимся аллюром. Точь-в-точь, как в хоррор-фильмах. Они мне действительно не нравятся. Услышал я голос Пончика со своего плеча. У них же должно быть по 2 пары ног и 1 пара рук, а не наоборот. Да, мне тоже странно, сказал я. Лина просто в ярости на тебя, сообщила Пончик. Назвала тебя идиотом. Это потому, что я идиот и есть, отозвался я. Никогда не отрицал. Мы отошли обратно в туннель, поджидая стражей. Все мы теперь окружили вагонетку. Все, кроме Джана, который теперь стоял в кабине, готовый запустить двигатель в нужный миг. Портал зловеще жужжал за нашими спинами. Сбоку его можно было принять за лужу разлитой ртути. У меня вдруг возникла необъяснимая тяга нагнуться и окунуть голову в эту разлитую магию. И тогда все закончится. Закончится весь этот мир. 2 чуждых существа подлетели галопом, с криками во всю мощь их легких. Челюсти обоих напоминали челюсти росомах, и было видно, что чудовища готовы пустить их в ход. «Эгегей, окончен бой!» — прокричало одно из них. Как раз в эту секунду Катя, старательно изображавшая установленную в нелепом месте декоративную колонну, со всей своей мощью рухнула на него сверху и пригвоздила к земле, как рычаг пружинной мышеловки. Тварь была сильна, и Катя прилагала все мыслимые усилия, чтобы ее удержать. Моб орал и грыз землю, выплевывая камни. Лина спрыгнула со стены, и блестящая цепочка слетела с ее руки на халат. Женщина сделала сальто, крутанула цепочку над головой и снова, словно лассо,
набросила ее на шею уроду. Он посинел, обозвал Ли На грязной девкой, и его глаза закрылись. Босс местности впал в бессознательное состояние. Целую минуту он не реагировал на происходящее, хотя Ли На повторила свое действие раза 4, после чего сказала, что ей нужно передохнуть. «Да она же нечто, дерьмо ты святое», — подумал я. Как случилось, что в первую десятку попал Ли Цзюнь, а не она? И тут же я увидел, чем Ли Цзюнь заслужил свое место в рейтинге. Я выставил дымовую завесу. Пончик выпустила магическую ракету в оставшегося Челотавра. Катя продолжала удерживать его напарника, да при этом возник ее арбалет и стал осыпать пленника болтами. Страшилище взвыло, поднялось, выпрямилось во весь рост и заорало: «Убью с властью! Умри! Умри! Kill with power! Die, die!» Рефрен в одноименной песне английской группы Man of War. Когти на его руках блестели при слабом освещении туннеля. И он двинулся точно на меня, несмотря на дымовую завесу. Ли Цзюнь, стоявший справа от меня, набросил какой-то свой баф, отчего руки сделались красными. Он скользнул вперед по рельсу, пригнулся, уклоняясь от руки противника, занесенной для такого удара, который, вне всяких сомнений, обезглавил бы китайца, и врезал кулаком по колену. Нога с треском подломилась, враг заорал и рухнул мордой вниз. Ли Цзюнь сделал в воздухе обратное сальто, снова избежав встречи с могучей клешней. Раньше, чем я успел отреагировать, Ли Цзюнь оттолкнулся от моих плеч и прыгнул. Он перелетел через еще не успевшего окончательно упасть монстра и приземлился за ним. Урод опять замахнулся. Монго, который стоял слева от меня, с яростью вцепился в его левый бок, а его всадница, Пончик, принялась расстреливать голову монстра в упор магическими ракетами. «Не убивать его!» — выкрикнул я, делая шаг вперед. «Не терять готовности!» «Смерть воина — хорошая смерть!» — прохрипел наш враг. Монго укусил его руку, безнадежно ломая клешню. При этом он рычал так громко, как никогда не рычал на моей памяти. Пончик тоже завопила и выпустила еще одну ракету прямо в лицо Челотавра. Несмотря на все проделанное, могучее здоровье урода упало только на 3/4. «Господи, остановитесь!» — закричал я. «Вспомните, для чего мы здесь!» Я ударил бессознательного и умирающего Челотавра в руку, ту, до которой Монго не добрался, и почувствовал, что кость сломалась, как тяжелая ветка. 1,5. Я опустил ногу сверху на металлические пластины, покрывавшие клешню чудовища. Под моей пяткой тоже треснула кость, прорвала кожу и вылезла наружу. Монстр застонал от боли. Наклонившись, я еще раз впарил кулаком. И еще. Я бил и бил, пока датчик здоровья над головой твари наконец не замигал. «Чувствую власть!» — хрипел урод. «Он идет! Боже! Достигнута моя цель! Он восстал!» Над его головой возник хронометр, настроенный на 10 секунд. «Давайте теперь!» — скомандовал я. Мы, я, Ли Цзюнь и Ли На, склонились над безжизненным телом и постарались поднять его. Он был адски тяжел, даже для наших общих усилий. «Грул идет!» Он вытянул перед собой нижнюю пару рук и вцепился в рельс. Теперь мы уже не могли перетащить его ближе к порталу. 8 секунд. «Джан!» — громко позвал я. Мы это предвидели. Джан пустил вагонетку вперед. Монго с Пончиком на спине вскарабкался на нее, освобождая путь. Если мы не могли доволочить тело до портала, значит, нам остается подвести портал к нему. Это было опасно, ведь надо отойти до того, как портал его засосет. 5 секунд. «Считаю!» — крикнул я. 3, 2, 1, бросайте! Мы отпрыгнули в тот миг, когда голова нашей жертвы коснулась портала. На хронометре оставалась секунда. Проглочен. И как только мертвец исчез, я с ужасом понял, он исчез с нижней рукой, которая крепко держала мою лодыжку.
Моя неуязвимость, подумал я, а портал уже затягивал меня. Глава 31. Входим в депо Е. Идея, если бы из нее вышло что-то путное, должна была выглядеть приблизительно так. Мы призываем Грула и, используя портал, направленный на депо, отправляем этого бога к Мимику. Джан немедленно перенаправляет портал обратно на бездну. Переориентация занимает 10 секунд. За это время бог войны Грул, по нашим расчетам, убивает Мимика. До депо Грул наносит большой ущерб или соображает, каково наше реальное отношение к нему. Я избиваю второго потерявшего сознание Челотавра просто для того, чтобы заново начать процесс призываний. Еще 10 секунд. Мы бросаем этого второго Челотавра в портал, как бросили и первого, только этого мы отправляем в бездну. Мы это делаем, когда у него остается 1 или 2 секунды на призывание. Таким образом он преображается, и он уже на другой стороне, но до того, как шлепается на гору падали на дне ямы. Бог, находящийся в сотнях миль от бездны, возможно, хотелось бы надеяться, выплескивает свой гнев на толпы монстров Кракарин, гулей и босса провинции. Вот все они сложены друг на друга. После исчезновения Мимика мы следуем плану, который либо нужен нам, либо уже не нужен, в зависимости от того, что происходит в яме. Мне казалось, что для стратегии, разработанной в сущности на коленке, этот вариант просто отличный. И я рассчитывал, что другие оценят его именно так, если он сработает. Но нет, я был уверен, что многие зрители думают про себя. Угу, и идиот, и сумасшедший. Прыгает прямо в портал. Ничего удивительного, что он встречает самую мрачную смерть. Вопрос времени, только и всего. Все это прокрутилось в моей голове, когда я ступил в депо. Болезненно прокрутилось. Сразу после светящегося Челотавра. На меня весело уставились 2 громадных красных глаза. Мимик. Пасть зевнула. Появились зубы. Мир заледенел. Начала пульсировать музыка. Тяжелый металл. Глубокая, ритмичная, басистая чуга-чуга-чуга. А, мать твою! В воздухе повисло графическое изображение моего лица и слова. Вызов смерти. Напечатано на моем лице, из букв стекает кровь. Дамы и господа, сегодня мы угощаем вас особенным блюдом. Смерть знаменитого обходчика Карла, доставлена вам в прямой трансляции. Кто тот удачливый монстр, который бьет его? Кто это будет? Справа у нас один из самых одиозных монстров этого этажа. Пропащая душа, как говорят некоторые. Сегодня она обходчица-киллер, чемпионка этажа. На сегодняшний день она признана исполнительницей более 23 тысяч смертей. Верховная хищница своего мира. Прожорливая, ненасытная, великая самозванка. Босс города. Это уровень 90. Уровень Мимика Рекса. Передо мной возник портрет Мимика. Ненастоящий Мимик завыл, его язык длиной в поезд высунулся из него в мою сторону и изогнулся. Но как быстро она сравняется с Карлом. Слева у нас никто иной, как Бог. И хотя мы все знаем Грула, вот и дебют в мире обходчиков подземелья, спонсора Грула. К вам впервые приходит тот, кого когда-то считали мертвым, считали изгнанным из семьи, изгоем общества. И все-таки он готов к возвращению. Это ведущий программы «Видим смерть», «Экстрим подземелья». Это маэстро, принц империи черепов. «Что за хрень?» – пробормотал я. А на экран, словно свидетельство информационного взрыва, шлепнулись еще 2 портрета. На первом был маэстро, покрытый щетиной орк, насмехался надо мной. Мир оставался в заморозке. Периферийным зрением я уловил движение. Это был Пончик верхом на Монго, и они во весь опор неслись ко мне. Они были еще где-то далеко, за пределами депо. Пончика разделяли со мной десятки гулей и миньонов. Половина из них застыла на месте. Более близкая к Пончику половина двигалась к ней.
Она выпускала по ним ракету за ракетой. «Нет», — подумал я, — «не приближайся ты нахрен, ты просто тоже погибнешь». Я попробовал послать сообщение в чат, но мне не было позволено. На короткие минуты портрет маэстро ожил. Шло интервью с ним. «Да», — говорил он, и его снисходительный голос странным образом отзывался эхом в депо. «Публика подумала, что я был на той яхте, а братик уже отправил меня в тюрьму». Он захохотал. «Как будто я достаточно глуп, чтобы быть настолько уязвимым. Ну, в следующий раз больше стараний, червячки. И спи спокойно, мамка». На втором портрете был изображен Грул, чернокожий, чрезмерно мускулистый зверь, напоминавший минотавра, но с телом коня. Кентавр с головой большого взбешенного быка с золотым кольцом в сопелке. И в руке он держал дымящийся топор с двумя лезвиями. Лежавший на земле около меня челотавр замерз и треснул пополам. Из него повалил пар. Это было единственное движение в ледяной атмосфере депо. Я знал, что Грулу, чтобы откликнуться на призыв, требовалось выбраться из сосуда. То есть явиться из какого-то тела, как цыпленок является из яйца. Два портрета, маэстро и Грула, слились в единую картинку. На лице Бога теперь отчетливо проступило сходство с маэстро, и портрет насмехался надо мной из воздуха. Бог войны Грул. Уровень 250. Спонсор принц Маэстро из Империи Черепов. Предупреждение. Это божество. На этом этаже он неуязвим. Этот бог был невольно призван в данное местоположение. Применены правила призывания. Грул – сын Тараниса. В кельтской мифологии бог грома. И Апито – бог войны, один из немногих чистокровных наследников небесного владычества. Однако Таранис, обладающий такой чертой, как гневливость, Иль Тараниса, чей лик не добрее, чем у скифской Дианы, Марк Аней Лукан. Фарсалия 1, 446. Перевод Остроумова. длиной как конский член, подозревает, что его сын может оказаться не лучшим выбором на роль правителя небес. К тому же его почитатели, по большей части ослы и другие напоминающие коней создания. А это несколько смущает даже Бога. Грул не может умереть, а если бы и мог, что бы это изменило по большому счету? При 250 уровне он способен уничтожить весь этот этаж за один день. Я надеюсь, вы вознесли молитвы и запасли масло для смазки, так как вы находитесь на грани того, что вас безжалостно вышибут отсюда в вечность. Описание закончилось. Все портреты взорвались и блестками разлетелись по земле. Мы оставались в застывшем состоянии. Музыка сделалась быстрее и громче. Здесь у Бога очевидное преимущество, дамы и господа. Но мимик обладает скоростью, миньонами и преимуществом на старте. Кто победит? Умрет Карл с воплями? Делайте ваши ставки, потому что мы начинаем! Оледенение прошло, как только в воздух врезалось свечение изувеченного тела челотавра. Язык мимика, быстрый как кнут, хлестнул меня, впился во все еще формировавшегося бога, повернул его на бок и ракетой умчался, разрезая воздух. Я перекатился, зацепился за последний пункт моего ход-листа и принял зелье. Невидимость как раз в тот момент, когда язык шмякнул по тому месту, которое я только что занимал. Парень, куда ты направился? Ты невидим 30 секунд. У тебя интеллект умножить на 2. Мать твою в хвост и в гриву. У меня должно быть больше баллов в этом гребаном стате. Мимик в гневе заревел. Заревело. Рыгнул, и депо наполнилось зловонием. Наружу вырвалась масса миньонов ртов, каждый размером с носорога. Они тут же расползлись, несколько штук в мою сторону. В это же время наружу вырвались вагоны, камни, куски металла. Бок сформировался и начал расти, пока его голова не поднялась на половину расстояния до потолка.
Я съежился, когда на меня полился душ из строительного мусора. На моей карте появилась пульсирующая красная звездочка и принялась выписывать спирали и круги, словно бензопила. Завопил какой-то из миньонов, его придавил упавший камень. Превратившись в блин, он отрастил ножки и поспешил обратно к мимику. Грул закричал, и оказалось, что голос у него такой же громкий, как у нашего модуля тревоги. Топор в его руке стал похож на оживший дуб, а металлическое лезвие зашевелилось, как будто металл все еще оставался расплавленным. Грул занес его над головой. Топор оставил в воздухе дымный след. Мне показалось, что его головке не хватило 1 или 2 дюймов до того, чтобы пробить крышу. Бог силой опустил топор, и тот ни во что не попал. Несколько раз Грул изображал удар, словно проверяя, достаточно ли его инструмент тяжел и удобно ли лежит в руке. А ведь в его мясистых руках проклятый топор выглядел как самолет. Сам Грул достиг высоты 4-го этажа. Громадный, впечатляющий, устрашающий. И все равно он казался маленьким, как будто миниатюрная модель его настоящего. Насколько я мог разобраться, мимик пока превосходил его размерами. Но это не имело значения. Было очевидно, кто из них сильнее. «Тут свиненок, свиненок!» — заговорил глубокий раскатистый голос. «В этот раз тебе от меня не уйти. Я этого часа ждал». Я поднялся на ноги и побежал вдоль задней стены, прочь от Бога и прочь от босса города. «Пончик! Карл, мы идем!» «Карл, Пончик, убирайся отсюда ко всем хренам. Подгони вагонетку сюда поближе. И того, Челотавра тоже. А сама к депо не подходи. Я собираюсь свернуть за угол и попробовать убежать. Пончик, стены депо волшебным образом встали на место, но они только частично видимы. Помнишь, как боссы на 1-м этаже дрались? По-моему, войти можно, а вернуться нельзя. Ты застрял. Я видела, как какой-то миньон входил, а потом не смог вернуться, чтобы добраться до меня. Юх! Язык шлепнул по земле метрах в 6 впереди меня и свалил меня с ног. Один железнодорожный вагон раскололся пополам. Части полетели во все стороны. 2 гигантских рта, булькая, прошаркали на многопалых ногах мимо меня и едва не зажали меня в углу, несмотря на мою невидимость. «Карл, ладно, забудь обо мне. Продолжай нашу миссию. Не рискуй с вагонеткой. Тебе нужно сбросить в бездну бомбу. Зачинщица тебе расскажет, как подготовить взрыв кошмарного. А потом иди к Элли и Имани. Они о тебе позаботятся». «Пончик, не будь кретином, Карл. Не смешно». Грул движением дровокола вонзил топор в землю. Весь мир содрогнулся. Бог стоял не лицом ко мне, но я кинулся прочь опрометью. Вся земля вокруг тех точек, где он орудовал топором, была деформирована, изрыта так, как будто в нее ударил метеорит. Меня накрыла волна шока такой силы, что это можно было сравнить с ударом поезда в спину. Я упал, ушибся, отлетел от стены, кувыркнулся и покатился. Ударился о край портала, одного из тех, что использовались для транспортировки именованных поездов на петлю. У меня сердце в груди прыгнуло, но только на долю секунды. Портал был отключен. В депо не работал ни один портал. «Карл, Пончик, хрен бы тебя побрал. Я бессилен. Уходи и уйди подальше, пока он тебя не увидел». Индикатор моего здоровья опустился в красную зону. Я принял зелье, отошел от стены и побежал вдоль путей, пролетев между 2 именованными локомотивами. Они спали. Мне были видны блестящие стены депо в четверти мили от меня. Слева от меня вырисовывался силуэт Грулла. Он медленно поворачивался. Язык мимика взлетал в воздух. Проход между паровозами блокировала какая-то тень. Громадная, слюнявая. Гигантский рот с острыми, похожими на иглы зубами и ничего больше. Образчик невозможной анатомии. Клик-клак кликующий. Уровень 35. Это миньон, мимика Рекса. Вы заходили когда-нибудь в такие буфеты?
в абсурдно дешевые, типа из нашего мусоропровода вашему пищеводу. Цены подозрительные, пюре картофельное быстрого приготовления, по-видимому приготовленное пилой на неубранном верстаке. Мясо серого цвета, прилегающая местность всегда изобилует объявлениями о пропавших котах. Вы понимаете, о чем я толкую? Приходите, кормитесь, а когда уходите, обожравшись до самозабвения, начинаете ненавидеть себя. И думаете, оно вот так, это и есть жизнь, нескончаемое путешествие между лоханями. Клик-клак кликующий – это реанимированный род завсегдатаев таких мест. Они ненавидят всех и вся, и больше всего на свете любят пожрать. Они всегда пребывают в болезненном состоянии, и единственное, что облегчает их муки, это кормление. Все съеденное мгновенно переваривается и превращается в энергетический запас. Затем возвращается к владельцу после следующего насыщения. Предупреждение. Этот монстр умеет размножаться. Если его убить, есть шанс получить в награду такого же или таких же в более мелком варианте. «Что же за адский морок?» — подумал я. Монстр меня не видел, но уже стоял здесь, раскрывая и закрывая рот, как аллигатор. Извещение о невидимости начало мигать. Я по-прежнему бежал. На бегу я достал хоблоббер, подпрыгнул и вкатил в дыру в боку раскрытой пасти монстра. Я был как ученый пудель, прыгающий через обруч. А потом я нырнул на землю и прикрыл голову руками. Клик-клак же тем временем прочавкал во рту мой хоблоббер. Разорвался монстр, и ни один из улетевших его кусочков не вернулся к житию. «Вот ты где, свиненок!» — прорычал Грул маэстро. Я преодолел немалую дистанцию, но он оставался ужасающе близко, и таким громовым голосом можно было приветствовать конец света. Орк развернулся и зашагал ко мне. Мимик стоял у него на дороге. Бог опустил на монструозность свой топор и разрубил на две половины, как нечего делать. Теперь гора плоти разделилась надвое, и полетели вонючие внутренности и какие-то странные органы. Разлилась жидкость. А все миньоны, все оставшиеся миньоны глядели вверх и орали. Я достал дымовую завесу и швырнул ее. Точнее, я разбросал дымовые завесы во всех направлениях, стараясь как можно плотнее наполнить пространство дымом. Грул, шагая, не замечал, что ступает в лужи, вылившиеся из мимика. Топор он вонзил в землю. Осиротевшие разгневанные миньоны атаковали его ноги. Он их игнорировал, только периодически давил подошвами. Когда он снова поднял топор, я понял, что будет дальше. Это не должно было мне повредить, но повредит. Причем так глубоко повредит, что убьет меня. Моя защитная оболочка в этот раз мне не поможет. Но у меня оставалось одно, последнее средство. Я хлопнул зелье, Мордекаева особого варева. Зелье дало мне чуть не полную невидимость на 30 секунд. Но в следующий раз его можно будет принять только через 10 часов. Золот стандарт. Ваше выздоровление было суперскоростным. Возник хронометр для отсчета 30 секунд. Земля подо мной изогнулась, и я взлетел в воздух, словно меня подбросила огненная катапульта. Оружие кланов в компьютерной игре «Травиан». Меня с силой бросило на стену вагона. Снова захватила шоковая волна. Я почувствовал, что спина раскалывается, распадается на 1000 кусков. Правда, все это сразу заживало. Грул, не видевший меня в дыму, наступил на верхний участок спины задней ногой. Я заорал от боли, когда жгущее лошадиное копыто вдавило меня в землю. Раскололись тазовые кости, когда я распластался. Край копыта миновал мою голову на считанные сантиметры, и я снова исцелился. Весь мир трясся. На моем экране появилось крупное сообщение о новом достижении, но я не сумел прочитать его из-за острейшей боли. Оно таки ушло в папку к другим сообщениям. Грул продолжал шагать.
Он снова жахнул топором по земле. Я остался лежать, ожидая очередную шоковую волну. Железнодорожный вагон проехал по ремонтному двору из конца в конец, прошел надо мной, распластав еще раз. И я снова был исцелен. Я судорожно втягивал воздух, не в силах перевести дыхание. «Катя, заткнись и слушай. Беги туда, куда портал вынес тебя. Мы посылаем помощь». «Тебе не спрятаться, мяско», — проговорил Грул, когда я вскочил на ноги. Его голос без проблем перекрывал грохочущую, словно взрывы, музыку. Я снова рванулся вдоль стены, перепрыгивая через рельсы и горящие обломки. Не думать, просто бежать. Увы, клубящиеся тучи в том месте в основном жались к земле. Они не позволяли видеть меня, но не закрывали Богу обзор депо. «Ну, разве не славно?» — продолжал он. Очевидно, дым не беспокоил его. «Ты даже не сможешь ранить меня. Даже если ты применишь тот магический болт, который моя звездючая сестрица потратила на кого-то из твоих друзей, прием не пройдет. У тебя недостаточно сил, чтобы причинить мне хоть какой-то вред. Я вижу дюжину способов убить тебя, но сейчас хочу поднять тебя и сжать в руке. Ты ничто, и планета твоя ничто. Когда этот сезон закончится, никто никогда не вспомнит и не захочет узнать, что здесь вообще было какое-то общество. Да, каждый из вас, патетических червяков, будет забыт. Все ваши биографии, вся ваша история ни хрена никому не пригодятся». Голос сорвался явно от боли. Я оглянулся и ошалел от того, что увидел. От головы Бога отлетела вторая ледышка. Ее выпустила Элли, проносясь мимо него, как пуля. Он хрюкнул от злости, попытался схватить ее, и я испугался, что она может кувыркнуться. В этот самый миг я увидел, что к нам приближаются оба наши поезда. Вагонетка с порталом тряслась на рельсах одной из цветных линий, а далеко отставший кошмарный экспресс пыхтел на линии для служащих. Я понятия не имел, кто какую машину ведет. Ни одна из них не доехала бы до депо. Ни одна не стояла на путях, по которым можно было бы добраться до местоположения Бога. Элли промчалась мимо Грула еще раз и опять на опасно близкой дистанции. Я не имел представления, что она способна летать так высоко и так стремительно. Грул раскрыл пасть, и вырвавшаяся оттуда струя жара совсем ненамного миновала Элли. Пучок магии был подобен смертоносному лучу и растапливал все на своем пути. Иисусе! Он прорывался сквозь депо, обращая вагоны и навесы в груды металлолома. Элли ракетой прочертила пространство депо и приземлилась сверху на поезд, некогда сошедший с рельсов возле въездных ворот, то есть в доброй трети мили от Грула. И приземлилась она возле знакомой фигуры. Возле меня. То был я. Разумеется, эта Катя обернулась мной. Пусть это и святое дерьмо, но из большого расстояния я оценил ее труды. Это я стоял там, вдалеке. На мне разлетающийся плащ, семейные трусы, заляпанные сердечками и все прочее. Это я отмахивался руками от Бога. Катя развернулась, спрыгнула с крыши поезда и исчезла, а Элли взмыла в воздух. Грул заорал в ярости и пустился в погоню. Наверное, трюк был слишком очевиден, но маэстро соображаловкой не отличался, да и события развивались дьявольски стремительно. «Карл, Катя, какого хрена ты там вытворяешь?» Она не ответила. Лина, Ли Цзюнь, Пончик и Монго внезапно появились передо мной, вышли из твердой стены. Они переправились в депо через портал вагонетки, которая все еще ползла по рельсам. Несомненно, они спрыгнули и встали на ее пути. Теперь же все они перекувыркнулись, чтобы остановиться, и с ужасом глядели на пульсирующие останки мимика, больше всего напоминавшие не вполне остывшее желе. «Блин же, Горелый, я же сказал вам не приближаться!» Я кинулся к ним, моя неуязвимость была на исходе. «Здравствуй, здравствуй!» — невозмутимо проговорила Пончик. Монго добавил к приветствию свой визг.
Маэстро между тем скакал в противоположном направлении. Вот-вот он поймет, что его провели, и развернется на 180 градусов. «Какого вы все здесь делаете?» — не успокаивался я. До окончания слияния маэстро с Богом оставалось не меньше 2 минут. Вполне достаточно, чтобы спокойно смыться. Но тут я увидел на земле фигуру человеческих габаритов, закованную в цепи и старающуюся их порвать. «Это еще что за дьяволяда?» — закричал я. И тут же понял. «Пончик, я тут совсем ни при чем». Лина пожала плечами. «Та же схема, которую вы применили, когда обрабатывали того гнолла. Мне пришлось истратить несколько целительных зелий, чтобы сохранять его живым». Ли Цзюнь выглядел нездоровым, но ничего не говорил. Это был второй челотавр, точнее верхняя половина его торса и голова. Его безжалостно лишили основной нижней части тела. 2 верхние пары рук также отсутствовали. Лина лечила его, чтобы он не умирал. «Так было легче управляться с ним», — невозмутимо пояснила она. «Теперь можно забросить его в портал. Зачем нам новый инцидент?» Она подняла голову. Вагонетка с порталом вкатывалась в депо, управлял ею Джан. Он подвел ее на опасно близкое расстояние к спине Бога. Но тот не оборачивался. Он оставил попытки справиться с нами при помощи землетрясений. И теперь плавил жаром своего дыхания дальнюю часть депо. «Вы бы лучше применили кулаки», — посоветовала Лина. Для того, чтобы призывание началось, хватило 5 ударов. Когда это произошло, Грул завопил, повернулся к нам и с рычанием пустился в галоп. «Ух ты, блин!» — произнес я. Мы подняли бывшего челотавра. Сквозь прерывистое дыхание он бормотал что-то о том, как умрет с честью и будет пить мед за столом королей. Синяя краска сходила с его лица, смешиваясь со слезами и кровью. «Прости, дорогой», — прошептал я ему перед тем, как мы бросили его в сторону быстро приближающейся вагонетки. Сами мы отпрыгнули, а тело втянулось в портал и исчезло за 1 секунду до крайнего срока. Грул, который, как нам показалось, готовился к решительной, славной для него атаке, пропал, и от него осталась лишь дымовая черта в воздухе. Музыка прекратилась, обычного дополнительного объявления не последовало, и до нас дошло, что единственный звук, который мы слышим, это пыхтение кошмарного, который остановился через несколько путей от нас. Дварф Тисквик высунулся из кабины и теперь глазел на то, что осталось от мертвого мимика. Где-то вдалеке из какого-то разбитого вагона высыпалась горстка обходчиков с округлившимися глазами. Они тут же бросились на утек, не веря, что битва позади. Я не винил их. Перед глазами встала целая страница уведомлений. «Глотай, глотай, ублюдок!» — успел я произнести. Прежде глава 32. Время до крушения уровня 5 часов. Мы перенесли вагонетку с порталом на линию для служащих. Ее колеса пришлись между рельсов, в стык. «Я-то хотела использовать свой болт», — посетовала Катя. Я успокоил ее. Вышла бы пустая трата. Он был прав. Мы не могли нанести ему вреда. Я совершенно уверен, что когда принцесса Громада прислала его тебе, то скорее желала послать намек своему брату, чем действительно помочь нам справиться с врагом. Не беспокойся, мы его еще применим, когда придет время. После гибели Мимика взорвалось еще больше генераторов гулей. После того, как маэстро провалился в бездну, мы получили ряд сообщений о ряде взрывов генераторов на нескольких 72-х станциях. Хотя я считал, что мы могли бы добиться и большего. Скорее всего, благодаря своему спонсорскому статусу, маэстро пострадал после телепортации меньше, чем мне бы хотелось. В центре громадной тошнотворной кучи, которую представлял собой мертвый мимик, появился, согласно карте, необычный объект. Боссы местности оставили после себя карту местности. Боссы района – полевой справочник. Благодаря кулинарной книге и Мордекаю я уже знал, что это такое. Скорее всего, в тех условиях на пользу от справочника рассчитывать не приходилось, но я решил
что забрать его все-таки стоит. Я перешел лужу слизи и подобрал свой приз. Он назывался «Звездной картой». Там имелись указания на местоположение боссов и описание обширных зон, обозначенных на карте. Я увеличил масштаб своей карты и не нашел ничего, за исключением нескольких челотавров. Они двигались в противоположном направлении. «Не могу поверить, что этот хлыщ жив», — заявила Пончик. «По крайней мере, ты должен уничтожить его снова, навсегда на этот раз. Я имею в виду по-настоящему уничтожить. Он располагал безграничной властью и полностью лишил ее смысла. Тебе повезло, что он не из тех, кто ведает, что творит». «Да, ты права», — сказал я и посмотрел в потолок. «Мне совестно, не сомневаюсь, даже его мамаша справилась бы лучше. Очень плохо, что умерла она, а не он». «Что конкретно нам теперь делать?» — вмешалась Элли. Она только чуть-чуть поднялась над землей. При обычных условиях она не могла летать на такой высоте и с такой скоростью, как недавно нам продемонстрировала. В ходе своих маневров она потеряла ценный свиток. Я пообещал, что добуду другой и отдам ей. Она рассмеялась и поцеловала меня в щеку. «Мы отправим кошмарный экспресс в бездну. Он там взорвется и убьет пропасть, Кракарин. А может быть и босса провинции. Вся система гулей уже перенаселена. Еще один большой натиск. И она, будем надеяться, рухнет. Но на другой стороне Макаронины она тоже есть», — напомнила Элли. «Не имеет значения. Не имеет, пока мы на этом этаже. Когда сразу умирает достаточное число тварей, кристаллы души лопаются, и гули больше не генерируются». Элли склонила голову на бок. «Мне иногда кажется, что ты, Карл, блефуешь. Откуда ты можешь это знать? Такое впечатление, что у тебя есть задачник с ответами в конце». «У него есть», — выпалила Пончик, прежде чем я решил, как ответить. «И его зовут Мордекай». Элли кашлянула. «Вам повезло с ним. От нашей мистерис Тиаты толку, как от козла молока. Вам решать, как распорядиться той атомной бомбой, что у вас в инвентаре. Я не сомневаюсь, что она очистила бы бездну. Я приберегаю ее для какого-нибудь исключительного случая», — заметил я. Послание системы. Пал мастер. Затребована награда. Мы посмотрели друг на друга. «Имани, ребята, у вас все хорошо?» «Баутиста, у вас порядок?» «Карл, у нас нет». «Как ты думаешь, о чем это?» — спросила Пончик. «Не знаю», — ответил я. «Пончик, хочешь верь, хочешь нет, но здесь происходит много таких событий, к которым мы не имеем отношения. Я слишком устал, чтобы сейчас любопытствовать. Может быть, пастушка убила козла, потому что не смогла его заткнуть. Как же я надеюсь, что это Люсия Мар», — вздохнула Пончик. «Сомневаюсь», — сказал я. «Я действительно так не думаю». Я обратился к зачинщице, обитавшей в топке. «Давай переместим отсюда тебя и твоих детей». Дварф Тисквик, тот, что помогал перевести паровоз к депо, переглянулся с демоницей. «Нет», — ответила та. «Что ты этим хочешь сказать? Мы ведем паровоз в бездну, он взорвется. Вы погибнете». «Да, Карл», — сказала зачинщица. «Мы знаем, оба. Мы с Дварфом это уже обсудили и решили остаться с паровозом». «Милая, как же твои двое малышей?» — удивилась Катя. «Их теперь трое», — зачинщица устало улыбнулась. «В этот раз мне дали 3. Я вспомнила, когда поговорила с Тисквиком. Я вспомнила своих детей из прошлого. Когда я в последний раз была в котле, где регулируется тепловой режим для большой машины. И до того, тогда для отопительной системы замка. И всякий раз я думала, что это моя работа, способ заработать средства для моих детей. Я имела их. Иногда бывал 1, иногда 2, на этот раз 3. Но они просто пропадали. Я давала им имена. Каждому. Давать их не полагается прежде церемонии. Но я давала им имена. У всех были разные. Мне никогда не возвращали детей, но я сама всегда возвращалась. Каждый раз. Теперь все. Больше меня не будут использовать таким образом. Пончик. Карл, если паровоз взорвут они, а не ты, то ты не увеличишь опыт. Карл. Не страшно, Пончик. Опыт — это не всегда главное. Ну ладно,
сказал я. «У меня есть еще несколько ранцев со взрывчаткой в хвосте паровоза. Они будут готовы к действию. Прощай, зачинщица. Прощай, Тисквик». «Карл», — заговорила зачинщица, когда я сходил с паровоза, — «я теперь понимаю, в чем дело. Ты должен нам помочь. Я знаю, у тебя есть своя команда. Ты помогаешь ей. Но в этом мы не должны быть врагами». «Да», — согласился я, — «не должны». Паровоз подъехал задним ходом к воротам депо, дал 2 свистка и двинулся в сторону портала. «Еще один этаж заканчивается большим взрывом», — заметила Катя, когда паровоз скрылся из виду. «Звонок с урока, Катя», — сказала Пончик. «Этап заканчивается взрывом». Чжан снова забрался на вагонетку и отключил портал. Ли Цзюнь и Ли На стояли в стороне и о чем-то беседовали. Я оставался на месте и смотрел на ту пустоту, где когда-то был портал. Зачинщица только что убила себя, чтобы спастись от потери детей. Тисквик убил себя, потому что его дочь была ложью. Я думал о своей матери, которая попыталась убить моего отца, а потом себя в качестве адского подарка мне на день рождения. Задуманное удалось ей лишь наполовину. Я думал о каждом из тех, кто был со мной сейчас. Все они прыгнули в верную смерть, чтобы выручить меня. Меня. Я не мог бы спастись без их помощи. Всю свою жизнь я чувствовал, что я один. А теперь на краю апокалипсиса я понял, наконец, насколько нужен другим. Пончик прыгнула на мое плечо. «Мы скоро узнаем, получилось ли». Возникла строка уведомления. Побежали уведомления об опыте одно за другим. «Получилось», — ответил я. «Катя, тут плохие новости». «Да?» — встрепенулась Катя. «Что такое?» «Мой уровень выше твоего. Я сейчас дошел до 41-го. Плюс фанатский ящик. Похоже, убили много монстров в бездне. И я получил признание, хотя бы частичное. Я не жалуюсь. А почему? Сам не знаю. Скорее всего, босса провинции мы не убили. Да и бог с ним. У нас еще будет время на это». Баутиста, вы это сделали, сукины вы дети. Сделали. Мы только что ощутили взрыв генератора. Собираемся взять его с собой в колодец. Спасибо вам. Колоссальное спасибо. Пончик громко замурлыкала мне в ухо. «Пончик, не надо». Я поднял руку и погладил кошку. «Вы рисковали собой. Между прочим, вагонеткой тоже рисковали». «Карл, просто я не была готова тебя бросить», — сказала Пончик. «За кого ты меня принимаешь? За мисс Беатрису?» «Нет», — сказал я, — «ты не такая. Нет никаких сомнений». Мы пешком вернулись по линии для служащих на станцию 36. Гули еще периодически попадались, как и монстры Кракарин взрослых размеров. Има не поддерживала связь. Вся группа ждала нас. Колодец вот уже какое-то время был открыт, но никто не спустился. Нас дождались все. «Карл, Карл!» — закричала Пончик, когда мы оказались у края колодца. «Мы так и не попытались продать мои шляпы». Признаюсь, я предпринял попытку, когда Пончик была в тренировочном зале. Но владелец магазина поднял меня на смех и сказал, что их уже никто не купит, даже за 1 монету. У меня не хватило духу сообщить об этом Пончику. «На следующем этаже попробуем. Там они заинтересуют коллекционеров». Она ахнула, и луч света пробил ее огромные темные очки. «Ты прав. На следующем этаже продадим. Мы будем миллионерами. Если я не увижу еще раз эту железнодорожную дрянь, твоя мечта скоро сбудется», — сказала Элли и приступила к спуску. «Друзья, увидимся на той стороне». «Не сомневайтесь», — подтвердил я. Я хотел было стать на первую ступеньку, но лестница внезапно превратилась в скат. Я обернулся и увидел знакомую обходчицу со скрипящей магазинной тележкой. Это была Агата. Она достигла уровня 8, оставалась человеком и до сих пор не выбрала класс. «Агата?» — изумилась Имани. «Вы все пока дрыгаетесь, как я посмотрю», — прокаркала старуха. Розовый фламинго все еще украшал ее тележку. Вся группа с приоткрытыми ртами наблюдала за тем, как Агата побрела к спуску. Имани шагнула, чтобы перехватить ее, но я удержал. «Не надо», — попросил я. «Потом поговорим». «Но», — начала она, — «я...» «Что? Что происходит?» Старуха скрылась в колодце.
Лойта, админ, вас ждет Одетта. Я присоединюсь к вам в зеленой комнате, чтобы обсудить наше новое соглашение. Пончик, а где Зев? Лойта, админ. Это мы обсудим при личной встрече. Черт бы вас всех побрал, пробормотал я, когда мы двинулись вниз. Вот такие дела. Эти несчастные сукины дети, такие же жертвы, как и мы. Не только неигровые персонажи, но и мобы. Это не означает, что их не надо убивать. Черт, кое-что я сегодня осознал. Убивать их – это лучшее, что мы можем для них сделать. И знаете, что я осознал? Вы все 24, кто пришел раньше меня, вам всем не удалась одна вещь. Если мы действительно хотим спалить дотла это место, мы должны это сделать, а не просто вести разговоры. Нам нужно также заняться истреблением их. Я пока не знаю в точности, как надо это делать, но рано или поздно у меня появится предложение. Им меня не сломать. Пошли они все. Хрен они меня сломают. Но я их сломаю. Я обещаю себе, своим друзьям и вам тоже. Всем тем, кто читает эти слова, я их сломаю. Обходчик Карл. Кулинарная книга анархиста подземелий. Издание 20. Эпилог. Лойта стояла на столе, аналогичном тем, на которые в производственных трейлерах ставили закуски для нас. Внешне она была здорово похожа на Зев, разве что, пожалуй, чуть выше и тоньше. И не была одета в водолазный скафандр. Зато на рыбьей шее было укреплено какое-то несложное приспособление, по-видимому, дыхательный аппарат. Она стояла в луже воды с неприятным кисловатым запахом. В районе груди у нее красовалась блестящая мерцающая булавка, формой напоминающая георгин, символ партии цветения. Я постарался зафиксировать эту фигурку в памяти. В отличие от Кати, я никогда не был художником, но собирался по окончании приключения приложить все возможные усилия, чтобы зарисовать георгину в блокноте. Я уже зарисовал символ синдиката и некоторые другие, которые мне встретились. В частности, эмблему компании-производителя мягких игрушек, из которых Баутиста составил свою коллекцию. Эти картинки, к моей великой горечи, не попали в кулинарную книгу, и я собирался добиться их опубликования. Символика, несомненно, пригодится нам на следующих этажах. На предыдущем этаже мы убедились, что такие мелочи иногда важны. «Прежде всего уберите вот этот атрибут», — распорядилась Лойта. Увидев ее, динозавр вскинулся на дыбы и принюхался. Лойта бровью не повела. «Мы не можем пользоваться инвентарями», — возразила Пончик. Трейлер съемочной группы находился над поверхностью, из чего следовало, что мы во вторичной зоне. Я пока не узнал, что в сущности это означает, но знал, что некоторые специфические для подземелья предметы и защитные поля здесь не функционируют. В этом вопросе я был решительно настроен разобраться. Лойта подняла руку. «Ваш инвентарь открыт в течение 20 секунд. Уберите это. Карл, книгу тоже уберите. Катя, уложите рюкзак». Пока мы спускались по трапу, я извлек из инвентаря один роман ужасов, так как хотел иметь под рукой какое-нибудь чтение. В прошлый раз нам пришлось дожидаться в трейлере почти час. Мне попалась под руку старая потрепанная книга под названием «Кусака». «Стингер», 1988. Роман американского писателя Роберта Рика Маккамона. Родился в 1952. У Кати, когда она находилась в своем нормальном виде, была привычка носить небольшой рюкзак и совсем немного материала для массы, чтобы казаться выше. Однако, когда она появилась в трейлере, то появилась в человеческом облике с тяжелым рюкзаком на тугих лямках. По-видимому, ее способности доппельгангера в этой зоне не имели силы, что странно. Как бы то ни было, рюкзак она убрала. Пончик взглянула на меня, и я кивнул. «Монго, клетка!» — распорядилась она. Монго яростно взвизгнул, но снова превратился в кота, когда Пончик активировала клетку, и он погрузился в пары эфира. «И книга», — напомнила мне Лойта. «Книгу приносить в студию нельзя». «Да к матери! Это чтобы я мог читать, пока мы ждем».
Лойта выглядела злой, но только секунду, и пожала плечами. Как угодно, но оставить в зеленой комнате это обязательно. Я всегда так и делаю, ответил я. А где Зев? Зев очень нуждается во временном отрыве от работы. У нее личная трагедия, там, дома. Ее отправили на переподготовку, чтобы она могла подумать над своей жизнью и индивидуальной философией. Но вы не беспокойтесь, такой отпуск никогда не бывает длительным, особенно при слабоволии. Когда она вернется, то останется вашим персональным представителем по связям. Пока же я временно принимаю обязанности как агент команды по связям с общественностью. «Ну, раз Зев с нами нет, то мы не...» — начала Пончик, но я удержал ее, многозначительно подняв руку. «Обычно Зев не бывала с нами на интервью, а вы всегда будете рядом?» Пончик прыгнула мне на плечо, ее трясло от ярости. Я потянулся к ней и успокаивающе потрепал. «Да», — ответила Лойта, — «сейчас мы начинаем более жестко контролировать информацию, поступающую к обходчикам через эти интервью, чтобы приблизить обходчиков к равенству с теми, кто не имеет достаточных привилегий, таких как взгляды на мир за пределами подземелья». «Это просто изумительно», — подумал я. «Даже если не считать кулинарную книгу и Мордекая, то знакомство в пределах одного этажа, треп с одетой после интервью сделали больше, чем что-либо другое, чтобы сохранить нам жизнь». «Великолепно», — сказал я вслух. «Это точно. У вас есть ко мне вопросы?» «Да, у меня есть», — вступила Пончик. «Почему бы вам не забрать вашу урод...» «Стоп», — перебил я. «У нас нет больше вопросов». «Карл», — не сдавалась Пончик, — «это ты говорил, что мы работаем только с Зев». «Не волнуйся, Пончик», — обратился я к кошке, глядя прямо на рыбу. «Сейчас мы ничего не в силах сделать по поводу Зев. Она в кратком отпуске. Лойта, это же так?» «Это верно». Рот Лойты вытянулся в прямую линию. Пончик испустила шипящий звук. Я еще раз погладил ее. «Пончик, иногда события выходят из-под нашего контроля. Мы должны готовиться к битве». «Ты как хочешь, а мне это не нравится. Мы должны участвовать в выборе тех, с кем будем работать. Зев отвечает за наши связи с публикой». Пончик окинула взглядом пустую буфетную стойку. «Зев всегда обеспечивала еду для нас и делала это очень профессионально. То, что происходит сейчас, мне не нравится. Мы определили, что некоторые обходчики получают незаконные бафы при отдыхе в дни интервью. Поэтому в дальнейшем обходчики не будут получать еду и питье за пределами подземелья». Пончик гневно выдохнула воздух. Вошла Лексис, ассистентка Одетты, и остановилась, уловив напряженность в помещении. «Здравствуйте все», — неуверенно сказала она. «Начинаем в 5. «Спасибо, Лексис», — отозвался я, не отводя взгляда от рыбы. «Вы больше не обязаны нас обслуживать. У нас теперь новый агент по внешним связям. Она и будет нас опекать». «Хорошо». И Лексис покорно вышла. «Вы меня не запугивайте», — произнесла Лойта, видя, что я продолжаю на нее смотреть. «У меня своя работа, и я отвечаю за то, чтобы она была сделана. И в этот раз я тоже позабочусь о том, чтобы она была сделана правильно». «Аналогично», — сказал я. «Итак, Катя», — начала Одетта, и аудитория тут же откликнулась грохочущим хохотом. «Когда вы тогда превратили себя в Карла, безусловно, вы сделали благое дело. Почти такое, как те, что вы делали раньше. Есть что-нибудь, о чем вы испытываете потребность рассказать нам?» Щеки Кати сделались красными. Она сделала благое дело, когда зажгла, тогда как на самом деле оставалась тихоней, так до конца и не начала чувствовать себя комфортно, оказываясь в центре публичного внимания. Пончик из кожи вон лезла, чтобы подстегивать ее. Однако на этот раз Катя собралась с духом без посторонней помощи. «У меня теперь лучше получается подражать другим людям. Может быть, в следующий раз я сделаюсь вами». «Ну, этого вы точно не захотите?» В голосе Одетты слышался смех. Ее невероятные груди громоздились на столе. Она приподнялась и продемонстрировала свою крабью нижнюю часть. «Я сомневаюсь, что кто-нибудь в подземелье хотел бы увидеть меня. Я не права?»
Аудитория аплодировала и смеялась. Сам я чувствовал, что скреплю зубами. Улыбаться, продолжать улыбаться. Одета подалась вперед. И все-таки, чья была идея спасать Карла таким приемом? Это придумала Катя. Пришла на помощь Пончик. Мы с Монго были готовы только стрелять. Когда я увидела, что этим богом вертит тупица, я поняла, что у нас есть шанс. Вот уже в 3-й раз Карл обставляет его. У меня очень давно не было оргазма, и поэтому я рвалась действовать. Публика продолжала неистово ржать. Нет, правда, как должна вести себя девица? Она театрально вздохнула. Действительно, это было нечто, поддержала Пончика Одетта. Через несколько минут, после того, как вызов смерти закончился, в сети был взрыв. Да даже когда мы разговариваем, число просмотров пробивает крышу. А сейчас взлет был еще более явным, чем во время последнего пика. Одетта запрокинула голову. Я не видел ее лица, но ощущал ее дьявольскую ухмылку. Мы все помним, что Монго вряд ли столь же одарен. Она пристально посмотрела на публику. Кто-нибудь знает, как это новое шоу называется? А то я забыла. Множество голосов дало множество ответов. Одетта рассмеялась. Правильно, правильно. Карлова, этот поросенок, на рынок пошел. Смотрите, Диннеман. Карл, обходчик подземелий. Примечание 116. Пончик ахнула. Я была в видео? Гул публики достиг уровня тропического торнадо. Ну да, вы там были. А у вас есть это видео? Есть? Хочу посмотреть. Кто хочет увидеть видео? Ответом стали всеобщие возгласы, означающие согласие. Я только помотал головой. «Глотай, глотай!» — скандировала публика. «Глотай, глотай!» К сожалению, руководство шоу дает нам понять, что показать его мы не сможем. Студия наполнилась свистом. «Знаю, знаю». Одетта произнесла это «знаю», смеясь, а мне в ее голосе послышалась нотка досады. Сам же я ощутил облегчение. К тому же я точно знал, что Мордекай взбеленился бы. Он категорически не хотел, чтобы мы связывались с богами или фракциями. А мы... И будь я проклят, если мне не было весело раз за разом мочить эту мразь. Я хотел бы, чтобы он оставался мертвым, но унижать его снова и снова, это меня тоже устраивало. Если говорить о вызове смерти, то вы, Карл, представляете себе значение того, что произошло сегодня? Ну, Бог наступил на меня. Я вблизи увидел, как раскалывается надвое гора. Довольно значимые события. С разных сторон послышалось хихиканье. Вызов смерти, не битва боссов. Это элемент азартной игры, в которой зрители из тех систем, где азартные игры не запрещены законом, получают возможность выбирать из множества вариантов такие, где возможен любой исход, причем с неодинаковой вероятностью. Например, Карл выживает, это общий исход. А частные, такие как Карл выживает, Грул убивает мимика, Грул покидает место действия в силу вторичного призывания, система ИИ первоначально определила ваши общие шансы, но выживание как 1 к 50. Что, 1 к 50? Изумилась Пончик. А они знали, что Грулом управлял маэстро, да? Всеобщий смех. Нечего и говорить, что большинство зрителей были согласны с Пончиком и считали ставку на Грула хорошей. Шансы начали меняться по мере поступления голосов, но поменялись они не столь резко, как вы могли бы подумать. Борант лишь зафиксировал протест против решения ИИ дать вам такие убийственные шансы. И если протесту не дается ход, то делать протестующему нечего. «Ого!» — воскликнула Пончик. «Значит, в этот раз я на стороне Боранта. 1 к 50? Это действительно правда? Тогда это оскорбительно. Они этого не замечают. Они должны были знать, что мы пришли на помощь Карлу. Я хотела бы думать, что мы смогли изменить его шансы. Вы видели, с какой скоростью носилась Элли? А цепочки Лина видели? А как Катя удрала от смертоносного луча? А на месте действия находились 5 человек, побывавшие в первой десятке.
Конечно, я согласна. Когда телесные характеристики обходчика-ветерана намного внушительнее обычных, нельзя сомневаться, что некоторые из вас, ребята, очень сильны. Всякому интересно посмотреть, что будет дальше, особенно после 6-го этажа, когда открываются шлюзы для лутов. Как бы то ни было, мы пока не знаем, сколько денег потерял Борант, но сумма не может быть незначительной. Одетта откинулась на спинку кресла. А теперь, Карл, между мной, вами и галактикой. Сегодня вы принесли мне немалые кредиты. Хотя пока дела идут так, как они идут, я не думаю, что рискну создавать сбережения. Я изобразил смех. Ничего не говорить. А я сказал, надеюсь, вам покрыли ваши спонсорские расходы на Хеклу. Одетта не смутилась ни на грош. Она погрозила мне пальчиком. Да мы же не об этом говорим, дружок. Спонсором был мой муж, а не я. За это он до сих пор ночует в лодке. И я не управляю финансированием крабового ранчо. Аудитория хохотала. Ну да, я хочу поговорить об этом деле Хеклы в целом. Это было могучее дело. Хекла? Переспросила Пончик. Это дрянь, уже вчерашняя новость. С чего нам говорить о ней с вами? Кстати, я не знала, что вы были ее спонсором. А ты, Карл, откуда об этом узнал? И почему ничего не сказал? Крабовое ранчо, сказал я и указал на фигуру Одетты. Она же говорила нам при первой встрече, что владеет крабовым ранчо. Смотрите, Диннеман, Карл, обходчик подземелий. Часть 2, глава 2. Я считал, что все очевидно. Я все еще не понимал, каков угол зрения Одетты в этой неразберихе с Хеклой. Конечно, ее угол зрения определяют деньги. Так всегда бывает. И Мордекай. Но детали оставались для меня тайной за 7 печатями. Может быть, Одетта, поддерживая нас, страховала собственные ставки. Я не владел всей полнотой информации, но хотя бы помнил и буду помнить всегда данный ею совет. Не доверяйте никому, чья мотивация вам непонятна. «А как Ива?» – спросила Одетта. «Что скажете о ее езде впереди поезда?» И почти... Внезапно Одетта умолкла. «Лойта, админ, не торопитесь, господа. Мы информируем людей Одетты об окончании данной темы». Повисла пауза. Теперь я мог безошибочно сказать, что Одетта пришла в ярость. «Ну что ж», — заговорила она, когда с ее голоса была снята блокировка. «Давайте немного поговорим о том, что нам известно о следующем этаже. Перед нами предварительное видео, выпущенное Борантом». В студии стало темно, хотя шоу продолжалось. Аудитория не видела нас в то время, когда видео демонстрировалось на экранах. Для нас оно было затушевано. Мы не могли его посмотреть. «Да что это за херь?» — заорала Одетта, срывая с себя шлем насекомого. «Тащите эту вонючую нахрен рыбу сюда! Лексис! Лексис, ты где?» Появилась Лексис, быстро пересекла студию и остановилась у двери, ведущей в зеленую комнату. «Перерыв 40 секунд», — объявил голос. «Задержка!» — рявкнула Одетта. «Мне нужно как минимум 60, чтобы поджарить. Лойта, дорогая, сегодня вы выглядите особенно мокро». «Привет, Одетта», — произнесла Лойта. Она вошла в помещение вслед за Лексис, не дав той шанса помешать. Крохотная админша разбрызгивала воду из дыхательного аппарата. Испуганная ассистентка ретировалась в зеленую комнату. «Мы не согласовали уровень цензуры», — сказала Одетта, глядя с отвращением на маленькую Куатин сверху вниз. «Это же крайне абсурдно. Вам известно установление синдиката о праве журналиста на вопросы и ответы в ходе интервью. И о том, что входить в студию можно только по приглашению. Ну, милая Одетта, если вы прочитаете изменения, которые мы внесли в контракт, когда добавляли обходчика Катю к вашему... Хотя подождите». Лойта окинула нас взглядом, взмахнула ручкой, и звук отключился. Я повернул голову, чтобы что-то сказать Пончику, но не сумел. Слов не нашлось. Весело-то как стало. Мы смотрели, как Одетта и Лойта расхаживали взад и вперед, как они вдруг начали орать друг на друга. И их спор оборвался так же внезапно, как и начался.
Мы скоро еще поговорим, пообедаем вместе, как в старые времена. Ласково прожурчала Адетта. Лойта возвратилась в зеленую комнату, а на Адетте снова появился шлем, изображающий жука. Включение. 3, 2. Зажегся свет, и Адетта вернулась к роли ведущей. Сюжет выглядит захватывающим. Я помню, что аудитория раскололась на предыдущем этаже под бесконечные жалобы на излишнее усложнение. На усложненность этого этажа никто не пожалуется, не сомневайтесь. На усложненность его конструкции, по крайней мере. Хотя я осмелюсь заметить, что возможности усложнения бесконечны. Ребята, я буду с тоской вспоминать, какой ансамбль вы составили здесь. Игра стоила свеч. Вспомним хотя бы эпическую битву против Грулла, о том, как непреодолимый и Мириам Дом дважды убили босса провинции, благодаря вам. А затем, благодаря Куанче, вспомним, безусловно, блистательную и трагическую конкуренцию Люсии Мар, Флорина и Ефечи. Что уж говорить о братьях Поповых, вставших лицом к лицу с командой Тихотемных. Тихотемней. Элитный отряд парашютистов войска польского, сформированный в Великобритании во время Второй мировой войны для проведения тайных операций на территории оккупированной Польши. Затем мы увидели восходящих звезд, минимально-максимальную, термин, применяемый в ролевых играх, команду «Фламенго». Как много грандиозных историй, как много вариаций можно разыграть. Так вам известно, каким будет следующий этаж? Спросил я. В прошлый раз вы не знали, и нам не позволили посмотреть видео. О да, это всем нам известно, ответила Адетта. Мы не знаем всех деталей в точности, кроме тех, что попали в предварительное видео, и горим от нетерпеливого желания узнать все. Некоторое время назад Боранд открыл голосование о тематике 5-го этажа. Разумеется, вам придется заплатить за право голоса, но я думаю, всем жгуче интересно узнать тему победителя. «Так какая тема победила?» — осведомилась Пончик. Адетта театрально вздохнула. «Боюсь, я не могу вам этого сказать. Но могу сказать, друзья мои, одно. Я рада, что у вас есть все ваши ремесленные столы». Шоу завершилось, и внезапно перед нами выросла Лойта. За ней следовала Лексис. Она тискала одной ладонью другую. «Адетта, я прошу прощения, но она все время врывается». «Не выдавайте секретов», — предупредила Лойта Адетту, в то время как та избавлялась от шлема. «Хорошее получилось шоу», — сказала Адетта, игнорируя Лойту. «Катя была намного лучше, чем в прошлый раз. Вам по-прежнему не хватает умения расслабляться, но вы делаете успехи. Пончик шикарно, как всегда. На следующем интервью, наверное, выпустим Монго». «Я все время об этом твержу», — воскликнула Пончик. Адетта повернулась ко мне. «Это был не мой муж», — сказала она ровным голосом. «Это была я сама. Надеюсь, как-нибудь потом я вам объясню». Она пристально посмотрела на рассерженную маленькую Куатин. «Вы хорошо сделали, когда бросили мне вызов. Это отлично выделило свойства вашей натуры, скрытую злобность». «Адетта», — предупреждающе произнесла Лойта. «Да успокойтесь вы», — наконец-то Адетта заговорила с миниатюрной Куатин. «Вашей бабушке было ой как далеко до вашей взвинченности. Мы говорим по-дружески. Я не об обходе. Не то, чтобы я предупреждала, что Крис...» Адетта умолкла. «Вот и все», — сказала Лойта. По-видимому, она чувствовала себя оскорбленной. «Все в зеленую комнату. Через несколько минут вы будете переправлены в подземелье». «Крис? Так что с Крисом?» — спросила Пончик, когда мы вышли. «Не знаю», — ответил я, обращаясь к своему плечу. Адетта и Лойта опять кричали, а потом вдруг начали смеяться. Нет сомнений, что с ним что-то происходит. Это стало ясно не сейчас. Нужно быть начеку, пока мы не узнаем. Не могу понять, эти две симпатизируют друг другу или ненавидят, заметила Катя. И то, и другое, я не сомневаюсь, сказал я. У меня душа не на месте из-за зев, пожаловалась Пончик, когда радужная дверь закрылась за нами. Что может означать переподготовка?
Я переглянулся с Катей и со вздохом ответил. Ничего хорошего, Пончик. Господи, как же я надеюсь, что она вернется, сказала кошка. Я знаю, нам не положено любить ребят из скверной команды. Но Зев, моя подруга, мы собираемся вместе написать сценарий для телешоу. Лойта больше не возвращалась в зеленую комнату. Зато мы получили уведомление о том, что нас перемещают. И это все. Мы просияли и внезапно перенеслись в просторную комнату, похожую на амбар. Там уведомлений не было. Мой пользовательский интерфейс по-прежнему был заблокирован. Я вцепился в книгу, так как не имел возможности убрать ее в инвентарь. В этой комнате было 4 двери, по одной в каждой стене. Имплант от Валтая действовал, но информация была ограниченной. Я не мог пройти ни в одну из дверей, не мог сделать скриншот. В центре пустой комнаты стояли 2 колеса из казино, из игры «Колесо фортуны». Первое колесо было разделено на 4 равных по размеру сектора. На втором колесе никаких отметок не было. Когда мы втроем приблизились к колесам, возникло уведомление. Прежде чем войти на 5-й этаж, вы должны выбрать свой сектор. Результат определяется случайным образом. Лидер команды вращает колесо. «Это я», — обрадовалась Пончик. Первое колесо предлагало нам 4 варианта выбора. Суша, море, воздух, подземный мир. «Не по себе мне от этого», — проговорила Катя. Пончик просунула лапу в колесо и нажала. Дальше колесо вращалось и вращалось, громко щелкая. «Потрясающе захватывает!» — ликовала Пончик. «Карл, ты помнишь, как тебя едва не утащило в ничто?» «Да, Пончик, я помню». Вращение колеса замедлилось. Клик, клик, клик. Повисло на море. На этом как будто оно должно было остановиться. Но нет, проползло еще чуть-чуть и выбрало для нас воздух. Вы войдете на 5-й этаж в секторе «Воздух». Не знаю, хорошо это или плохо, но я рада, что нам выпало не море, сказала Катя. Плаваю я ужасно. Правда? Откликнулся я. Меня охватило недоброе ощущение. А как у тебя с мастерством полетов? Пончик ахнула. Может, на этом этаже я смогу выбрать класс, связанный с полетами? Вот что было бы супер. Дверь в стене слева от нас исчезла, и перед нами открылась новая комната. Также с 4 дверями. Второе колесо также предложило 4 варианта выбора. Город острых лисьих воздушных змеев, крепость бесплодной земли, The Wasteland, бесплодная земля. Поэма американо-британского поэта-модерниста Томаса Стернса Эллиота 1888-1965. Широко известен также одноименный роман Стивена Кинга из цикла «Темная башня». Дирижаблевых гномов. Пропасть ночных призраков. Ночные призраки. Крылатые чудовища из мифологии Ктулху, созданной Лавкрафтом. Смотрите Диннеман. Сценарий «Судного дня». Примечание 95. Великий грязевый остров сирен воздушной тревоги. Выберите оппонента. Пончик слегка подпрыгнула, подошла к этому колесу и также лапой привела в движение. «Хорошо бы лисьи змеи вышли», — заявила она. «Разве не кайф поубивать лис?» Я задержал дыхание, надеясь на что угодно, кроме ночных призраков. Описание моего плаща особо подчеркивало, что его вид введет именно их в раздражение, а мне не хотелось бы лишиться этого плаща. Клик, клик, клик. Остановка точно по центру второго сектора. Вашими оппонентами будут дирижаблевые гномы. Чтобы пройти этот уровень, вам придется штурмовать их небесный замок, известный как крепость бесплодной земли. Одна из 4 дверей исчезла, и за ней открылся пустынный ландшафт с дюнами. Оттуда в комнату потек песок. В помещение ворвался резкий ветер, и песчинки, острые и горячие, полетели мне в лицо. Я отчасти ожидал, что мы встретим только воздух за открывшейся дверью. Что ж, мы хотя бы на твердой поверхности. «Похоже на гигантскую свалку», — сказала Пончик.
Должна вам сказать, я рвусь вперед. Идем, команда. Начинаем убивать гномов. Конец.